Мэтт Диннеман. Поваренная книга анархиста подземелья. Пусть то, что ты делаешь, имеет какой-нибудь смысл. Кинг-Конг Банди. Кинг-Конг Банди. Настоящее имя Кристофер Аллан Пеллис. 1957-2019. Американский рестлер и актер. Вступление. Привет, с вами Мэтт, ваш автор и приятель. Быстрая заметка об этой самой книге. 4-й этаж подземелья – это мощная, намеренно запутанная головоломка. Карл, Пончик и прочие члены команды вынуждены трудиться в поте лица, чтобы разобраться в географии подземелья. Вы, самый шикарный читатель, не имеете нужды разбираться в хитросплетениях этажа, чтобы понимать происходящее или в полной мере наслаждаться им. Названия платформ, имена и числа пролетят мимо. Ничего страшного, если их не запоминать. Они станут важны только в конце. Ближе к концу книги вы найдете карту. Она поможет вам понять исход игры. До того времени ловите кайф от пути и помните о пропасти. Ну да, зомб – это действительно цвет. Темно-зеленый с оттенками жадеита и малахита. Глава 1. Время до крушения уровня – 10 дней. Просмотры – 43,1 квадриллиона. Последователи – 677 триллионов. Любят – 158,1 триллиона. Место в группе лидеров – 6. Премия – 100 тысяч золотых. Красная линия. Добро пожаловать на 4-й этаж, обходчик. Железный клубок. Вам возвращен статус королевского телохранителя. Тендер за спонсорскую поддержку начат с обходчика номер 4122. Тендер прекращается через 45 часов. Мир гремел, земля тряслась. Я пошатнулся, едва не опрокинулся навзничь, но меня удержала металлическая стена. Лампы мигали в быстром стаккато. В музыке. Отрывистое извлечение звука. Пульсировали по обеим сторонам длинного и узкого коридора. Я чувствовал под ногами тамп, тамп, тамп. Мы оказались в длинной трубе из металла и пластика. Она вибрировала и грохотала. Светильники в помещении мигнули и погасли, затем зажглись снова. Монго визжал от ярости и страха. Пончик прыгнул на мое плечо и дрожала там. Катя вцепилась в металлический шест, тянувшийся от земли до потолка. Новое достижение. Я в поезде. Чу-чу, подонок. Награда. Вы получаете сувенирное кепи железнодорожного проводника. Носите с гордостью. Это вагон подземки, заметил я. Мы мчались по туннелю к неизвестному нам месту назначения. Вдоль стен вагона тянулись скамьи, повернутые лицом друг к другу. Они были сделаны из бежевого прессованного пластика с рваными подушками для сидения, порванными и измазанными маркером и спреевой краской. Слова состояли из бессмысленных букв кириллической азбуки. Тусклый пол покрыт выбоинами, шесты до самого потолка были расставлены по всей длине вагона. Воняло там, как от кучи дохлых крыс. И еще, вагон был пуст, если не считать нашей партии. «Это вагон из московского метро», — сообщила нам Катя. «Я ездила в таких, только они были в значительно лучшем состоянии и чище». Ее лицо снова стало в основном человеческим. Волосы опять светлыми, как раньше. Когда я в последний раз видел ее в обличии доппельгангера, ее нос был свернут на бок. Сейчас она вернула его на место. В дальнем конце вагона имелась закрытая дверь без окошка.
Над ней помещалось небольшое электрическое табло, по которому бежали красные буквы. Красная линия, вагон 20. Следующая остановка – станция Сирен, 81. Через 12 минут 32 секунды. «Всем одеваться», – распорядился я, опустился на сиденье и принялся облачаться в свою амуницию. Полученная нами дурацкая железнодорожная фуражка оказалась ветхим хламом. Ничего волшебного. Простая бело-синяя кепка, какую мог бы носить малыш, едва научившийся ходить. С вышитой надписью «Я езжу по железному клубку». «Карл, тут говорится, что я должна выбрать новый класс из-за моего навыка характерного актера», – пожаловалась Пончик. «И у меня всего 6 минут на выбор, иначе я получу случайный вариант, а в списке полно новых предложений. Это не те, что в прошлый раз». «Карл, Мордекай, помоги Пончику выбрать класс. Она собирается читать новые варианты. Мы сейчас в движущемся вагоне поезда. По-моему, тема этого этажа – подземка». «Мордекай». «С возвращением! Пончик, покажи мне список предложений». «Пончик». «Мордекай, мне не нравятся эти варианты». Пока Пончик перебрасывала в чат полученные предложения, в том числе такие, как «переулочная кошка-скандалистка» и «некрокатамант», я придвинулся к окну и выглянул наружу. Мы двигались на большой скорости. Стена туннеля тянулась совсем близко от нас, в считанных дюймах. Судя по ее виду, она была земляной или каменной. Время от времени за окном проносились огни, и складывалось впечатление, что светильники воткнуты в стену через неравные промежутки. «Почему она все время печатает одними заглавными буквами?» — шепотом спросила меня Катя. «Потому что она четвероногая?» «Нет, потому что она Пончик. Она ведь любит озорничать, правда?» Мне вспомнились слова Одетты о том, что Хекла настроена похитить Пончика. «Больше, чем вы себе представляете», — ответил я. На обход этого этажа нам отводилось 10 дней. Отыскать спуск — такова была приоритетная задача. Наш единственный шанс состоял в том, чтобы двигаться не останавливаясь. На этот раз обходчикам предоставлялось лишь 9375 колодцев. Если этаж действительно посвящался тематике подземки или железной дороги, а нас не просто отвозили в какое-то случайно выбранное место, откуда должно было начаться обследование этажа, то нам требовалась карта. Даже если колодец имелся на каждой станции, система все равно представлялась не просто колоссальной, а еще больше. И найти колодец мало, если не знать, как вернуться к нему. Мой навык ухода в кусты не давал знания направления и не заменял карту. Во всяком случае, пока мы находились в вагоне. Навык действовал превосходно, но нужно было знать, где спрятаны карты, чтобы ими воспользоваться. «Вот это да!» – проговорила Катя. «Мое телосложение вдвое крепче нормального. 102 пункта. У меня бонусная инерция, хотя я даже не двигаюсь». «Хорошо», – сказал я и не добавил. «Это означает, что вы наш живой щит». Надеюсь, так и было задумано, иначе я бы к этому не привык. Если хозяева шоу не имели в виду именно этого, то они устранят противоречия уже сегодня вечером. Если на этом уровне нас ожидало много прямых контактов с противниками, значит, мне было необходимо поработать над приемами рукопашного боя. На предыдущем этаже были сплошные взрывы, и я подозревал, что сейчас нам предстояло отступить в тень. «Пончик, так мне брать класс футбольной хулиганки или фейерверка? Скорее, у меня почти не осталось времени». Мордекай. «Хулиганки, если ты застрянешь в лабиринте туннелей, то такой выбор будет лучшим. Он принесет тебе бонусную инерцию и несколько командных бафов. Плюс навык талисман. Он даст бонус Монго». Пончик на мгновение засияла. «Пончик. Я так и сделала. Я получила навык талисман, но не получила хорового пения или подвижного бунта. Правда, я добавила 10 пунктов к телосложению». Мордекай. «Черт, петь это было бы неплохо. Ладно, вас трое. Я только высунул голову из своей комнаты, как тут же оказался в каком-то месте, напоминающем пристанционный поселок. Похоже, что магазины и гостиницы
Строят вокруг вокзалов. Вы прибываете на крупную станцию, где сможете выбрать один из 3 маршрутов. Один поезд похож на подземку, как вы описали. Другой гораздо солиднее. Он как регулярный поезд межконтинентального сообщения. Выходите на ближайшей станции и поищите там зону безопасности или гостиницу. Карл. 10-4. Кстати, спасибо за то, что рассказал нам о премии. Мордекай. Значит, вы вошли в первую 10. Так, найдите зону безопасности. Там и поговорим. Я взглянул на Пончика. Попытался вспомнить, чего она лишилась, отказавшись от магната аллеи художников. Вспомнил 2 достойных упоминания преимущества. Плюс 5 к ловкости и 15% бонуса к выручке от продаж. Еще Пончик получила несколько дополнительных монет, когда мы спустились. Но это сущая чепуха. Потеря прибавки к ловкости. Вот что, пожалуй, хуже всего. Что дают твои новые навыки? Мы подъехали к повороту, и стук колес усилился. Свет в вагоне мигнул. Новых всего пара. Одно преимущество прилагалось к навыку, который увеличил бы наносимый ущерб, но я его не взяла. А лучшее – это талисман. Если Монго причинит вред врагу, все участники партии получат бонусы к ловкости и телосложению. Если он убивает моба, бонус действует 2 часа. Хорошая вещь, согласился я. И мое телосложение поднялось на 10 пунктов. Да, еще у меня появился навык Гиннес. Самая известная и популярная марка ирландского пива. Он удвоит мою силу, если я напьюсь. Ты что, серьезно? Вполне, подтвердила кошка. Смотри, если мы будем драться, то сначала надо будет зайти в клуб, чтобы я опять выпила грязной Ширли. Карл. Мордекай, только мне так кажется. Или эти классы действительно лучше тех, что нам предлагали раньше? Мордекай. Так ненамеренно получилось. Многие из этих более редких классов раньше не были доступны для Пончика, потому что она не соответствовала минимальным требованиям. Но ее статистика подрастает, а значит классы, которые ей будут предлагать на каждом следующем уровне, будут лучше и лучше. Этого преимущества я и сам не предвидел. Она уже получила 5-й уровень навыка «Переговоры» с этим своим магнатом аллеи. Еще до того, как вы ушли с 3-го этажа, она подняла навык на 7-й уровень благодаря вашим продажам. Когда она потеряла этот класс, 5 уровней от нее ушли, но 2 полученных она удержала, в том числе и навык опыта, так что уровень подпрыгнул до 4-го сам собой. Карл. Погоди, я что-то не понимаю. Если она получает временный навык, он остается при ней после спуска на следующий этаж? А как же растут статы? Мордекай. Пункты статистики у нее не остаются. Но если она хотя бы 1 раз использует навык, достаточно для того, чтобы поддерживать его уровень, она, вероятнее всего, сохранит этот навык. Потеряет только те уровни, которые достались ей в силу принадлежности к этому классу. Накопление опыта в навыке – процесс сложный, так сказать, подковерный. Обходчики не видят его. Нужно потерять девственность, если можно так выразиться, чтобы получить уровень 1, и добиться этого нелегко. Но если ты все-таки входишь, значит входишь. Иначе говоря, используйте Монго как можно больше, и талисман останется с вами. К тому же с этого дня нам придется соблюдать осторожность с теми классами, которые обладают редкими заклинаниями. Если Пончик использует заклинание как минимум однажды, я думаю, она его сохранит. Карл. Что-то похоже на глюк. Мордекай. Очень может быть. Так что не говори об этом вслух и не привлекай внимания к этому вопросу. Возможно, никто ничего не заметит, если Пончик сумеет перенести заклинание с одного этажа на другой. А теперь давай займемся делом. Я поищу карту, но и ты тоже старайся. Катя, сказал я, вы обладаете навыком следопыта. Вы ничего не видите? У меня только 3-й уровень навыка. Когда я его получила, был уровень 1, и обновлять его трудно. Мой прежний игровой наставник сказал, что мне нужно найти учебную гильдию и уже там поднять уровень навыка как следует. Я могу настроить карту на очень большой масштаб, но все равно вижу не так уж много.
Вижу везде трубы. Это похоже на клубок лапши. Хотя вот минуту назад я видела другой поезд. Он пронесся по другую сторону этой стены под углом к нашей колее. Могу сказать, что в нашем поезде 20 вагонов, и мы в последнем. Вы видите каких-нибудь мобов? Нет, карта обычно не показывает монстров. Но если мы окажемся вблизи колодца или зоны безопасности, мне придет уведомление. Еще я вижу, что вагон номер 15 устроен не так, как наш. Что именно в нем особенного, не вижу. Это не пассажирский вагон, в отличие от нашего. Я взглянул на свою собственную карту, и она показала мне первую половину 15-го вагона. Я знал, что обычно моя карта настроена на несколько более крупный масштаб, но во время движения он уменьшился. Если Катя видела все 20 вагонов, это означало, что ее навык действительно намного расширял территорию, охваченную ее картой. Кроме того, карта разметила все вагоны. Такой функции раньше у нее не было. Мы ехали в вагоне номер 20, тип пассажирский. «Что написано на табличке 15-го вагона?» – спросил я у Кати. Только вопросительный знак. Я осмотрел заднюю стенку нашего вагона. Обычно в ней располагается некий аварийный выход. Здесь же сплошная металлическая панель. Я подумал, что произойдет, если я взорву ее и выпрыгну на пути. Принимая во внимание, насколько узок туннель, можно было предположить, что нас через сколько-то минут размажет по стене следующий поезд. «Хорошо, друзья, давайте проверим», — сказал я. И двинулся по проходу между сиденьями. Пончик прыгнула ко мне на плечо, Монго пристроился сбоку, рядом со мной. Если бы он значительно вырос или проход сузился, у нас возникла бы серьезная проблема. Мы подошли к двери, которая смотрелась как-то неуместно в этом вагоне. Застекленного окна в ней не было. Я чувствовал, что эта дверь добавлена к конструкции вагона подземельем. На ее месте должен был находиться короткий открытый переход, позволяющий передвигаться по всей длине поезда. А хронометр над ней отсчитывал время до следующей станции. 5 минут. «Катя, я открываю эту дверь. Ваше телосложение в 4 раза крепче моего, поэтому проходите первой. Вы не возражаете?» Катя сглотнула слюну, но затем кивнула. Мне было видно, что ее бьет дрожь. «Это моя обязанность, ведь так?» «Не волнуйся, солнышко, мы тебя поддержим», — ободрила ее Пончик. Дверь скользнула вбок, и перед нами открылось тесное закрытое пространство между вагонами. Служившая полом сцепка вагонов ходила ходуном. Стенки, соединявшие вагоны, были сделаны из черного, складывающегося гармошкой материала, похожего на армированное полотно. Расстояние между вагонами показалось мне больше, чем должно было быть. Под моими ногами лежала крышка, которую я, вероятно, мог бы открыть, чтобы добраться до разъема. Перед нами появилась другая дверь, ведущая в соседний вагон, и я опустил ладонь на ее ручку. Катя, двигавшаяся за моей спиной, держала в руке маленький блестящий топорик. «Вы когда-нибудь пользовались этим предметом?» — спросил я. «Это хорошее оружие», — сказала она. «Но у меня недостаточно силы, и оно не причиняет большого вреда. Хотя я убила им нескольких крупных обезьян». Я кивнул. «Так идем же». Я полностью открыл скользящую дверь, и Катя пробралась в вагон. Монго с рычанием запрыгнул туда вместе с ней. Она споткнулась и упала лицом вниз. «Черт возьми, Монго!» — выкрикнул я, озираясь, готовый встретить угрозу. Никого и ничего. Абсолютно такой же вагон, как и последний. «Монго, плохо!» — закричала Пончик. «Поласковей с Катей». «Ничего, попробуем еще раз», — сказал я. «Монго, ты все-таки динозавр, а не скотина». Велоцираптор пронзительно закричал, когда Катя закашлялась и стала подниматься на ноги. Падая, она уронила топорик. Тот отлетел футов на 10, Катя сразу метнулась к нему. Следующий вагон оказался таким же, пустым. Правда, когда мы ворвались туда, Катя уже не падала. Не нашлось пассажиров и в очередном вагоне. Когда мы добрались до 16-го вагона, время на хронометре почти вышло. Мне хотелось хотя бы взглянуть на 15-й вагон,
прежде чем мы отправимся на поиски зоны безопасности. Катя сказала, что вагоны номер 10 и 5 тоже отличаются от других. А первый вагон на ее карте был обозначен как цельный и твердый параллелепипед. По ее словам, это, вероятнее всего, означает, что вход туда закрыт магической дверью. «Но в этом должно же что-то быть», — сказал я. 15-й, на который я указал, внешне отличался от предыдущих. Его дверь тоже откатывалась в бок, но, судя по всему, была более толстой и прочной. Из динамика раздался голос, сопровождаемый электрическим треском. «Господа, прибываем на станцию Сирен. Станция номер 81. Следующая станция Мора, номер 82. Далее станция «Пересадка в пути», номер 83. «Монстры!» – прошипела Пончик. «Небольшие, но их куча». Я убрал руку с ручки двери 15-го вагона. «Хорошо, вернемся, пока не...» «Нет, не здесь, на вокзале!» – крикнула Пончик. Вагон уже двигался вдоль платформы. Слева от меня появилась простейшая посадочная площадка. Над ней свисал указатель. Станция Сирен, 81. «Боже!» – выдохнула Катя. На платформе толпились несколько сотен жирных, морщинистых монстров. Они лезли друг на дружку, осаждая дверь. Они выглядели как дети из преисподней. Серая кожа, острые когти и огромные рты с ужасающим количеством зубов. Двуногие, ростом мне примерно до колена. Некоторые старались забраться на бетонные колонны, упираясь в них всеми 4 конечностями. На них не было никакой одежды, кроме дранных набедренных повязок. Они царапали двери и прыгали, причем некоторые доставали до крыши вагона и кричали в унисон. Их крики неприятно напоминали голоса настоящих детей. Разглядев нас в окна, они начали осаждать поезд, волнами накатываясь на стекла. Поезд еще катился вперед, но было понятно, что вот-вот он остановится. А когда он остановится, двери откроются и впустят монстров. Я рассмотрел одного из монстров в окно. Дрек. Олицетворение зла в албанской мифологии и фольклоре. Иначе Джалл. Уровень 6. Маленьких детей все любят. Правда же? Какой там говнюк малышей не любит? А что вы скажете о демонических алчных детках-берсерках, которые путешествуют стаями минимум по 60 штук? Говорят, эти микросволочи меньше чем за 5 секунд могут и слона сожрать до косточек. А вы-то поменьше слона будете. «Дерьмо! Дерьмо же!» — ругался я, дергая дверь 15-го вагона. «Закройте эту дверь за собой!» Я отодвинул тяжелую дверь в сторону, и мы скользнули во влажную темноту вагона. В воздухе пахло тухлым мясом. Двери поезда с шипением раскрылись, и визжащие монстры полезли внутрь. Катя захлопнула первую дверь и рванулась в черноту. Окон в этом вагоне не было. Когда она закрыла вторую дверь, Пончик активировала факел, и внутреннее пространство осветилось. «Мать твою, бабах, туды!» — выговорил я, разглядев новую пару монстров. Дзикининки. В японском буддизме злой дух, по ночам поедающий трупы людей, днем способен становиться человеком и испытывать чувство вины. Уровень 17. Из всех видов упырей, которых можно встретить в железнодорожной сети «Железный клубок», дзикининки самые распространенные, воспитанные и самые ненасытные. Их жутчайшая алчность к плоти делает их идеальными санитарами. Скорее всего, они вас не тронут, если вы не кровоточите, не мусорите и не вторгаетесь в их личное пространство. Это грубо. Система помогла нам, заменив на карте вопросительный знак табличкой «Логово санитаров». Эти горбатые худые монстры казались взрослыми родичами деточек-дреков, которые ломанулись за нами в поезд. Эти белые, истощенные фигуры достигали 2 с лишним метров роста. Их руки волочились по земле. Черные зазубренные ногти защелкали, будто фарфоровые, когда монстры выпрямились при нашем вторжении.
На их лицах можно было рассмотреть только острые зубы и белые на выкате буркалы. Рты на обеих рожах задвигались, как у заводных игрушек, производя звук наподобие шума шредеров. Шредер – офисное устройство для измельчения бумаг. Оба создания были одеты в изорванные и стертые темные двубортные пиджаки с золотыми пуговицами. Под ними испачканные кровью белые рубашки. У одного еще был галстук-бабочка. На головах у обоих сидели форменные кепи железнодорожных проводников с золотистыми надписями «Санитар». У того, что был без галстука, на груди красовалась табличка со словами «Чем я могу вам навредить?». Этот вагон тоже был пуст, если не считать 2 монстров, а также кучи костей, 2 метел и 2 мусорных ведер. «Двойной удар!» – скомандовал я. 2 магические ракеты вылетели, и обе в головы. Существа пошатнулись, индикаторы их здоровья рухнули в красную зону. Монго зарычал, одним прыжком покрыл половину длины вагона и врезался ногами вперед в одного из гуманоидов. Пончик перепрыгнула с моего плеча на Катина. Я же, сформировав рукавицу, бросился на кровососа Гуля. Гуль в арабском, персидском, тюркском фольклоре – отвратительный оборотень с копытами, которые не исчезают при любых превращениях. Когда я отвел руку назад и ударил монстра в лицо, он зашипел. Слева от меня Монго обезглавил второго монстра и уже вовсю заглатывал его голову. Моя жертва свалилась на землю. Я наступил ногой ей на грудь и вдавил в тело ее ребра. Черная, словно мазут, кровь разлилась 2 ручейками из той точки, на которую я надавил. Действие отдалось странным ощущениям в ступне, но мне некогда было раздумывать над тем, в чем причина. Благодаря талисману вашей команды вы получаете временный 5% бонус к ловкости и телосложению. У нас не было времени на то, чтобы упиваться победой. Я забрал несколько костей и по горсти золотых монет у каждого гуля. Также я взял табличку «Чем я могу вам навредить?» и поторопился вернуться ко входу в вагон. «Они хотят проникнуть внутрь!» — выкрикнула Катя, отпрянув от двери. Пончик, вся взъерошенная, оставалась на Катином плече. Мы слышали, как мобы в 16-м вагоне возятся, скребутся, что-то выкрикивают. Они еще не прорвались через первую из 2 дверей. Для этого им нужно было всего-то нажать на ручку и отвести дверь в сторону. Но они об этом, по-видимому, не догадывались. Я с беспокойством посмотрел в сторону дальнего конца вагона, где была дверь, отделявшая нас от 14-го вагона, того, который, по всей вероятности, заполонили дреки. Мы оказались в окружении. В этом вагоне не было информационного табло, но я помнил, что следующая станция на нашем пути – Мора, или примерно так. А вот после нее нечто в другом роде. Какая-то пересадка в пути. Вот такая станция. Можно было надеяться, что место безопасное, как предполагал Мордекай. Но выходов наружу в этом вагоне не было. И как же нам выбраться? Я держал наготове дымовую завесу и перенес в свой хот-лист билет «Шаровая молния» или «Заварной крем». На этом билете оставалось 3 окошка. Можно было поскрести любое из них. Если твари ворвутся в вагон, нам полная крышка. На этот раз меня не спасет плюха из заварного крема. Так что же нам, мать вашу, налево делать? Что, тут на всех станциях мобы кишмя кишат? Наверное, придется прибегнуть к взрывчатке. Хотя я чуял нутром, насколько это плохой выход. Даже если швырнуть бомбу в задний вагон и задвинуть дверь, поезд может сойти с рельсов, и смертельный исход обеспечен. У меня имелась защитная оболочка, но ее можно было использовать лишь раз в сутки, и действует она лишь 20 секунд. Я припоминал, что когда-то давно Мордекай говорил мне что-то об этом заклинании. Оно где может помочь в подобной ситуации. Но если и следующая станция заполонена мобами, лучше пока не расходовать оболочку впустую. Хорошо, успокойся. Все в порядке. Ты в порядке. Эти вагоны без дверей нам подсунуты с какой-то целью. Мы используем их так, как предполагалось заранее. Я сделал глубокий вдох
и исследовал свой инвентарь, то есть имеющиеся возможности. Теперь, когда паника первых секунд улеглась, я увидел, что возможностей у меня не так уж и мало. «Мы должны продержаться до станции 83», — объявил я. «Если они налягут на дверь, вы, Катя, держите ее. Пончик, у тебя еще есть 2 готовые ловушки?» «Да, тебе их дать?» Пончик вытащила одну, потом вторую. Она получила эти ловушки в золотом ящике сапера после схватки с элементалем гнева. Модуль шипов и модуль тревоги. 2 небольших кубика размером с игральные кости. Я присмотрелся к модулю тревоги. Модуль тревоги. 2 предмета по цене одного. Вы, любимец параноиков и богатеев, можете использовать этот модуль для того, чтобы добавить элемент тревоги к устраиваемой вами ловушке. Или же он сам может служить готовой ловушкой, если кому-то западло изготовить свою собственную. Если привести его в действие, он сыграет для вас очень громкую песню. Очень громкая – это значит громкая для норвежской блэк-метал сцены. Музыкальная субкультура, сформировавшаяся в Норвегии на рубеже 1980-1990-х годов. Считается, что в ее основе лежат антихристианские убеждения ее последователей, которых она вдохновляет на сатанински мотивированные преступления. Запрограммировать песню вы сможете на столе сапера. Если вы не захотите или не сможете выбрать мелодию для сигнала тревоги, для вас будет подобрана случайным образом культурно значимая песня из последней сотни лучших американского билборда. Еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад 100 самых популярных в США песен. У вас есть возможность пропитать этот модуль страхом, но ваш текущий уровень конструктора ловушек, уровень 1, позволяет сделать это только на столе сапера. Если модуль не запущен, ваш навык предусмотрительность позволит вам убрать ловушку после его запуска, и 100% успеха вам гарантируются. К модулю шипов прилагалось сходное описание, только его предназначение состояло в том, чтобы 50-сантиметровые шипы выскакивали из земли через каждые 2 секунды на участке в 1 квадратный метр. Доброжелательные неигровые и обходчики не будут его запускать, но после запуска шипы будут лезть отовсюду без конца. Значит, этот модуль требовал от нас осторожности. Я подумал, нельзя ли устроить ловушку с шипами в стене или в двери? Требовалось найти ответы на эти вопросы. «Следите за дверью», — сказал я. «Мы не можем контролировать оба конца вагона, поэтому я установлю тревожную и шиповую ловушки у переднего перехода. Если твари набросятся на нас с этой стороны, мы успеем добежать туда и блокировать дверь». Я опрометью кинулся в дальний конец вагона, не дожидаясь ответа своих. Если говорить по правде, мы, вероятно, могли бы отстоять оба прохода. Катя удерживала бы одну дверь, я другую. Пончик при таком раскладе не принесла бы пользы. Но я не был убежден, что Катиной силы 11 уровня хватило бы, даже если против нас были бы только 6-уровневые монстры. К тому же я не хотел разделения партии. Пока не время. Я подбежал к дальней двери и приложил к ней ухо. Как и следовало ожидать, бесноватая малышня вопила и атаковала ту дверь. Но деточки еще не выбрались в межвагонный переход. Я открыл дверь со своей стороны. Ручка двери 14-го вагона беспрерывно звенела, когда ее дергали туда-сюда. Но мелочевка пока не догадалась, что створку нужно двигать вбок. В любую секунду какой-нибудь мелкий гаденыш мог допереть. Я взглянул на модуль тревоги и поставил его на пол. Потом мысленно выбрал команду «Активировать», и на полу замигал прозрачный прямоугольник размером с коробку для обуви. Над только что активированной ловушкой возникло табло подсказок, такого же рода, как то, которое я видел, когда возился с бомбами. Ловушка на месте. Установлена вами. Эффект – громкость. Рвет задницу. Задержка – нет. Цель – мобы с красными отметками.
длительность до тепловой смерти Вселенной. Кроме этого, под информационной панелью высветились 4 варианта действий. Запустить сейчас, установить задержку, установить цель, убрать ловушку. Я оставил в покое эту систему и закрыл за собой дверь вагона санитаров, оставшись в тесном замкнутом пространстве. Прислонил шиповую ловушку к двери так, чтобы ловушка встала вертикально, и активировал. Проверил, среагирует ли она на попытку открыть дверь. Среагировала. Я вернулся в 15-й вагон и задвинул дверь. Теперь мы будем предупреждены, если противники прорвутся в эту дверь. Шипы на короткое время задержат их. Я вернулся на корму. Монго сидел в середине прохода и грыз тело санитара. Поезд покачнулся на повороте. «Монго, оставайся с Пончиком!» — крикнул я, проходя мимо него. «И хватит жрать, падаль! Тебя опять будет тошнить!» Динозавр хрюкнул и поплелся за мной. Я торопливо прокрутил в уме возможные варианты обороны, которые я мог бы обеспечить. Зная точные габариты вагонов, переходов, дверей, я соорудил бы защитные конструкции и установил их в вагонах. Но пока что нам требовалось выжить. «Следите за картой», — велел я Кате. «Когда увидите, что станция близко, немедленно дайте мне знать». «Я ее уже вижу. Мы подъедем к 82-й через минуту», — сказала она. «Отлично. Может быть, эта дрянь там вылезет. А если нет, или если к нам новые монстры набьются? У меня есть кое-какие задумки». Я открыл дверь в переход. Гады на другой стороне все еще не раскусили секрет двери со своей стороны. «Пончик, крикни мне, если вторая дверь начнет открываться». «Мордекай». «Эгей, я только что видел, как подошел поезд, и из него выпрыгнули 2 обходчика. В поезде были и мобы, но магия не дала им выйти. И вы не выходите до пересадочной станции». «Да уж, спасибо за совет», — проворчал я. Мне пришло в голову встать на колени и открыть крышку в полу межвагонного перехода. Я надеялся увидеть под ней поездную электросистему и рычаги управления сцепным механизмом. Я понятия не имел, как вся эта механика устроена, но полагался на свою профессиональную подготовку электрика. По крайней мере, узнаю, что за аппаратура под вагонами. Крышка поддалась без труда, но под ней обнаружилась металлическая дверца, возможно, от коробки выключателей. Я положил на нее ладонь и получил сообщение об ошибке. Это служебная плата на магическом запоре. Чтобы получить доступ к ней, вам потребуется ключ машиниста красной линии. У вас есть ключ? У вас его нет. Значит, руки прочь. Черт возьми, я опустил крышку. Получается, что нам остается ядерный вариант. Вагонный динамик захрипел. Поезд приближается к станции Мора, номер 82. Родина психоприлипал. Не теряйте бдительности, диктор фыркнул. Следующий будет пересадка в пути. Станция номер 83. На ней можно перейти на желтую линию и сесть в кошмарный экспресс. Далее следует станция «Русалка», номер 84. Спасибо за то, что путешествуете по красной линии. «Карл!» — закричала Пончик. Я поднял голову и увидел, что дверь начала медленно отъезжать в сторону. Я отпрыгнул, а Пончик подожгла пыш и принялась бомбардировать отверстие магическими ракетами. Один ребеночек вгрызся в мою ступню, которая уже не могла. Я заорал от умопомрачительной боли и упал на пол 15-го вагона. Дитятка прилепилась к моей подошве и ожесточенно грызла ее. Я приподнялся на локтях и ударил ступней в пол. Монстр 6-го уровня лопнул, как воздушный шар, наполненный томатной пастой. Я растопырил пальцы на ноге, чтобы убедиться, что они все на месте, и направил на себя заклинание исцеления. Какая же катастрофа могла случиться? Я стонал, а исцеление действовало. Больно было дьявольски. Прошло очень много времени с тех пор, как я допустил, что у меня закончились мои педикюрные бафы. Я настолько привык к тому, что ноги у меня каменные, что забыл, насколько уязвимыми могут быть подошвы. Нам просто жизненно необходимо добраться до зоны безопасности. Поезд плавно затормозил. «Я вижу новых монстров», — доложила Пончик.
Их здесь меньше, но они здоровенные, намного больше тех. Один тащится к 16-му вагону, еще двое к 14-му. Ручка двери задергалась. Я вцепился в нее и удержал дверь. С обратной стороны слышались яростные визги. Через несколько секунд поезд возобновил движение. «Друзья!» — крикнул я своим. «Не помните? Мы оставляли двери открытыми, когда проходили по вагонам. Двери в 17-м и 18-м. Открыты!» — откликнулась Катя. «Ладно, дайте знать, когда покажется платформа. Через пару минут пик достигнут 13 января 2007-го. Это фергидиозно». «Fergalicious» — популярная песня, в названии которой соединены имя исполнительницы Ферги и «Delicious» — великолепно, грандиозно. Объявление прозвучало на такой громкости, что задрожали стены вагона. «Ради всего святого! Что же?» — голос Кати утонул в начале песни, которая ударила даже громче, чем я мог ожидать. И это несмотря на предупреждение в описании. Боль зазвенела у меня в ушах. «Карл, это ловушка-оповещатель. Они пробрались через первую дверь. Катя, хотите, чтобы я держала другую дверь? Карл, нет, у нас не осталось времени. Бежим в последние вагоны, к хвосту поезда. Старт через 15 секунд. Надо пробежать весь путь до 20-го вагона. При этом закрываем все двери. Бежим по моей команде марш». «Катя, что это нам даст? Я не поняла». «Пончик, просто беги с нами. Когда Карл что-то говорит, мы делаем, как он сказал. Кстати, мне нравится эта песня». Дверь в дальнем конце вагона громко стукнула, и оттуда тут же понеслись крики. Когда мобы начали натыкаться на шипы у двери, перед нами поплыли уведомления о приобретенном опыте. Я посмотрел на карту, чтобы убедиться, что прямой путь свободен, и включил защитную оболочку. Нас накрыла большая защитная полусфера, настолько широкая, что распространилась даже за пределы вагона. Твердые предметы не мешали ей и не наносили повреждений. Я не имел сведений о средней скорости вагона подземки, да это и не имело значения. Я видел, что этот поезд едет быстро, и понимал, что поставленный заклинанием барьер будет непроницаем для мобов в течение 20 секунд. А еще важнее было то, что барьер никуда не перемещался относительно точки, в которой его активировали. Магическая оболочка распространилась на вагон 16, затем на 17, 18, 19, наконец на 20. И вернулась в точку первоначальной активации. Она размазала мобов по любым поверхностям, возле которых застала их неумолимая, как бульдозер. «Карл, марш!» Я раскрыл дверь в то же самое мгновение, когда в противоположном конце вагона показалось нечто похожее на ежа огровой породы. Такое огромное, что не пролезало в дверной проем. Только его вытянутая рука дотянулась из 14-го вагона до 15-го. Дреки окружили огра и потоками обтекая хлынули в 15-й вагон. Они надвигались на нас. Некоторые из них подпрыгивали к потолку, другие ползли, не отставая от тех, которые бежали. Они раскрывали рты в криках, которых я, по счастью, не слышал. Я захлопнул за собой дверь, затем следующую. 16-й вагон теперь был полон крови. Части тел были размазаны по сиденьям, по стенам, повсюду, где дреков застигала защитная оболочка. Огрообразное чудовище, наверняка оно-то и называлось психоприлипалой, было раздавлено настолько основательно, что карта даже не отметила его присутствие косым крестом. Я оглянулся через плечо на табло. До прибытия на следующую станцию оставалось всего 4 минуты. Мне стало легче, когда мы, подбирая золотые монеты, оброненные по пути, мертвыми, добежали до 17-го вагона. «Карл, не поскользнитесь на крови. Легче бежать по их головам, можете поверить. Катя, меня сейчас стошнит. Господи, Карл, я же никогда ничего...» Глава 2. Платформа станции пересадки номер 83 выглядела как платформа любой станции подземки до катастрофы. Узкая бетонная платформа, которой, кажется, не будет ни конца, ни края. На одном ее конце ступени, ведущие вверх в какую-то другую область.
Лишенные индивидуальных черт, облицованные белыми плитами стены, вибрируют, как на предприятии ранней индустриальной эпохи. Одинокая скамья у стены и широкая выцветшая желтая полоса на земле, предупреждающая о близости края платформы. К тому времени, как поезд замедлил ход перед остановкой, нас от убивающих малышей и ежеподобных огров отделяло несколько вагонов. Я боялся, что твари высыплют из поезда на платформу, но Мордекай оказался прав, когда заверял меня, что станции пересадок не представляют опасности. «Вы не думаете, что поезда по мере движения все больше заполняются монстрами?» — спросила Катя. «Где-то им же нужно выходить?» «Хороший вопрос», — проговорил я, наблюдая за платформой, которая поползла назад, когда поезд тронулся. Дреки таращились на нас в окна. Я показал им средний палец. «Трахайте себя сами, малыши-коротыши». Едва поезд поехал, я сделал шаг вперед, чтобы рассмотреть пути под нами. Как будто обычный туннель подземки. 2 рельса нормального вида. Вдалеке так называемый 3-й рельс. Полоса металла, по которой поезд получает электрический ток. Как правило, этот рельс покрывают изоляционным коробом, чтобы человек при случайном падении на рельсы не получил удар током. Но здесь такого покрытия не было. Я не знал, какое напряжение подавалось на этот контактный рельс. Я только допускал, что конструкция могла быть основана на питании маной. Разве можно было что-то знать наверняка в таком месте? Но наличие слоя, похожего на керамический изолятор и тянущегося вдоль одного приподнятого рельса, позволяло предположить, что мы имели дело со старым знакомым, постоянным током. Как бы то ни было, я знал, что нам надлежало держаться в стороне от треклятых путей. «Монго!» — обратился я к динозавру, который уже приготовился выпрыгнуть из вагона, чтобы заняться исследованиями. «Не надо. Тебя ударит током или размажет по рельсам. Или и то, и другое». Зверь хрюкнул и отвернулся. Мой взгляд упал на одиноко стоящий посреди платформы прямоугольный указатель с надписями. Я присмотрелся. Надпись была простейшей. Красная линия, интервалы между поездами 10-15 минут. И горизонтальная волнистая линия. На расстоянии примерно в треть высоты щита от его нижнего края единственная точка, снабженная пояснением. Вы находитесь здесь. Станция номер 83. Я вгляделся в указатель еще внимательнее и почувствовал нервный зуд. Активировался мой навык ухода в кусты. Ожила карта. На ней возникли дополнительные слова. Линия заполнилась точками от 11 и до станции 435. Было похоже, что поезда там двигались в одном только направлении. И было в этом что-то необъяснимо неприятное. Если и существовал какой-то поезд, перемещавшийся от высших номеров станций к низшим, то карта его не показывала. Станции пересадок она отметила кружками. Эти станции располагались на разных расстояниях одна от другой, и было их совсем немного. Кроме того, каждую 5-ю станцию выделял красный квадрат, очерчивающий точку. Но о значении квадратов ничего не было сказано. В левом углу карты возникло поле с сообщением. Зоны безопасности есть на всех пересадочных станциях. Колодцы с лестницами на станциях 12, 24, 36, 48 на всех цветных линиях. Больше никаких подробностей карта не сообщала. Равно как не было и названий других линий, на которые производились пересадки. Впрочем, из недавно прозвучавшего объявления я знал, что на этой станции есть пересадка на платформу желтой линии и на платформу кошмарного экспресса. Мы материализовались в поезде сразу после станции номер 80 и вышли из него на 83-й. Я не видел возможности попасть на станции с меньшими номерами, а именно на те, где были колодцы. Во всяком случае, не было видно прямого пути к ним. А кроме того, я знал, что на этом этаже спрятаны 9375 колодцев. Терпеть не могу арифметику, но невозможно было не видеть, что это число не предвещало нам легкой жизни. Хронометр вел обратный отсчет времени до прибытия следующего поезда. Оставалось 9 минут.
Давайте поднимемся по лестнице и найдем зону безопасности, предложил я. После короткого подъема мы увидели перед собой небольшую круглую комнату. Две другие лестницы вели вниз. Одна на желтую линию, другая к Кошмарному экспрессу. Еще наверху были 3 магазина. Зона безопасности, гильдия мечей и бичей и компактный универсальный магазин разности Хромого Ричарда. Владелец маленького универмага, сам Хромой Ричард, принадлежал к типу, с которым я раньше никогда не встречался. Человек-крот. Низенький, коренастый мужичок, вроде антропоморфного крота, что ли, с дополняющими облик очками. Он сидел возле открытой двери и читал книгу. При нашем приближении он поднял голову. Хромой Ричард, Человек-крот, уровень 36. Это мирный неигровой персонаж. Кроты-мужчины и кроты-женщины называют себя мужчинами и женщинами. И это, если говорить честно, достает. Эти неудачники проводят львиную долю своих дней и ночей за чтением. Целое племя тупиц, ей-ей. «Приветствую вас на станции 83», — проговорил Хромой Ричард и отложил книгу. «У меня найдутся нужности для утомленных путников». «Мы утомленные. Зайдем к вам позже, когда выспимся», — сказал я и двинулся в сторону гостиницы, на которой не было вывески. «Как вам будет угодно», — отозвался крот и вернулся в прежнюю позицию. «Скажите, а вы еще не видели других обходчиков?» — спросила его Катя. «Вы первые», — ответил он. Мы подошли к гостинице и, едва открыв дверь, обнаружили за ней зоны безопасности, которые возвратили нас к стилю 2 первых этажей. Закусочная быстрого питания «Нирула», старейшая в Индии сеть закусочных быстрого питания, функционирует с 1977 года. Общий зал в красных и белых тонах. За стойкой косматая защитница бобка, да, женского пола, по имени Вендитта. Спустя секунду туда транспортировался из своей ставки Мордекай. «Святое дерьмо!» — воскликнул я и рассмеялся. В последний раз я видел Мордекая в образе ошеломляюще красивого инкуба. Сейчас же он был около 5 футов ростом и трансформировался в бородавчатое склизкое существо цвета глины, похожее на жабу с отвисшей челюстью и горловым мешком под широкой физиономией. По-видимому, этот мешок можно было наполнять воздухом. Я ознакомился с его новыми свойствами. Мордекай, пехотинец Грульки, уровень 50. Наставник обходчицы принцессы Пончик. Это мирный неигровой персонаж. Грульки – это редкая воинственная раса жаб. Способны прыгать на длинные дистанции и наносить убийственные удары языком. Считается, что грульки могут противостоять любому врагу. К несчастью, политические интриги, междоусобицы превратили этот некогда гордый народ в расу наемников и бродяг. В туннелях за ними упорно охотятся тролли, которым нравится ловить их и облизывать. И не потому, что они покрыты галлюциногенами. Туннельные тролли – это просто низкопробные и злобные твари. «Значит, лягушка?» — хмыкнул я. Мордекай кашлянул. «Не вздумай назвать настоящего Грульки лягушкой, если встретишься с ним. Злые изгои, жабы. Я должен рассказать тебе, что получилось из последнего квеста». «Да я уже все знаю. Как наставник я больше не получаю ежедневных обновлений или новостных бюллетеней. Но ко мне приходят уведомления о судебных решениях, неблагоприятно влияющих на моего клиента. Вы, ребятки, попали в переплет, но вы хотя бы живы». Я сделал пару шагов к стойке и сосредоточился на 3 знакомых экранах. И в испуге спросил, что случилось. «Я знаю только то, что видел в итогах дня. Там были некоторые эпизоды из групповых квестов, примерно таких, как ваш. Они проходили в последние 2 дня по всему надгороду. 3-й этаж, как правило, проходится относительно легко. Программа строится таким образом, чтобы до 4-го добирались 600 или 700 тысяч. Фракции не будут довольны, если к открытию 6-го этажа отбракуется чересчур много соискателей. Обычно обходчикам дается 20 дней.
У вас же только 10. Будьте готовы к тому, что ИИ умерит щедрость в отношении хороших подарков и высоких наград, особенно после нынешнего вето. Тот факт, что у тебя 27 уровень, а у Пончика 26, это и удача, и чудо. Я на такое не мог и надеяться, даже при нормальном временном лимите. Нам понадобится эти показатели поднять, причем не полагаться на расчет уровней, основанный на удаче. Я и не собирался рассчитывать на удачу, огрызнулся я. Впрочем, я едва расслышал его тираду. Мне стало плохо. Иисусе, надо сохранять голову на плечах. Я сделал глубокий вдох. На среднем экране маячил список лидеров вместе с сообщением. Следующий выпуск новостей будет посвящен эпизодам с участием лидеров. Я сосредоточился на последнем экране. Добро пожаловать в зону безопасности. Вы на 4 уровне. Комнаты в наем 10. Аренда комнаты 180 золотых. Доступно приобретение личного пространства. Подробности выясните у владельца. В этом месте предоставляется питание. «Сколько золота у вас на троих?» — поинтересовался Мордекай. «Около 4 косарей», — ответил я. «Но мы еще не открывали свои ящики, а там кое-что должно быть». «Хорошо, открывайте ящики и посмотрим, сколько у вас есть». Мордекай обратился к кошке. «Пончик, теперь твоя очередь. Делай то, о чем мы с тобой говорили». Пончик прочистила горло и прыгнула на стойку. Я знал, она с нетерпением ждала этой минуты. «Какое милое у вас тут заведение», — сказала она, защитница бобка. «О, благодарю, ваше величество», — встрепенулась гномиха. «Я так взволнована вашим царственным посещением, вы даже не представляете, какая это честь». «Я не сомневаюсь», — произнесла Пончик самым монаршим из всех своих голосов. «Я правильно понимаю, что продаете личное пространство в вашем заведении?» Глаза Вендиты раскрылись на пол-лица. «Да, верно. 50 000 золотых, и пространство ваше». И Мордекай, и я вздрогнули. Он-то предупреждал нас, что цены могли вырасти. И говорил, что для начала обычно запрашивается 40 000. Пончик зевнула и посмотрела на свою лапу с таким видом, словно услышанная сумма для нее – жалкая мелочь. Я всегда считала низкими для себя разговоры о деньгах. Она театрально вздохнула. «У вас, безусловно, предусмотрены скидки для коронованных особ?» Вендита энергично затрясла головой. «Нет, мэм, ваше величество», — хотела я сказать. «Мы не можем обсуждать личное пространство». Пончик потянулась к ней. «Солнышко мое, открою вам один секрет. Обсуждается все на свете». Вендита сглотнула. По словам Мордекая, стоимость личной зоны безопасности должна быть фиксированной. Управляющие недвижимостью диктовали бобка, по какой цене те должны были продавать ее. На самом же деле существовал разброс цен примерно в 25%. Система не позволяла бобка продавать зоны по более низким ценам. Владельцы имели стимулы продавать магические пространства. Стимулы в виде наград, а не денег. Среди стимулов назывались приоритеты при выборе местоположения на следующем этаже, лучшее финансирование питания и так далее. Следовательно, насколько бобка могли судить, не имело значения, по какой цене они продавали площади. К несчастью, в природе гномов имелась такая черточка, как скупость, и предоставлять какие бы то ни было скидки для них было противоестественным делом, даже если их собственные интересы были ни при чем. Это их особенности я не понимал, но Мордекай был уверен, что Пончик сумеет их уболтать, и в случае успеха она приобретет дополнительный опыт переговоров. «Наверное, я могу продать личную зону за 45 000. Пончик хмыкнула. «Вообще-то мы не нуждаемся в личном пространстве незамедлительно». Она выпрямилась и отвернулась от Вендиты, демонстрируя гномихе свой кошачий зад. 44 000, предложила Вендита. Пончик оглянулась через плечо и бросила. «Разве в этом вопрос?» Я вздохнул и посмотрел в другую сторону. У меня накопилось 24 пункта для распределения, но Мордекай научил меня
Открывая ящики, следует перво-наперво оценивать перспективы обновления приобретенного. У меня уже было много ящиков, но я начал со знакомства с непрочитанными пока достижениями. Я нашел 10 еще не открытых, в основном они были связаны со взрывами. И я удивился, обнаружив и достижения другого рода. Новое достижение. Я им нравлюсь, и это правда. Вы один из первых 5 обходчиков, завоевавших 500 триллионов последователей. Публика любит классное крушение поезда. Награда. Вы получаете платиновый фанатский ящик. Примечание. Включено голосование по призу для этого ящика. Ящик будет доступен через 30 часов. Новое достижение. Кто рано встает, того Бог надерет. Вы спустились по лестнице более чем за 6 часов до крушения уровня. Награда. Такой поступок сродни преждевременному уходу с торжественного приема. Он выставил вас в позорном виде. Вам никакой награды. Ошибка. Награда и достижения аннулированы судебным постановлением синдиката. Новое достижение. Вас надула рыба. Вы совершили нечто настолько фантастически сомнительное, что к разбирательству пришлось привлекать суд и правоведов. В итоге мое решение опрокинуто. Награда. Вы получаете платиновый ящик. Я не виноват, что вы, рыбьи головы и рыбьи задницы, неправильно программируете квесты. «Ну, Мордекай, что?» – спросил я. Я писал для него в чате последнее достижение. Недавно я обнаружил, что могу ментально копировать предметы в своем уведомлении и передавать их в чат. У меня был блокнот, куда я мог вставлять предметы и хранить их там, писать записки. Блокнот только разбухал от информации. Мордекай громко рассмеялся, когда я показал ему последнее достижение. Его горловой мешок надулся и радостно выпустил воздух. Зрелище было обескураживающим. Мордекай. ИИ дано контролируемое право присуждать награды вплоть до платиновых, сверхдостижениям определенных типов. Не думай, что система вдруг стала добренькой к тебе. Такой подход не так уж необычен. ИИ, управляющий игрой, всегда приобретает каплю индивидуальности и личного отношения, особенно к концу действия. Когда суд отменяет его решение, что-то ломается в его виртуальном мозгу, и он начинает действовать вот таким образом. Правда, обычно вето используется на более поздних этапах игры. Я не знаю, какой эффект оно произведет в этот раз. Так что просто открывай ящик, принимай приз и держи язык за зубами. Я не сомневаюсь, что Борант именно это имел в виду, когда накладывал вето, и не будет поворачивать его против тебя. Еще я увидел, что у Пончика такой же приз. Наверное, его присудили всем, по кому это решение проехалось. У нас отняли небесный квестовый ящик, но и у меня, и у Пончика оставались серебряные квестовые после квеста с проститутками и достижения Кокблока. Смотрите Мэтт Динеман «Сценарий судного дня». Примечание 111. Тогда же я получил платиновый ящик Тирана и бронзовый ящик Ассасина в честь назначения меня новым главой магистрата. Плюс к тому у меня был бронзовый ящик босса за убийство Пушинки, а также масса других порций лута, в основном бронзовые и серебряные ящики авантюриста. Глядя на этот перечень, я уже не чувствовал, что меня надули. Почти все призы были результатами пройденного квеста. «Что-то я увлекся», — пробормотал я. За соседним столом Катя копалась в своем луте. Ящики авантюриста не содержали ничего нового или многообещающего. Зелья, повязки, которые я никогда не использовал, разрозненные предметы одежды и незаколдованное оружие, которое мы продадим. Пара сотен монет. Бронзовый ящик Ассасина принес тихие шлепанцы, которые я не смогу носить, и кучу зелий противоядий, в которых я не буду нуждаться, пока на мне плащ для ночной охоты. В ящике босса нашелся магический том с заклинанием «Жахнем, бро». Я отложил его, намереваясь почитать позже.
В своих 2 серебряных ящиках я обнаружил 1000 золотых монет и подборку свитков. В одном ящике был обманный туман, который нравился мне больше, чем безыскусные дымовые бомбы. Свитки уже не раз спасали нас, но я уже долгое время не обращался к ним. В другом ящике нашлись 3 свитка с исцелением, также для излечения других, так, чтобы обходиться без вливания зелий им в горло. Еще я получил в отдельных ящиках некоторое количество динамитных шашек. А потом мы добрались до хорошего материала. Первое. В платиновом ящике тирана оказались 10 000 золотых и ожерелье. Простая цепочка серебристого цвета с амулетом на конце. Маленький желтый самоцвет. Прежде чем двигаться дальше, я изучил этот камень. Заколдованные подвески от Хоте буржуазии. Высокой буржуазии. Французский. Предпоследнее по величине из ожерелий вожаков. Тем не менее, быть хранителем этой цепи – великая честь. Каждый камень, инкрустированный в этот амулет, представляет поселение, принадлежащее владельцу амулета и им управляемое. Если у кого-то сохраняется камень, представляющий поселение с рухнувшего этажа, то обладатель ожерелья сохраняет право на получение постоянного налога от этого поселения в зависимости от его размеров и численности населения. Налог выплачивается каждые 10 дней. Кроме того, каждый камень принесет своему владельцу дополнительные преимущества, связанные с поселением. Чтобы обновить это ожерелье, прежде всего нужно завоевать большое поселение. Обновленное ожерелье обновит для обладателя все существующие камни. Приложение. 1 камень. Только сапфир. Поселок небесных птиц средней величины. 3-й этаж. Плюс 5 к ловкости. Плюс удар пяткой. Уровень 5. Получаемый налог 432 золотых каждые 10 дней. Да прибыть вам милостивым и справедливым вожаком. Вот так-так, пробормотал я, откладывая ожерелье в сторону. Не слабо. Теперь мне как будто стало понятно, почему жители того городка не признали меня своим лидером. Наверное, я должен был еще до контакта с ними надеть ожерелье. Далее последовал специальный ящик от ИИ, в котором обнаружилось 7 бумажных листков. Я громко рассмеялся, увидев приз. Купон на бесплатное личное пространство, обновленное до 3-го уровня. Купон на бесплатное экологичное обновление 1-го слоя. Умножить на 2. Купон на бесплатный рабочий стол для 1-го слоя. Умножить на 2. Купон на обновление стола. Умножить на 2. Тем временем Пончик на стойке уговорила Вендиту снизить ставку до 38 000 золотых. Они раскачивали маятник цены, каждая в свою сторону. Катя получила те же купоны, что и я. Один из них она держала в руке, и остекленевшие глаза показывали, что она находится в своем чате, возможно, делится новостями с Хеклой. Я кивнул Мордекаю и пододвинул к нему купоны. «Святое кое-что!» — откликнулся он. Ему пришлось присесть, его горло заклокотало от удовольствия. На лице появилось непонятное облегчение. «Так что, все это хорошо?» Мордекай. «Я не мог и подумать, что ИИ даст делателям шоу настолько сильный пинок. Честно скажу, это почти так же хорошо, как повышение до небесного разряда. Личное пространство 3-го уровня стоит дорого, но оно означает свою зону для каждого обходчика, где тот размещает свои обновленные атрибуты. Если ты возьмешь команду нового члена, у которого уже есть пространство, у тебя появится возможность объединить ваши пространства и пользоваться обновлениями сообща. И у меня теперь есть возможность присоединить свое пространство к вашему. Слава тебе, Господи, больше никаких внезапных телепортаций». Карл. Как этот пинок отразится на гражданах-боссах? Мордекай. «Все эти обновления, безусловно, стоят дорого. К тому же они теряют доход от ваших покупок. Им отстегивается небольшая часть дохода от торговли. Кроме того, существует традиция
по которой твои спонсоры заставляют тебя приобретать личное пространство, но при этом приобретают для тебя обновления в твоем первом лутбоксе. Резервируя для тебя спонсоров, ИИ дает тебе фору и тем самым экономит тебе кучу денег. Я имею в виду, у тебя остается много денег, и спонсоры могут снабдить тебя не ерундой, а какими-нибудь хорошими штуками. Карл, у Кати такие же купоны. Я думаю, она планирует сохранить их для Хеклы. Мордекай повернул голову и с задумчивым видом вгляделся в мою спутницу. Мордекай, экологические обновления не проблема. Она может закрепить их за собой, и они останутся с ней, если она решит отделиться от вас. Но меня привлекают вот эти обновления стола. Они неоценимы. Мне придется с ней побеседовать. Но поймите, принцесса Пончик, это самая низкая ставка из всех, что я могу предложить, умоляющим тоном говорила Вендита. Мне не разрешается опускать ниже 37 500 золотых. Если еще больше опустить цену, мне придется самой доплачивать разницу. Хорошо, сколько же сбережений у вас имеется? Кошачьи глаза загорелись диким огнем. Вы сможете навещать это пространство в любое время. Карл, Пончик, не заставляй ее платить из собственного кармана. Ты будешь выглядеть как змея подколодная. Соглашайся, и у тебя будет зафиксирован опыт переговоров. Пончик, Карл, я смогу заставить ее сбросить цену. Мне это по силам, верь. Я чувствую, как она колеблется. Это чудесное ощущение. Карл, нет необходимости. Открой свои ящики, и ты увидишь, о чем я говорю. Пончик драматически вздохнула. Ладно, мне кажется, нет необходимости идти ниже 37,5 тысяч золотых. Правда? Ожила Вендита. Значит, уговор? Я еще обдумаю. Пончик спрыгнула со стойки и подошла к столу. Бобка смотрела на нее и не верила всему, что только что услышала. Кошка приступила к изучению своих достижений. Я же снова переключился на лут. Я надел ожерелье, получая плюс 5 к ловкости, и спрятал его под ворот рубашки. В береговой охране нам не полагались опознавательные жетоны. В 1906 году носить такие жетоны на шее было предписано всем военнослужащим США, что должно обеспечить установление личности в случае гибели в боевых действиях. Береговая охрана США – единственный вид вооруженных сил, никогда не входящий в структуру Министерства обороны, а подчинявшийся другим ведомствам. Потому я не привык, чтобы у меня на шее что-то болталось. Медальон показался мне тяжелее, чем можно было предположить по его виду. Затем я обратился к удару пяткой, оказавшемуся навыком, а не заклинанием. Удар пяткой. У птиц уродливые ноги. Отвратительные, если честно. И все же есть что-то чувственное в облике хищной птицы, когда она склоняется над жертвой и рвет ее, выбрасывая ноги кверху. Что-то есть в этом зрелище неожиданное, непредсказуемое, взрывное. Вот такое оно, насилие. Сладостное, сладострастное насилие. Этот навык превращает вашу босую ступню в быстродействующее бьющее оружие и повышает объем наносимого противника ущерба в уровень навыка раз по сравнению с обычно причиняемым вами ущербом в течение уровень навыка секунд. Каждый удар, нанесенный с применением этого навыка, может запустить мгновенно убивающее заклинание. Опустошение с вероятностью 2%. Этот навык ближнего боя требует 5 минут на восстановление. С повышением уровня растет наносимый урон, долговременность навыка и вероятность запуска опустошения. Уровень 15 этого навыка сделает удар пяткой постоянно активным. Великолепное обновление. Все, что повышает мою способность наносить ущерб, я принимаю с радостью. Особенно если мне ничего не стоит активация. Я с нетерпением ждал шанса испробовать этот навык и взял книгу заклинаний. Жахнем, бро. Стоимость 5 маны. Мишень. Временно магический предмет амуниции. Длительность 5 минут плюс 1 минута на каждый уровень заклинания. Требуется 5 минут на восстановление. Любому используемому в амуниции предмету
наносится также огневой и электрический ущерб. Нельзя направлять на плоть. Нет, можно, конечно, и направить на плоть, собственную. Но я серьезно не рекомендую это делать. Может вызвать у мишени ожог и шок. Также можно использовать для приготовления хот-догов и других штучек. Мордекай помогал Пончику разбираться с ее трофеями. Я подозвал его и показал книгу. «Это будет действовать с моей рукавицей?» «Да», — сказал он, — «безусловно. Вот с Хиестрой я бы не стал пробовать, учитывая, как ты ее заряжаешь. Можешь попробовать на своей ноге, пока активен твой баф неуязвимости. Но я бы, наверное, и от этого воздержался. Это хорошее заклинание, и твой запас маны позволяет тебе им пользоваться». Я кивнул и обратился к книге, чтобы внести заклинание в свой перечень. Придется добавить еще несколько пунктов к интеллекту. Помимо этого заклинания, а также исцеления и сияющей брони, у меня имелся целый ряд заклинаний, требовавших затрат маны. «Боженьки мои, лапочки, я люблю ее. Как же я ее люблю!» — приговаривала Пончик. «Это и еще плюс фанатский ящик. Я умираю от нетерпения». Она получила те же купоны, что и я. Следовательно, можно было предположить, что такие же достались всем, кто прошел квест. Примечательно, однако, что Пончику не выпали ни ящик тирана, ни ящик ассасина. Зато у нее теперь был ящик босса и квестовые ящики. Было похоже, что ей прислали набор разрозненных свитков и еще какие-то предметы специально для продажи. Но в одном из ящиков, я не знал точно в каком именно, находилась новая тиара. И эта тиара вскочила Пончику на голову. Камни в ней были белые, а не пурпурные. Я быстро осмотрел убор. Он был не так хорош, как тот, которого Пончик лишилась, но все же принес некоторые выгоды. Заколдованная тиара маны гениты. Древнеримское божество рождения, о котором известно только, что ему приносили в жертву собак, так как собаки почти не испытывают родовых мук, и молили, чтобы никто из домочадцев не стал добрым. Возможно, добрым означало мертвым, или же эпитет «добрые» относился к собакам, которым, как стражам дома, полагалось быть злыми. По некоторым версиям, мана генита определяла, суждено новорожденному жить или умереть в скором времени. Хрустальная тиара для венценосных особ сделана в честь всех потерявшихся детей мира. Ничто так не осушает слезы объятых горем родителей, как созерцание того, кто выступает в роскошном одеянии. Плюс 3 к интеллекту, увеличивает способность находить мобов на карте, устраняет непроизвольную враждебность почитателей маны гениты. «Кто это, мана генита?» — спросил я. «Это богиня», — сказал Мордекай. «Довольно загадочная. Кажется, я никогда не сталкивался с ней. Думаю, она мастерица заклинаний. Не помню. Их тысячи. Божеств тысячи, я имею в виду. Но редко кто регулярно навещает подземелье. Большинство никогда не уходит с 12-го этажа. Я вспомнил, что Одетта говорила о Мордекае и богах. К сожалению, у него большой опыт в этой сфере. «Да, мне надо бы расспросить тебя о божествах», — сказал я. «Дело терпит. Тут нужен долгий разговор. Сначала нужно устроиться в личном пространстве и выспаться. Ты еще должен распределить свои пункты. Подождите, вы мне напомнили». Пончик соскочила со стойки и устремилась в угол зала. Там стоял почтовый ящик. В тени его не было видно, и я забыл о нем. К кошке пришел сборник заклинаний. Она запрыгнула на ящик и открыла его. И почти сразу же сердито зафыркала. «Когда я, наконец, получу что-нибудь хорошее?» — запричитала она. «Огоньки от магических ракет меня больше не устраивают. Хочу что-то бьющее, как шаровая молния». «Прочитай», — сказал ей наш наставник. Она засветилась. «Что это было?» — спросил я. Применить заклинание, даже не прочитав описание, было для Пончика обычным делом. На меня произвел некоторое впечатление тот факт, что она сначала поинтересовалась мнением Мордекая. Впрочем, если подумать, то можно было заподозрить, что перспектива продавать предметы
стало увлекать ее сильнее, чем перспектива их использовать по назначению. Это заклинание называется «дыра». Название в точности описывает действие. Оно проделывает временную дырку в поверхности на выбранном пончиком месте. Ей нужно подтянуть уровень, потому что сейчас заклинание не слишком эффективно. Первый уровень недостаточно силен, чтобы давать проход через большинство дверей. И все-таки это полезное заклинание, особенно если творчески его использовать. Прозвучало воистину завораживающе. Я тут же вообразил 50 пользователей заклинания. Завтра придется поэкспериментировать с ним. Я повернулся к Кате. «Как у вас дела? Есть что-нибудь хорошее?» Она кивнула и подняла левую руку. Нет, там не было ничего, кроме рукава, ее синего спортивного костюма. Вся активная амуниция невидима, но она повышала массу женщины. «Это нарукавник. Его можно превратить в щит», — пояснила Катя. «Проверьте». Она двинула запястьем, и ее рука преобразилась. На ней появилось нечто вроде не то щита, не то пузыря из синего пластика. «Да уж, не по себе», — признался я. «Понятно. Я думаю, щит должен быть из металла. Но когда я его активирую, он просто выглядит так, как и окружающие предметы». Катя постучала по щиту костяшками пальцев, и он отозвался металлическим звоном. «Если попрактиковаться, я смогу, наверное, придавать ему любой вид, какой захочу. Мордекай говорит, что в моих силах изменять и форму щита». Мордекай наклонился и вгляделся в округлый бугорок на ее руке. «У этого щита имеются чары вдребезги. Используйте их в сочетании со способностью стремительность». Щит исчез, и рука женщины изменилась. «Ты теперь можешь быть как тот киборг из «Терминатора», — вставила Пончик. «Вот было бы клево». «Я этот фильм не видела», — сказала Катя. «Не люблю насилие». «Тогда ты занимаешься не своим делом». «Подождите вы», — вмешался я. «Кажется, я не понимаю, как вы сможете использовать свою расу. Значит, если на вас будет шлем, сделанный из металла, и вы измените себя так, чтобы выглядеть обычной женщиной в бикини, то сможете делать любую часть своего тела металлической?» За нее ответил Мордекай. «Точно так. Если в ней будет 90% плоти и 10% металла, она может казаться обычной женщиной, без брони. А то, что ты примешь за бикини или за ее ноги, ее руки, на самом деле будет из того же материала, что и шлем. Пока в ней будут эти 10% металла, ее строение будет устойчивым. Ты не сможешь эту броню пробить. И еще есть эластичные части. Они из определенных заколдованных материалов. Плюс к этому сохранятся некоторые ограничения. Так она не будет способна отрастить 4 руки, чтобы надеть 40 колец. Идею ты понял? Да, черт побери. Нужно иметь на себе как можно больше брони. По плану так, согласился Мордекай. И еще она настолько-то подтянет свою силу. Я принялся распределять свои 24 статистических пункта. 10 вложил в силу, 9 в телосложение и 5 в интеллект. Я знал, что следующим шагом нужно будет повысить ловкость. Но если уж на этом этаже, как мы предполагали, важнее других элементов будет ближний бой, то я, учитывая уже укрепившее меня ожерелье, решил подвести итог моим основным статам. Закончив подсчеты, я пришел к следующему. Сила 41 плюс 3, когда готова рукавица. Интеллект 15. Телосложение 34. Ловкость 23. Харизма 25. «Сила выше 40 — это хорошо для 4-го этажа», — сказал Мордекай, когда я показал ему свою обновленную статистику. «Хвастаться особенно не стоит. Но ты уже восстановил почву, которую потерял, когда выбрал расу проходца. Нам еще многое предстоит сделать. Как можно скорее поднять твою силу, без добавок, до 100. Через несколько уровней Пончик доберется до 100 в харизме, и тогда многое изменится. Сейчас у нее 94. Ох, жду не дождусь», — вздохнул я. «Пока что», — продолжал Мордекай, уже обращаясь к Пончику, «прежде чем вы отправитесь спать, осталось последнее. Достать свои купоны.
И вы, Катя, тоже. Достаньте все ваши купоны. Собственно, друзья, простите меня, пожалуйста, заторопилась Катя. Я разговаривала с Хеклой и как бы пообещала, что я... Мордекай махнул на нее рукой. Да-да, мы уже поняли. Не волнуйтесь. Обналичьте купоны сейчас, и тогда они не пропадут. Личное пространство и обновление среды будут перемещаться вместе с вами. Так что вы можете прямо сейчас их использовать. Тоже скажу и про столы, которые вы собрались покупать. Столы будут обновляться сами при каждом переходе на очередной уровень. А это важно. Вам удастся сохранить 2 купона на обновление. Если вы уйдете и присоединитесь к другой партии, все, что вы намерены сделать, останется при вас. Хорошо, чуть помолчав, сказала Катя. Пончик вернулась к стойке, у которой сидела совсем пригорюнившаяся Вендита. «Вендита, милая, так я о нашем вопросе подумала», — заговорила кошка. «И решила, что мы покупаем пространство, но воспользуемся вот этим». И она бросила на стойку купон. Что это? Взгляд расширившихся глаз бобка впился в лист. Ее руки начали дрожать. «Пространство 3-го уровня? Она получит свой бонус, даже если мы истратим купон», — шепнул я Мордекаю. «Ну да», — ответил он. «Ей полагаются награды за каждое обновление, которое она продаст. У меня оставался мой собственный купон на личное пространство 3-го уровня. А мне что делать с моим купоном?» «Что-то шикарное», — отозвался он. «За мной!» Он шагнул, да, собственно, даже прыгнул на стойку. «Вендита», — сказал он. «И у Карла, и у Кати тоже есть купоны на личное пространство 3-го уровня, которые они оба тоже хотят вложить. Сколько составит вступительный взнос для всех 3?» Вендита подняла голову и посмотрела на Мордекая так, как будто он только что сообщил ей, что она избрана президентом новой вселенной. Если бы гномьи глазки сделались еще больше, я бы испугался, что они выскочат из глазниц и покатятся по буфетной стойке. 10 000, наконец выговорила Вендита. По 5 000 за каждое пространство, их потребуется только 2. «Значит, они за нами», — заявил Мордекай и посмотрел на меня. «Правильно?» Я кивнул. Он сложил перед собой свои сетчатые лапки, и они схлопнулись со звуком вроде «плюх». «Отлично! Значит, вот что мы сейчас делаем. Сначала убедимся, что у вас все подготовлено. Занимает все 3 третьеуровневых. Затем мы их объединим. Что тогда у нас получится?» «Ну, похоже, будет одно 5-го уровня». Мордекай что-то пробормотал, а я переглянулся с Пончиком. Мордекай повернул ко мне голову. «Это означает, что когда вы, дружочки, объедините свои пространства, то все они вместе принесут привилегии пространства 5-го уровня. Если Катя отделится от партии, отделится ее пространство, и ваше опустится до...» Он взглянул на Вендиту. 4-го. Пространство уровня 4 тоже пока хорошо. Итак, вы все 3 отдаете мне все купоны. Не спутайте их. Система должна знать, кто именно что покупает. Вендита, откройте меню обновлений и покажите мне 1-й слой обновлений среды. Бобка, все еще не пришедшая в себя, взмахнула рукой. Перед нами поплыло меню. Добро пожаловать в дом очищающего обновления. Вам доступны следующие обновления уровня 1-го. Прокрутите вниз, чтобы увидеть подробности. Обновление для ванной комнаты. Обновление для кроватей. Обновления созидательные. Обновления для кухни. Обновления для собак и лошадей. Обновления магические. Пусто. Обновления квестовые и социальные. Доступ к запасам. Пусто. Обновления учебные. «Это что такое?» — спросил Мордекай. Я едва успел познакомиться с содержанием, поэтому он протянул руку и кликнул. Обновления квестовые и социальные. «Все совершенно не то, что было у меня, когда я в последний раз имел дело с личным пространством», — бормотал он. «Нам толком ничего об этих вещах не рассказывали. Ведь ведущие игры обычно не касаются ничего, что происходит дальше 3-го этажа». Появилось новое меню. Обновления социальные. Социальный экран.
Под контролем ИИ представляет подробный бегущий перечень комментариев из вашего социального потока. Обеспечивает лучшее взаимодействие с фанатами. 50 тысяч золотых. Обновления квестовые. Экран квестов представляет подробный бегущий перечень доступных квестов в зоне, где вы сейчас находитесь. 90 тысяч золотых. Агентство занятости авантюристов Incorporated открывает доступ к общей доске объявлений о работе по найму для подземелья. 100 тысяч золотых. Специальное. Агентство занятости непослушных мальчишек открывает специализированные квесты для особых гостей. Только по приглашениям. 500 тысяч золотых. Даже не догадываюсь, что здесь было раньше. Твой класс открывает тебе доступ в агентство непослушных мальчишек. Я никогда такого не видел. Они постоянно меняют эту шелупонь и нам ни о чем не сообщают. Эти купоны годятся для каких-то из этих обновлений? Спросил я. Было бы глупо тратить купоны на что-то за 50 тысяч, когда предлагается что-то, что стоит в 10 дороже. Нет, отозвался Мордекай. Прочитай мелкий шрифт на купонах. Там написано: максимальная стоимость каждого 250 тысяч золотых. И 2 купона нельзя соединить, чтобы приобрести один предмет. То есть, если ты положил глаз на последний пункт, тебе придется доплачивать еще 250 тысяч. Вот блин, оценил я. В любом случае, на этом этаже мы не путаемся с квестами, отчеканил Мордекай. Давай поищем такие обновления, от которых будет толк прямо сейчас. Он вернулся в меню и кликнул «Обновления для кроватей». Открылся длинный список доступных кроватей. Начинался он с одноместной кушетки. Дальше шло что-то поприличнее. Последним пунктом значился сверхстабильный, приспособляемый к габаритам и расе, умягчающий спальный аппарат. Предоставляет полный отдых в течение всего 2 часов сна. Включает 30-часовой бонус. Хороший отдых. 250 тысяч золотых. Мордекай продвинул по стойке один из купонов пончика. Мы берем сверхстабильную кровать. Это на всех нас? Поинтересовалась Катя. Да. Все время, пока пространства соединены, вам причитаются все обновления. Значит, нам теперь будет достаточно спать только 2 часа? Уточнил я. Такая перспектива и радовала, и пугала. Да, точно. Это даже не лучшая из кроватей, какая вам могла достаться. Как только попадете на 6-й этаж, для вас откроются обновления слоя 2. По-моему, лучший вариант – это когда нажимаешь на кнопку и уже полностью отдохнул. Бонус «Хороший отдых» увеличивает все ваши статы на 10% и наращивает ваш опыт и приобретенные навыки тоже на 10%. Ну, блин, горелый, восхитился я. Представить не мог, что нам светят такие обновления. Нет предела совершенству, хмыкнул Мордекай. Включите обновление для ванной, попросила воодушевившаяся кошка. Нам нужны средства гигиены, вроде тех, что были в производственном трейлере. В итоге мы остановились на кровати, автоматическом душе. Он был не так хорош, как тот, который мы видели на поверхности, и зачарованной мастерской за 255 тысяч. Мордекай твердо заявил, что она необходима. Душ принес нам еще один 10% бонус на все наши статы и снизил нашу выслеживаемость. То есть теперь мы с большей легкостью могли проникать куда-нибудь незаметно. Мордекай велел мне приберечь последний купон. Не исключено, что в один из следующих дней появится возможность обзавестись чем-нибудь еще. Катя истратила один из своих купонов на тренажерный зал, где мы все сможем по часу в день практиковаться с каким-нибудь из немагических заклинаний. Эта штука тоже стоила 250 тысяч золотых. У меня не будет возможности экспериментировать там с моими взрывчатыми составами. Но Мордекай сказал, что в слое 2 откроется некая студия бомбардировщика, где можно будет взрывать всяческое дерьмо. Однако оставалась еще куча обновлений, которые я был бы не прочь заполучить. Кухонные обновления стоили дорого, но они предполагали блюда в сочетании с бафами разной значимости. То же самое
правда только для Монго, предлагали обновления для собак. Магические обновления, если верить Мордекаю, станут доступны позже. Они предложат место для упражнений в магических заклинаниях, а также всякие предметы с волшебно чарующими свойствами. Мордекай сказал, что вот эта покупка будет для нас необходимой. Есть немеренная куча новых типов столов для ремесленного труда, также сообщил он. Давайте сейчас остановимся, а я пока изучу список. Так что открывайте пространство и поспите. В конце концов, пришлось заплатить 15 тысяч золотых, то есть большую часть вновь приобретенного богатства. Мы передали купоны и золотые монеты Вендите. Когда она их брала, по ее лицу текли слезы. «Вы благословляете меня, Ваше Величество», — проговорила она. «Когда вы заговорили со мной о моих собственных деньгах, я знала, что вы меня только испытываете. Настоящая принцесса ни за что бы так не поступила». Извещение админа. В вашем интерфейсе новая таблица. Новое достижение. Добро пожаловать в новую местность. Вы купили дом. Мечта каждого человека. Когда-нибудь стать обладателем места, где можно будет дрочить в покое. Не будет там мерзопакостных сожителей, которые отказываются готовить еду или изощряются в придумывании, почему они не в состоянии оплачивать аренду. Никаких домовладельцев, что являются без предупреждения и устанавливают скрытые камеры в детекторах дыма. Дальше счастливое плавание, в котором не будет бурь. Награда. Вы отныне домовладелец. Это и есть награда. Это, а также налоги и необходимость взаимодействовать со страдающим манией величия президентом сообщества собственников жилья. В каждой зоне безопасности, где мы побывали, имелись глухая дверь, вмонтированная в стену, и карта недоступного пространства. Как только достижение исчезло, имевшаяся у нас дверь открылась, и на карте возникла маленькая, размером со шкаф, пространство. И над ним надпись «Соединенное личное пространство команды королевского двора принцессы Пончик». Эта надпись сразу же замигала, едва я ее увидел. «Это означает, что я имею право переназвать», — радостно воскликнула Пончик, глава 3. Входим в королевский дворец принцессы Пончик. У вас есть обновления, которые необходимо разместить. Мы вошли в пустую комнату, интерьер которой привел мне на память самолетный ангар. «Хо!» — произнес я, и мне откликнулось эхо. Громаднее, чем я ожидал. Прежде чем пройти дальше, вы должны установить вход в ваше личное пространство. В дальней стене появилась мигающая прозрачная дверь. И она скользила по стенам, когда я поворачивал голову. Когда я двинулся, образовалась вторая дверь с надписью на ней «Принцесса Пончик». Цвет букв с черного переменился на розовый, затем стал опало-пурпурным. «Цвет настраивается», — сообразила Пончик. Спустя мгновение ее дверь сменила черный цвет на пурпурный, соответствующий цвету надписи. Я мысленно кликнул «Разместить» на своей двери, и другая дверь появилась несколькими футами правее Пончиковой. Еще через миг рядом с моей дверью возникла новая, помеченная как Катя Грим. Возникла проволочная прямоугольная диаграмма. Возникла и поплыла перед небольшой секцией ангара справа от той зоны, где мы разместили свои двери. Она мигнула, и внезапно появилась маленькая комната. Над дверью было написано «Туалеты». «Вы еще получите дополнительный туалет внутри ваших пространств», проинформировал нас Мордекай. «Когда создается соединенное пространство, каждый получает свой личный туалет, и появляется один общий. Предводитель команды берет на себя размещение комнат общего пользования». Очередное мигание, и образовалась голая, безликая кухонная зона. За ней последовал участок со столом и простой кушеткой. На третьем экране горели слова «Добро пожаловать домой». Над кухней появилась надпись «Пищевые обновления еще не закуплены». Пончик с ворчанием обошла комнаты. Большие участки стены делались прозрачными и пролетали через ангар.
а я только таращил глаза, разинув рот. Через секунду кошка устроила еще одну комнату в противоположном от кухни и жилой зоны углу. Пока что эта комната была самой большой. Она заняла четверть свободного пространства. Ремесленная студия. Как только она установилась на месте, в моем собственном интерфейсе замигала надпись, и я кликнул ее. Усовершенствованная ремесленная студия предлагает обновление. Вы можете заказать это обновление у ремесленной студии в общей зоне. Примечание. Если вы отключите ваше пространство, оно будет возвращено в вашу библиотеку. Подробности СМ в таб «Личное пространство». Я кликнул туда и выбрал команду «Заказать». После этого как будто бы ничто не изменилось, кроме названия «Усовершенствованная ремесленная студия». Возникла новая комната. Это заняла уже треть всей площади ангара. Учебная комната. Пространство, которое только что было обширной пустынной зоной, активно заполнялось. Громкий щелчок, и возник новый дверной проем, точно за моей спиной рядом с выходом. Если бы мы подчинялись обычным законам физики, этот новый проход тоже открывался бы в зале закусочной. Надпись над дверью была совсем простая. «Управляющий». Мордекай с облегчением квакнул. Пробормотал. «Хвала богам!» Поймав мой непонимающий взгляд, улыбнулся. «Вы сможете присоединить комнату управляющего только после того, как объедините свою базу с коммунальным пространством 5-го уровня. Эх, ребята, я не ожидал, что вы дадите себе труд обновиться настолько, во всяком случае в ближайшее время. Если бы вы приобрели пространство, я бы вселился к вам, и тогда мне пришлось бы спать на полу. Теперь же я перебираюсь в свое частное жилье. Когда вы перейдете в новую зону безопасности, я не смогу от вас телепортироваться, пока не окажусь снаружи». Когда мы прошли дальше в свое пространство, я спросил Мордекая: «Так чем все-таки отличаются эти комнаты?» Теперь у нас под ногами был бетонный пол. Пончик, Катя и Монго отправились на разведку. Монго запрыгнул на кухонную столешницу и принялся кусать ее, стуча зубами по поверхности. Ни плиты, ни холодильника в помещении не было. Совершенно пустая, бесполезная зона. Возможно, Пончик напрасно ее соорудила. «Итак, благодаря ИИ вы, друзья, проникли вперед и добрались до выдвинутых личных пространств. На первом базовом уровне или ты, или Пончик, кто-то из вас покупает пространство. Тот, кто купил, становится владельцем. Но в пространстве есть область, которую он может делить с другими участниками партии. Эта область составляет примерно 1/4 часть всего помещения. Она представляет собой одну открытую комнату. Одну, если не считать ремесленную студию. Она намного меньше той, которая есть у вас сейчас. Думаю, ремесленная студия всегда занимает 1/4 пространства. Но тут я не уверен. Как бы то ни было, здесь есть ванная комната, диван со шторками, пара кушеток. И все. Ремесленная зона 1-го уровня будет включать до 5 основных рабочих столов. Они разных размеров, некоторые больше прочих. Вы можете докупить любые обновления среды 1-го уровня, какие пожелаете, какие вам подойдут. Лучшие же, такие как учебная зона, слишком велики. Я проводил глазами Катю, которая приблизилась к двери, обозначенной ее именем, нерешительно приоткрыла ее и скрылась за ней. Тем временем Мордекай продолжал. На 2-м уровне пространство увеличивается. Это позволяет приобретать больше обновлений. Кроме того, уровень 2 дает возможность обзаводиться кухонными обновлениями. Уровень 3 будет еще больше, и личные комнаты можно назвать огромными. Но они достаточно просторны для учебного модуля. Он поднял глаза к потолку, довольно высокому на этом участке. Я не думаю, что он именно такой высокий, каким мы его видим. Но точно я не знаю. Но главное преимущество пространства 3-го уровня в том, что его можно будет сделать общим холлом, если к вашей партии присоединится кто-нибудь еще, у кого есть личное пространство. Только одно из пространств обязательно должно быть 3-го уровня. Но после объединения личные пространства значительно сокращаются. Зато возникает общее пространство, и вы все получаете возможность пользоваться обновлениями.
Плюс к тому наставник получает собственное пространство, вставил я. Правильно, но только когда вы пройдете на 6-й этаж. И он, и любой другой помощник. Вы имеете возможность пользоваться не только моими услугами. Через несколько дней возникнет потребность в торговом интерфейсе. Нам тогда будет проще продавать и покупать предметы. Он умолк и добавил несколько тише. Но еще важнее учебная комната. Я дал Кате возможность приобрести ее на ее купон. И теперь хочу, чтобы ты свой купон приберег, пока мы не убедимся полностью, что Катя останется. А я могу сразу тебе сказать, что она драпанет в ту же секунду, как увидит возможность, — возразил я. Я знаю, она хорошо к нам относится, но я догадываюсь, что в партии Хеклы она чувствовала себя в большей безопасности. Она была не рада, когда я заставил ее помогать при взрывах. Да, а что будет, если она погибнет? Вы потеряете обновление, — ответил Мордекай. А если погибнешь еще и ты, останемся только мы с Пончиком. Никакого коммунального пространства. Я опять потеряю доступ к своей комнате. Все обновления, которые утратят силу, поступят в распоряжение Пончика. Я кивнул. Попаданс. Хорошо, наше пространство уровня 5. В чем отличие от уровня 4? У меня есть возможность добавить мое личное пространство. Ни в чем другом я не уверен, сказал Мордекай. Большинство людей не поднимаются выше 3-го или 4-го. Обычно происходит следующее. Человек обновляет свое пространство до 3-го уровня. Другой участник партии покупает свое пространство уровня 1, после чего они объединяют свои владения в коммунальное пространство. И общий уровень оказывается 3-м. А поскольку у нас 3 комнаты 3-го уровня в общем пользовании, то уровень получится 5-м. Точно не скажу, но думаю, что у нас будет возможность присоединить к нижнему этажу и 2-й. Он указал вверх. Потолок-то действительно высокий. Ладно, пока что договорились, подытожил я. Иду спать. Завтра обсудим ремесленные столы и все прочее. Я рад, что ты здесь. Самостоятельно рассчитать это все задачка не для слабаков. Согласен, сказал Мордекай. Ах да, Карл. Я повернулся к жабе. Все мое тело как будто говорило мне, что его долго тащили по полу. Я был измучен и физически, и умственно. Тебе теперь требуется только 2 часа сна. Так что увидимся здесь, когда придет время итогового выпуска шоу. Теоретически я знал, что уменьшение потребности во сне – это хорошо, так как у нас будет больше времени на обучение и всякие полезные дела. Но меня пугала мысль о том, что мне отныне не светит забраться в кровать, закрыть глаза и не беспокоиться ни о чем часов 6 или 8. Что, разве я не прав? Сон — мое святилище, и каким бы уродищем ни сделался этот мир, все равно у меня оставалась возможность скрываться от него на часть суток. И вот эта роскошь скукожилась. Понятно, наши тела больше не будут уставать, а мозг, он как? Мы уже здорово выгорели. Что же дальше? Пончик настояла на том, чтобы я спал в ее комнате. Я еще даже не заходил в свою. Поскольку у нас теперь имелось коммунальное пространство, наши личные комнаты заметно уменьшились. Пространство по объему было сравнимо с большой квартирой, примерно раза в 2 больше той, в которой я жил до крушения. Пончик при желании могла бы добавить ремесленную зону скромного размера и кухню, но она такого желания не проявила. Она нашла какое-то меню, через которое можно было приобрести простые и бесплатные аксессуары. Ковер, обои, немудрящую мебель. В углу она разместила туалет, такой же, как тот, что мы видели в холле. Душ располагался рядом в отдельном помещении. Меня она заставила собрать кошачье дерево и поставить его возле сверхстабильной кровати, которая с виду не отличалась от обычной кровати королевского размера. Термин, которым производители мебели обозначают двуспальную кровать увеличенных габаритов. На ней не было ни простыней, ни подушек, а был только полупрозрачный матрас. Мне почему-то подумалось, что он произведен из бесцветного желатина. Затем она велела мне установить на маленьком прикроватном столике фотографию Беа в рамке. «Отлично, Карл, ложись теперь. Ты, Монго тоже.
Мы все устали. Тебе как будто известно, что у меня есть своя комната. Не дури, Карл. Я не могу спать без тебя. Ты сам знаешь. Я буркнул что-то, но когда лег, как будто оказался в теплых объятиях. Пончик прыгнула ко мне на плечо и обвелась вокруг шеи. Следом Монго забрался на мои ноги, и я не почувствовал его веса. Через несколько секунд я уже спал. Я действительно полностью отдохнул к тому времени, когда проснулся. Еще важнее, я чувствовал себя отдохнувшим. Чувствовал я себя так, как будто проспал 10 часов кряду. Именно столько часов сна я считал нормой для тех суток, когда не предстояло серьезных дел. Нет, я был уверен, что не получилось ничего. Посмотрел на часы. Все верно. Проспали мы только 2 часа. Новое достижение. Отлично выспались. Вам удалось выспаться так, что вы чувствуете себя свежим и полным энергии. Вы готовы властвовать над миром и заставить матушку какого-нибудь чудовища горевать о ее единственном дитятке, которого безжалостно зарубил ясноглазый обходчик по прозвищу «Хвост трубой». Награда. Вы получаете бонус «Хороший отдых» каждый раз, когда ложитесь на эту кровать. Этот баф добавляет 10% к вашим базовым статам и бонус в 10% к опыту и навыку тренировок на 30 часов. Матушка чудищ будет плакать на 10% дольше, когда вы будете убивать ее детушек. Мы вернулись в коммунальную зону, где Мордекай и Катя расставляли тарелки на кухонном столе. 2 тарелки с гамбургерами и картошкой фри, блюдо с лососем и миска сырого мяса для Монго. Для себя Мордекай припас еще одну тарелку, на которой лежали, судя по внешнему виду, мертвые жуки. Когда жаба посмотрела на них, мне показалось, что она не очень хорошо себя почувствовала. «Все это от Вендиты», — пояснила нам Катя. «Я вышла за какой-нибудь едой, она уже приготовила для нас, и это бесплатно. Я никогда не видела кого-нибудь из Бобка в таком приподнятом настроении». Пончик подозрительно принюхалась к тарелке, но тут начался итоговый выпуск шоу. Кошка дернулась, обозначая пожатие плеч, и принялась набивать пасть. «Железный клубок», — объявил ведущий. Шоу продолжалось. На экране мелькали фотоснимки железных дорог и вагонов подземки, старых локомотивов и современных высокоскоростных поездов. Прошло несколько минут. Изображения представляли собой лишенную логики смесь фрагментов хроники из реальной жизни и эпизодов кинофильмов и кусков видеоигр. Там была нелепо длинная вырезка из фильма «Лихорадка субботней ночи», когда избитый Джон Траволта едет в подземке под музыку Bee Gees. Bee Gees – австрало-британская группа, основанная братьями Барри, Робином и Моррисом Гиббами в 1958 году. Одна из самых коммерчески успешных в истории музыкальной индустрии. После этого программа обратилась к истории железнодорожного транспорта, преимущественно поездов подземки. Как обычно, программа перешла к демонстрации негативных снимков, изображавших толпы людей, падающих на пути. Перед нами прошли кадры из японского метро в день Зариновой атаки. 25 марта 1995 года в метро Токио члены необуддистской тоталитарной секты Аум Синрикё провели террористический акт с применением отравляющего вещества зарин, в результате чего погибло более 10, по другим данным 27 человек, и несколько тысяч получили отравление различной степени тяжести. Эпизоды других катастроф, представлявшие наш мир полнейшим сгустком дерьма. Я ел гамбургер, мы смотрели на мелькающие на экране поезда. Мордекай завел волынку о том, что необходимо разработать расписание. Подъем, завтрак, применение бафов, душ, расчесывание шерсти Пончика, моя работа над ступнями, затем час в учебной комнате, отработка особого навыка. Он нашел где-то штуковину, которая могла бы сойти за доску для напоминаний, и теперь занялся составлением программы тренировок. Он хотел, чтобы я сегодня поработал над навыком сокрушения.
Понятно, что в день можно было отрабатывать не больше одного навыка, даже если навыки частично совпадали. Катя должна была заняться навыком ловец, который представлялся чем-то вроде противоположности уклонению, которое выбрала для себя Пончик. После тренировок час или два на ручной труд, но ремесла начинаются только с завтрашнего дня, а остаток дня на поиски. Наша первоочередная задача – обзавестись более подходящей картой и найти надежный путь к спуску, тем временем повышая свои качественные показатели. На экране наконец подошло к концу изложение истории железнодорожных систем Земли. Появился ведущий и заговорил было, но застыл. Вместо него появилась надпись «Отредактировано». «Привыкайте», — сказал нам Мордекай. «Сейчас он объясняет, как устроен уровень. Нас не хотят знакомить с этой стороной. Так теперь будет на каждом следующем уровне». «И дочери сейчас на станции номер 83», — заметила Катя, пока мы терпеливо ждали возобновления шоу. «Они прошли через то же, что и мы. Монстры заполнили их поезд. Правда, перед станцией пересадки у них была только одна остановка. Сейчас они на пересечении оранжевой линии и линии Индиго. Никаких указателей красной, оранжевой или кошмарной линий они не видели». «Это интересно», — отозвался я. «Отсюда вывод. На разных линиях одинаковая система нумерации, и 83 — это станции пересадок. Из карты мы знаем, на каких номерах есть пути вниз, но знаем только меньшие номера. Нужно придумать, как двинуться назад». «Не сомневаюсь, это на каких-то станциях без цветных названий», — заявила Пончик. Она уже покончила со своей рыбой, а картошку фри есть не пожелала. И теперь проталкивала ее кусочки в ожидающую пасть Монго. «Мы должны перебраться на кошмарную линию и узнать, куда она приведет». Может быть, она и была права, но меня не прельщала перспектива немедленно прыгать в поезд под названием «Кошмарный экспресс». Я взглянул на Мордекая. «А ты что скажешь? Ты говорил, что перед тем, как попасть сюда, ты был на другой станции. Ты название линии помнишь?» «Да», — сказал Мордекай. «То есть я их записал. Я был на 317-й. Там были две линии поменьше, желтая и изумрудная, и одна большая, несчастливая». «Очаровательно», — проворчал я. «Пожалуй, нам стоит нарисовать схему. У тебя найдется еще одна такая доска для напоминаний?» «У меня в комнате есть одна», — отозвался он. «Я ее заберу и начну фиксировать данные. Итак, пока что у нас имеется один общий пункт — желтая линия. Свяжись со своим Брэндоном, узнай, где он находится. Вообще, при любом контакте с другими обходчиками вытягивайте из них всю информацию, какая только может оказаться полезной». Я кивнул. В моем чате еще имелся Даниэль Баутиста. Его тоже запрошу. Экран ожил, и ведущий провозгласил: «А теперь пришло время объявить 10 лидеров на эту минуту». И он принялся перечислять по очереди всех 10 обходчиков. Он зачитывал имя, включался короткий клип. Список включал те же имена, что и список одетты. Представление лучших началось с миссис МакГиббонс. Ее показали всего на какую-то секунду. И я сообразил, что несколько раз видел ее на снимках в итоговом выпуске. Я просто не знал, что это была она. Она превратилась в морозную деву, что означало, что она теперь стала синекожим, беловолосым эльфийским созданием, которое не ходило, а парило. В том коротком клипе я не видел ее товарищей. Она же стреляла с ладоней ледяными кубиками, которые пронзали троллеобразного монстра в вагоне подземки. За ней последовал Ли Цзюнь. Этот принял монашеский класс. Выглядел он так же, как и прежде. Показали его вместе с его сестрой Ли На и Джаном. Джан остался человеком, а вот Ли На вошла в странную демоническую расу, оружием которой были цепи. Под номером 8 шел мужчина по имени Ифечи. Он остался человеком и специализировался в целительстве. Я вспомнил, что видел его несколько раз. Теперь он скооперировался с Флорином, Крокодилином, Стрелком, 4-м номером списка. В первый раз я увидел Ифечи в начале шоу. Он входил в группу африканских солдат с автоматами АК-47. Вся эта команда уже довольно давно полегла в сражении
со слизистым боссом города. И Фечи выжил благодаря тому, что единственный оказался вне зала, где были заблокированы остальные. После Ефечи программа перешла непосредственно к нам. Она показала, как Пончик обстреливала магическими ракетами малышей дреков. Затем, как я забиваю кулаком гуля-санитара. Далее пришел черед Мириам Дом, владелицы козьего стада. Затем Флорина Крокодилина. Номер 3 принадлежал козлу непреодолимому, такое у него было имя. Его я тоже видел, когда он странствовал с Мириам Дом. Ходячий и говорящий козел, именуемый Каприт. Мне было известно, что в их стаде была еще одна козловидная монструозность, причем та имела статус домашнего животного. Далее мы увидели, как могучая Хекла била из арбалета четверолапых тварей крысиного вида. Затем увидели Люсию Мар, вечную жуть и вечную дрянь. Выступая в облике отвратительной ведьмы, Люсия буквально содрала голову с одного из упырей-санитаров Дзекининки. Юная маньячка ржала вовсю, а кровь тем временем заливала вагон. Шоу закончилось, и тут же зажегся второй экран. Перечень имен был в точности тем же, что демонстрировала Адетта, но два различия я уловил немедленно. 1. Люсия Мар, Ладжлаблес, генерал Черной Инквизиции. Уровень 30, 1 миллион. 2. Хекла, Амазонка, щитоносица. Уровень 28, 500 тысяч. 3. Непреодолимый, Каприт, покинутый воздушный акробат. Уровень 27, 400 тысяч. 4. Флорин, Крокодилин, вооруженный курьер. Уровень 24, 300 тысяч. 5. Мириам Дом, человек, пастух. Уровень 27, 200 тысяч. 6. Карл, проходец, анархист-провокатор. Уровень 27, 100 тысяч. 7. Пончик, кошка, бывший детский актер. Уровень 26, 100 тысяч. 8. Ифечи, человек. Уровень 18, 100 тысяч. 9. Ли Цзюнь, человек, уличный монах. Уровень 25, 100 тысяч. 10. Элли МакГиб, морозная дева, снегомант. Уровень 17, 100 тысяч. Миссис МакГиббонс поднялась с 13 уровня на 17, а Люсия Мар вышла на 13. Я обратился к своему чату. С Брэндоном я давно не выходил на связь, и мне захотелось пообщаться с ним. Кликнув на список сообщений, я обнаружил, что один шанс упустил. Сообщение Брэндона попало в странную папку, поместившуюся в стороне от имени Брэндона, поэтому я его запроса не заметил. Он пришел в то время, когда мы дожидались открытия этажа и не имели связи с внешним миром. Но я не успел кликнуть сообщение. Пришло ежедневное объявление, и мой интерфейс замер. Привет обходчикам. Добро пожаловать на 4-й этаж. Мы в нетерпении, потому что желаем познакомить вас с гениальным достижением инженерной мысли. Мы назвали его «железным клубком». Трудность в том, чтобы найти колодцы. Их здесь много. Да где они? Давайте узнаем, скольким из вас удастся это выяснить. Это важно. Изменение это не раз и навсегда. Это новое правило, действительное только для этого этажа. Вам не разрешается уходить с этого уровня вниз до срока. Колодцы откроются за 6 часов до крушения. И это все. Еще раз. Уйти с этого этажа вниз до срока нельзя. Наслаждайтесь же здесь. Такой красоты, как эти поезда, никогда в нашем мире не бывало. Программа патронажа действует, и пока мы очень довольны результатами. Когда ваш патронаж завершится, вы получите извещение. Дальнейшая информация будет предоставлена вам позднее. Вы заметили, что список лидеров наконец-то полон. Поздравляем всех, кто в него попал. Как вы видите сами, у каждого имени верхней десятки обозначено вознаграждение. Это означает, что сезон охоты открыт. Разве это не весело? Вы убиваете и получаете лутбокс с наградой. Если вы среди лидеров, не волнуйтесь, вы тоже примете участие в потехе.
Если вы выживете на этом этаже, то по его крушении получите 10% вашего вознаграждения. И с каждым этажом этот процент будет расти. И, наконец, обратимся к особенно высокому коэффициенту смертности на 3-м этаже. Так случилось из-за высокой концентрации групповых квестов. Хотя число обходчиков сохраняется в приемлемых пределах, нас беспокоит вероятность раннего истребления. Это не означает, что мы слабеем. Так что не вешайте носа. Вот как это просто. А теперь идите дальше, катайтесь по рельсам и убивайте, убивайте, убивайте. «Не вешать носа?» – переспросила Катя. «Это что, шутка?» «Ты что, в самом деле думаешь, что люди будут на нас охотиться?» – накинулась на нее Пончик. «Не доверять людям мне такое не по душе. Меня колотит от этого». Я едва слышал их, едва объявление отзвучало, ожила папка с сообщением Брэндона. Я, наконец, увидел название этой папки в верхнем углу интерфейса. Сообщение от умерших обходчиков. «Нет! Ох, нет же!» – прохрипел я. Меня как будто блядский грузовик переехал. Мои локти соскользнули со стойки, на которую я опирался, и я съехал на пол. Все, кто был в помещении, замолчали и обернулись на меня. «Карл!» — позвала меня Пончик. Сообщение было передо мной, и я не хотел его читать. Сделав глубокий вдох, кликнул. «Брэндон, приветствую, бро. Посылаю это сообщение также Имани и Элли. Ты не поверишь, что делается с Элли. Я хотел уведомить и тебя на случай, если они не сделают. Похоже, мне конец. 3-й этаж скоро обрушится. Мы с Генри, это один из обитателей нашей богадельни, держим оборону против гремлинов Тени. Новейшие, 20 век, английские сказочные персонажи. Враги техники, ответственные за поломки любых приспособлений и механизмов, от велосипедов до космических кораблей. Я ненавижу эту сволочь Имани. Элли и остальные уходят, а для меня уже слишком поздно. Хронометр этажа отсчитывает 10 минут, а до колодца 20 минут ходьбы. Я видел во вчерашнем итоговом выпуске, как вы уходили. Так что знаю, вы до 4-го добрались. Все знают про бомбу, что сейчас у тебя в штанах. Послушай меня, товарищ. Я подрался с Крисом, братом, и он вышел из партии. Увел с собой нескольких наших, но я вижу, что они все погибли. Все, кроме Криса. Я знаю, что он жив, потому что он не пропал из моего чата. Вижу, что Крис жив, но чат показывает, что он мои сообщения не принимает. Почему так, я не знаю. Он никогда не был словоохотлив. Мама считала, что с ним что-то не в порядке. Может быть, замедленное развитие. Хотя он не тормоз. А если бы даже и был? Я сказал какую-то глупость, и он взбеленился. Он ушел, и уже поздно говорить ему, что я его люблю. Я этих слов никогда не говорил. А теперь скоро умру, и думать могу только о нем. Так что если вдруг увидишь его, скажи, что я раскаиваюсь. А он был прав. Он знает, о чем речь. Передай ему, что если жизнь после жизни есть, я обещаю, что никогда не нагажу ему в душу. Пусть съест все хреновые бисквиты, если захочет. Я обещаю не злиться на него за то, что он вечно рискует. И за девушек. И за то, что он крал мои игрушечные машинки. Ни за что не буду злиться. И скажи, что я его люблю. Вот это самое важное. Всегда было так. Но я не понимал. И только тогда понял, когда было уже слишком поздно. Я должен уходить. Долбаные гремлины Тени. Достань их, брат. Достань их всех. Примечание. Это сообщение от умершего обходчика. Когда вы закроете это сообщение, обходчик будет удален из перечня ваших адресатов. Хей, ты все еще брыкаешься. Господи Иисусе, сказал я беззвучно. Удар был таким неожиданным, что на пустом месте я вдруг подумал, что из меня вышибло дыхание. Так было с мамой. Глубокий вдох. Что там такое? Не выдержала Пончик после того, как мы молча просидели несколько минут. Я рассказал. Из всей той группы мы добавили в чат одного Брэндона. Какая же глупость. Я не имел возможности связаться с Имани или Крисом
и узнать, в порядке ли они. Мы знали, что осталась только миссис МакГиббонс. Я вспомнил все, что мы делали ради того, чтобы они добрались до этого 3-го этажа. Какая же утрата? Утрата дьявольская. Я недолго знал его, но он был хорошим человеком. Мой друг. После этой смерти от него не осталось и всплеска, что разозлило меня так, как не злило ничто из случившегося до сих пор. Я поднялся и шагнул в сторону учебной комнаты. «Сначала ты должен запросить свои бафы», — напомнил мне Мордекай. «Да пошел ты, Мордекай», — ответил я. Когда я вошел в комнату, мой интерфейс включился и высветил перечень навыков, которые я мог практиковать. Я выбрал железный кулак, текущий уровень 8. Возник хронометр, настроенный на 1 час. Из пола выросли деревянные манекены. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Глава 4. Прошло уже несколько часов после того, как я в кровь разбил кулаки о деревянные чучела. Пончик с Катей пришли в тренажерный зал минут через 20 после меня. Пончик отрабатывала свой навык уклонения. Наскакивала на голограмму четверорукого монстра, хлеставшего ее 4 кнутами, и отскакивала. Катя на другой стороне комнаты предавалась подобному занятию, но она прыгала перед камнями, которые швырял такой же четверорукий голографический виртуальный противник. Ни одна из них не обратилась ко мне. Когда я закончил тренировку, мой навык «железный кулак» не вырос. Я знал, что понадобится не один сеанс, чтобы его повысить, так как он уже находился на высоком уровне. Из тренажерного зала я прошел в ремесленную зону, которая в ту минуту представляла собой просто огромную пустую комнату. Мордекай был уже там и озирался. «У вас есть 3 стола», — сказал он. О том, что произошло перед тем, он не упомянул. «Установите их, потом отправляйтесь по своим делам. Мне понадобится несколько часов на то, чтобы установить, какие перемены произошли и что появилось нового в ремесленной практике. Мне кажется, что ее таки пощипали после прошлого раза. Все, что помечено ярлыком, как алхимический препарат, оставьте на алхимическом столе. Пока вы будете ходить, я повожусь с некоторыми штуками». Я кивнул, достал алхимический стол, вдвинул его в стену. Он встал на место с громким щелчком, и над ним появилось несколько надписей в виде меню. В основном там были предметы, связанные с обновлениями. Я начал переносить из своего инвентаря все, что соответствовало алхимической области. Такого барахла у меня скопилось много, от крысиного мяса до сундука с химикатами, что мы купили у наркодилера. Когда я закончил, один вид этого стола наводил на мысль о том, что какому-то сумасшедшему ученому взбрело в голову обустроиться на блошином рынке. Далее я установил у одной стены стол сапера, у другой — инженерный стол. Я знал, что большую часть времени мне предстоит проводить у саперного стола, но пока я задержался возле инженерного, о котором Мордекай сказал, что это универсальный стол, пригодный для придания формы предметам при помощи магических инструментов. Я вынул свои инструменты, в частности, липкий растворитель 3000, формообразующий инструмент, семейный помощник Гордон, добавляющий пластичности жестким предметам. Нашлась у меня еще примерно дюжина чуть маловатых инструментов, взятых у гоблинов, плюс ничем не примечательная отвертка и кучка гаечных ключей, которые я подобрал после схватки с боссом-соковыжимателем. Я уже представлял себе некоторые предметы, которые очень хотел сотворить, но запасы сырья оказались скудноваты. Я опять обратился к инвентарю и принялся перебирать свою хренотень. Имелся там массивный нагрудный панцирь, снятый с меченосного стража. Я достал эту штуковину, и она со звоном полетела на стол. Мне удалось присвоить 3 таких штуковины, и еще шлем и 1 гигантский меч в придачу. Все предметы ценились относительно низко, и я почувствовал укол разочарования. К тому же металлический нагрудник не имел волшебных свойств. Я подумал, что можно вылепить из него что-нибудь подходящее для Кати. Но нет, панцирь был чересчур велик, размером с раскрытый дождевой зонт.
Я знал, что мне не обойтись без верстака-оружейника, если я собирался делать доспехи, пригодные для носки. К тому же именно эта штуковина была дьявольски тяжелая. По ее виду можно было предположить, что она сделана из настоящего железа. Толщина разных участков была не одинакова. От 1 дюйма до почти 2,5. С моей силой уровня 40 с лишним я без труда ее поднимал. Но раньше я такую тяжесть и с места бы не сдвинул. Я взял в руку липкий растворитель и навел его на искривленный кусок железа. Панцирь начал мерцать, весь, целиком. Возникло меню, содержавшее множество форм. Я имел возможность выпрямить всю штуковину. Например, распрямить ее на манер простыни. Благодаря толщине уменьшить ширину, и получилась бы у меня крупная металлическая глыба, с виду как будто вылепленная из теста. Последним пунктом в меню значилась «свободная форма». Я кликнул на свободную форму, а затем слегка вдавил в материал свой жезл. Действие чем-то напоминало создание формы в графической компьютерной программе, а в таких манипуляциях я никогда не был силен. Металл громко скрежетал, деформировался, но не ломался. Новое достижение. Марта Стюарт. Стюарт Марта Хелен родилась в 1941-м. Американская телеведущая, писательница, автор популярных советов по домоводству. Вы в первый раз использовали верстак в ремесленных целях. Дальше вы научитесь делать серьги из бутылочных крышек, пить овсяное молоко, продавать вашу дрянь на Etsy. Веб-сайт, специализирующийся на продаже редких изделий, в первую очередь ручной работы. И одновременно пускать в соцсетях поэтические сопли на тему вашего путешествия. Вы получаете бронзовый ящик кустаря. Не мешкая, я открыл ящик. В нем оказались пара немагических плоскогубцев, обыкновенная рулетка и ведро розовых блесток. Не чашечка с блестками, не чаша с блесками. Гребаное ведро, наполненное блестками. Я не успел убрать их в свой инвентарь, как сколько-то розовых квадратиков вылетело из сосуда и разлетелось по полу. Я по опыту знал, что случившееся необратимо. Теперь блестки никуда не денутся. Я вздохнул и придвинул эти инструменты к куче прочих. Затем я повернулся к Мордекаю. Тот сгорбился над алхимическим столом в другой части помещения. «Мне нужен сварочный аппарат. Как считаешь, я смогу найти что-нибудь в этом роде?» Мордекай поднял голову. «Конечно. Возможно, с этими формирующими инструментами ты скоро станешь мастером. Это не очень ценное мастерство, и ему свойственно снижать эффективность предметов, которые ты видоизменяешь. Так что если ты подойдешь к делу чересчур творчески, то останешься с кучей трухи. Хотя вообще-то можно брать отдельные предметы и скручивать их вместе, как проволоки, или придумать какое-нибудь сочленение. Только будь осторожен, эти инструменты не игрушки. Возможно, если ты что-то напортачишь на верстаке, зона безопасности не даст тебе умереть. Но если ты напортачишь сверх меры, то пожалеешь, что не умер. «Да, еще одно», — вскинулся я. «Во время тренировки я пообщался с Баутистой. Он столкнулся с какой-то группой обходчиков. Сейчас он на коричнево-голубой линии. Все они на станции номер 199. Там нет соединения с бесцветной линией, но сегодня они намерены ехать по голубой. И еще у Баутисты теперь крепкая фанатская поддержка. Спасибо обновлениям». «Я допишу в список», — пообещал Мордекай. «Отлично». Я склонился над верстаком и приступил к обработке железной пластины. После того, как я принял душ и воспользовался возможностями педикюрного набора, мы возвратились в мир. Сначала мы сделали остановку в универсальном магазине. Человека-крот, хромой Ричард, за прилавком, не оторвался от чтения книги, когда мы изучали товары на полках. Ассортимент у Ричарда был широкий, но состоял по большей части из бесполезного и даже не заслуживающего внимания барахла. Мы выбрали одну вещь – большой мягкий молоток. Ричард запросил за него 250 золотых. Пончик уболтала его, и он согласился на 150. Нашелся у него еще один достойный интереса предмет – фабрикатор батарей.
Он ютился в пыльном углу, а цена была обозначена в 75 тысяч золотых. Знакомясь с его свойствами, я помнил, что предоставляемая магазинами информация бывает и не вполне точной. Фабрикатор батарей. Я толком и не знаю, как этот приборчик работает. Он получен на Дварфской фабрике автоматических изделий. Вы заправляете его зельем маны, вставляете одну металлическую блямбу, и из другого конца вам выдается заряженная батарея. Блок из 50 батареек. Цена не обсуждается. Я взял пальцами прямоугольную батарейку. Хозяин навалил их кучей за машинкой. Описание батареек совпадало с описанием всего комплекта. Не получишь настоящего описания, пока не купишь. Каждая батарейка размерами и весом напоминала кирпич. Вы знаете величину заряда в них? Хромой Ричард пожал плечами. Спросите Дварфа. Автоматы, которые на них работают, долго не требуют новой батарейки. Вот что я знаю. Они лучше, чем камни душ, что используют эльфы. Вы знаете, что камни душ заправляются настоящими душами? Жуть берет. Да, еще камни душ совсем нестабильны. Да, я вроде бы что-то такое слышал, сухо отозвался я. Размерами прибор был с микроволновую печь. Я имел некоторое представление о том, какие химические процессы требуются для изготовления действующих батареек, и не мог извлечь смысл из своих знаний. Да, в этом месте ничто не имело смысла, особенно если попустить магии. И все-таки стоило мне увидеть эту машину, как я уже знал, что хочу ею обладать. Цена выглядела убийственно. Да даже если бы у нас водились такие деньги, я никак не мог истратить такую сумму на неизвестный предмет только потому, что на первый взгляд он показался мне ништяком. В конце концов, мы продали кучу фигни на пару тысяч золотых. Мордекай не раз предупреждал нас, что при продаже своих вещей не нужно особо рассчитывать на универмаги. Они дают не лучшую цену. К тому времени, как Пончик выгрызла из говорящего крота все его терпение, он уже пребывал в совершенно поганом настроении. «Что это у вас за книга?» – поинтересовался я, когда переговоры Пончика и хромого Ричарда завершились. Мне показалось, что это был истрепанный сборник научной фантастики на английском. На обложке был изображен кот. Имя автора было мне знакомо, но эту книжку я не читал. «Пончик, не хочешь проверить? Книга про котов». Хромой Ричард кивнул, и его лицо сделалось светлее на микрон. «Книга Андре Нортона. У него много книг про котов». «Андре Нортон – женщина», – поправил я. «Можно?» Я взял книжку с прилавка, перевернул ее. У моего отца было несколько книжек Нортон. Я читал в основном вестерны, но не прошел мимо и кое-чего из старой научной фантастики. Но мой отец кошек ненавидел, и книг с котами на обложке у него не водилось. «Эту я прочитал не один десяток раз», — сообщил нам хромой Ричард. «В подземелье крутится немало земных книг, но их всегда не хватает». Он вздохнул. «А сейчас уже поздно приобретать что-то новое, и поблизости нет никого, с кем можно было бы обмениваться. У таких розничных торговцев, как я, нет доступа к развлечениям. Мы не то что наставники или гильдейские мастера, а эти только заходят в туннель и смотрят земное телевидение и кино. В моем распоряжении только физические носители, то есть книги и комиксы. Всего у меня 15 книжек, 16, если считать ту, из которой вырваны последние главы. У меня есть к вам предложение. Я извлек из своего инвентаря 5 книг Луиса Ламура. Я их все уже прочитал, от земли Сакетов до Ландо. Да, я их практически все прочитал, но пока не был готов расставаться со всеми. Меняй вот эти 5 штук на 5 ваших. Прямой обмен. Крот взял одну книжку в ручки. «Вестерн? Я ни одного вашего вестерна не читал. Что-то хорошее?» Он нахмурился. «Все они короткие». «Хорошие», — заверил его я. «Они пользуются спросом. Короткие — это да, тут вы правы». «Ладно», — сказал он, прошел в заднее помещение и вернулся с пачкой книг. «Выбирайте и ударим по рукам». Мне была предложена космическая фантастика и ужасы издания 80-х годов. Я заметил, что нескольких глав не хватало
в «Лебединой песне» Роберта Р. Маккамона. В русском переводе этот роман издавался также под названием «Песня Сван». Сван, английский «лебедь», прозвище героини. Я оставил ее на прилавке и выбрал 5 штук из фантастики. Из них 3 Андре Нортон, в том числе «Новая порода», которую читал Ричард. Также «Резец небесный» Урсулы Ле Гуин и «Бесконечная война» Джо Холдемана. «Я не знаю, это ли дорогой мы будем возвращаться», — сказал я кроту, убирая книги в инвентарь. «Но если да, и если вам мое чтение понравится, я обменяю у вас все остальные, которые уже прочитал». «Договорились», — ответил хромой Ричард. «На этом этаже много моих соплеменников. Не отдавайте этим скотам ничего. Книгоглоты они». «Надо было запрашивать больше», — заметила Пончик, как только мы вышли. «Переговорщик из тебя, Карл, совсем никчемный». «Да не беспокойся ты». Я оглянулся через плечо. Крот уже вцепился в первую книгу. «Если я за годы службы в береговой охране что-то и узнал, то прежде всего то, как ценятся развлечения, когда тебе больше нечего читать. Через пару дней он будет в тяжелой ломке, и мы вернемся сюда, как только узнаем, как попасть на железную дорогу». Мы решили, что не будем прыгать в кошмарный экспресс, так как у нас пока недостаточно информации. Но я хотел увидеть сам поезд и изучить расписание. Выяснилось, что этот поезд приходит с интервалом в 1,5 часа, и мы пропустили последний, когда задержались в магазине хромого Ричарда. Собственно, нам не требовалось видеть поезд, чтобы понять. Совершенно незнакомый тип. Пути у его платформы были шире, а в той их части, что пролегала в туннеле, отсутствовал 3-й рельс, проводящий электричество. Платформа красной линии была необычно длинной, достаточной для того, чтобы принять сразу все вагоны. Но для этого поезда платформа была еще длиннее. Мне показалось, что вдвое. Маршрут поезда имел форму 8. Если сесть в вагон, можно в конце концов оказаться на станции отправления. Полезная информация. На маршруте было всего 5 станций, хотя, по всей видимости, они располагались на приличном расстоянии одна от другой. 4 станции из 5 были транзитными. Не была транзитной станция номер 436, та, что увенчивала 8. По сравнению с картой на станции красной линии, это была намного более содержательной. На ней были обозначены цвета всех транзитных станций, через которые проходил маршрут. Наша станция была желто-красной. Следующая, под номером 283, на лилово-пурпурной линии. За ней шла станция 436. Дальше снова 283, но уже с зеленой и желтой линией. И опять 83, но уже другая, 83. Это оранжево-красного и сливового цветов. «Вот святая же заковыка», — пробормотал я, передав всю эту информацию Мордекаю. Тот, кто назвал все это железным клубком, не шутки шутил. У меня уже голова гудит. Ненавижу математику. «Я сама не поклонница математики», — поддержала меня Катя. Она рассматривала карту, но я уже знал, что на ее карте имелась только 8, да единственная точка, означавшая станцию, на которой мы в тот момент находились. Оттуда мы прошли на платформу желтой линии. Там карта была точно такая же, как на красной линии. Номера транзитных станций те же, хотя сама линия имела другую форму, напоминала перевернутый рыболовный крючок колоссального размера. Когда я смотрел на карту, к станции подошел поезд. В нем ехали монстры. Их было не так много, как на красной линии, но достаточно, чтобы мне не захотелось поспешить им навстречу. Поезд плавно остановился, дверь открылась, и в ее проеме показалось приземистое существо с серой кожей, вовсе без шеи, с акульей пастью и с черными бусинками на месте глаз. Сверху существо было покрыто черными маслянистыми патлами. Рост его составлял примерно 1,40 м. Оно покачивалось на похожих на зубочистки ножках, откровенно не готовых поддерживать массивный
свиноподобный корпус. В одной руке оно держало деревянную дубину, утыканную гвоздями, и оно обратило в нашу сторону нечленораздельный вой. Пещерный недоумок Мадж, уровень 19. В иерархии пещерных маджей этот недоумок достиг самой высокой степени, какая только доступна простецу. Говорят, эти нелепые боевитые создания когда-то были нацией звездных странников, но потом что-то заставило их деградировать, вернуться в каменный век. Может быть, причиной были реалити-шоу в телевизоре. Не дайте этим тонконогикам провести вас. Когда дело доходит до сумасбродств, они способны действовать чертовски проворно. В вагоне находилось 4 таких существа. Оглядев длинную платформу, я увидел, что из окон других вагонов торчали такие же, сверкали крохотными глазками. Кроме них я заметил и другой вид монстров, человеческого роста, с рыжими гривами, змеевидные, как индийские наги с львиными головами. Они были слишком далеко, поэтому мы не получили описания. Пончик ударила пещерного маджа парочкой магических ракет, и он свалился мертвым как раз в тот момент, когда створки дверей вагона начали съезжаться. «Хе-хе!» — воскликнул я, видя, что поезд отвалил от платформы. «Не могу поверить, что у нас получается. Мы их бьем, а они нас не могут». «Дождемся следующего поезда и еще стрельнем», — подхватила Пончик. «Друзья мои», — заговорила Катя, когда мы уже настроились на ожидание следующего поезда. «Я только что рассказала Хекле о том, что у нас делается. Оказывается, она и все остальные занимались тем же самым все утро и набрали кучу опыта. Она подозревает, что тут используется баг. Этих чуд можно вытаскивать на платформу. Это их тоже убивает». Она пожала плечами. Хекла еще говорит, что все монстры высаживаются через каждые 5 этажей. Если высадиться вслед за ними, этажи поведут себя как система пещер. Она пока не изучала подробности, но предполагает, что туннели, возможно, уводят назад, к 4 предыдущим платформам. По ее мнению, монстры бесконечно ездят по кругу. Что-то потустороннее мне послышалось в этом предположении. Скажите ей, что мы проверим ее гипотезу. И еще расскажите ей, что Мордекай составляет свою карту. Пусть она соберет всю возможную информацию о маршрутах. Пусть опросит всех, с кем она на связи. Попросите ее, чтобы она передавала вам все, что ей станет известно, с тем, чтобы вы передавали сведения дальше. Я очень надеюсь, что завтра к этому часу нам будет больше известно об этом месте. Еще несколько часов мы куковали на платформе и совершали массовые убийства прибывающих мобов. Поезда подходили через каждые 8-10 минут, и прибывали на них монстры все тех же 2 сортов. Недоумки, это мы начали так их называть, и шоковые чавки, которые в описаниях характеризовались как малые наги с врожденными дефектами. Эти змеевидные существа могли бить электрическими разрядами, но им требовалось время, чтобы войти в тонус, и если вовремя им звездануть, они уже не нападут. Хотя вообще-то о них нечего было и говорить, если мы, находясь на платформе, были вне их досягаемости и физической, и магической. При приближении поезда каждый из нашей 4 занимал свою позицию. Я резал кулаком, Монго хватал зубами, Катя совершенствовалась во владении топором. Пончик чередовала магические ракеты с когтями. С последним видом оружия ей пока не доставало опыта. Монстрам нечего было противопоставить. Однако, как я и подозревал с самого начала, опыт приходил медленно. К тому же у нас не было возможности забирать в лут трупы, не вытаскивая их на платформу. Если же мы их вытаскивали, то у нас не прибавлялось опыта. Несколько раз мы все-таки попытались завладеть трупами монстров обоих типов. Недоумки роняли свои дубины и немногочисленные монеты. Один потерял свою печень, которая была оприходована нами как алхимический материал. Я убрал ее в инвентарь. По всей видимости, добыча, которую мы могли собрать, не представляла ценности. Дело закончилось тем, что мы все-таки решили оторвать зады от платформы и запрыгнуть на поезд сверху.
У меня было желание познакомиться с устройством двигателя, поэтому мы дошли до самого края платформы. Мне было известно, что обычно машинист подземки, если он вообще есть, помещается в компактной кабине в головном вагоне. Но в этих поездах первые вагоны представляли собой твердые сплошные металлические чушки. Первый вагон даже останавливался не у платформы. Он слегка выдвигался за ее край, и у дальнего конца платформы оказывался вагон номер 2. Так что мы расположились у дальней стенки в том месте, у которого должен был встать вагон 2. У каждого вагона двери имелись по обе стороны. Мы встали так, чтобы быть около двух дверей, ближайших к локомотиву. Очередной поезд заскрипел тормозами. В этом крайнем вагоне случились всего 2 шоковые чавки, и мы с Пончиком мгновенно вырубили их, как только двери раскрылись. Пончик ударила магической ракетой. Я втянулся в вагон и нанес гривастой змее 2 вышибающих удара в рыло. Она немедленно сдохла. Мы вошли в вагон, двери закрылись сразу же за нами, и наш путь начался. Я осмотрелся. Этот вагон принадлежал поезду желтой линии. Вагон почти такой же, как то, что мы видели на красной линии. Только надписи в нем были на английском языке, не на русском. Сиденья с обеих сторон были развернуты к середине вагона, как и в русском поезде. Но сиденья не коричневые, а синие. Порядок расстановки вертикальных поручней отличался, и проход между сиденьями был поуже. Двери в переднем и заднем торцах вагона были такими же. То же самое я бы сказал и о длине вагона. Пончик и Катя задержались в переднем торце вагона, у двери, открывающей проход в вагон номер 1. Тут говорится, что открыть следующую дверь можно только при наличии ключа машиниста желтой линии, сообщила Катя после паузы. А как нам добыть такой? Я считаю, нужно каким-то образом выманить машиниста, сказал я. И уже тогда вытянуть информацию из него. Другой вариант – придумать, как взломать вагон снаружи. Я сделал шаг, чтобы отправить в лут труп шоковой чавки, как вдруг дальняя дверь, ведущая в вагон номер 3, открылась сама собой. Я сплюнул и попятился. На нас прыгнули сразу 5 недоумков с занесенными дубинами и с воем. Я надеялся, что этим тварям неизвестно, как управлять дверями. Друзья, стойка 1. Эту ситуацию мы давно обсуждали. Потом отрабатывали схему своего поведения. Сейчас диспозиция будет важнее активных действий. Мы выстроились в шеренгу, параллельную внешним дверям. Пончик запрыгнула на мое плечо. Монго занял пространство между сиденьями спиной к выходу из вагона. Он сосредоточился на штирбортовой, правой стороне вагона, которая оказалась слева от меня, поскольку мы развернулись против хода движения поезда. Дверной проем был перегорожен рядом металлических шестов, и они защищали Монго. Катя переместилась на противоположную сторону и тоже пристроилась в небольшом закуточке у двери. Я остался в центре, но сделал шаг назад. Таким образом, у нас получилась мертвая зона в форме буквы V. Собственно, единый фронт, как бы заманивающий моба в воронку, откуда они смогут достать только 1 или 2 из нас, а сами будут уязвимы для всех 4. Шестые поручни – это вероятные помехи, да, но пока мы занимаем свои позиции, они больше будут мешать нападающим на нас, чем нам самим. Я весьма жалел, что у нас не было больше времени на отработку подобных ситуаций, когда за нашими спинами нет поддержки. Моя защитная оболочка восстановится не раньше, чем через 19 часов. Я тряхнул головой, подумав о том, какой чудесный подарок мы получили, когда наша потребность в сне сократилась до 2 часов. Но нет, как бы то ни было, у нас оставалось всего 9 дней на то, чтобы найти путь к выходу. А значит, нельзя было позволить себе пустой расход времени. Катя начала изменяться на моих глазах. Она стала ниже и плотнее, ее руки удлинились, мускулы вздулись. Свихнувшийся Папай. Персонаж комиксов и мультфильмов, популярный в 1930-х годах. Смешной морячок, способный превращаться в сверхсилача. Стоит ему съесть банку шпината. Не иначе. Ее лицо искажалось от боли, когда она преображалась.
Я видел, что ей тем больнее, чем быстрее происходит превращение. Именно этот навык она практиковала в тренажерном зале. Я не смог бы сказать, лучший ли вид она обретала, но трансформация впечатляла и наводила страх. «Правильно, Монго! Хороший мальчик! Не надо! Нет! Вот так! Стой!» — кричала Пончик, стараясь не допустить, чтобы ее воспитанник прыгнул на противников. Динозавр тем временем топтался на месте и яростно визжал на недоумков. А у тех атакующий пыл пропал за те 5 секунд, что прошли от их прорыва в вагон до осознания, что им предстоит организованная группа, в которой есть даже динозавр. Передняя тварь споткнулась об одну из мертвых чавок. Она выпрямилась и тут же рухнула, получив хорошо выверенный удар в голову магической ракетой. Двое шедших за лидером, синхронно размахивая дубинами, ринулись на нас. Один занес дубину над Монго, но деревяшка ударилась о шест, а велоцираптор прыгнул на врага ногами вперед. Тварь была выпотрошена еще до того, как успела почувствовать удар дубины о шест. В ту же секунду вторая тварь наскочила на меня, когда Пончик поражала ракетами заднюю пару противников. Катя повернулась и перехватила замах дубины. Она выставила руку не перед смертоносным орудием, а сзади него, и захватила его на движении сверху вниз. Она усилила это движение, и удар дубины пришелся слева от меня, отчего недоумок потерял равновесие и зарычал от неожиданности. Катя убрала руку как раз вовремя, чтобы я без помех ударил кулаком широкую харю монстра. Он шмякнулся на пол, и я ступней размозжил ему голову. Его челюсть под моей ногой хрустнула, как стеклянная. Над головой Кати возникла шкала жизни, однако, судя по индикатору, здоровье Кати не пострадало. Два последних монстра лежали на полу один на другом. Их обоих сшибли магические ракеты, но с малым зарядом. Двумя ударами ноги я просто смял их головы. «Ох, Карл, гадость ты какая!» — проговорила Пончик. «Каждый раз, когда твои ноги делаются сильнее, ты вышибаешь все больше крови». «Вы в порядке?» — спросил я Катю, вытирая ступню о вертикальный шест. Тут стало как-то скользко. «Да, я не столько ранена, сколько поцарапана», — отозвалась она и потерла руку. Напоролась на шип, но он поцарапал только металлическую часть руки. Почти только. «Ну вот и хорошо», — сказал я. «Будьте осторожны, я чуть-чуть не ударил в вас, целя в монстра». «Да, в такой тесноте трудно драться. В вагон забрались, и еще 4 недоумков и с угрожающим видом поперли на нас». Вот и отлично. Есть еще шанс для новой тренировки. Глава 5. С оставшимися монстрами мы расправились всего за несколько следующих минут. Нам пришлось оказаться лицом к лицу с монстрами только в вагонах 3 и 4. Чтобы не находилось в вагоне 5. Легкий проход монстров из вагона 6 не состоялся. Согласно карте, этот 5-й вагон был устроен так же, как и логово санитара. Но тут, внутри вагона, находилась еще какая-то непонятная квадратная конструкция. Нам бы ее обследовать, но не хватило времени. Уже через пару минут мы подъехали к следующей станции. «Ладно», — сказал я, — «давайте располагаться». К тому времени я уже сварганил на инженерном верстаке целый набор укреплений для вагона, хлипких и грязных. Я разработал 2 типа защитных механизмов. Блокировку наружных дверей и трапов. Соорудил 4 блока для дверей и 2 блока для трапов. Все это позволяло надеяться, что мы сумеем изолировать вагон на то время, пока будем освобождать его. Если же мы попадем на станцию, где двери автоматически откроются с обеих сторон, это обернется неприятностями для нас. Зазвучало объявление. «Подъезжаем к станции «Фантом Кенгуру». Голос был похож на тот, который я слышал в предыдущем поезде. Но только похож, а не идентичен. «Станция номер 84. Следующая станция 85. Станция Грот. Работает только на выход. Благодарим вас за поездку по клубку». Я переместился в траповый отсек и перекрыл дверь в 3-й вагон. Вытянул из своего инвентаря тяжелый лист металла. Размер вроде бы я определил верно. Ничего удивительного в этом и не было.
Здоровенный металлический прямоугольник с закругленными углами. Изначально это был нагрудник меченосца. Я сделал его тонким, толщиной примерно в 1/5 часть дюйма. Соответственно, он стал громадным. Твердая штука и тяжелая, как, чтобы поднять его, наверное, понадобились бы объединенные усилия 4 или 5 мужчин. С ним не действовал мой баф, защищающий ноги. Я бы расшиб ступню, если бы ударил в неправильную точку. Я назвал его «пробка в проходе». Это препятствие было намного больше любой двери, и оно было достаточно широким. Мимо него нельзя было протиснуться. Проскользнуть смог бы разве что кто-то совсем крошечный. Но даже в этом случае малыши проникали бы в вагон только по одному, и я не испытывал беспокойства, так как ничто не мешало мне убирать заслонку в инвентарь и извлекать ее оттуда. Следующий пункт – блокирование наружных дверей. Для этого я приготовил высокие заслонки из силовых тренажеров. Для них я использовал балки, такие же, как те, что послужили нам при сооружении мобильного редута. Они вставлялись в специальные дыры, проделанные в верхней, средней и нижней части заслонок. Мы вставили заслонки в дверные проемы, уперев их в поручни. Я боялся, что сделал заслонки чересчур широкими, из-за чего они оказались слишком тонкими. Придется изобрести что-нибудь раздвижное или сборное. А еще лучше было бы раздобыть несколько домкратов или сделать опорную конструкцию. Что-нибудь такое, что мы могли бы быстро устанавливать и убирать. Пока же нужно обходиться тем, что есть. Несколько нервничая, я осмотрел свою заградительную полосу. Положил на нее ладонь, и она заходила ходуном. В вагоне красной линии система поручней была устроена по-другому, поэтому мой дизайн подошел не идеально. Уже через несколько секунд мог вломиться монстр, а то и парочка. Но можно было надеяться, что имевшаяся конструкция убережет нас от полного разгрома. Как только появится свободная секунда, я измерю ширину и высоту дверного проема, трапы и вообще все, что придет в голову. «Карл, что-то все это не выглядит особенно прочным», — заметила Пончик, когда вагон начал замедлять ход. «Угу», — ответил я. Платформу заполонили монстры нового для нас вида. Крупные зеленокожие чуваки, похожие на рыб. Всего горстка, и ни один, кажется, не был настроен драться с кем бы то ни было. Их можно было принять за куатин, человеческого роста, только вид у них был более пугающий, чем у глинеров. У всех большие молочно-белые глаза. Они лениво выстраивались вдоль перрона. Пара этих созданий устроилась вблизи вагона номер 2. Судя по их поведению, они не замечали, что мы рассматриваем их из окон. Я ознакомился со свойствами. Головоструд. Уровень 22. Головоструды наводят больше страха, чем все остальные монстры из доисторической мифологии Куатин. Они сильные, умные, немалых размеров. Во всяком случае, по сравнению с Куатин. Собственно, я хочу сказать, что они в некоторой степени сносны, тупы, как маринованная репа, и, что греха таить, впечатляют габаритами. Еще они выделяют из пальцев кислоту. Советуем остерегаться. Из этого текста можно было заключить, что ИИ все еще трусит. Мне хотелось бы знать, надолго ли такая ситуация. «Готовься гнать захватчиков», — велел я Пончику. Кошка хмыкнула. «Я надеюсь, ты помнишь, что тут не корабль. Штирборты, корма, пираты. Все эти разговоры начинают действовать на нервы Монго. Тем более мы в половине случаев не понимаем, что за пургу ты гонишь». Катя засмеялась. Дверь вагона открылась. Я увидел в окно, как один из головострудов вмазался прямо в перегородку. Он поднял перепончатую руку и дотронулся до препятствия. До этого мгновения эти создания вели себя до странности заторможенно. Все переменилось, едва до монстра дошло, что ему не войти в вагон. Он немедленно принялся вопить и колотить баррикаду руками. Рядом также повел себя второй головоструд у соседней двери. Он колотился плечом, как бывает, когда хотят высадить дверь. Тот монстр, что был ближе ко мне, сумел обхватить мою конструкцию своими длинными зелеными руками. Можно сказать, обнял ее.
Оба гада яростно завизжали, когда через секунду двери начали закрываться. Я кинулся к заслонке и навалился на нее, чтобы удержать на месте. Дверь повела себя не так, как ведут себя двери нормальных вагонов подземки. Руки рыбовидного монстра отвалились со звучным треском и шлепнулись на землю. В тех местах, где они хватали перегородку, остались шипящие пятна. «Не трожь!» — закричал Пончик, потому что Монго был уже готов цепиться в эти лапы. Второй головаструд тоже умудрился оказаться убитым дверью. Только этот затащил в вагон большой кусок своего тела. Дверь разрезала его пополам. Между ней и заслонкой натекла лужа слизи, а задняя половина тела рыбины осталась приклеенной к двери снаружи. Когда поезд тронулся, эта половина прицепилась к стенке вагона, и под ней тоже потекла слизь. Я осторожно переместил отрубленные руки в инвентарь и торопливо измерил параметры дверного проема. У нас оставалось 10 минут до станции номер 85. Из вагона 3 до меня не доносилось никаких звуков. По всей вероятности, в третий вагон не вошел ни один головаструд. «Давайте проверим 5-й вагон», — предложил я. «Может быть, там что-нибудь подскажет, как поступить дальше». Я быстро убрал все заградительные конструкции. Мы переместились в 3-й вагон. Он оказался пустым, как я и предполагал. Пуст был и 4-й вагон. Дверь, ведущая в 5-й вагон, была толще прочих, но не была заперта, как и некогда в 15-м вагоне. На двери была табличка: «Входа нет, только для служащих клубка». Я не без колебаний отодвинул скользящую дверь и заглянул в вагон. Увидел белую точку, обозначавшую присутствие мирного, неигрового персонажа. Расслабившись, я прошел внутрь вагона. Входит служащий комнаты отдыха. Передо мной находилось широкое помещение со скамьями и столами вдоль одной стены и большой барной стойкой возле другой. Примерно в середине вагона было выделено отдельное пространство, занимавшее приблизительно треть длины вагона. Там тоже была табличка: «Отсек кондуктора». У стойки сидел дварф, уткнувшийся в стакан с напитком. Я мгновенно почувствовал, что этот дварф уже давно устроился там. На нем была помятая униформа, такая же, как у санитаров гулей. Вернон, кондуктор поезда желтой линии. Дварф. Уровень 32. «Только для служащих», — пробормотал Вернон, не дав себе труда оторваться от стакана. «Пассажирам сюда нельзя. Если хотите пройти в другие вагоны, выйдите и переходите по платформе на станции». «Как-то это хлопотно», — пробурчал Пончик. «Кондуктор?» — я указал большим пальцем за свое плечо. «Разве вы должны быть не в том вагоне?» «Там машинист», — Вернон поднял голову. «Я не захожу туда, он не заходит сюда. Послушайте, господа, я не могу вас пропустить. Монстры соблюдают правила и сюда не приходят. Если они могут проходить там, можете и вы». «И что же делаете вы?» — поинтересовалась Пончик, игнорируя жест кондуктора, указывающий нам на выход. Дварф сделал долгий глоток из стакана. «Слежу за порядком в поезде и отвечаю за всех служащих. Вот мои обязанности. А машинист меня не слушает. Санитары пытаются меня съесть. Носильщики живут в своем мирке. И я делаю только одно, госпожа говорящая кошка. Я сижу здесь и пью до самого конца линии. Потом повторяю». Я сделал еще шаг к центру вагона. Значит, поезд действительно ходит по кругу. «Носильщики?» — удивилась Пончик. «В подземке?» Вернон моргнул и опять посмотрел на Пончика. Я узнал этот взгляд. Опять 25. «Ваше Величество!» — проговорил кондуктор поезда, силясь встать. Жидкость вылилась из его стакана. Он поклонился кошке. «Мои извинения. Я не понял, что в поезде царствующие особы». «Все в порядке», — сказала Пончик, мгновенно принимая вид царствующей особы. «Я понимаю, вам должно быть нелегко управляться с этим низким сбродом». «Ох, оно так, Ваше Величество. Это очень трудно. И я могу для вас что-нибудь сделать?»
Нам пришлось прервать беседу, потому что в вагон вошли две красные точки из поезда номер 6. Пара санитаров Дзекининки. У обоих по метле и ведру. Один стонал и клацал зубами, когда они, шаркая, пробирались вперед. Их рты непрерывно двигались, как будто это были не рты, а поршни. Даже несмотря на стук колес, я слышал щелканье их шагов. Щелк, 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 щелк. Меня передернуло. «Ужас какой!» — сказала Катя. Она встала передо мной. Я отстранил ее. В описании этих чудищ говорилось, что они нас не тронут, если мы не будем их трогать. «Уйдите с дороги», — сказал я своим. «Пусть они пройдут». Мы прижались к стене, пропуская монстров. Монго сердито вскрикнул, но Пончик шипением велела ему вести себя хорошо. Два гуля даже не взглянули на нас, когда проходили по вагону. «В одном из передних вагонов наверняка все вверх дном», — сказал Вернон. «Я должен сам посмотреть». «Послушай, Вернон», — задержала его Пончик, «у нас есть несколько вопросов, касающихся этого поезда. Я надеюсь, ты сможешь на них ответить?» «Конечно, Ваше Величество», — отозвался Дварф. «Чем я могу вам помочь?» Я заговорил вместо Пончика. «Вы не ответили, когда я вас спрашивал. Этот поезд ходит по кругу, верно? Куда он направляется после конечной станции? Сворачивает на другую линию?» «Все обязаны выйти на конечной станции. На станции 435», — сказал кондуктор. «На ней линия кончается». «Это я знаю», — сказал я. «Что же происходит дальше?» Вернон вдруг почему-то крайне встревожился. «Не могу сказать». «Не можете сказать? Или отказываетесь?» «Поймите, вам придется сойти на 435-й. На самом деле, вам надо сходить на 433-й. Там большой пересадочный узел. Станция номер 434 не функционирует, а 435 — конец линии». Пончик решила прийти мне на помощь. «Вернон, почему ты уходишь от вопроса Карла?» Мне показалось, что он захотел сбежать. Но он удержался, обошел стойку и извлек предмет, похожий на флягу с самогоном. Я бросил взгляд на сосуд. Да, это был обычный самогон, но более дорогой, повышающий градус. Вернон торопливо сделал глоток прямо из фляги и вздохнул. «Виноват, Ваше Величество. До меня доходят только слухи. По правде говоря, я толком не помню. Мы приезжаем на станцию 435, а потом у меня все туманится, и вдруг я стою на платформе станции 10, а это уже депо. Я забираюсь в поезд, и все начинается снова. Я даже не знаю, сколько времени прошло». Я хмыкнул. «Что-то тут не от мира сего». «Так и есть», — подтвердил Вернон. «Я иногда разговариваю с приятелями в депо. Никто не знает. У всех одно и то же. И так всегда было». Я вспомнил схему линии Кошмарного экспресса. Там, за один пролет до конца линии, находилась станция 436. Вы упомянули о слухах. Что это за слухи? «Говорят кое-что», — ответил кондуктор. «Некоторые думают, что мы во временной петле. Как по мне, они правы, но только частью». «Что вы имеете в виду?» Вернон показал на длинный шрам, тянувшийся вдоль его руки. «Я уже давненько вот это заработал. Мозговая амеба». Одноклеточный паразит Неглерия фаулера иногда называют амебой, пожирающей мозг, так как она вызывает смерть при попадании именно в мозг. Со станции 354. Станция Чупакабра. Персонаж латиноамериканских легенд второй половины 20 века. Двуногое или четвероногое существо, похожее на собаку или койота, высасывает кровь у скота. Обычно я там не выхожу, если они есть, но однажды дал маху, и они меня наградили. Кровь хлестала, дай Боже. Если бы тут была временная петля, я был бы опять здоров, как только вернулся бы в депо. А я не выздоровел. Если я проголодаюсь к концу маршрута, то бываю все еще голодным, когда путь начинает снова. Да и пассажиры не всегда одни и те же. Так что время течет правильно. Вроде как. Он постучал по бутыли с самогоном.
Но вот какая дьявольская штука. Временная петля. Это сам поезд. Я могу вылить это пойло на пол. А завтра примерно к этому времени оно вернется на полку. То есть вы выключаетесь, транспортируетесь на станцию, а поезд как бы заводится заново. А остальные члены бригады, эти вот зомби, машинист, ну, все, кто есть. Когда я возвращаюсь на станцию, то есть только я и носильщики, гули всякий раз разные. Они заходят на станции 12. 12-я – это одна из тех станций, на которых есть лестницы, ведущие вниз. А машинист? Вернон пожал плечами. Один парень. Может быть, он выходит в то же время, что и я, но точно я не знаю. Он всегда уже в поезде, когда я появляюсь. А иногда бывает другой. Поэтому я знаю, что машинист тоже не находится в петле. Это как-то вовсе странно, заметила Катя. Машинист дварф, как и вы? Он не дварф, сказал Вернон. Я, собственно, ни одного из них не видел. Думаю, что человек, судя по голосу. Перед каждой новой поездкой я отключаю громкоговоритель в этой кабине, чтобы не слышать его голос. Человеческие голоса впиваются мне в мозг, как шипы. А то я не знала, фыркнула Пончик. Еще кое-что есть. В смысле, насчет поезда. Вернон засунул руку в карман сюртука и достал толстую пачку бумаг. Разложил листы на барной стойке. Я приблизился на шаг. Верхний лист представлял рисунок дварфа женского пола. «Это моя жена», — пояснил Вернон. «Я заказал ее портрет перед тем, как получил эту работу. Повесил его над кроватью в своем купе. Однажды я сунул его в карман. И вот что из этого вышло». Он указал на стопу листов. На следующем листе был тот же рисунок. И на всех остальных. Несколько десятков. Каждый раз перед поездкой я кладу рисунок в карман. Он там лежит, когда поезд отправляется. А начальный остается над моей кроватью. Так выходит только с теми вещами, которые были в поезде в мой первый день. И вот это тоже. Он достал из другого кармана мешочек и высыпал на стойку золотые монеты. Когда я начинал, у меня было 10 золотых. Монеты лежали на тумбочке. «Почему вы не уходите?» – спросил я. «Почему не отправляетесь домой, когда возвращаетесь на станцию 10?» Он пожал плечами. «Я не в ловушке. Некоторые ребята из депо уходят, идут домой. Я не ухожу, потому что знаю, стоит какой-нибудь гниде прознать про мои 10 золотых, как она найдет способ пробраться в поезд. Не, черта лысого, какой-нибудь вонючий дварф получит мое магическое золото. На него найдется план соблазнения». Название японского эротического романа манги. Он указал на портрет жены. «За каждую поездку я получаю как за 10. Это из-за временной петли. А в итоге попаду домой к жене». Он принялся собирать золотые монеты со стойки. «Когда-нибудь у вас найдется более ценная карта», — поинтересовался я. «Допустим, схема всей железнодорожной сети». Кондуктор издал смешок. «Схема всего клубка? Я думаю, такой на всем свете нет». Я почувствовал, что поезд замедляет ход, и услышал приглушенное объявление. Мы приближались к станции 85. Вернон вскинул голову. «Монстры тут выходят. Следующий перегон не такой дрянной. На 86-й и 87-й появятся трясоглавцы. С виду они одинаковые, но воюют друг с другом. Станция 88. Моффман. Моффмен. Человек-мотылек. Существо, якобы обитавшее в Пойнт-Плезант, штат Западная Виргиния, в 1960-х годах. Там будут несколько штук драных экстази. На вид они страхолюдины, но медлительные. Потом 89-я, пересадочная станция, с желтой линией на Индиго. «Индиго?» – встрепенулась Катя. «Дочери там». И прежде чем я успел найти предлог, чтобы уйти от темы, добавила. «Неважно, они сейчас на линии зимнего неба». Цвет хамелеон, то есть изменяющие оттенки в зависимости от угла зрения. Бледно-голубой, перетекающий в фиолетовый. «Я такой не знаю», — сказал Вернон. «Цветов много». «А сколько всего?»
— полюбопытствовал я. Он пожал плечами. Говорят, их 1000. Я в этом не разбираюсь. Просто их очень много. Монстры всегда выходят через каждые 5 станций. Да. Почему так, не знаю. И они всегда из-за этого возбуждаются. Этот тип оказался неоценимым источником информации. Я понимал, что мы бы не вытянули из него так много, если бы не Пончик с ее всесокрушающим очарованием. И я продолжал расспрашивать. Бывает так, что монстры пропускают станцию и едут дальше. Он кивнул. Несколько раз я сам такое видел. Если какая-то зверюга пропустит станцию, то она выйдет на следующий, если сумеет. В таких случаях всегда поднимается паника. Один Козлео со станции 212 попробовал оседлать петлю, доехал до конца линии. То был единственный раз, когда в поезде что-то оставалось. «Значит, этому мобу удалось остаться в поезде?» – переспросил я. «И он был еще там, когда вы возвратились?» «Что-то вроде этого», – вздохнул Вернон. «В поезде остался его скелет. Ни шкуры, ни крови, ни волос. Что-то после 435-й станции убило его. Да еще как убило». «Как вы поддерживаете связь с машинистом?» – поинтересовался я. Дварф помотал головой. «Не поддерживаю. У меня в отсеке есть рожок, но он не действует. Машинист не реагирует». «И вы никогда не заходили к нему, чтобы поговорить?» «Не-не, там заперто крепче, чем в задницах у эльфов. Чтобы туда попасть, нужен ключ машиниста. Он выходит когда-нибудь?» «Я такого не видел. И двигатель локомотива изнутри тоже не видел». «Как же нам до него добраться, чтобы сойти?» — спросила Катя. «Я только однажды слышала о том, как машинист выходил из поезда», — сказал Вернон. «Это случилось при совершенно необычных обстоятельствах». «Что за обстоятельства?» «Сход с рельсов». Мы проговорили с Верноном еще час, а поезд тем временем мчался по маршруту. Мы спросили про 10-й вагон, вагон носильщиков, и в ответ получили только «они чокнутые». Мы также спросили, что собой представляют бесцветные поезда, такие как «Кошмарный экспресс». Но об этом предмете наш собеседник знал немного. Однако кое-что интересное он нам сообщил. На любой цветной линии, в любой конкретный момент, находятся сотни поездов. Но, по его мнению, большой поезд на одну линию есть только один. Вернон почти ничего не знал о других линиях и поездах других систем. Пути любого поезда не пересекаются с путями других поездов. Железнодорожные ветки, как автомагистрали. Туннели располагаются один над другим или под другим. Я осведомился, существует ли способ пересекать пути по служебным туннелям, по пешеходным переходам. Наш информатор только рассмеялся. На каждой 5-й станции поезд полностью очищался от монстров до следующей станции. Мы с Пончиком и Монго решили отправиться на обследование вагона носильщиков после станции 115. Мы уже миновали целый ряд пересадочных станций, но времени стоянки нам не хватило бы на переход в 10-й вагон. По словам Вернона, если монстры узнают, что мы попали в 10-й или в 15-й, то непременно ворвутся как в один, так и в другой. При этом он уверял, что монстры никогда не нападут на его 5-й вагон. Впрочем, когда он говорил, я видел, что сам он в своих словах не уверен. Промежутки между станциями были самыми разными. Бывало, что станции за окнами мелькали через каждую минуту или две. И вдруг это мельтешение сменялось 20-минутным перегоном. Выяснилось, что переезд от станции 11 до 435 занимает аж 3 суток, что не радовало никак. Первоначальный инстинкт подсказывал мне, что нам следовало держаться как можно ближе к колодцам. Но я начинал подозревать, что это будет нам доступно только после того, как мы доедем до конца линии. А в нашем распоряжении было всего 9 дней. Благоприятное соображение. Если линия Кошмарного экспресса действительно только одна, то этот поезд проходил свою большую 8 всего за 1,5 часа. Следовательно, мы достаточно быстро окажемся там, откуда выехали, если сочтем нужным вернуться. Мы оставили Катю в обществе кондуктора.
Он принялся излагать ей все, что знал о каждой станции. Он знал, на каких станциях возможны пересадки, какие линии каких цветов пересекаются на пересадочных узлах. Катя, в свою очередь, передавала информацию Мордекаю, а тот ворчал и жаловался на то, что ему приходится быть нашим секретарем. Но от своих обязанностей он не отлынивал. В нашем распоряжении имелось 10 минут на обследование вагона носильщиков. На станции 116 объявились монстры, которых Вернон назвал корнетами. Их методом была слуховая атака. «Сейчас нужно одним заняться – найти босса местности и убить его», высказалась Пончик, когда мы заглянули в окна 6-го вагона. Он был пуст. И затрусили к следующему. «У боссов должны быть карты, и я уверена, чем выше босс, тем больше его карта». Пончик была права. Как только мы завершим обследование поезда, то высадимся в какой-нибудь без пересадочных точек и постараемся найти босса. Если не получится, то отправимся на одну из 5 загадочных станций и изучим местность там. Пока мы шли вдоль поезда, я окликнул Пончика. «Эгей, тебе Катя что-нибудь говорила насчет Хеклы?» «Ты о чем?» — не поняла кошка. «Я попросила Катю передать Хекле кое-что от меня. Хекла на ять исполняет удар ниндзя и тут же засаживает в рожу из арбалета. С криком «Кия!» кошка на моем плече продемонстрировала удар задней лапой из арсенала карате. Я хотела узнать, как называется такой удар, ведь он потрясающий. Катя спросила, и Хекла ответила, что теперь он называется «удар Пончика». Что надо, а? Будь, пожалуйста, осторожна. Хорошо? — попросил я. «Делиться сведениями о поездах — это правильно, но не давай другим обходчикам слишком много информации о нас самих, а главное — о нашем местоположении». «А что такого?» Я замялся, потому что не хотел открывать истинных причин своих сомнений. «Пончик, за наши головы теперь назначены награды, так что надо вести себя осторожно, даже с Хеклой». Пончик посмотрела на меня так, как будто была готова спорить, но так ничего и не сказала. На 10-м вагоне тоже имелась надпись «Только для носильщиков. Нужны услуги? Стучите». Я дернул скользящую дверь, но она была заперта. Не магическим запором, как головной вагон. Здесь замок вроде бы был хлипкий, и я понимал, что при необходимости смогу его сломать. «Вышибаем или стучим?» — спросил я. «К чему грубость? Стучи!» — распорядилась Пончик. Я постучал. Через полсекунды верхняя секция двери поползла вверх, и я поразился так, что едва не брякнулся на спину. На меня смотрело лучезарное лицо неигрового персонажа. Вы обнаружили хранилище наград желтой линии. На одного обходчика на одну линию приходится только один приз. Пончик радостно ахнула. В последнем хранилище наград, которое мы посетили, нам достался Монго. Огромное луноподобное лицо улыбалось кошке, сидевшей на моем плече. Он напоминал мне дворецкого Ларча из семейки Адамсов. Вымышленные персонажи, созданные карикатуристом Чарльзом Адамсом 1912-1988 в 1938 году для серии комиксов журнала «Нью-Йоркер». На основе этих комиксов неоднократно ставились художественные и мультипликационные фильмы. Но его лицо было шире, белее, а волосы были как будто сделаны из высохшего мха. Он был одет в уже знакомую мне униформу. Надпись на его шляпе гласила «Носильщик». Пьер Хвататель. Носильщик желтой линии. Уровень 25. Мирный неигровой персонаж. Хвататель – ваш повседневный великан местного значения. Много веков назад эльфы раскусили, насколько податливы эти великаны, и тут же зашевелились, захватили и подчинили себе эту расу. Одна беда с холмовыми великанами. Очень слабые великаны из компьютерных игр. Они чудовищно большие и слишком неуклюжи, чтобы суметь хотя бы накрыть на стол. Тогда была введена в действие система выведения породы.
холмовых великанов стали скрещивать с почти столь же покладистыми растительными огридами. Хагрид – персонаж из фантастического мира Гарри Поттера. Их потомство уже было лишено всех черт, кроме крайнего раболепия. Дальше этих полукровок скрещивались с крупными людьми. Так и была создана рабская раса, известная как хвататели. Во Вселенной часто встречаются слуги-хвататели, но над ними нужен надзор. Если надолго предоставить их самим себе, они ополоумеют. «Чем я могу вам помочь?» – тягуче проскрипел носильщик Пьер. «Где наш приз?» – пошла напролом Пончик, еще прежде, чем я успел сообразить, о чем уместно просить. Не этого я ожидал. За плечом Пьера я мог рассмотреть массу полок. На всех полках стояли груды, настоящие груды чемоданов. А в дальнем конце вагона стоял второй носильщик-хвататель. Он прислонился к двери, ведущей в вагон номер 11. У нас оставалось всего 5 минут до прибытия на следующую станцию. Номер вашего чемодана. Вам нужно выбрать число от 1 до 200. Попытка только одна. Мой чемодан номер 8, объявил Апончик. Радостное возбуждение уже распирало ее. А моя подруга Катя говорит, что у нее номер 12. Ваша подруга может зайти и забрать свой чемодан, сказал носильщик и повернулся ко мне. А у вас какой номер? Номер 1. Очень хорошо. Он отвернулся, прошелся вдоль полок и вернулся с 2 чемоданами. Чемодан номер 1 оказался черной сумкой на колесиках, а Пончиков 8. Большая желтая махина с нарисованными на ней цветами, как было модно в 1960-х. Совсем как в шоу «Сделка» или «Сделки нет». Международное игровое шоу, разработанное в Нидерландах, а также одноименный американский сериал. Проворчал Апончик. Нам надо вернуться на красную линию и получить призы еще и за этот поезд. Прошу вас, хорошего вам дня, сказал носильщик. Я принял у него 1 чемодан, затем 2. Половинка окна закрылась, и мы остались одни у трапа. Я хотел было отправить багаж в свой инвентарь, но получил сообщение об ошибке. Призовые чемоданы необходимо открыть. Они могут быть отправлены в ваш инвентарь только после этой процедуры. «Немедленно открываем», — скомандовал Апончик. Я ухватил по чемодану в каждую руку. «Не здесь. Возвращаемся. Нужно торопиться». И мы побежали трусцой к 5-му вагону. Я хотел добраться до отсека кондуктора, не дав монстрам с соседней станции заметить нас. И мы успели. Мы вошли, и Катя с Верноном нетерпеливо посмотрели на нас. Вернон покачал головой. Эти полуумные хвататели вечно путают багаж. Сейчас мы вернемся туда и заберем чемодан Кати, пообещал Апончик. Я бросил свой чемодан на стойку, рядом с самогонной флягой. Да, это не то, что лутбокс, который открывается магическим способом. Тут мне пришлось расстегивать молнию. Я обвел замочек вдоль периметра, раскрыл крышку и заглянул внутрь. «Что там? Что там?» — рвалось у Пончика. Я засунул руку в чемодан и вытянул красный лифчик. Весь чемодан был набит женским бельем, туфлями на каблуках. Еще там были брошюрки, рассказывающие о том, где лучше провести свободное время в Делавере. Это чужой чемодан, сделал я вывод. Не настоящий приз. Погоди-ка, а это что? Пончик показывала на вспучившийся кармашек. Я раскрыл его и обнаружил 3 зелья. 2 зелья маны и 1 какое-то новое. Зелье невидимости. Угадайте, для чего оно? «Черт же такой!» — выкрикнул я. Теперь мне было позволено отправить добычу в инвентарь, в том числе и сам чемодан и тряпки. Я ощутил, что поезд опять замедляет ход. Приближалась станция 116. Прозвучало объявление, но я его толком не услышал. Кажется, то была станция Банши. «Теперь мой! Теперь мой!» Пончик подпрыгивала у меня на плече.
я выложил на стойку ее чемодан. Катя и Вернон прервали свой диспут и следили за тем, как я расстегиваю молнию. «Ты уверен, что тебе это надо, павлин?» Уведомления в таком стиле я еще не встречал. Оно поразило меня настолько, что я довел замочек молнии до конца и отступил на шаг. Лишь позже я понял, что в ту секунду в первый раз активировался мой навык поиска ловушек. А тогда я не имел представления, что же случилось. Но тут я обратил внимание на чемодан. Я успел расстегнуть его всего-то на пару дюймов, но этого хватило. Из отверстия прыснули красные огненные муравьи. Один из самых опасных в природе видов муравьев. Они рассыпались по стойке и волной хлынули на нас. Портреты жены Вернона лежали там же, на этой барной стойке, и листы бумаги мгновенно воспламенились. Несомненные огненные муравьи. Уровень 1. Это ловушечные монстры. Такие же, как обычные огненные муравьи, но более отчаянные. К тому же они ненавидят вас и желают вашей смерти. И они умеют добиваться исполнения своих желаний. Они лезли и лезли наружу, перли и перли из чемодана, который уже взорвался, разбросав в стороны языки огня. В описании верно говорилось, как обычные муравьи, только горящие. Внезапно оказалось, что их уже тысячи, больше, чем могло бы поместиться в чемодане. Перемещались они быстро. Мы все отскочили, когда на нас накатила волна насекомых и в долю секунды накрыла барную стойку. Пламя вспыхивало в любом месте, куда попадал муравей. Черный дым разливался по вагону. Бутыль с самогоном, ставшая центром пламени, мигнула, и над ней возникла надпись «Взрыв неизбежен». И мелькающие цифры стремительно помчались к нулю. «Гнида!» — закричал я. «Бежим!» «Я горю! Помогите! Я в огне!» — закричала, завизжала в панике Пончик. Я сбросил ее с плеча и сбил огонь с ее хвоста. При этом получил ожог ладони. На нее взобрались два муравья-крохи. Я раздавил их пальцами. «Вперед!» — прокричал я, показывая на дверь. Муравьи лезли на нас. Индикатор здоровья Кати упал резче, чем я мог ожидать. Мы не движемся. Поезд стоит на станции. Катин бонусный импульс не действует. Монго, поднимавшийся на лапы, весь светился. Пончик запустила в него лечение питомца. Он пискнул от страха, и мы все бросились к двери. Вернон кричал. Я обернулся и увидел, как его окутала волна пламени. И его просто не стало. Муравьи в необразимых количествах вспухали, вползали на стены, сыпались на пол. Одна за другой гулко взрывались бутылки на полках. Мы ворвались в вагон номер 4. В нашу сторону повернулись 3 высоких монстра жуткого вида. Лишенные шкуры и глаз, двуногие зайчища размером с человека. Монстры, только что забравшиеся в вагон на станции Банши. Двери вагона еще оставались открытыми, но могли съехаться в любое мгновение. «Бежим на платформу!» – проорал я, продолжая сжимать Пончика, чтобы сбить на ней огонь. Первая дверь была совсем рядом, и я выпрыгнул в нее, надеясь, что остальные успеют последовать за мной. Монго и Катя прыгнули, когда дверь уже начала закрываться. Платформа была пустынна. Все кроликообразные монстры, корнеты, заполонили поезд. 3 монстра из 4-го вагона повернули безглазые физиономии в нашу сторону. Но поезд уже тронулся. В ужасе мы наблюдали, как всех их, одного, другого, третьего, накрывали волны огня. Мы стояли на платформе и молчали. Поезд набрал ход и скрылся в туннеле. Грохот его колес затих, а в моей голове все еще отдавались эхом ужасающие последние вопли вверх. Глава 6. Станция Банши. Желтая линия. На этой платформе, в отличие от предыдущей, выходов было достаточно. Как только поезд отошел, появились новые красные точки. Они группировались вокруг платформы. Монстры уже поджидали поезд, который должен был подойти минут через 10. «Посмотрю-ка я карту всего района», — предложила Катя. «Тут не очень много.
Масса запутанных туннелей, 4 больших зала. Один на первом этаже похож на жилище босса. Еще вижу пару туалетов. Не такие, как в поездах. Бррр. Вот этот туннель. Пончик указал на тот, что находился у конца платформы. Я в нем не вижу монстра вообще. Мы потрусили к переходу, который, собственно, представлял собой не более чем высеченный в скале коридор. С потолка капала вода. Пончик активировала свой факел. Мы выждали минуту, переводя дыхание. За нашими спинами платформу уже заполняли ободранные кролики. Я слышал их даже стоя за углом. От них исходил невразумительный гул. «Там этих корнетов до такой матери», — произнес я. «Если монстры забираются в каждый поезд, а поезда приходят раз в 10 минут, если так делается круглые сутки, значит поток тут неисчерпаемый». «Станция большая, но не такая уж огромная», — возразила мне Катя. «Ну, значит, они каким-то образом возвращаются после того, как сходят на станции 120. Или система их как-то воспроизводит. Мне вспомнились пестрые личинки со 2-го этажа. Они просто возникали по мере надобности. Но Мордекай говорил, что это происходило исключительно при участии мобов-санитаров. А число других мобов, как правило, было ограниченным. Когда их убивали, они не самовоспроизводились. «Бедняга Вернон», — вздохнула Катя. «Ужас-то какой! А он копил деньги на новый дом для жены». «Ну да, этих горячих жуков в моей награде», — бросила Пончик. «Нечестно же». «Нет тут никакой жены», — вмешался я. «И награды никакой не было. Муравьи, Пончик, вот твоя награда. Я думаю, с этой минуты нам стоит еще внимательнее следить за всем, что происходит вокруг. Я должен понять, как мне отладить свой навык поиска ловушек. Ведь этот навык предупредил меня, но слишком поздно. Педикюрный баф добавляет мне несколько секунд в тех случаях, когда ловушка реагирует на ногу. Но есть, безусловно, и ловушки других видов. «Что означает «нет никакой жены»?» — спросила Катя. «Что же он, лгал?» «Нет», — сказал я, — «он сам верит, то есть верил, что у него есть жена. Всего один день, как открыт этот этаж. Раньше Вернон был, наверное, просто дварфом и занимался чем-то другим. Не знаю я тему 4-го этажа, но она разворачивается в последний раз. Когда этажи создаются, неигровые персонажи снабжаются искусственными воспоминаниями. Все происходящее входит в сценарий. Может быть, весь этот этаж отдан поездам. Вернон сказал, что может отправиться домой. Но куда? Нет никакого дома. И жены нет. Самое скверное, что это не компьютерные программы. Это настоящие, живые существа. И они искренне считают этот мир реальным. «Я никогда не смотрела с этой стороны», — призналась Катя. «Это... оно страшно». Я кивнул. «Это так же скверно, как то, что сделали с нами». «Так какой у нас план?» — вмешалась Пончик. Не покидая моего плеча, она вытянула лапу и дотронулась до стены пещеры. И отдернула перепачканную лапу. Отвратительное место. Я на мгновение задумался. Раз уж мы здесь, нужно ударить по логову босса. Может быть, мы сможем понять, с чего монстры вечно лезут в поезд. Их, как и неигровых, можно создавать, наделять историями жизни, выпускать на свободу. Но они не роботы. Если они садятся в поезда и выходят на платформы, должна быть какая-то причина. Чем больше мы будем знать об этом месте, тем лучше шансы, что мы поймем, как их вытравлять. Прежде всего, нам необходимо было определить, с чем мы столкнулись на этой станции. Я поручил Пончику разыскать туннель с одним корнетом, с которым можно будет схватиться. Предположительно, корнеты способны наносить слуховые удары. Следовало выяснить, что это означало. Монстры беспрерывно выползали на платформу из каких-то глубоких слоев. Новообретенная способность Пончика видеть мобов на карте работала бесперебойно, но дальности действия ей не хватало. Мне хотелось как-то соединить более крупную карту Кати
со способностью Пончика видеть монстров на больших расстояниях и моим умением объединять ловушки в одном интерфейсе. «Вот здесь один-одинешенек движется по туннелю», — доложила Пончик. Мы ринулись монстру навстречу. «Зев! Привет, ребята! От вас тишина, я вас лишена!» Пончик. «Привет, Зев!» Зев. «Я знаю, что вы заняты, но захотела проверить. Я продолжаю работать над вашим появлением на средних этажах. Многое будет зависеть от того, как будет продвигаться вопрос со спонсорской поддержкой. Возникло одно тонкое место. Это касается и 2 фанатских ящиков, которые вам направлены. Пончик. Ты видела, что мы вошли в первую десятку? Зев. Видела, конечно. В сущности, я хотела снять вопрос как можно скорее. Карл. Давайте снимем. Зев. Это касается Кати. Я замер посреди прохода и сделал знак, чтобы остальные тоже остановились. «Что такое?» — спросила Катя. «Погодите минутку», — попросил я. «Мы обсуждаем одну проблему с нашим представителем по связям». «Прямо сейчас?» Теперь и я видел на карте точку монстра, как раз за углом, в самой середине туннеля. Я слышал невнятное гудение монстра, но к нему примешивался еще какой-то звук. Клинк, клинк, клинк. Я не мог сообразить, что это было. Пончик. Так что с Катей? Зев. Она скучная. Народ не любит ее. Одета пожаловалась на ее бледный вид на интервью. И в туннеле полно таких, кто хочет, чтобы она пропала, и вы опять остались вдвоем. Вам нужно или отказаться от нее, или сделать ее интереснее. Может быть, сделать ей мохок? Я пока не имею права обращаться к ней непосредственно, но могу поговорить с ней с глазу на глаз после интервью, если вы согласитесь. Карл. Черт вас возьми, вы смеетесь надо мной. Пончик. Может, более сексуальный вид ее выручит? Или если она увеличит грудь, как одета? Зев. В общем, вы должны что-то предпринять. Неразумно же вводить нового участника, если она исчезнет. Это будет как с вводом Эйприл в девочек Гилмор. Эйприл Нардини, одна из героинь комедийно-драматического сериала Gilmore Girls, 2000, 2007 и с 2016, появившаяся в сюжете в 2005 году. Только хуже. Пончик. Ох, нет, я и помогу. Карл. Катя преподаватель изобразительного искусства, а не дрессированный пудель. Если она кому-то не по вкусу, пусть эти кто-то подавятся. Зев. Если она не нравится зрителям, то они перестанут смотреть. Если они перестанут смотреть, то у вас будет меньше просмотров. Если у вас будет меньше просмотров, то меньше будет и призов из фанатских ящиков и от спонсоров. А вы пока только начинаете получать фанатские и спонсорские призы. Карл. Она скромная, и она так же подавлена, как и мы. Нельзя требовать от человека, чтобы он настолько изменял свою природу. Пончик. Можно требовать. Гляди, ты должна вырастить мохок, заявила Пончик Кате. А еще, может быть, обзавестись хлестким лозунгом. В случае Карла это отлично сработало. Мать твою, Пончик! Я пробормотал эту фразу и тут же пожалел, что она сорвалась у меня с языка. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Катя. Она тронула рукой свои светлые волосы. Она уже научилась обращаться с ними так, чтобы они выглядели более натуральными. Раньше они были чересчур жесткими, почти как у куклы. Ее лицо тоже сделалось более естественным. Она уже не напоминала внешне жертву пожара, а скорее заставляла подумать об избытке пластической хирургии, вроде матери Беа. Она ничего не имеет в виду, отрезал я. Сейчас это значение не имеет. Карл, это важно. Она не должна уходить от разговоров только потому, что они ей неудобны. Зев считает, что если ты решила держаться с нами, то тебе нужно быть более жизнерадостной. «Жизнерадостной?» – переспросила Катя. «Она говорит, что я скучная?» «Нет», – соврала Пончик. «Просто она считает, что у тебя будет больше последователей,
если ты дашь зрителям что-то этакое, за что они зацепятся. Ничего плохого в этом нет. Но людям требуется знать, кто ты есть. У их представления о тебе должны быть корни. У меня никогда не бывало больше просмотров. Сейчас у меня почти 10 миллиардов последователей. А был почти 0 до того, как я присоединилась к вам. Это очень важное достижение, принялась уверять ее Пончик. Поверь мне, важное, но для новичка. Вот у меня почти 700 триллионов. Я вздохнул. Что ж, Пончик хотя бы дипломатично. Послушайте, сейчас не время, а, мать твою? Кролик-монстр, должно быть, услышал наш разговор и двинулся в нашу сторону. Монго зарычал. Ладно, отложим эту тему. Стойка 2. Туннель был достаточно широк для того, чтобы мы могли выстроиться в ряд. Стойка 2 была аналогична первой, только я находился в середине шеренги. Пончик оставалась на моем плече, но она должна была спрыгнуть, когда мы сблизимся с монстром. Монго, я и Катя выступим единым фронтом. Пончик останется в арьергарде. Монго расположился слева от меня. Катя заняла позицию прикрывающего справа. Высокая фигура обогнула угол. Она двигалась на 2 ногах, при этом горбилась. Красное, лишенное кожи тело, казалось мокрым. Кроличьи уши были нелепо длинными, настолько, что касались потолка. Глаз у существа не было, только широкий зубастый рот. Исходивший от тела гул усиливался. «Иисусе!» — произнес я. На этого зверя было тяжело смотреть. У него были руки, причем с пальцами, напоминавшими человеческие. Он держал пустой сосуд для зелий, который вдруг выпал из его рук и звякнул о пол. «Он принял зелье», — предупредил я. «Внимание!» Красный корнет. Уровень 21. Ну, а что вы ожидали увидеть в опере? Счастливый конец? Корнеты – это разновидность более распространенных лепусов. А полуразумные лепусы – одни из самых многочисленных существ в известной вселенной. В ранние годы расширения империи черепов воеводе системы пришлось по вкусу блюда под названием лепус хазенпфеффер. Лепус, заяц, латышский. Хазенпфеффер, буквально заячий перец, немецкий. Карточная игра. Из-за которого все лепусы на той планете были почти полностью истреблены охотниками. Горстка преследуемых нашла убежище в просторных, не знающих света пещерах планеты и вымерла в течение нескольких тысяч лет. Видоизменившиеся лепусы утратили глаза, зато развили рудиментарную способность к эхолокации, которая служит им в их эффективных набегах. Обычно они живут без шкур. Мы добавили эту деталь, потому что она делает их такими страшными, что вы можете навалить в штаны. Пончик пощекотало существо 2 ракетами, отчего оно перекувыркнулось. Кролик завопил, и его гул сделался еще громче. Животное прокинулось на спину, почти замертво. Оба его уха выпрямились на земле, на меня внезапно накатила тошнота. В глазах уже двоилось, в ушах звенело. Я резко опустился на колени, сам не зная зачем. Я не мог пошевелиться и выблевал съеденные гамбургер и картошку фри чуть ли не на собственный живот. Вы признаны брезгливцем? Через секунду скверное самочувствие отступило. Я застонал, посмотрел вверх. Корнет был мертв. Монго забрался на него сверху и рвал на куски. Пончику и Кате тоже было нехорошо. Монго, по всей видимости, не пострадал. Я застонал снова, словно счел стон самой правильной реакцией на внезапную и очень сильную дурноту. Я откатился в сторону от рвотной лужи, посмотрел на динозавра, который с удовольствием пожирал розовое мясо гадины. Кролик выронил несколько золотых монет и ничего больше. Довольный едой, Монго хрипел. «Почему это тебе хорошо, когда всем нам плохо?» – пробормотал я. «Иисусе, как же тяжело подниматься!» «Карл, Мордекай, мы сразились с двуногими кроликами, и нас от этого тошнит.
Дебаф называется брезгливость. Как нам справиться? Мордекай. Так обычно и бывает при слуховой атаке. Затычки в ушах не помогают. Я могу переслать вам зелье. Оно нейтрализует реакцию, но сразу же вам лучше не станет. Монго и Пончику тоже плохо. Я взглянул на кошку. По ее морде текла рвота. Она торопливо лизала лапу и чистилась ею. Карл. Пончику да, Монго нет. Мордекай. Понятно. Честное слово, я не знаю, как эти атаки действуют. Они не магической природы. Это физическое воздействие. Оно влияет только на определенные организмы. Хорошо хотя бы, что твое тело быстро вырабатывает естественную устойчивость перед ударами этого рода. Они – явление реальное. Они существуют вне подземелья. Служат для того, чтобы лишать жертвы сил. Мой совет – продолжайте бить как можно меньшая группа этих дряней, и их атаки рано или поздно перестанут на вас действовать. Возможно, вы получите извещение о навыке «брезгливое сопротивление» или что-нибудь в этом роде. «Угу», – проговорил я, – «не выйдет у нас». Катя подняла сосуд для зелий, который бросил монстр, и спросила, «А с этим что делать?» «Выкиньте здесь», – предложил я. Это не был обычный сосуд для зелий. Те обычно испарялись, как дымок. Но форма и размеры у этого были такие же. И чуть-чуть золотистой жидкости на дне, меньше, чем полкапли. Я перевернул сосуд, и жидкость не вытекла, как будто это был мед. Использованный сосуд. Я знал, что если поднесу эту жидкость ближе к горлышку бутылки, то, возможно, заставлю систему показать мне описание. Я отправил сосуд в инвентарь и тут же вынул. Ничего. Я постучал им о каменную стену, чтобы жидкость, может быть, вылилась. Клинк. Этот самый звук я уже слышал. И понял, что этот красный корнет пытался сделать то же самое. Вот дьявольщина. Тут мне не в шутку захотелось узнать, что это за вещество. Я ударил сосудом о стену с достаточной силой, чтобы он разбился. Трах! Разбившись, он моментально улетучился, как это всегда происходило с зельями. Никаких следов жидкости не осталось. «Проклятие!» — сказал я. Следующие несколько часов ушли на отработку навыка «брезгливое сопротивление». И все это время мы пробирались к комнате босса, находившейся в дальней части системы туннелей. Монго добрался до 14 уровня, отчего подрос на 6 дюймов и удлинился на фут. Ему оставалось подняться еще на 1 уровень, чтобы набрать взрослые размеры. Катя дошла до 22-го. Мы с Пончиком были на грани такого же успеха, но росли медленно, так как убивать приходилось только монстров низших уровней. Я также уделил время своему заброшенному страху, вызыванию огня и электроактивному заклинанию «Жахнем, бро» для моей рукавицы. Хотя до активного его применения так и не добрался. Пончик практиковала второй шанс, часовое утроение и свое новое заклинание «Дыра», которое пока что не приносило нам абсолютно никакой пользы, но проделывала в стенах круглые и недолговечные ямки глубиной в дюйм. Прямого воздействия на мобов оно не оказывало. Монго классно наловчился убивать мобов самостоятельно, хотя его уровень был намного ниже. Корнеты реагировали медленно, когда мы заставали их врасплох, сворачивая за угол, а когда им удавалось вовремя изготовиться к схватке, они, как правило, сразу переходили к атаке тошнотой. К тому времени, когда до них доходило, что на динозавра тошнота не действует, они уже лежали навзничь. И Монго рвал их почем зря. Если я бил их заклинанием «Страх», они обращались в бегство. Но велоцираптор оказывался проворнее. Что касается лута, эти монстры были по большей части пусты. Многие из них роняли разве что отдельные монеты. Иногда корнетское мясо, разрозненные органы, которые мы добавляли к оборудованию алхимического стола. Мордекай сказал как-то, что на первых этажах монстры обычно не оставляют лут непосредственно после себя. Достойные приобретения приходят в лут-боксах, а не на трупах мобов.
Ситуация изменится примерно с 6-го этажа, когда нам будут противостоять лучше экипированные противники. Мы одновременно получили уведомление о том, что приобрели устойчивость к дебафу «брезгливость» после того, как пострадали от него, наверное, в 10-й раз за час. К тому времени я давно уже выдал наружу последнюю каплю содержимого своего желудка. Передвижения красных корнетов были предсказуемы. Казалось, все они появлялись из секции туннеля, заканчивавшейся тупиком. Оттуда они переходили в просторные комнаты, из которых выходило такое же число их собратьев, направлявшихся на платформу. Пространство, которое мы считали возможной обителью босса, было отдельной зоной в другой стороне сети туннелей. Оно было больше прочих, и из него имелся только один выход, что меня нервировало. Способность Пончика видеть мобов на большом расстоянии, я уже прозвал эту способность монстровидением, выключалась в замкнутом пространстве. И от этого моя неуверенность усиливалась. Я подготовил несколько дымовых бомб и других взрывающихся устройств на случай, если нам придется поспешно бежать. «Идем сюда», — сказал я. Мы вошли в длинный переход, ведущий в заднюю комнату. Система пещер сменилась долгим проулком, проходившим между необработанными неровными бетонными блоками. Пол же был выложен гладким бетоном. Мы медленно приближались к большому залу. Корнетов мы не видели и не слышали. Большие металлические двойные двери напомнили мне о таких же, которые мы встречали в других частях подземелья, в первую очередь о входах в бойцовые ямы, арены гладиаторских боев и травли зверей в сериале «Игра престолов». Кобальдов. Эти двери были рассчитаны на то, чтобы в них проносили нечто очень крупное. Перед нами не было никаких табличек или других указателей на то, к чему мы, собственно, подходили. Это было необычно для владений боссов. Я приложил ухо к двери и ничего не услышал. Мне было страшно. Что если на нас что-то нападет, когда мы отодвинем дверь? Я приготовился к прыжку в сторону. Я почувствовал знакомую, осязаемую вибрацию. Взглянул вниз и увидел, к своему удивлению, прямо под своими ногами светящийся круг. «Назад! Назад!» – прошипел я и выпрыгнул из символа так, как будто невзначай ступил на раскаленную конфорку. «Что это за штука?» – спросил Пончик, с диким видом озираясь по сторонам. Ничего не произошло. Я всмотрелся в сверкающий круг, но не увидел никакой подсказки. Явление выглядело так, как будто предназначалось для какого-то сатанинского ритуала, в котором читается текст с кольца всевластия. Смотрите Дж.Р.Р. Толкин «Властелин колец». Внутри круга имелась непонятная надпись. Его кромка звенела, а в центре располагался большой треугольный символ, и этот треугольник пульсировал синим светом. Я спросил, что это за штука? С опаской я наклонился и поднес руку сверху к свету. Я боялся, что это ловушка. Однако ни одно из доступных мне предупреждений о ловушках не сработало. Таким образом, у меня не было вообще никакой информации. Круг появился только тогда, когда я посмотрел под ноги. «Какая штука?» — спросила Катя, тоже глядя вниз. «Вы ничего не видите?» «Карл, там ничего нет», — заверила меня Пончик. Я отправил Мордекаю сообщение, в котором описал символ. «Мордекай, это контрольный сигил». Символ, обладающий магической силой. Самый известный сигил — пентаграмма. Его можешь видеть только ты, благодаря твоему навыку «Уход в кусты». Обычно эти вещи используются во вторичных программах, таких как «Месть дочери». Но и создатели подземелья иногда к ним прибегают. Я мало что знаю об этих штуках. Знаю только, что их использование считается халтурным программированием, потому что их нетрудно взламывать. У сигилов бог знает сколько функций, чаще всего это контроль проходов. Они могут преграждать путь через знак мобам определенного типа. Отключать их и включать могут ведущие продюсеры, но не ИИ подземелья. Потому-то их все-таки используют.
Если сигел синий, значит символ включен. На тебя он не воздействует. Карл, у обходчиков есть возможности их создавать? Мордекай. Нет, только косвенно способствовать. Существуют сигелы другого типа. Они похожи на этот и действуют в целом так же. Но для этого типа магии тебе не собрать достаточно маны. Это было бы под силу Пончику. Мы решили, что выждем еще несколько минут, а затем все-таки войдем в зал. Когда мы раздвинули двери, перед нами открылось обширное складское помещение. Мы заскочили туда, держа оружие наготове. Красные точки не появлялись. Музыка босса не заиграла. Двери не закрылись за нами магическим образом. Я опустил кулак и осмотрел помещение. В нем почти ничего не было. В центре его стояло пустое ведро со стенками из металлических цепей. Оно было похоже на магазинную тележку, только размером с мусорный контейнер. Тележка вроде бы была совершенно новая, как будто она никогда не использовалась. Я сделал шаг к ней, чтобы рассмотреть поближе. Тележка из проволоки для клетки, на колесах. Наверное, в ней здорово скатываться с горки. «Что-то эта вещь не радует», — заметила Пончик. «Ну что, друзья?» Я указал на дальнюю стену, около которой стояли два устройства величиной с бульдозеры. Сначала я решил, что это просто ниши в стене, но над этими черно-серебристыми аппаратами колебался воздух, что доказывало, они излучают тепло. На первый взгляд они могли показаться бесформенными железяками, но приглядевшись, я различил четкие контуры. Эти предметы имели явственную форму. В детстве я немало играл с трансформерами, и поэтому немедленно понял, что оказалось передо мной. У глыб металла имелись руки и ноги. Два робота в сидячем положении выключенные. Они не были обозначены на карте никакими точками. На предыдущем этаже также выглядели пребывавшие в пассивном состоянии меченосцы. Тфарский облегченный промышленный автомат. Это устройство находится в спящем режиме. Такие малогабаритные промышленные рабочие лошадки используются для выполнения простых задач. Например, они вывозят из шахт вагонетки с рудой. Они не предназначены и обычно не применяются для атаки или защиты. Но кого мы обманываем? Как будто у вас есть шанс устоять, если им понадобится уничтожить вас. «Вот это малогабаритные?» – спросил я. Я начинал понимать, что попали мы не в логово босса. При этом я не имел понятия, куда мы попали. Не похоже было, чтобы корнеты пользовались этим помещением. Тогда для чего оно здесь? Сначала я решил, что контрольный сигел предназначается для этих двух роботов. Ведь они были единственными объектами в этом зале. Но я задумался, и мой собственный вывод показался мне бессмыслицей. Разве для механических целей нужны сигелы? Но если сигел не для них, тогда для кого? Я спросил, нет ли у Кати и Пончика соображений на этот счет. Может быть, эта комната не для того, чтобы в ней что-то хранить, а чтобы сюда ничто не попадало? Чтобы, скажем, не попадали корнеты? Может быть, отозвался я. Чудно это как-то. Мне все больше не по себе, призналась Катя. Я пообщалась с Хеклой и Ивой. Она тоже из дочерей, моя подруга из прошлого. Они сказали, что на своем участке нашли такую же комнату. И в ней то же самое. Два робота. Чудно, повторил я. Моя рука легла на проволочный каркас. Тележка легко покатилась. Сбоку в ней была дверца, расположенная так, чтобы в нее было удобно класть предметы. Мне стало интересно, смогу ли я поднять эту тележку. Я просунул пальцы в промежутки между проволочками. Тележка оказалась тяжелой и неуклюжей, но колеса сразу отделились от земли. Я убрал тележку в свой инвентарь. «Давайте взорвем роботов», — предложила Пончик. Глаза Кати округлились. «По-моему, это неудачно придумано». «Пончик, ты помнишь, как я сказала, что тебе надо прибавить жизнерадостности? Тебе придется со мной согласиться. И зрителям нравится,
когда Карл что-нибудь взрывает. По всей вероятности, аргумент не вдохновил Катю. Я был готов с ней согласиться. Но вдруг пришла одна мысль. Я оглянулся через плечо. Длинный бетонный коридор был как будто предназначен для передвижения роботов. Но дальше, в туннеле, им не пройти никак. «Послушайте-ка», — произнес я вслух, — «а давайте так и сделаем. Хотя бы для тренировки. И в научных целях». «Вы серьезно?» — изумилась Катя. Я рассмеялся. По правде говоря, мне нужно пополнить запасы материалов для верстака. Если поскрести этих малышей, у меня будет достаточно металла для более надежных заграждений в поезде. «Наверное, вы правы», — признала Катя. «Но если устраивать взрыв, то, наверное, нужно поубивать и всех оставшихся корнетов, очистить пространство». Она подмигнула мне. «В научных целях, вы сами понимаете». «Пончик, вот так и надо. А теперь поработаем над Мохаком и хлестким лозунгом». Первым делом мы перебили корнетов. Этот подвиг дался нам без особого труда. Ведь мы уже приобрели защиту от единственного доступного им типа ударов. Я попробовал покатить хаблоббер по одному из переходов, чтобы мы могли быть уверены, что своды пещеры не обрушатся. И они не обрушились. Тогда мы прошлись по галереям, убивая всех, кто нам попадался. Затем мы вернулись на железнодорожную платформу и разместились в зоне ожидания. Мы с Пончиком добились одинаковых уровней. Катя во второй раз сравнялась с нами. Пончик подняла уровень своего воскрешающего заклинания «Второй шанс» до 7. Заклинание стоило 10 ман. Каждый из монстров оставался активным в течение 14 минут. Пончик обладала интеллектом с показателем 41, но вместе с бонусом «Хороший отдых» и автоматическим душем ее стат временно достиг 49. Таким образом, в ее распоряжении теперь имелся запас в 49 пунктов маны, так что она смогла поднять из мертвых 4 монстров-кроликов, а потом, приняв зелье, подняла еще 4, и компания образовалась весьма внушительная. Ожившие монстры пригодились нам для штурма 3 общедоступных комнат. 7 оживших мы отправили в драку, а 8 на поимку плавкого хаблоббера. После этого я выставил дымовую завесу, и мы завершили зачистку. Общедоступные помещения образовывали довольно неприятную зону ожидания. Кролики по большей части спали, сгрудившись на полу, или прислонясь к стенам. Нам они почти не сопротивлялись. У них не было никакого чувства общности, каким обладали гоблины. Эта станция совершенно не производила впечатления обжитого места, что нас удивило. До этого дня в игре присутствовали попытки придавать существованию мобов цель и смысл. Смысл был, как правило, надуманным, но он обозначался. Мысль о гоблинах повела меня дальше, и начало формироваться осознание. К тому времени, когда мы расправились с монстрами в 3-й комнате и завладели всеми выпавшими у них монетами, меня уже охватило серьезное беспокойство. «Думаю, они все обдолбаны», — заметил я, и Пончик тут же подхватила. «И здесь мед?» «Не мед, что-то другое. Мы уничтожили всех, кроме тех, которые выползали из длинного темного проулка. Впрочем, оттуда они уже давно не появлялись. Мы внимательно осмотрели весь зал и ничего не обнаружили. Когда мы двигались, при каждом моем шаге слышался хруст. Весь пол был усыпан пустыми сосудами. Если бы не баф, мои ступни были бы нещадно изрезаны. Дальняя стена почернела, обгорела так, как если бы в нее ударила шаровая молния. Мы помедлили, но ничего не происходило. Никаких корнетов больше не было. Мы зачистили все вокруг. Я думаю, они собирались на свою 5-ю станцию, чтобы собрать сосуды, починить их и телепортироваться обратно, предположил я. Они спустятся со своих небес и опять заполонят поезд. «И как все это связано с комнатой с роботами?» — спросила Пончик. «Я не знаю. Не улавливаю никакого смысла».
Для 2 роботов я применил 3 шашки хоб-гоблинского динамита и взрыватель. Я без затруднений установил заряды, вернулся на платформу и привел установку в действие. Возвратившись в пещеру, мы нашли на месте роботов груды искореженного металла. Хоб-гоблинский динамит особенно хорош, если требуется разнести что-то вдребезги. Нижние части обоих роботов остались почти целыми, но обломки металла разлетелись повсюду. Автоматы не включались и не оказывали сопротивления. Вместо описания на обоих роботах теперь значилось «уничтожен». Пока деформированные металлические части остывали, я собирал все, что мог найти, включая обгоревшие и сломанные шестерни и колесики. Помимо прочего, я нашел 2 дварфские батарейки. Согласно меню, поврежденные. Все это отправилось в инвентарь. Пока мы трудились, Пончик давала Кате советы по вопросам моды. Монго посвятил свое время беготне туда-сюда. Практиковал нанесение ударов в прыжке. Этот ископаемый цыпленок носился словно гепард, и на него было жутко смотреть. Убьет еще нескольких и получит 15-й уровень. Мы уже заканчивали работу, когда я получил сообщение. «Даниэль! Привет, друг! Ты свободен? У меня известие для тебя. Карл! Баутиста? Как твои дела?» Я так и не запомнил, что он Даниэль, поэтому заменил его опознавательное имя в чате на Баутисту. «Баутиста! Выживаю! Слушай, я в клубе Деспирадо. Я только что познакомился с парнем. Он в контакте с человеком, которого ты знаешь. Женщина по имени Имани. Ей нужно поговорить с тобой. Говорит, это крайне важно. Дело касается 2 ребят. Какие-то Брэндон и Крис, или как-то так. Она обещала, что постарается бывать в баре клуба Деспирадо каждый вечер после итогов дня. Карл: отлично, спасибо, дружище. Нам действительно нужно будет регулярно встречаться. Баутиста: да, я тоже думаю, что надо. Мне еще надо с тобой кое о чем поговорить, но это слишком сложный вопрос для чата. Ненавижу это мысленное печатание. Но ты, товарищ, будь осторожен. Я как-то услышал один разговор. Хорошо, мол, устроить охоту за головами лидеров игры. Уж не знаю, насколько всерьез эти ребята чесали языками, но я не думаю, что этот бар – лучшая зона безопасности. Карл: он вовсе не зона. Тебе спасибо за бдительность. Как найти твой клуб? Мы пока ни одного не встретили. Баутиста: тут есть хитрость. Выходит так. Если станция не пересадочная, а ее номер заканчивается на 1, на ней будет клуб Деспирадо. Если на 9, значит есть другое своеобразное место. Клуб Покоритель. В общем, еще поговорим. Облегчение как будто умыло меня волной. Имани жива. Вероятно, она хотела связаться со мной, чтобы узнать, извещен ли я о смерти Брэндона. Фантомная боль обожгла мои кулаки. Я со вздохом отправил в свой инвентарь последний кусок металла и получил в свой актив еще одно достижение, связанное с таким параметром, как масса. Я стал обладателем металла в количестве, достаточном для постройки водного судна достойной величины. 2 робота принесли мне почти 15 тонн материала, что составляло меньше половины общей имевшейся у меня массы. «А ты, Карл, как думаешь?» — окликнул меня Пончик. «Сапоги ей подходят?» Я поднял голову и увидел на Кате вместо спортивного костюма черное обтягивающее трико. Сапоги дурацкой формы до колена. У нее появился бордовый мохок. Выглядела она как карикатура. К тому же ее лицо приняло странное выражение. Разгадать его значение я затруднился. Походила на гнева, отчаяния и безрассудной решимости. Что бы там ни было, я видел, что она не хотела этих перемен. «Просто будьте собой», — предложил я. «Карл, это отвратительный совет», — возразила Пончик. «Она же доппельгангер. Ей на роду написано быть кем-нибудь другим». «Быть собой? Да я и не знаю, как это». Катя передернула плечами.
Я никогда по-настоящему и не пробовала. Я вздохнул. Хорошо, мои славные. Сегодня был долгий день. Следующая станция пересадки номер 127. Но я хотел бы доехать до следующей пересадки 131. Теперь садимся в поезд, проходим к комнате отдыха служащих, и если кондуктор там, он закончит список станций, как просил Мордекай. Я же помню, вас с Верноном прервали. Заодно по пути еще поразвлекаемся, если попадутся монстры, которые нам по зубам. Так что проедем до 131-й, а там, вероятно, есть клуб Деспирадо. К тому же, когда мы туда попадем, уже можно будет открывать фанатские ящики. Как вам программа? Пончик просияла. Глава 7. Время до крушения уровня. 8 дней, 18 часов. Просмотры 50,2 квадриллиона. Последователи 890 триллионов. Любят 199,7 триллиона. Место в группе лидеров 6. Премия 100 тысяч золотых. Станция пересадки 131. В новом поезде Дварф-кондуктор оказался сущим чертом, куда неподатливее, чем Вернон. Но к моменту прибытия на станцию 131 мы располагали полным перечнем станций желтой линии. Мордекай сообщил, что как будто наткнулся на что-то интересное, но пока он не уверен. На следующий день мы планировали попытку попасть на линию, не пересекающуюся с желтой, и собрать там аналогичную информацию, после чего заняться обследованием бесцветных линий. Поразвлечься по пути нам удалось не так от души, как бы мне хотелось, но все-таки мы поубивали массу монстров, которые назывались злыднями. Ростом по пояс человеку, с половинным интеллектом, воинственные, похожие на броненосцев. Когда они хотели нанести ущерб, то сворачивались и становились бронированными шарами, но они были достаточно малы, чтобы Монго мог без труда сжирать их целиком. Так что наш динозавр подбирал их и разгрызал, как карамельки с жидкой начинкой. В разгар истребления броненосцев Монго поднялся на 15 уровень. Он продолжал бы и дальше в том же духе, но больше не рос. И слава богу, потому что он уже стал огромным, с пони, по плечо мне. Его длина от кончика клюва до цветастого сине-красного хвоста из перьев составила около 13 футов. Правда, больше половины этого достижения приходилось на хвост. Когти на его лапах были теперь больше, чем он весь в то время, когда мы впервые забрали его к себе. Он по-прежнему спокойно размещался в торцах вагонов подземки, а вот в вагонах, оборудованных рядами пассажирских сидений, ему уже было тесно, особенно когда приходилось прижиматься к вертикальным поручням. Я подозревал, что ему и впредь суждено проводить немалую долю времени в своей переноске. «Хороший мальчик, Монго хороший!» — кричала Пончик. «Карл, ты помнишь, какой он был лапуля? Какая кроха! Как он шмыгал носом! Напуганный цыпленок, ей-богу! Как будто вчера это было!» «Да, в сущности, это и было вчера», — буркнул я. «Посмотри в меню питомца. У него не появились новые способности?» Через мгновение Пончик ахнула. «Карл, у него теперь есть новый удар. Называется землетрясение. Удар в прыжке. Есть вероятность, что любой из его прыжков вызовет землетрясение, когда он приземлится. И все плохие парни попадают». Монго в радостном возбуждении прыгал, носился кругами. Кате и мне приходилось сторониться. Он лупил во все стороны своим длинным хвостом, который обвивался вокруг любых предметов. И он рычал, громко и протяжно. Господи Иисусе, только бы нам никогда не пришлось биться с его соплеменниками. В какую задницу мы бы тогда попали? Пересадочная станция была больше предыдущей. В зоне ожидания располагался универсальный магазин, и назывался он «Боевые товары Форда». Он был зажат между парочкой учебных гильдий. Одна из них предназначалась для лучников, над входом другой было написано «Только друидам». Рядом с гильдией друидов располагалась точка быстрого питания «Арбис», которая должна была служить зоной безопасности. Чуть в стороне магазин эльфийской одежды.
Вот, наконец, и клуб Деспирадо. В точности там, где говорил Баутиста. Он не был похож на массивное блочное сооружение с предыдущего уровня. Выглядел он как скромный недорогой бар с небольшой неоновой вывеской. Има не сказала, что будет там после просмотра «Хроники дня». То есть у нас оставалось около 2 часов на то, чтобы поесть, раскрыть свои фанатские ящики и вздремнуть. Посмотрим шоу, а там будет видно. «Вы были когда-нибудь в Арбис?» — спросил я Катю, когда мы входили в заведение. «Нет, даже не слышал о таком». Я вдруг сообразил, что мне почти ничего не известно об этой женщине. Я знаю, вы из Исландии, но вам знакомо московское метро. Вы жили в России? Долго? Я провела 1 лето в Москве, когда была студенткой. Работала в Пушкинском музее, музей изобразительных искусств. На каникулах подолгу жила в Европе. Раз в 2 года у нас бывали туры в Париж и в Амстердам. Вот и все мои путешествия в последние годы. А вы? Вы когда-нибудь покидали Америку? Я хмыкнул. Я бывал за Северным полярным кругом. 1 раз побывал в Коста-Рике и привез оттуда ленивца. Однажды чуть не собрался на Багамы, но работа помешала. Да, в Канаде не раз бывал, но только в Виктории, административный центр провинции Британская Колумбия, и Ванкувере. Хотелось съездить в Японию и на Филиппины, но не выдалось случая. Бабка наблюдал за нами из-за прилавка. Мы заказали кое-какой еды на вынос, и он упаковал ее в настоящие пакеты от Арбис. Запасшись провизией, мы возвратились в личное пространство. Там мы нашли Мордекая. Он склонился над алхимическим столом. Сам стол видоизменился. Теперь он был в 3 раза больше, чем тогда, когда я достал его из своего инвентаря. Он состоял из множества полочек, теперь к ним добавились выдвижные ящики и вентили. На одном конце стола горел маленький огонек. Он разогревал стеклянный контейнер с черной булькающей жидкостью. В мастерской стоял запах сжженной резины. «Как это произошло?» — спросил я, подходя к столу. Немного в стороне лежал большой лист бумаги, весь исписанный. Мордекай уже отказался от маркерной доски и теперь вычерчивал схему линий подземки на бумаге. Я вспомнил, что видел в углу его собственной комнаты рулон бумаги для черчения. «Назад!» — рявкнул Мордекай, не поднимая головы. «Я почти закончил. Сейчас все испортите». Он истратил на алхимический стол 2 моих купона на обновление столов, пояснила происходящее Пончик. Он еще раньше просил у меня разрешения. Так что стол у нас теперь 3-го уровня. Она наморщила нос. Зачем он сделал вонючие бомбы? Не говорит. Я сделаю что-нибудь похуже, если вы не выйдете. Идите ешьте, что принесли. Я буду через минуту. Мы присели у кухонного столика. Я представил Катю картошке фри. На Катю знакомство не произвело яркого впечатления. Через несколько минут в помещение вошел Мордекай. С видом триумфатора. В своих лягушачьих лапках он нес очень много всякой всячины. Остановился, окинул Катю взглядом с головы до ног. «Вы изменились». «Мне Пончик помогает», — ответила Катя. «Это я уж вижу». Он выложил на стол свои трофеи. 2 пары зелий и штук 20 зеленоватых шаров, которые можно было принять за плоды авокадо, идеально круглой формы. Их он сгреб в кучку, чтобы они не раскатились. «У меня было слишком мало времени и слишком мало исходных материалов, чтобы продукт получился качественным», — начал он. «Но хорошее начало положено. Так вы говорите, здесь есть клуб Деспирадо? Это хорошо. Попозже мы сходим туда и запасемся некоторыми нужными вещами. И казино уже будет открыто. Можно будет обналичить вашу фишку». «Ах да!» — воскликнула Пончик. «Я-то и забыла. Я получил фишку на игру в покер за то, что выжил после покушения эмблемы на меня. Пончик не получила ничего, потому что ее здоровье тогда находилось в районе 0. Ее спас только навык «Таракан», который позволил ей пережить первый удар в том противостоянии. «Так что же мы имеем здесь?» — поинтересовался я и взял первое зелье. Особый отвар Мордекая. Это зелье изобрел хитроумный перевертыш, склонный убивать каждого, кто больше всего на него полагался.
Зелье сочетает в себе действие целебного зелья золотого стандарта и второго ветра тролля. Оно дарует фактическое бессмертие ровно на 30 секунд. Обладает некоторыми прискорбными побочными эффектами. Мне хватило материала только на 2 таких. Нужно еще как минимум 4. Что за побочные эффекты? Я счел за благо оставить без внимания сведения из первой части описания. Я помнил, какими ярлыками система снабжала продукты, которые создавал я сам, а значит знал, насколько неточно информировали нас описания. Ну, если говорить прямо, зелье создает непрерывный поток исцеления в течение 30 секунд за счет быстрой регенерации. Поэтому оно способно вылечить практически любую рану и восстановить уровень здоровья. Но это не заклинание неуязвимости. Оно не спасет тебя, если ты сам себя взорвешь или тебе отрубят голову. В общем, твой поступок причинит тебе немедленную смерть. Увы, побочные эффекты здесь довольно тяжелые. После принятия зелья ты будешь больным часов на 10 дольше, а значит будешь не в силах принимать никакие зелья в течение этого времени. Кроме того, ты сможешь принять только эти 2 зелья до того, как они вовсе перестанут действовать. Бог знает, сколько времени я ломал голову над тем, как устранить недостаток, но так и не перебрался через этот порог. Может быть, если у меня будет стол уровня выше 9, но такого шанса у меня не было никогда. Я взял со стола 2 зелье и осмотрел его. Оранжевое, пузырилось. «Эти для пончика», — вновь заговорил Мордекай и повернулся к кошке. «Зелья статов. С тем, о котором я говорил, будет то же самое. Принять можно только эти 2. И ты сможешь и обязана принять их прямо сейчас. Когда у меня будут ингредиенты, я сделаю оба зелья для всех, чтобы они воздействовали на все статы. Если вам случится где-то найти эти зелья раньше, чем вы их получите от меня, то не принимайте их, если не будет маркировки «высшие». Только те, что с такой пометой, действуют вчетверо сильнее. Ограничение в количестве, их только 2, на качество не влияет. И приготовить их довольно легко, если знаешь рецепт. Высшее зелье баффа для телосложения. Если пить эту смесь, уровень вашего телосложения будет неизменно повышаться на случайное число пунктов от 1 до 4. Во время пребывания в подземелье пить можно только 2 дозы. Почему так? Потому что если выпить больше, выйдет обман. А обманщиком здесь могу быть только я. Я придвинул зелье к пончику. Она убрала их в свой инвентарь. Значит, лучшим бывает только лучшее, на всякий случай уточнил я. Вроде того, сказал Мордекай. Есть еще одна разновидность, так называемый космический баф. С ним спектр выбора случайного числа от 1 до 10, но этого рецепта я не знаю. Космический встречается так редко, что я по пальцам одной руки пересчитаю, сколько раз его видел. Да все равно это другой тип зелья, потому и ограничения для него другие. Пончик выпила первое зелье бафа. «Вот и мимо», — вдруг объявила она. «Я поднялась всего на 1 пункт. Мордекай, ты уверен, что все смешал правильно?» Мы подождали, пока закончится обратный отсчет времени до активации зелья, после чего Мордекай выпучил на кошку глаза. Второе зелье подняло ее уровень на 3 ступени, то есть всего она приобрела 4 пункта, достигнув в телосложении 8 уровня. Это, а также ножной браслет плюс временный взлет на 10 пунктов, подаренный ей на этом этаже только за класс хулиганки, довело ее телосложение до 21 уровня. 4 пункта — это хорошо, сказал Мордекай. Но мы должны продолжать искать предметы, которые будут побуждать баф подниматься еще и еще, пока он по-прежнему на чересчур низкой отметке. Мордекай высунул лягушачий язык и утянул у меня кусочек картошки фри. Я протянул руку к последнему предмету, пощупал его. Шар из затвердевшей резины. Попробовал сжать. На резине появилась трещина. Шар дробящего зелья. В этот шар помещается полный сосуд с зельем. Вот и все описание.
Мне нужно пополнить запас паутинной нити, но она в клубе Деспирадо найдется. Это недорогое добро, но прежде чем сделать эти зелья, мне пришлось обновить стол до 3-го уровня. Когда мы поднимем его до 5-го, у меня будут 2 нагревающих элемента, и я смогу работать вдвое быстрее. На 6-м уровне появится полноценный автоклав. Герметичный аппарат для операций, требующих нагревания под высоким давлением. И я буду выдавать 100 штук за один раз. Механизм довольно простой. Берешь зелье, льешь его в шар и швыряешь шар в противника. Твоя хиестра, несколько отравляющих и зажигательных водных зелий, и у тебя смертоносный арсенал. Когда пройдем еще несколько уровней, я буду способен делать некоторые совершенно разрушительные убойные зелья. У меня родилась идея зелья «Цепная молния». Такое заклинание фигурирует в игре The Elder Scrolls V Skyrim. Вот это будет красота! То есть не нужно, чтобы враг пил зелье. Я подбросил шар и поймал его. Вес у него был приличный, что означало возможность метать его с приличного расстояния. «Ты осторожнее», — предупредил Мордекай. «Они могут развалиться, если бросать слишком сильно. И вообще не разбрасывайся. Их можно бросать только в очень плохих парней. Ну да, ты прав, пить зелье не требуется. Они подействуют на мобов, если ты в них бросишь. Вроде бессмыслица, но зелья действуют. Так всегда было. Кстати, если тебе интересно, у мобов не бывает аллергии на зелья. Она бывает у неигровых персонажей. «Зелья действуют на членов команды?» — спросил я. «Скажем, Пончик в другом конце комнаты. Ей нужно целебное зелье. И я бросаю в нее вот таким шаром. Подействует?» «Ты, Карл, кидаться шарами в меня не будешь», — определила Пончик. «Мое слово. Или я для тебя похожа на кокер-спаниеля?» Мордекай, как мне показалось, задумался. «Нет, сомневаюсь. На других обходчиков не подействует. Хотя должно действовать на неигровых персонажей. Надо подумать. Возможно, я поработаю с Монго. За прошедший день я получил массу достижений, но только один приз в золотом ящике добытчика. Оказался этот приз очередным зельем навыка определения ценностей. Я выпил его и полез в свой инвентарь. Изменений там произошло немного. Я по-прежнему не видел действующую денежную стоимость своих предметов, но теперь хотя бы мог посмотреть степень их редкости. Я настроил этот навык так, чтобы видеть только уникальные предметы. У меня имелся всего один такой. И это был не сценарий судного дня для Карла, готовая разорваться ядерная бомба. То относилось к категории довольно гнусных редкостей. Мой единственный уникум — диковинный плюшевый кимарис на коне. Я знал, что это ценный предмет, но не догадывался, что он единственный в своем роде. Описание не дало мне никакой информации. Вот оно. Плюшевая фигура Кимарис с ярлычками. Невозможно адекватно охарактеризовать хмурое выражение «ненавижу это, ненавижу вас» на лице Кимариса. Но эта набитая фасолью коллекционная подушка прилагает отчаянные усилия. Эта фигурка по-прежнему возглавляла перечень моих ценнейших предметов. А бомба, что разорвется вот-вот, находилась в самом низу ценностного списка. Засветилось сообщение. Наши фанатские ящики готовы к встрече с нами. Прошло несколько минут, и Пончик получила такое же сообщение. И тут же запрыгала на месте. «Карл, давай скорее открывать твой, чтобы можно было открыть и мой». «Знаешь, лучше ты будь первой». «Да!» — выкрикнула Пончик, дрожа от нетерпения. Мордекай устроился рядом с Катей у кухонного столика. «Ребята, когда покончите с этим делом, я покажу вам, что мне открылось в схеме железных дорог. Я уверен, что понял, как добраться до колодцев. Такой трюк уже применялся раньше, только в меньшем масштабе». Я взял себя в руки. Предыдущий фанатский ящик Пончика содержал фотографию Беа. Оставалось надеяться, что на сей раз ей прислали что-то не такое труднопереносимое. Мордекай сказал, что поскольку этот ящик платиновый, зрители оплачивают свое право проголосовать, поэтому сейчас
больше шансов не нарваться на издевательство. Но я не был в этом так уж уверен. Сейчас, когда у нас появились враги, как в подземелье, так и вне его, вероятность болезненной оплеухи сохранялась. Кошка открыла ящик и радостно ахнула. «Господи, спасибочки! Всем спасибо! Я всех вас безумно люблю!» Я переглянулся с Мордекаем. «Невероятно!» — подумал я. «Просто невероятно!» «Монго, глянь!» — кричала Пончик. «Наши фанаты дарят нам седло. Теперь я смогу кататься на тебе. Оно подходит к твоим перьям. Карл, надень его на Монго». «Нам придется пересмотреть некоторые из наших боевых построений», — заметила Катя. Я смотрел сине-красное, с кистями, вульгарного вида седло. Такое можно увидеть на лошади во время парада в честь 4 июля. День независимости – один из главных федеральных праздников США. На глубоком юге. Глубокий, дальний, нижний, юг, хлопковые штаты. Штаты на раннем этапе истории США, более чем штаты Верхнего Юга, зависевшие от плантационного типа сельского хозяйства. Монго понюхал его и зарычал. «Да», — выдохнул Мордекай, — «это точно отличный приз. Но вам придется принять Монго на борт. Лично я никогда не видел, чтобы кто-то разъезжал на таких зверях». Заколдованное седло Монголиенсиса приспособлено для вида кошек, крепится магическим образом к ужасному Монголиенсису. И цыпленок-убийца, всеобщий любимец, превращается в средство передвижения. Всадник в седле получает следующие бонусы. Плюс 15% к любому ущербу от агрессивных заклинаний. Антипирсинг. Кроме того, седло дает бонусы оседланному Монголиенсису. Плюс 20% к телосложению. Плюс 20% к ущербу, наносимому в рукопашных схватках, когда всадник в седле. Значит, Пончик получает бонус на ущерб от ее заклинаний, а Монго 20% к телосложению. Баф с телосложением мне по душе, но мне не нравится схема, по которой Пончик будет сидеть у Монго на спине, когда он рванет в нападение. Она окажется чересчур уязвимой. «Согласен», — Мордекай посмотрел на Пончика. «Тебе понадобится уметь выпрыгивать из седла, когда Монго нападает на врага. Бонус к нападению — великое дело, но ты на его спине будешь первой мишенью». «Да, надень на него седло, Карл». На седле не было ремешков. На нем, похоже, не было большинства вспомогательных элементов. Просто сиденье и лука. И масса кисточек, без уздечки. Я не мог представить, как кошка будет удерживаться в седле или управлять динозавром. «Монго, подойди», — попросил я и поднял седло. Оперенный динозавр наклонил голову на бок, хрюкнул и попятился. Я бросил ему ломтик картошки фри. Он поймал лакомство на лету. «Подойди же, ослик!» «Карл, не злись! Монго, не капризничай! Слушай дядю Карла!» Динозавр наклонил голову и позволил мне приблизиться. Я водрузил седло на его заостренную, перистую спину, и оно щелкнуло, встав на место. Такой же звук я слышал, когда устанавливал стол в комнате для ремесел. Монго воем выразил неудовольствие и принялся прыгать в разных направлениях, стараясь сбросить седло. Мне пришлось отпрыгнуть, чтобы он не хлестнул меня хвостом по лицу. «Пончик, может быть, ты повременишь с катанием на нем, пока он не привык к седлу?» — предложил я. «Не-а, ничего», — откликнулась Пончик. «Теперь ты открывай свой ящик». Я послушался, открыл, и долго ничего не происходило. Свет в комнате потускнел, заиграла музыка. Модная, как в игровых шоу 70-х годов, где тебе и духовые инструменты, и клавишные, и ударные. Замигали цветные лампы. Монго прекратил прыжки и вой, метнулся к Пончику. Мы все встали из-за кухонного столика. Все, кроме Мордекая, чья лягушачья физиономия вдруг окаменела. «Карл, что происходит?» — спросила Пончик. «Скорее всего, какая-то глупость», — ответил я. Голос ведущего зазвучал еще более делано, чем всегда.
«Дамы и господа, пришло время вашего любимого эпизода из мира обходчиков подземелья. Приз «Карусель». Прямо возле меня тот участок комнаты, где стояла кушетка и экраны, моргнул и пропал. На его месте материализовалась большая круглая карусель. Она вертелась, огни мелькали синхронно с ритмом музыки. Центр махины закрывали разноцветные шторы. «Перед вами хозяин шоу. Это любовь подземелья, даятель призов, богобойца, бывший чемпион обходчиков. Это Барт Чако». Тут же материализовался с характерным для телепортации щелчком крылатый мужчина с волчьей головой. На нем был свободный костюм в коричневую и оранжевую клетку. В руке он держал микрофон. Он впрыгнул в комнату с видом спринтера, стартующего в забеге, и помахал в пустоту. Я смотрел на него в упор. Он был представлен не как админ подземелья, а как неигровой персонаж. Чако, птицеволк, Барт-песенник, уровень 66, ведущий приза «Карусель». «Хорошо, хорошо, хорошо», — проговорил он, ступая дальше в комнату. Он был примерно моего роста. Под одеждой были видны налитые мускулы. Катя, Пончик и я, остолбенев, смотрели друг на друга. «С радостью приветствую всех! Я Чако, ваш человек. Сегодня у нас для вас есть крутейший эпизод». Он умолк, его глаза светились глянцевым блеском. «К нам присоединяется обходчик Карл, обладатель платинового фанатского ящика. Хорошая вещь, скажу я вам. Вы, публика, у себя дома решили дать Карлу шанс выбрать свой приз. И вы сами знаете, что это означает. На нашей карусели есть 9 замечательных призов. И, ах ты дьявол, Мордекай!» «Мерзавец!» – заорал Мордекай, не давая Чаку говорить. Его язык выбросился наружу, стремительный как кнут. Он зацепился за стоявший у кухонного стола металлический стул, который полетел через комнату во вновь прибывшего. Чако взвизгнул и уронил микрофон, уклоняясь от летящей угрозы. Стул замер в воздухе, в четверти дюйма от головы Чако. Он был запущен с такой силой, что, несомненно, раскроил бы череп жертвы, если бы контакту было позволено состояться. Чако захныкал, я отшатнулся. Пончик зашипела, Мордекай зарычал. Еще мгновение никто не шевелился. Чако медленно выпрямился во весь рост. Я видел, что волчара дрожит. Стул продолжал плавать в воздухе. Я повернулся, чтобы спросить Мордекая о смысле происходящего. «Вот хрень!» — сказал я. Мордекай застыл на месте. Его язык убрался. Над его головой проплыло слово «непослушный». Нечто похожее происходило в тот давний день, когда Мэгги, Май и Фрэнк Кью напали на нас в зоне безопасности. Но Мордекай не сдался бы так просто. Непослушный моргнул дважды, и вдруг, к моему ужасу, Мордекай тоже моргнул и исчез. Справа от меня комната с надписью «Администратор» сверху тоже исчезла. Плавающий стул пришел в движение, с грохотом свалился на землю. Глупая музыка не прекращала реветь. Карусель вертелась и мигала. «Мы лишились Мордекая?» — спросил я. «Нет», — ответила Пончик. «Я только что получила извещение. Там сказано, что он временно удален за нарушение правил. Что происходит, Карл? Я не понимаю». Я шумом выдохнул. Облегчение было всеобъемлющим. Я тоже понятия не имел, что происходило. Но знал, что могло быть намного хуже. И надолго он удален? На 7 суток. 7 суток? Повторил я. Святое дерьмо. Это означало, что после возвращения Мордекая у нас останется всего 36 часов на то, чтобы убраться с этого этажа. Черт вас подери! Я рывком повернулся к Чако. Неигровой ведущий игрового шоу все еще стоял с растерянным видом. Он поднял руки, словно боялся, что мы тоже набросимся на него. Его микрофон закатился под карусель приз, откуда его невозможно было достать. А музыка все играла. «Кто вы?» — рявкнул я.
Я Чако, ведущий шоу. Добро пожаловать. Не то, кто вы для Мордекая. Я думаю, мне запрещено об этом говорить. Ну, может быть, мы начнем снова? Фанаты проголосовали за то, чтобы я дал вам возможность выбрать ваш личный приз. Так бывает нечасто, но когда случается, мы должны открывать шоу. Это моя работа. Я ведущий шоу. И это всегда вы? Поинтересовался я. Что? Что вы хотите этим сказать? Меня распирала потребность врезать этому волку в нос. Но я понимал, что такое поведение плохо кончится для меня самого. Вы единственный ведущий этого шоу? Да, думаю, что да. Я не часто из него выбираюсь, так что ничего не знаю наверняка. Люди, как правило, не поддерживают вариант «дайте обходчику самому выбрать приз». Обычно так происходит всего несколько раз за сезон. Получается, что в этот раз зрители проголосовали так, потому что знали, вы и Мордекай окажетесь в одном пространстве, заключил я. Не знаю, что тут произошло, но это произошло, потому что зрителям было известно о неприязни Мордекая к вам. Так кто вы для него? Чако сглотнул слюну. Он-то умеет не забывать обиды, можете мне поверить. Так уже бывало не в одной сотне циклов. Я не предполагал, что он все еще здесь. Каждому известно, что наставники выбывают раньше всех прочих. Постойте, да он вообще не должен был здесь появиться. Он стал администратором. Вы не смотрите шоу? Чако огляделся, как загнанный зверь. Нет, я не могу переварить. Нет, конечно же, я только не... Он осекся. Послушайте, нам действительно нужно работать. У меня будут еще большие неприятности, если мы не закончим. Вам предстоит выбор одного из 9 призов. Мне жаль вашего руководителя. Это действительно так. Это произошло очень давно, и моей вины там нет. Я делал то, что мне велела его начальница. Если бы я этого не сделал, он бы умер. А потом все мы ее лишились. Мы лишились Одетты. Когда он вернется, скажите ему, что я сожалею. Ни дня не проходит без сожалений. Предупреждение. Это не доктор Фил. Филипп Келвин МакГроу родился в 1950-м. Американский психолог, автор ряда бестселлеров, посвященных психологии. С 2002 года ведущий собственной телевизионной программы «Доктор Фил». Его характерные фразы «Сделайте это и будьте реалистами». Выбирайте ваш приз. Если не выберете через 10 минут, то потеряете право на выбор. Над каруселью возник хронометр обратного отсчета. «Хорошо», — ответил я, скрипнув зубами. «Показывайте ваши хреновы призы». «Приз номер 1», — объявил Чако. В его голосе звенел далеко не тот же энтузиазм, что в начале. Он не сумел добраться до своего микрофона, хотя проползал добрую минуту на 4 точках, пытаясь достать его. А затем, кажется, не знал, что делать с когтистыми лапами. Карусель приостановилась, штора в ее центре упала, и нашим взором открылась пара зелий, выставленных на пьедестал. «2 зелья!» – провозгласил Чако. Я хотел было их осмотреть, но подсказка не появлялась. Пончик прыгнула на мое плечо. «Описаний нет», — сообщила она. «Это называется мошенничество». «Что это за зелье?» — спросил я у ведущего. «Все, что вы получаете, это описание. А описание — это 2 зелья». Чако широко улыбался, демонстрируя острые зубы. И я назвал бы его вид устрашающим, если бы не видел только что, как он съежился от страха. Не дать не взять, малое дитя. Я вспомнил темно-синий оттенок шипучего зелья навыка. Такой был у зелья, использованного нами, когда мы выбирали Монго. Вот сейчас Мордекай был бы нам очень кстати. Приз 2. Бомбы. 500 экземпляров. Упала вторая штора, открыв перед нами пирамиду хаблобберов. Такая разновидность мне еще не встречалась, но в чем именно состояла особенность этих бомб, я не мог бы сказать, потому что не имел возможности их осмотреть.
Они блестели, как будто их поверхность была покрыта смолой. Я подозревал, что они должны были действовать наподобие тех, которые я намеревался изготавливать сам. Приз 3. Книги. Земные книги. Количество 2000. Появилась гора книг, подобранные случайным образом книги на английском языке, от 50 оттенков серого до, как мне показалось, канадской телефонной книги. 2000 книг. Что за чертова прорва читалова? Мне понадобится немало времени, чтобы просмотреть их все. Но тогда у меня образуется шикарный обменный фонд для кротолюдей. Приз 4. Harley Davidson FLH Penhead Electroglide 1965 года. У меня на долю секунды остановилось сердце, когда появился красно-бежевый мотоцикл. Взгляд немедленно упал на маленькую вмятинку на бензобаке. Это случилось в тот день, когда я поскользнулся на дороге. Я отпустил руль, чтобы выровнять мотоцикл, и он случайно утратил устойчивость. Мой отец никогда не применял физического насилия. Ни до того дня, ни после. Да я и не воспринимал это как насилие. Но сейчас, мысленно вернувшись в прошлое, понял, что это оно самое и было. Отец отстегал меня ремнем так, что трусы пропитались кровью. Я все еще чувствовал, как они отслаивались от моей кожи. Мама тогда плакала, заявила отцу, что мы возвращаемся в Техас. Но этого так и не произошло. «Карл, ты на мотоцикле, я на Монго. Нас ничто не остановит». «Иисус!» – пробормотал я, не отвечая на возглас Пончика. «Что, это действительно его мотоцикл? Или точная копия?» Я чувствовал, что больше не в силах дышать. «Приз 5. Всего одна книга». Я наклонился и постарался собраться с мыслями. Никак не мог выкинуть из головы треклятый мотоцикл. Внимание же, идиот. Сначала я подумал, что это волшебный фолиант, но волшебные сборники всегда выдают их особый блеск. Эта же книга была обычной, небольшая, в кожаном переплете. И на нем название «Самые хитрые ловушки». «Что это? Порно?» – удивилась Пончик. «Приз 6. Еще одна книга». Книга вполне похожая на предыдущую, только значительно толще и размером как большой словарь. Здесь не было названия на переплете, зато был знакомый символ – буква «А» в кружке, что означало «анархия». Книга немедленно сверкнула, как только карусель пришла в движение. Я не знал, был то свет магии или свет золотых страниц. Приз 7. Заколдованные ковбойские чапарахос. Кожаные или меховые гетры ковбоев, предназначенные для защиты обычных штанов от протирания при постоянном соприкосновении с боками коня. «Карл, выбирай вот это!» — закричала Пончик. «Чако! Он вот их выбирает!» «Прошу прощения, но решение принимает Карл», — возразил Чако. Эти полуштаны с отверстиями на месте задницы и промежности демонстрировались на вращающемся манекене. Они были сшиты из темной кожи и отливали зеленоватым блеском. «Ну уж нет», — сказал я. «Приз 8. Одно зелье». Это зелье я узнал сразу. Тот самый оранжевый пузырящийся раствор, который Пончик недавно употребила для укрепления телосложения. Зелье, действующее как статистический баф. Оно источало мерцающую ауру. Мне подумалось, не о нем ли в сочетании с дополнительными 10 космическими зельями упоминал Мордекай? А может быть, не очень-то оно и полезно? Я не мог быть твердо уверенным ни в чем. Приз 9. Ящик для инструментов 63-дюймовый серии 3000 на колесах. Взгляду открылся поцарапанный, видавший виды ящик для инструментов, и я не мог не узнать его немедленно. Мой ящик для инструментов из магазина. Я взглянул на правую нижнюю секцию, известную мне как место, где всегда лежит блок сигарет, за вычетом одной пачки.
Да, в таком ящике у меня всегда хранились десятки полезных инструментов, в частности дрель и мусат, устройство для быстрой заточки ножей. Если мне удастся привести в действие одну из дварфских батарей, то я, наверное, смогу придумать способ заряжать их. Нутро дало мне команду взять этот ящик. С ним мне будет намного легче пользоваться инструментами на инженерном столе. Но я колебался. Когда в прошлом я расставался с этим ящиком, на нем была установлена целая электрическая панель. Сейчас от панели не было и следа. И что-то странное исходило от этого ящика. Как-то неправильно он занимал место на карусели призов. Я глянул на верхнюю секцию, ту, которую никогда не закрывал как следует, потому что она всегда была чересчур набита всякой дрянью. Думаю, там ничего нет. Оставалось меньше 90 секунд. «Пора делать выбор», — воззвал Чако. «Объявляйте ваш выбор, Карл». «Чапы бери», — взмолилась Пончик. «Катя, скажи же Карлу, чтобы он выбрал чапы». Катя промолчала. Колесо карусели закрутилось быстрее, музыка заиграла громче. Меня охватило внезапное, совершенно ни на чем не основанное желание заполучить мотоцикл. Не для того, чтобы ездить на нем. Просто выволочь его на рельсы и посмотреть, как поезд ударит его. Некоторые из предложенных выборов были по-настоящему хорошими. Я предполагал, что Мордекай уговорил бы меня остановиться на 2 зельях навыка. Но мне не доставало информации. Полезная информация, возможно, содержится в книге о ловушках, если там действительно о ловушках. Куча из 2000 книг тоже может быть ценной с многих точек зрения. Тоже можно сказать и о бомбах. Не исключено, что и чапы неплохой вариант. Но я и без них выглядел придурком. Собственно, я не хотел выбирать чапы, ведь я не знал, что за колдовство на них. Несомненно, их добавили в ассортимент ради шутки. Так что, возможно, колдовство тоже шутка. К тому же, ни один из предлагаемых предметов не предоставлялся мне запредельно редким. Каждый из этих предметов я мог бы раздобыть и другими путями. В принципе, фанатские ящики должны были приносить уникальные награды. Такие, каких не найти в подземелье. 30 секунд. Странная книга с символом анархистов снова мигнула непонятным светом. Я относился к классу анархистов-провокаторов и вспомнил, когда в последний раз видел вспышку света. Тогда она спасла мне жизнь. Не то же самое ли и сейчас? Сомнительно, но я не выбросил из головы эту мысль. Почему бы и нет? Все-таки это бесплатный приз. Я выбираю вот это. Приз номер 6. Ладушки, выбор сделан. Карусель испарилась, книга зависла в воздухе сама по себе. Вот что вы выбрали. Я сделал шаг и схватил парящую книгу. Подземный распорядитель прочитал вслух описание. Книга. Кулинарная книга анархиста подземелий, пера безымянного автора. Это уникальный предмет. Цыпленок и гоблин. Море рецептов. Но и еще что-то здесь есть. К каждому рецепту прилагается веселая сказка анонимного автора о злоключениях фигляров и авантюристов, через которые они прошли в поисках рецептов, от которых потекут слюнки. Эта книга ошеломляет. Во как, меня надули. О, дело худо. Похоже, приз подлянка. Пусть вам больше повезет в следующий раз. Это наше шоу для всех, прокричал Чако. Он смерил меня недобрым взглядом и испарился. Музыка внезапно оборвалась, на прежнем месте возникла прежняя комната. Остался лишь запах дыма. Я таращил глаза на валявшийся на земле стул. Нас провели. Рецепты от цыпленка и гоблина? Пончик как будто не поверила своим ушам. Мы получили книжку рецептов взамен Мордекая. Карл, ты обязан был выбрать чапы. Она спрыгнула с моего плеча и с ворчанием удалилась за стойку. Я собирался забросить книгу в свой инвентарь, но вместо этого раскрыл на первой странице. Прочитал там «Добро пожаловать». Я ощутил зуд. Необходимо активировать уход в кусты.
на пустой странице стали появляться новые слова. «Привет, обходчик! Как тебе скоро станет известно, перед тобой совершенно особенная книга. Если ты сейчас читаешь эти слова, значит, эта книга нашла дорогу к тебе. Причем с одной глава 8. Кулинарная книга анархиста подземелий. Издание 24. Зелья, взрывчатые вещества, ловушки, тайные общества, кратчайшие пути в подземелье и другое. Очень многое другое. Перед тобой пособие по сотворению хаоса. Первоначально оно было встроено в систему в 15-м сезоне. На 9-м этаже им был награжден высший эльф-обходчик Портус-разбойник. Книга была замаскирована под чистый альбом для рисунков. И тот факт, что ты сейчас читаешь ее, означает, что и она сама, и заключенное в ней знание по-прежнему активны в текущей кодировке. Она передавалась от подземелья к подземелью. Она автоматически материализуется после того, как выполняются предустановленные условия. Она исчезнет из твоего инвентаря после твоей смерти или ухода на покой и проложит свой путь к достойному преемнику в будущем поиске. За доступ к этим страницам ты заплатишь лишь одним. Ты обязан передать дальше твое собственное знание. В своем меню сообщений ты найдешь записную книжку. Если ты еще не знаешь, то знай. Это место для мысленной записи рецептов, мыслей, чего угодно. Всего, что ты пожелаешь вспомнить. Посмотри сейчас, и ты увидишь, что в твою записную книжку добавлена дополнительная страница. Все, что ты допишешь на эту страницу, войдет в 25-е издание данной книги. Содержание твоего пособия скрыто от хозяев шоу и от зрителей, но отнюдь не скрыто от действующего ИИ-системы. Обладание этой книгой, скрытая в ней информация, все это ни в какой мере не противоречит правилам. Однако если организация, управляющая действием в этом сезоне, заподозрит, что эта книга больше, чем она кажется, или же если ты расскажешь кому-нибудь о существовании такой книги, информация в ней сотрется, и ты навсегда утратишь доступ к потайным текстам. Это важно. Содержание книги, возможно, и невидимо, но твои действия видны. Ты должен стать действующим лицом. Если ты применишь любой рецепт, любой секрет, представь его внешнему миру так, как будто он открыт тобой самостоятельно. Как ты будешь этого добиваться? Решать тебе. Не трать лишнего времени, пялясь на эти страницы. Примечание обходчика Дракея, издание 22. Читать можно в туалетах зон безопасности. Только не задерживайтесь надолго. Не то вам прищемят хвост. Крысы говорят, что есть такое правило синдиката. В туалетных кабинках за вами не подглядывают. Это верно для туалетов как таковых, но не для всех санитарных комнат. Уж не знаю, правда ли. Подозрительно много их, этих сволочных нагов. И я боюсь, что меня скоро обнаружат. У меня задрожали руки. Я закрыл книгу и отправил ее в свой инвентарь. Наги? Я вспомнил, как Одетта говорила мне, что наги в последний раз рулили сезоном очень давно. И тот сезон оказался единственным убыточным для подземелья. Если я прочитал примечание из 22-го издания, значит, после этого книга побывала в руках всего 2 обходчиков. Я заглянул в меню сообщений и нашел там записную книжку. Я заносил туда, в частности, списки предметов, которые Мордекай планировал приобрести или продать. Последней вставкой в книжке было леденящее душу послание Брэндона. А теперь, кто бы сомневался, там появилась новая табличка. Я закрыл ее, подобрал стул и вернул его к кухонному столику. Ладно, ребята, теперь нам нужно поспать. Только я сначала воспользуюсь санитарной комнатой. Пончик, буду через минуту. Мы досмотрели итоговый выпуск в тишине. Утрата Мордекая нависла над нами тучей. Какой-то 2-головый обходчик, вооруженный цепью, под названием «Метеорный молот», уничтожил целый поезд, полный человекоподобных саламандр. Люсия Мар
обзавелась бусами из языков монстров, но один из ее псов добрался до них и сорвал с шеи хозяйки, в то время как та уплетала рис из миски в зоне безопасности. Эту сцену можно было бы назвать уморительной, если бы она не была такой мерзостной. Показали и наши сражения с корнетами. Я позволил себе прочитать всего несколько страниц из книги. Текст был разбит на разделы. Один – рецепты зелий, другой – о взрывчатых веществах и так далее. В сущности, там содержались не одни рецепты. Был раздел, исключительно посвященный типам монстров и их известным слабым местам. Попадались истории. Последний раздел, пока что самый объемный, состоял из заметок, не подходивших ни для одного из тематических разделов, ни одного из прежних изданий. Я быстро пролистал их. Какие-то пользователи заполняли повествованиями страницу за страницей. Другие оставляли лишь отдельные строчки. Было ясно, что на разбор всего этого богатства должно уйти много времени. Я вернулся к разделу о взрывчатке. Там приводился список доступных веществ. Мое внимание привлекла одна заметка. Прим обходчика повесы. ИЗД 15. Стол сапера 3-го уровня позволяет начинять бомбы. Насытьте целебное зелье хобгоблинской дымовой завесой. Дайте ему высохнуть, и оно принесет немертвым, вроде вас, столько смертей, что вы не поверите. Прим обходчика Форкита. ИЗД 20. Подтверждено. Действенно и для бомб, но с дымом получается лучше. Не убивает немертвых высоких уровней, но они сходят с ума. Я использую его для очистки помещений от невидимых вайтов. Вайт. Шведский ветте. В скандинавской мифологии духи природы. Любые сверхъестественные существа. Альвы, йотуны, тролли. В более узком значении существа, подобные английским феям, гоблинам. Духи умерших. Духи-хранители местности или целой страны. Я захлопнул книгу. Если продолжу читать, точно не остановлюсь. Позже, когда я смотрел итоговый выпуск дня, из головы не выходили события, которые свели Мордекая и пижона Чако в одном пространстве. Я знал, что большинство зрителей не видит Мордекая. Администраторы и игровые наставники удаляются из записи. Но обладатели пропусков от прессы, такие как Одетта и, вероятно, миллионы других, его видят. Так что его существование не секрет. Но так ли широко известна публике суть связи между ним и Чако? Скорее всего, уже нет. Таинственные взаимоотношения Мордекая и Одетты, плюс наша собственная популярность, привела к тому, что кто-то выстроил связывавшую их цепочку и придумал издевательскую шутку при голосовании. Я поднял голову и сказал, улыбаясь: «Друзья, не могу не признать, вся эта комедия с Чако довольно тухлая, но сыграна блестяще. Отменная работа. Мне требовалось пережить случившееся и двинуться дальше. У большинства других обходчиков вообще не было наставников. Я привык полагаться на Мордекая, посылать ему запросы всякий раз, когда сталкивался с чем-то, чего не понимал. Теперь же нужно было смириться с его отсутствием и правильно распорядиться временем, которое нам предстояло провести на этом этаже без него. Даниэль Баутиста и книга убедили меня в том, насколько важно собирать информацию в окружающей среде. Пусть вознаграждение имеет огромное значение, оно не должно обречь нас на самоизоляцию. Мне нужно было выбраться из этого места и привлечь в свой чат как можно больше товарищей. Привет, обходчики! После этого сообщения вы все получите на свои интерфейсы новые таблички. В них вы сможете установить контакт с вашими первыми спонсорами. Это произойдет после обработки заявки, то есть примерно через 15 часов. Тогда вы увидите, кто ваши спонсоры, какую организацию каждый из них представляет, оказывают ли они спонсорскую поддержку также и другим обходчикам. Они не вправе посылать вам прямые сообщения, но вы вправе связываться с ними,
Я настоятельно рекомендую вам по мере возможности отправлять им ваши лучшие лутбоксы. Сейчас мы обновляем некоторые элементы железнодорожной сети. Некоторые линии закроются на техническое переустройство. Вам не рекомендуется выходить на пути, так как поезд может появиться в любой момент. Пока это все. А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. Знаете, что нам сейчас нужно? Вдруг оживилась Пончик. Нам нужен алкоголь. И еще танцы. Давайте веселиться. Ты же знаешь, у меня нет пропуска в клуб, сказала Катя. Я несколько раз говорила. Ах да, Пончик мгновенно помрачнела. Тебе нужно совершить что-нибудь плохое и сделать тату. А сами вы как добыли пропуск? Спросила Катя. Это не важно, сказал я поспешно, чтобы Пончик не успела ответить. Пропуск у нас появился после эпизода с гоблинскими детьми. Я думаю, вам более разумно будет попробовать стать членом другого клуба. Покоритель. Я не знаю, что для этого требуется, но мы выясним. Катя пожала плечами. Хорошо, а вы, друзья, веселитесь. У меня все равно еще есть дела. Мордекай объяснил мне, какого типа ремесленный стол нужно купить. Я найду такой и попытаюсь что-нибудь сотворить. Только не задерживайтесь надолго. Бар только для пассажиров был пуст. За стойкой гнол с шакалей мордой пил водку прямо из бутылки. Он проигнорировал нас, когда мы вошли. Только Пончик и я. Монго был надежно укрыт в клетке переноски. Пончик еще даже не поездила на нем. Он принимался за безумные скачки. Стоило ей только шагнуть в сторону седла. В маленьком вестибюле дежурила та же вышибала, что всегда. Клара Бель Крокодилина. «Где ваш администратор?» – осведомилась она, как только мы вошли. Она принадлежала к той же расе, что и Флорин, стрелок с ружьем. Она прямо-таки наводила жуть, если видеть ее вблизи. Из-за двери слышалось гулкое буханье музыки. Тумп, тумп, тумп. Пончик дергала головой в такт. Я выдал вышибалихе краткую выжимку из произошедших событий. Она кивнула. «Угу, достаточно. У него только одно предупреждение. Так я понимаю. Так что напомните ему о правилах поведения, когда он вернется. Я ту историю подробно не знаю, но ваш администратор не один час ревел тут над чашкой. Говорил что-то про вагон споров, который он где уладит, когда отсюда выберется. Этот идиот Чако здесь не один раз появлялся. Вот все, что мне известно точно». Я кивнул. Много сегодня народа. Как всегда на 4-м этаже. То есть немного в общем. Казино уже открыто. Ах да, вы мне напомнили. Руководство хочет, чтобы я обеспечила вам личную безопасность на время посещения. Это стоит 500 золотых для обоих. Но если ваш заказ составит такую же сумму, вам будет выдан купон на бесплатную охрану в следующий раз. «Что за личная безопасность?» – поинтересовался я. «Никаких изысков. Вам предоставляются 2 охранника, и они сопровождают вас во всех помещениях клуба, в том числе в тех, где обычная охрана бывает послабее. Между нами говоря, это чистый грабеж для большинства тех, кто сюда приходит. Но вы-то оба в премиальном списке, я знаю, и думаю, что для вас охрана ровно то, что надо. Сейчас здесь одна особа из первой десятки, и у нее есть охранник. Это же не Люсия Мар?» – спросил я. Клара Бель хрюкнула. «Нет, это теперь под пожизненным запретом. Уже несколько раз пыталась проникнуть, но мы были готовы. Ох, как она страдает по этому поводу. Нет, это морозная дева с подружкой-бабочкой. Миссис МакГиббонс, Элли, она здесь. Цена охраны?» — спросила Пончик. «Нам нужна лучшая». Клара Бель уставилась на нее. «Меня твоя харизма не берет, моя маленькая. Моя лучшая цена, она же единственная. 300 золотых для одного лица и 500 для пары». Мне показалось, что Пончик была готова вступить в торг, поэтому я поспешил ее опередить. «Мы согласны».
Нашими охранниками оказались два каменных монстра из породы кретинов. 35 уровня. Одного звали Хлам, второго Кувалда. С виду у них был именно такой интеллект, какого можно было ожидать от парней с именами Хлам и Кувалда. Зато они были 7 футов ростом, одеты в смокинги и следовали за нами на почтительном расстоянии. Специальным взмахом руки я создал пузырь частного пространства вокруг головы, и мы вошли в просторный, качающийся танцевальный зал. Публики в нем было совсем не намного больше, чем при нашем последнем посещении. Никого из элит я на этот раз не увидел, зато обходчиков было довольно много. Заметили нас сразу. Несколько человек прервали свои занятия и замерли. Двое обходчиков как будто вознамерились приблизиться к нам, но увидели наших сопровождающих и вернулись на танцпол. Я увидел Элли раньше, чем она заметила нас. Ее единственный охранник, тоже каменный монстр, стоял за ее спиной со скучающим видом, скрестив на груди руки. Его звали Глина Тон. При нашем приближении он поднял над головой кулаки-валуны и пророкотал: «Не ближе!» «Она нас ждет», — возразил я. Когда я в последний раз видел Элли в итоговом выпуске, то не отдавал себе отчета в том, насколько она уменьшилась. Она и раньше была миниатюрной, но теперь усохла до метра с небольшим, а кожа приобрела светло-голубой оттенок, какой бывает у чистого неба в ясный день. Ее белые, подстриженные кое-как волосы остались почти такими же, но теперь они обрамляли совсем маленькое личико и уже не казались безжизненными, как раньше. Она плыла примерно в футе над полом, и я понял, что она по-прежнему носит защищающие от скольжения носки из Медоуларк. Пузырь частного пространства над ее головой напоминал нимб, делая ее похожей на святого персонажа картины эпохи Возрождения. Она наклонилась над стойкой бара и яростно махала бармену с головой барсука. Тот в это время обслуживал другого клиента у стойки. «Ты глянь, как она хороша!» — шепнула мне Пончик. «Просто видение чистой грации!» «Эгей!» — закричала Элли бармену. «Чей член мне пососать, чтобы еще выпить? Иисусе!» «Здравствуйте, ледяная принцесса!» — приветствовал я старушку. «Следующая порция за мной!» Элли не обернулась. «Эй, короткий поц! Или вы пошевелитесь, или у моей настоящей хранительницы на интерфейсе прибавится еще один череп!» «Это вы про Имани?» — спросил я. «Да, так где она?» Тут она повернулась, ее глаза округлились. «Карл! Пончик!» — закричала она, отталкивая охранника Глинатона. Когда она двигалась, ее ступни вовсе не касались пола, но при этом она ими двигала. Пара наших телохранителей выступила вперед, но я жестом остановил их. Старая дама заключила меня в объятия, и мне показалось, что меня обхватили две ледышки. После этого она погладила Пончика по голове. «У тебя новая тиара? Мы видели в шоу, как твоя старая погибла. Там мне нравилось», — вздохнула Пончик. «Она была пурпурная». Я улыбнулся. Я не знал, вспомните ли вы меня. Глаза Элли теперь были в 2 раза больше, чем до нашей встречи. Но я видел в ней сходство с той древней реликвией, какой она была прежде. Большую часть я помню. Это как посмотреть фильм, когда лежишь под кайфом, а потом стараться его вспомнить. Но как же я забуду, что ты спас мне жизнь, когда Джек писал на стену? Такие вещи не забывают, даже если у тебя мозги в кашу превратились. Ну, а моя новая хата тебе нравится?» Элли приподнялась выше над полом, отплыла назад и раскинула руки в стороны. Она двигала ногами так, как будто поднималась по невидимой лестнице спиной вперед. Мне стало любопытно, насколько высоко она способна парить. «Теперь я морозная дева. Пока что». «Это здорово», — сказал я. «И я видел, как вы стреляли льдинками из ладони». Сзади к ней приблизился бармен. «Вы хотели еще порцию?» Она обернулась на барсука. «Пошел ты, мужлан! Тут как будто 5 настоящих людей, а у тебя барматуха из своей картошки.
Да, я хочу еще выпить. Заплатит мой друг Карл. А после этой будет еще одна, и тогда я буду платить. И не лей мне мочу, как в прошлый раз. Карл будет пить то же, что я. А ты, Пончик, ты чего хочешь? Грязную Ширли в миске и вишен побольше. Так, кошке миску грязной Ширли, в миске с вишнями, и чтоб вишен побольше. Я быстро проверил содержимое своего инвентаря на предмет наличия антиалкогольного зелья. Оно у меня было. Так что вот, морозная дева. Таков был мой единственный реальный выбор. Миссис МакГиббонс слегка опустилась и склонилась над стойкой, так и не касаясь ногами пола. У меня была куча вариантов, таких, с которыми я могла бы собрать свои шарики с роликами, но Брэндон заставил меня остановиться на деве. Путь, скажу я тебе, был с крючками, но мы выбрались, и благодарить надо тебя. Меня? — удивился я. Преимущество наставника, — пояснила она. Ты рассказал о нем Брэндону, и вот я все еще здесь. Мистерис Теата, наша игровая наставница. Ты не встречал ее? Она была на 7-м небе. Я никогда раньше не видела ее такой счастливой. Получается, ей было запрещено что-либо нам открывать. А когда я получила известие, она прямо-таки плакала. И я сама заметила только тогда, когда уже превращалась в эту вещь. Я вдруг помрачнел. Я слышал о Брэндоне. Он прислал мне сообщение. Бармен поставил перед нами 4 порции и миску. Пончик вспрыгнула на стойку и схомячила вишенку. «Расслабься», — сказал я кошке. «Мы тут ненадолго». Элли кивнула. Она допила свою порцию. Хороший мальчик был Брэндон. И брат его. То, что случилось, это позор. А что случилось? Он упомянул, что произошла размолвка, но не вдавался в детали. Мисс Има не знает эту историю лучше, чем я. Она ушла на шелковый путь за припасами для нашей команды. Только мы вдвоем имеем доступ в клуб. Я получила тату только потому, что нечаянно выстрелила ледышкой в задницу бармену-орку. Там, на предыдущем этаже. После этого нам пришлось рвать когти. Она расхохоталась. Тот парень будет 3 сезона гадить одним льдом. Нет сомнений, переход от 99-летней, впавшей в деменцию старухи в инвалидном кресле, к феерической ледовой колдунье не мог не изменить ее личность. Но крылось здесь и что-то еще. В ней крылось что-то еще. В то короткое время, когда я был знаком с ней в прошлом, я улавливал следы этого непонятного, но не был в состоянии разглядеть, что она была такой звучной, и теперь не понимал, насколько близка эта новая ипостась к ее личности более молодых лет. «Сколько вам сейчас?» – спросил я и сделал глоток. Сказать поперхнулся – это ничего не сказать. Больше всего этот напиток напоминал медицинский спирт. «Боже, что это?» Элли смеялась. «Это называется снокбрик, подземный аналог Эверклира». Эверклир – вечно чистый. Ликер с содержанием от 75 до 95% ректифицированного зернового спирта. Отмечен в книге рекордов Гиннесса как самый крепкий ликер в мире. Мы с моим Барри бывало уходили с этого дерьма в бессознанку. Рядом со мной Пончик вылавливала из своей миски очередную вишенку. Покончив с ней, она вспрыгнула на плечо кувалды и попросила его увести ее танцевать. Он побрел в сторону танцпола. Я повернулся к хламу. «Вы тоже идите, присмотрите за ней. Телохранитель Элли позаботится о нас обоих». Каменный монстр что-то буркнул, но подчинился. «Ну, осталось нас 20. Из малышей одна Имани. Она все еще обращается с нами как нянька. Я твержу ей, что нам больше не нужно подтирать попки, а с нее как с гуся вода. Она скорее умрет от язвы, чем подземелье ее схарчит. А помяни черта. Вот и она». Я повернул голову. Обходчик номер 12329-440. Имани К. Уровень 24.
Раса обсидиановая бабочка. Класс огненный спирит. Имани преобразовалась в тощий призрак с черепом вместо лица. Раньше она была костлявой, сейчас же ее вес уменьшился, наверное, вдвое. Белое черепообразное лицо заставило меня вспомнить об опасных динго. Но главное впечатление на меня произвели прозрачные эфирные крылышки мотылька за ее спиной. 4 крыла, окрашенные невообразимой смесью оранжевого, желтого, красного, белого и черного. Почти как у бабочки-монарх, разве что цвета более насыщенные. Размах крыльев должно быть футов 12. При ходьбе ее крылья задевали колонны и танцующих, неигровых и обходчиков. Это были не материальные крылья, но я заметил, что танцующие реагировали на прикосновение. На ничтожно малую долю секунды отвлекался каждый, сквозь кого проходили эти крылья. «Привет, Карл», — произнесла Имани, складывая крылья за спиной. «Я вижу, мое сообщение до вас дошло». Она повернула голову и осмотрела зал. Взгляд остановился на Пончике, которая подпрыгивала на плечах кувалды в центре танцпола. Она вздрогнула, когда каменный охранник попробовал изобразить движение робота. Эту пару окружала толпа, скандировавшая «Давай, Пончик! Давай, Пончик! Давай, Пончик!». К счастью, хлам как будто не обращал внимания. Да и другие неусыпные стражи метали в зал настороженные взгляды. Не знаю, откуда берется такая паранойя. Лучше бы опасались своих же людей, а не монстров. «Вот это крылья!» — проговорил я. «Вы можете на них летать?» «Пока нет», — ответила Имани. «Попадем на 6-й этаж, и там мне придется выбирать один из 2 путей. На одном я смогу летать, на другом все останется так, как есть». «У нее раса и класс поддержки», — пояснила мне Элли. Она уже умудрилась заполучить новую порцию напитка. Насколько я понял, просто присвоила мою вторую. Я не возражал. Она способна выцарапать глаза кому угодно, но в основном сидит в стороне и следит за тем, чтобы наше здоровье оставалось на уровне. «Целительница», — усмехнулся я. «Примерно так было у вас с Иоландой». Глаза Имани подернулись грустью при упоминании Иоланды. «А ты знаешь про Брэндона? Он говорил, что сообщил тебе». Я кивнул. «Что стало с его братом?» «Вот из-за этого и я хотела с тобой поговорить». Имани указала на телохранителя Глинатона. «Крис выбрал каменную расу. Вот как у этих мальчиков, но другой вид. Называется ловкачи. Он выглядит как статуя, высеченная из застывшей лавы, покрытая отверстиями. Я не знаю, ты видел ли таких? Он стал очень сильным, но у него изменилась суть». Она метнула быстрый взгляд на Элли. «Так случается с некоторыми людьми после перемены расы. Первый день-два с ним все было хорошо, а потом они с братом вдруг начали грызться насмерть. Крис хотел, чтобы каждая минута посвящалась охоте и истреблению. Собирался восстановить связь с вами. Говорил, что ты агрессивный, что он это качество уважает. Утверждал, что ты находишься где-то к югу от нас. Я не знаю, с чего он так решил. А Брэндон считал, что нужно держаться ближе к колодцам и днем тренироваться, не отдаляясь от выходов. Они схлестнулись, и некоторые из наших ушли с Крисом. Это случилось примерно тогда, когда ты ушел с этажа». Элли рассмеялась. «Генри тогда в каком-то переулке напоролся на суккубскую ведьму. И дело кончилось тем, что она нарожала 1000 маленьких монструозных гоблинов, которые называются гремлинами тени. Вот с этого и началась вся дрянь. Ты, наверное, видел сам, что тогда было. Эти зеленые хрендели попадались везде. Шагу не ступишь. И у всех лица Генри». «Генри?» — переспросил я. Имани покачала головой. Было заметно, что она недовольна старухой. «Один наш подопечный. Он погиб. Вместе с Брэндоном прикрывал наш уход». Я выдержал секунду молчания, вспоминая Брэндона. Пончик велась вокруг головы кувалды, словно в медленном танце, хотя музыка была та же самая,
что в прошлый раз. Электронная серия ударов. Она съела всего 2 или 3 вишни, и ее развезло не на шутку. «Крис связывался с тобой?» — спросил я. «Нет», — ответила Имани, — «но я вижу, что он жив. Единственный из тех, кто откололся от нас. Он нам не откликается, но я знаю, что тебя он ищет. Я подумала, что тебе нужно узнать предысторию до того, как Крис свяжется с тобой. Я признателен тебе, и было очень приятно с вами увидеться. Прежде чем расходиться, надо бы обменяться чатами. И еще, я бы хотел кое-что тебе показать. Мне важно знать, как ты это расценишь. Я достал из инвентаря бумажный рулон, который Мордекай оставил на полу возле алхимического стола. Рулон со схемой железнодорожной сети, где были обозначены все известные нам станции. Давай найдем стол, чтобы развернуть эту штуку и вместе ее посмотреть. Нам нужно решить. Я замолчал, потому что отвлекся на громкую возню на танцполе. Хлам и кувалда валялись на спинах. Вся толпа, как неигровые, так и обходчики, орала и бесновалась. Остававшиеся в строю вышибалы прорывались к центру танцпола. А там стояла, пошатываясь, Пончик. Она успела активировать навык «Таракан», и этот навык спас ее от гибели, от первого сокрушительного удара. Вся ее грудь была перепачкана кровью. Один обходчик человеческой породы лежал на полу при смерти, и кровь гейзером хлестала из его разорванного горла. Через секунду этот человек затих, и возле глава 9. Я уже вылетел из кресла и сформировал рукавицу, когда осознал, что делаю. Я был готов выдать дымовую завесу или, если понадобится, защитную оболочку. Но сработают ли эти меры против таких же обходчиков, как я сам? Я попытался вспомнить, стали ли красными точки Фрэнка и Мэгги, когда негодяи на нас напали. Черт меня побери, да ведь кажется, что нет. Это значит, что защитная оболочка будет бесполезна. Ринувшаяся вперед толпа остановилась у кромки танцпола. Резко оборвалась музыка, а Пончик так и стояла, смотря на человека, которого убила. Многочисленные медлительные телохранители прибывали со всех сторон. Не зная, что только что произошло, я нервничал, видя, что они надвигаются на кошку. Я быстро оценил ситуацию. Оба охранных кретина живы, но обездвижены. Остается несколько секунд до того, как они придут в себя. На полу лежит блестящий окровавленный кинжал. Труп метрах в 25. Азиат. Имя Джи Хун. Точильщик ножей. Уровень 21. «Карл!» — позвала Пончик, когда я рванулся к ней. «Я виновата! Я виновата!» «Плечо!» — скомандовал я. «И вылечи себя!» Пончик прыгнула ко мне на плечо. Охрана не задержала нас. Один телохранитель остался возле мертвого обходчика, остальные двинулись на помощь Хламу и Кувалде. Ни одна из их точек не стала красной. Я успокоился, но совсем чуть-чуть. «Все в порядке». Я протянул кошке антиалкогольное зелье. «Прими это». «Я виновата», — повторила Пончик. Она выправила свое здоровье, но опьянение не прошло. Она использовала зелье, а не заклинание исцеления. Она убрала зелье в инвентарь, но интоксикация должна была уйти только через несколько минут. Кошка всхлипнула. «Карл, я никогда не хотела получить череп. Я виновата. Теперь меня никто не будет любить». «Успокойся». В ту минуту я уже злился на мертвого парня. «Что случилось?» «Это леди. Она запустила заклинание. Мой парень и другой каменный парень упали. И я тоже упала, потому что кувалда был оглушен. А у другого парня был нож. И...» «Что за леди?» Пончик не договорила, а мой взгляд уже рыскал по толпе. «Хуш!» Из толпы выскочила женщина и свалилась у моих ног. Из ее глаза выпал ледяной стержень длиной в 2 фута. Удар был нанесен сзади. «Вот это леди!» — сказала Пончик. Имани и Элли неслись к нам на танцпол. Вышибалы расступились, пропуская их. «Она собиралась взорвать вас обоих!» — прокричала Элли, озираясь в поисках других угроз. Обе ее ладони светились.
На моих глазах возле ее имени образовалось изображение черепа. Ей, кажется, не было дела до этого. «Я получу фишки за ее амуницию. Пончик, забери в лут того, кого ты убила, пока нас не выдворили пинками». Имани заняла позицию за нашими спинами и расправила крылья. Я вздрогнул, когда вокруг нас сомкнулись эфирные объятия. Вас накачали. Временный баф 10% к силе. Вас запеленали. Временное снижение ущерба 10%. Вас зарядили. Временное ускорение выздоровления 25%. «Я никого не хотела убивать», — уверяла Пончик. «Разве что этих тупых собак, но не человека. Только не настоящего человека». Я протянул руку и погладил кошку по голове. Толпа вокруг нас продолжала пребывать и глазеть на нас. Все вышибалы стояли неподвижно, как будто не зная, что им предпринять. В дальнем углу зала из-за двери, ведущей в неизвестную нам часть клуба, таблички на двери не было. Показалась высокая тень. Оттуда же вышла вторая фигура. Маленькая Фейри. Она принялась с жужжанием кружить над головой первого силуэта. «Ты ничего дурного не сделала», — зашептал я на ухо Пончику, которая продолжала всхлипывать. «На тебя напали, ты защитила себя. Не о чем сожалеть. Если бы ты его не убила, то сейчас была бы мертвой сама. И не думай о том, что люди перестанут тебя любить. За такое никто на тебя не разозлится. Верь мне». Она шмыгнула носом. «Ты уверен?» «Даже не сомневаюсь», — ответил я. Мне требовалась минутка, чтобы оценить реакцию Пончика. Она не моргнула глазом, когда уничтожала поезд, набитый монстрами, когда убивала неигровых персонажей. Она в своей жизни не была человеком. А этот случай по какой-то причине обернулся для нее действительно тяжелым ударом. Я понимал, дело отчасти в опьянении. С каждым днем принцесса становилась все более сложным созданием. Она уже была невообразимо далека от той кошки, что впервые появилась в гильдии Мордекая, бог знает сколько дней назад. «Еще кто-то из вас хочет попробовать? Если вы пришли за Пончиком или Карлом, то вы пришли за всеми нами!» — выкрикнула Элли. «Я заморожу кровь в ваших жилах, и ваши гениталии зазвенят, как стекляшки». «Сбавьте обороты», — сказал я. «По-моему, все закончилось». «Он прав, все закончилось», — объявила она и вперила взор в обходчика из дварфов. «Что злобишься, малыш? Пошел прочь, ничтожество!» «Я?» — проскрежетал дварф. «Нет-нет, простите». Он отступил на несколько шагов. «Она всегда такая?» — спросил я у Имани. Та только мотнула головой. Я начинал понимать, почему Элли вошла в десятку лидеров, а Имани нет. «А ты даже не думай об этом», — обратилась Элли к Пончику. «Не смей плакать. Так и должно было кончиться. Мир заговорит о том, как ты справилась с опасностью, и больше никто не рискнет замахнуться на тебя». Высокая фигура у дальней стены повернулась и скрылась в служебном помещении клуба. Маленькая, с ладошку Фейри, жужжа разрезала воздух и подлетела к нам. Вдруг она рявкнула на вышибал, и те подскочили на месте. Подошли, опустив головы, хлам, кувалда и глинотон. Несомненно, Фейри относилась к женскому полу, однако на ней был такой же смокинг, как на вышибалах. Ее волосы цвета вороного крыла были забраны в тугой пучок. Когда она рассекала воздух, за ней следовали красные искорки. Астрид. Спрайт. Спрайты – волшебный народец из серии романов фэнтези ирландского писателя Йона Колфера о гениальном мальчике Артемисе Фауле. Кровожадная. Уровень 125. Ассистент управляющего клуба Деспирадо. Кровожадные спрайты – одни из наиболее редких и смертоносных спрайтов. Они от природы пропитаны сердечно-сосудистой магией, и она открывает перед ними широкий спектр способов нападения и преимущества над всеми созданиями, обладающими кровеносной системой. Считается, что они способны заставить любое сердце биться в таком темпе,
что оно в буквальном смысле загорается. Это один из самых отвратительных и жестоких методов убийства из всех известных. Предупреждение. Это класс неигровых персонажей Фейри. Неигровые этого класса причиняют на 20% больше ущерба тем, у кого есть пропуск гоблинов. Уровень 125. Вот дерьмо, святое так святое. Я также обратил внимание на отсутствие слова «мирный» как характеристики неигрового персонажа. «Принцесса Пончик», — произнесла Астрид, зависнув в воздухе над нами. Ее глубокий и серьезный голос не так уж резко контрастировал с обликом Фейри, как можно было ожидать. «Я хотела бы лично принести вам извинения от лица руководства за непростительный промах нашей охраны. Хотя мы никому не гарантируем безопасности на территории заведения, этот случай повлияет на позиции желающих заказывать личную охрану. Даю вам слово, что проблема будет решена оперативно». Она оглянулась на Хлама и Кувалду, стоявших неподвижно. Пончик фыркнула. Она светилась, поэтому я знал, что она наконец-то воспользовалась отрезвляющим зельем. Кошка выпрямилась на моем плече. «Все в полном порядке». «Тем не менее», — возразила Астрид, — «мы возместим вам 400 золотых монет, а вы и Карл с этого момента получаете право на дополнительную охрану». «Мы это ценим», — ответил я. Мне нужно было опередить Пончика, которая была готова поправить Спрайта. Мы заплатили за охрану 500, а не 400 золотых. Клара Бель нас надула. Я отправил эту информацию в архив памяти. «Очень хорошо», — сказала Астрид и развернулась, чтобы лететь прочь. «Есть еще одно», — сказал я. Астрид замерла, затем повернулась ко мне. «Как вы управляете этим заведением, не наше дело. Но вы не должны обвинять их», — я указал на охранников, «в том, что произошло. Мы сочли бы личным одолжением, если бы вы не стали наказывать этих служащих чересчур сурово. И Пончик, и я испытываем симпатию к ним. Мы хотели бы, чтобы при каждом нашем визите в клуб нашими личными охранниками были именно они. Это касается и оставшейся части сегодняшнего вечера». «Вы правы, обходчик. Это не ваше дело», — Спрайт помолчал. «Но ваши пожелания не противоречат правилам. Очень хорошо. Вопрос решен». Она развернулась и удалилась жужжа. Каменные монстры смотрели на нас с удивлением. Они облажались, а я, как сам считал, спас их задницы. Но я им был готов доверять больше, чем кому-либо другому. Особенно если этот другой будет знать, что мы стали причиной увольнения товарищей или чего-то худшего. Элли хлопнула в ладоши, и помещение наполнилось снежными хлопьями. А теперь переходим к тому, что я называю увеселениями. Мы вчетвером пристроились к столу и развернули карту. Я убедил Пончика, что нужно присоединить тело погибшего человека к луту. На нем была серьезная защитная амуниция. Она должна дать нам столько-то статистических пунктов. Я предполагал передать основную ее часть Кате. Кроме того, при убитом нашлась дюжина кинжалов, все с разными заклятиями. Тот, которым он намеревался ударить Пончика, удваивал причиняемый ущерб при ударе в спину. Он мгновенно убил бы кошку, если бы не ее навык таракан. Пончик сидела тихо. Она заказала безобидный, безалкогольный коктейль «Храм Ширли» и теперь пережевывала вишни. «Мы вот здесь». Има не нашла места на карте, провела черту через несколько железнодорожных линий и указала на станцию. «Если вы хотите соединиться, то это можно сделать здесь. Мордекай нашел во всем этом какой-то единый порядок», — сказал я. «Но я думаю, он использовал внешнюю информацию. Вот это необходимо выяснить». «Я ничего такого не вижу, кроме порядка станций пересадок», — заявила Элли. По всей видимости, ей было скучно. Трое наших телохранителей окружили стол и застыли со скрещенными на груди руками. Элли облизала губы. Она разглядывала крупного неигрового эльфа,
который кружился на танцполе с голым торсом. «Какой порядок в размещении станций пересадок?» – заинтересовался я. «Номера всех пересадочных станций – простые числа». Элли постучала ногтем по отмеченным номерам. После этого она показала нам слово, написанное Мордекаем в углу карты и обведенное кружком. «Простые». А я его даже не заметил. «Я думала, вы это уже знаете». «Что такое простые числа?» – в первый раз подала голос Пончик. «Это математическое понятие», – сказал я. «Его изучают в 4 или 6 классе школы, а затем никому и не нужно даже вспоминать о том, что есть такие числа, если только ты не математик. Или не преподаешь математику». Элли хихикнула. «По-моему, нам всем необходимо узнать, что такое простые числа. И узнать немедленно». «У нас недостаточно информации», — вмешалась Имани. «Нам нужно знать обстановку на тех 5 станциях, где высаживаются все мобы. Еще важнее узнать, что творится в конце каждой линии». «Точно», — согласился я. «Давайте же собирать информацию. Мы держим связь со всеми, выясняем, что стало известно им. Тем временем вы с вашей командой обследуете одну из этих 5 платформ. Мы с Пончиком стараемся заполучить кого-нибудь из машинистов». «Безнадежно. Их кабины наглухо закрыты. Как вы собираетесь выманить машиниста?» — возразила Элли. Я улыбнулся. Мы попрощались с Имани и Элли, а затем заглянули на рынок «Шелковый путь», где продали кое-какие предметы и пополнили запасы взрывчатки. В частности, приобрели дополнительный ящик дымовых завес. Я также купил некоторые предметы из списка Мордекая. Большой киоск, где по моим соображениям продавались детали, нужные для сооружения ловушек, еще не открылся, но его каркас уже возник, следовательно, ждать открытия оставалось недолго. Оттуда мы отправились на ознакомительную встречу с новым рядом гильдий. Они составляли темный проулок. На дверях каждой из них размещалось одно слово или 2. Большинство навыков было связано с мошенничеством, от взлома замков до ловкости рук. Некоторые точки тоже еще не открывались. Однако на двери одной из гильдий значилось «Уклонение». Мы попробовали войти, но дверь была заперта. Перед нами возникло извещение. Эта комната доступна только обходчикам с уровнем уклонения 7 и выше. У Пончика уровень этого навыка составлял только 6, но ей до 7 оставалось не больше 2 занятий в тренажерном зале. Хлам и Кувалда добросовестно следовали за нами и рычанием отпугивали тех неигровых персонажей и обходчиков, которые оказывались слишком близко к нам. Они не разговаривали, не упоминали о недавнем происшествии, но в них проглядывало какое-то раскаяние, если только можно так сказать, о созданиях из камня. Я попытался заговорить с Хламом, но он лишь смотрел на меня пустыми глазами. Я знал, что разговаривать они умели. Глина-то он говорил 1 раз, но он использовал слова так, как будто экономил ограниченный их запас. Я припомнил, что такая особенность была и у Криса, предельно осторожного в речах. Вот для него каменный монстр был бы идеальным спутником. В конце концов мы вышли к казино. Там не было такого блеска и шума, как в казино Вегаса, но назначение помещения не оставило у нас сомнений в ту же секунду, когда мы вошли. Там стояло 6 карточных столов, стол с рулеткой, игровой аппарат вроде вертикального колеса фортуны и стол для игры в кости. Все там было оборудовано для игр земного происхождения, что заставило меня задуматься. Я знал, что культура нашей планеты в некоторых отношениях родственна культурам других частей Вселенной. Но как могло так сложиться в сфере азартных игр? Может быть, на каждый сезон назначались новые игры? Я подозревал, что дело обстояло именно так. Автоматов типа одноруких бандитов там не было. Склонившись над закопченными столами, тихие неигровые персонажи записывали ставки. Я не понимал, как сочеталось это занятие с природой неигровых, если они были такими же автоматами, как и танцующие в клубе.
Я заметил в зале только одного обходчика. Женщина с головой дракона играла в блэк-джек. Как уже бывало при нашем появлении, ритмичный стук резко сменился страстной песней в джазовом духе. Она передавалась через динамик. Песня была несложной. Голос плюс синтезатор. Я подумал, не Манаса ли поет, погибшая Нага? Песня не была похожа ни на что, что я когда-либо слышал прежде. В ней было что-то опьяняющее. Возможно, в ней присутствовала некая магия, заставляющая игроков выкладывать на столы больше денег. Зал был примерно таких же габаритов, как и танцпол. Меньше, чем я ожидал. Впрочем, имелись две изысканные спиральные лестницы, ведущие вниз. Я предположил, что в доме есть подземные этажи с другими игровыми залами. Лестницы находились рядом со входом, обе они охранялись. Над одной было написано «Охотничье хозяйство», над другой «Ларракус». С этой второй лестницы снизу доносились выкрики, смех, хриплые голоса. «Что такое Ларракус?» — спросил я у хлама, который все так же таращил на меня лишенные выражения глаза. «Ларракус — это столица спорных территорий», — ответил мне один из стражей у лестницы, крокодилиан 45 уровня по имени Игорь. «Приз, за который сражаются фракции». «Чувствуется, они там внизу славно проводят время», — заметила Пончик. Она очень долго ехала на моем плече в полном молчании, и вот теперь к ней начал возвращаться ее обычный темперамент. «А у них довольно добродушная война», — сказал Игорь. «Они проходят в клуб Деспирадо, чтобы выпустить пар. Армиям фракций не разрешается воевать, пока вы, народ, не доберетесь до 9 этажа. Так что до тех пор правильные командиры только тренируют свои полки из сторонников. А на том уровне ставки делаются кредитами, не золотом». Я кивнул. 9 этаж начинал представляться мне каким-то маячащим в дальней дали стоп-сигналом. И я уже сомневался, что мы вообще доползем до туда. И ничего с этим поделать нельзя. Остается только тренироваться. У меня на микросхеме есть 100 тысяч золотых. Я хотел бы извлечь из них пользу. Игорь воззрился на меня. «У вас два варианта. Или вы их вкладываете в игру на колесе фортуны прямо сейчас, или придерживаете, чтобы потом использовать на рулетке крупных игроков. Это не такая рулетка, как та, что здесь у нас. Вам надо дождаться 6 этажа». Я более чем подозревал, что лучше было бы удержать средства при себе. Но в ту минуту море мне было по колено. В последнее время мне приходилось переносить один удар за другим. И теперь требовалось расслабиться. Рулетку я никогда не любил, признался я. Эта игра была своей для Беа, и мы перешли к колесу фортуны. Игра представляла собой вертикально поставленное круглое колесо, наполненное разнообразными призами. Чуть больше половины пространства отводилось красному цвету, и там содержались карточки с надписями вроде «Ничего», «Удар ножом в живот» от крупье, «Яд», «10-минутная кровавая рвота». При этом среди хороших призов некоторые были очень хорошими. Например, новый домашний любимец, 50 тысяч золотых, легендарный ящик оружия. Некоторые не были шикарными, но заслуживали названия призов хотя бы. Бесплатные полезные штучки для посещения шлюх или парад пенисов. Были там также ящики по большей части платиновые и легендарные. Почти все сектора были одного размера. Только ничего занимало 2 соседних сектора. А 50 тысяч золотых получили узенькую полоску с надписями «Крути еще» на обеих сторонах. «Да нафиг надо», — проворчал я, пробежав глазами список призов. Рисковать, ставя на красный цвет, я не собирался. Одно вращение колеса стоило около 10 тысяч золотых. Дождемся возвращения Мордекая, и тогда... «Я видел у вас микросхему», — обратился ко мне человек, управляющий колесом.
Лысый мужик по имени Тито. И очень огромный. Выше меня и выглядел как профессиональный ловец мобов. Всего один зуб во рту. Система представила его так. Колесо фортуны. Крупье клуба Деспирадо. Это тот, кто тебя зарежет. Компьютерные микросхемы идут по сотне штук. Это максимальная ставка. Каждая ставка сверх минимума убирает одно красное поле и добавляет одно хорошее. Так что если поставить эту штуку, останутся только 2 красных поля и 22 положительных исхода. Против вас ничего и еще одно поле. «Которое же?» — спросил я. Мой взгляд сосредоточился на поле с надписью «Каждый волос на твоем теле превращается в змею на 5 секунд». Большой мужик достал большой зубчатый нож и вонзил его в стол. «Угадывайте!» «Не надо, Карл!» — вмешалась Пончик. «Тебя ударят ножом в живот. Такие игры не бывают честными». «Эгей!» — перебил ее мужик. Судя по его голосу, он обиделся. «Это игра так на так, 100%. Я взглянул на Хлама. Тот дернул плечами. Среди хороших призов был такой. Выбери любой навык и развей его зельем. Я хотел бы получить такой приз. «Ваш кинжал заколдован?» — спросил я, не отводя взгляда от оружия. «Не-а», — ответил Тито. «Никто от моего ножа не умер. Это божья правда». Вдруг он застенчиво улыбнулся. «Никто из игравших, я хочу сказать. Так-то я достаточно порезал на своем веку». Я прикинул в голове свои шансы. 24 исхода. В сущности, 25. Ведь у ничего 2 шанса. Исходим из того, что игра честная. Мордекай говорил, что это так. Что тогда я имею? Чуть больше 10% за то, что я приз не выиграю. Собственно, нет. Вероятность катастрофического результата 1 к 25. Нож в живот – облом, да, но вероятность не выше, чем при любом другом поступке. Я ударил микросхемой по столу. «Делаем». Тито сложил ладони перед собой. «Замечательно!» Он глянул на мое плечо, то есть на Пончика. «Вам придется сойти, мадам. Я боюсь». Пончик фыркнула и перескочила на плечо кувалды. Тот отреагировал не сразу, но через мгновение поднял каменную руку и с изумившей меня нежностью погладил кошку. «Ставки сделаны!» — объявил Тито. Колесо вспыхнуло и поерзало, принимая другое положение на столе. В нем остались 2 красные ячейки. Ничего и удар ножом в живот от крупье. Тито поднял руку и дал колесу мощный импульс. Оно завертелось, громко треща. Пончик принялась вопить с плеча кувалды. «Давай, давай, крутые деньги, крутые деньги!» Я расслабился. На самом деле ради этого я и решился играть. Колесо крутилось умопомрачительно долго. Наконец начало замедляться. Ячейка удар ножом миновала. Приближалась полоска 500 тысяч. «Карл, Карл!» — неистовствовала Пончик. «Мы рвем большой куш!» За моей спиной у рулеточного стола закричал какой-то неигровой. Я повернул голову и увидел, как пол под ним расступается, и он исчезает в дыре. Оттуда стали доноситься эфемерные нематериальные возгласы. Снизу поднялась призрачная когтистая рука. Затем превратилась в дым, и дым рассеялся. Ловушка захлопнулась. «Что за бесовщина?» — спросил я. Тито пожал плечами. «У них в рулетке тоже есть вариант «ничего». Хотя там немного другой механизм. Ты указываешь поле, на которое ставить не будешь. А если оно выпадает, ты пролетел. Та игра намного безопаснее, чем эта. Но у меня призы лучше». «Подождите, как?» Что-то меня царапнуло. «Так что случится, если у меня выпадет ничего?» Тито ухмыльнулся. «Вам же известно, что ничего обязательно означает что-нибудь». Я в ужасе смотрел, как тормозит колесо в угрожающей близости к ничего. Клик, клик. Маленькая стрелка зависла над последней ячейкой. Я затаил дыхание. Стрелка находилась над зеленым сектором. Пресвятая мразь. Злость сослужила мне службу. «Победитель!» — выкрикнул Тито. Я
выиграл свиток обновлений. И он появился передо мной на столе. Соткался хронометр и начал отсчитывать назад 20 минут. Такой свиток я уже получал. Значит, у меня 20 минут на чтение. Обновился один из моих предметов, выбранный случайным образом. Мордекай в последнем разговоре предупреждал меня, что нельзя передвигать предметы, пока не прочитаешь их свойства, так как у системы есть манера обманом изменять их, если они сдвигаются. Последний раз я так поступил с семейными трусами, и они увеличились. Я поднял свиток, набрал в грудь воздуха и принялся за чтение. Ощутив вибрацию в ноге, я опустил взгляд и увидел, что мое ножное кольцо засветилось. Заколдованное ножное кольцо скунса-вонючки. Обновлено. Предмет прошел одно обновление. Добавлено пользователю плюс 10 к силе и плюс 5 к навыку мощного удара. Это кольцо для пальца ноги. Возможно, оно неудобное и делает вас похожим на прихиппованного придурка, который целыми днями чем-то жонглирует да крутит обруч. Само ножное кольцо выросло в силе от плюс 3 до плюс 10, то есть приобрело 7 пунктов. Еще важнее, что мой навык мощного удара поднялся на 2 уровня в табеле навыков. Моим базовым уровнем в этом навыке был 7. Теперь же, при 5 новых и одном от рукавицы, у меня образовался навык 13 уровня, а это означало, что после обновлений кулачных и ножных ударов наносимый мной ущерб вырос в 13 раз. Осталось 2 уровня до момента, когда придет ощущение серьезных обновлений и преимуществ. Чем ближе я подбирался к 20, тем более грандиозный ущерб я наносил. «Хотите еще попытку?» — предложил Тито. «Ну нет, по-моему, мои азартные дни ушли куда-то». Тито был как будто разочарован. Он тоскливо посмотрел на нож. «Что ж, воля ваша». «Что делаем теперь?» — спросил Апончик. «Возвращаемся на базу. У нас есть час на тренировки. Потом я мастерю кое-что на верстаке, а дальше отправляемся, глава 10. На базе мы нашли Хеклу. Она сидела на диване и попивала молочный коктейль «Арбис». При нашем появлении амазонка вскочила и протянула к нам руки. Коктейль частично пролился на диван. «И что ты думаешь?» «Никаких теней для век», — отчеканил Апончик. «Она не пользуется макияжем, и она намного крупнее. Но ты все-таки классно поработала». Только тут я заметил над головой женщины надпись «Катя». «Ух!» — произнес я, когда обрел дар речи. «Чертовски хороша! Будь я Хеклой, съехал бы с катушек прямо на месте. Но это великолепно. А вы в силах поменять имя у себя над головой?» «Вроде того», — ответила Катя. «Эта способность называется хождение в чужих башмаках, и я могу ее включить только в том случае, если моя внешность совпадает с внешностью образца не меньше, чем на 90%. А с Хеклой у меня только 65. То, что есть, больше, на что я способна». «Для меня это намного больше 65, возразил я. «Меня ваша работа обманула». «Так я совершенствуюсь. Я купила новый стол, о котором рассказал Мордекай. Он называется макияжным столом. На 3-м уровне я могу наложить на свое отражение в зеркале лицо любого моба, обходчика или неигрового персонажа, которого я встречала. Такой способ облегчает работу. Важно и то, что сидеть у стола не больно. Теперь у меня есть возможность сохранять 3 изображения и вызывать их по желанию. Когда я дойду до 5-го уровня, который предполагает наличие полномасштабного зеркала, можно будет без труда строить и остальное тело. 3-й уровень, значит, вы истратили свои купоны на обновление. Я изо всех сил постарался скрыть под удивлением свой нешуточный ужас. Да, вот так. Сейчас это намного легче. Я думаю, что усилила и свои возможности блокировки. Так, Мордекай взбесится. Я знал. Мордекай рассчитывал уговорить ее истратить купоны
на совершенствование его алхимического стола. Сам-то я полагал, что это ее купоны. Хорошо, использовать их для усиления навыка, полезность которого весьма условна, это колоссальное легкомыслие. Но раз уж Катя это сделала, ей придется совершенствовать творческие способности в работе над своим обликом. «Мы добыли для вас защитную амуницию», — сказал я. Пончик вывалила наголенники, наплечники и шлем на пол. Все это принадлежало ассасину. Весь комплект дал Кате плюс 8 к силе и плюс 8 к ловкости. Но что было еще полезнее, он увеличил ее массу. «Боже мой, Пончик, да где вы это взяли? Что случилось?» Только сейчас она заметила череп возле имени подруги. Ее облик тут же изменился. Она стала такой, какой бывала обычно. Она стала собой настоящей, какой я видел ее только в производственном трейлере. Единственная разница, у нее остался бордовый мохок вместо природных черных волос и сапоги до колен. И она теперь была заметно выше за счет прибавившейся массы. «Да так, курам насмех», — отозвалась Пончик и полизала лапу, как будто подтверждая, не о чем тут и говорить. Один бедный обходчик вообразил, что может равняться со мной, и я нечаянно полоснула его по горлу. Вишневки для меня было многовато, а теперь прошу меня простить. Тренировки не ждут. Она взмахнула хвостом и удалилась в тренажерный зал. Катя вопросительно приподняла бровь и глянула на меня. Я пожал плечами. Потом расскажу. У нас впереди насыщенный день. Свободный час я отдал отработке навыка «Железный кулак». Конечно, нужно было работать над мощным ударом. Как-никак это более общий, универсальный навык рукопашного боя, тогда как «Железный кулак» обеспечивает только один его компонент. Но я хотел провести двухдневную серию тренировок, а накануне я оттачивал как раз «Железный кулак». Возможно, рассуждал я, 2 дня тренировок подряд реально поднимут уровень навыка. Так и вышло. Мой уровень поднялся до 9, когда час тренировки был уже на исходе. Пончик посвятила свое время оттачиванию навыка уклонения и довела его до 7 уровня, что открывало перед ней двери учебной гильдии. Некоторое время после тренировки я посвятил изготовлению кое-каких нужных предметов на инженерном верстаке. Потом перешел к саперному столу. Там я впервые воспользовался меню «Мастерское уничтожение», чтобы извлечь из инвентаря бомбы, рассмотреть их, изучить технические схемы, ознакомиться с содержимым бомб и порядком их применения. Меню также содержало информацию об изнашиваемости предметов в различных внешних условиях. Тоже немаловажная характеристика. Да, из этого меню можно было почерпнуть многое. Я дважды осмеливался выходить в туалет, чтобы поверхностно проконсультироваться с книгой. В то же время я оттачивал свой навык разборки бомб, вынимал из них плавкие хаблобберы. Взрыватели и сами по себе могли быть полезны. Стабильность бомб и их взрывчатой начинки не снижалась, когда я стоял у верстака. Поэтому у меня были развязаны руки для того, чтобы резать динамитные шашки на половинки или соединять их. Пока я занимался бомбами, Пончик не жалела времени на освоение верховой езды. После 10 минут уговоров ей было позволено запрыгнуть в седло. Едва она приземлилась на спину динозавра, прозрачный страховой ремень обвил ее тело, таким образом закрепляя в седле. Монго визжал и брыкался, словно мустанг, так что нам с Катей пришлось прервать свои занятия и только самозабвенно хохотать. Пончик магией удерживалась в седле, но, по-видимому, у этой магической страховки имелись границы, потому что Монго скидывал и скидывал свою всадницу. В конце концов он успокоился, но вид у него был несчастный. Динозавр не сдвинулся с места в центре зала. Он просто стоял и умолял взглядом, смотрел на меня, и его глаза говорили: «Сними же с меня эту вещь». «Как ты собираешься им управлять?» — спросил я Пончика. «У тебя нет уздечки».
У нас с Монго психическая связь, Карл. Ты никогда не был мамой, и тебе не понять. Вдруг Монго завизжал и взбрыкнул так, что Пончик пролетела вдоль чуть ли не всей комнаты. С шипением она шлепнулась на все 4 лапы на Мордекаева алхимический стол, на котором брякнули все сосуды и склянки с препаратами. «Монго, плохо!» — закричала кошка. Мы с Катей застонали от смеха. Монго насмешливо рыкнул, упал на пол и попробовал покатиться, чтобы скинуть седло. «Тебе нужно больше укрепить психическую связь», — сказал я. Следующие часы ушли на скитание по железной дороге, на тренировки и шлифовку навыков. Посоветовавшись с Имани и Баутистой и договорившись о месте, где мы соединим свои усилия, мы вышли на станции Охровой линии. Теперь наша четверка смотрела вниз, на пути. Сейчас ничто мне так не нужно, как мультиметр. Электроизмерительный прибор, как правило цифровой, показывающий величину напряжения силы тока и сопротивления. Некоторые модели обладают и большим числом функций, сказал я. Приделать бы его на конец палки. Я не сводил взгляда с 3 рельсов. Мы даже не знаем, под напряжением ли пути. Я-то совершенно уверен, что да. Да вот этот 3-й рельс выпирает над землей, и на нем изоляция. Возможно, противники просто водят нас за нос. Или, что еще хуже, заземление стерто к чертовой бабушке, и все, что происходит внизу, может вызвать разряд здесь. Что же делать, если мы даже не знаем, как уклониться от удара током? Спросила Катя. Может, послать вниз одного из утроенных Монго? Предложила Пончик. Пока не надо, но идея хороша, одобрил я. Сначала я хочу испытать свои задумки. Я извлек из своего инвентаря гнутый металлический прут с обмотанным проволокой хаблоббером. Я изготовил несколько таких заблаговременно. Теперь я швырнул свой прут на рельсы, соединив 2 главных с 3-м. Пуп! Детонатор хаблоббера сработал в момент соприкосновения с металлом. Прут трещал и сверкал. Однако, когда треск прекратился, никакого разряда я не увидел. Понятно. Внизу идут какие-то процессы. И теперь мы знаем, что взрыватель работает. Я повторил опыт. Бросил по взрывателю каждому из 3 рельсов, чтобы не оставалось сомнений. Взрыв последовал только один, когда 3-й рельс оказался соединен с другим предметом. Теперь я имел основание полагать, что под напряжением находится именно 3-й рельс, как и должно быть. Я все еще не был вполне уверен, что нас не ударит током, если мы прикоснемся к путям. Но тот факт, что рельсы физически заземлены, давал основание предполагать, что все с нами будет в порядке. Блажен, кто верует, подумалось мне. Чтобы убедиться на все 100, я попросил Пончика применить к Монго часовое утроение. Этот навык она довела до 5-го уровня, то есть срок существования создаваемых клонов увеличился до 10 минут. Возникшие динозавры уже имели седла на спинах. Пончик велела велоцирапторам спуститься на пути. Когда один из них прикоснулся к 3-му рельсу, раздался взрыв, и платформу осыпал град шестеренок и пружинок. Монго и 2 другие динозавра горестно вскрикнули. Подошел поезд, громыхая на рельсах. Я втянул голову в плечи, когда он ударил 2-го клонированного Монго и уничтожил его. Так как дело было на незнакомой нам Охровой линии, вагоны были полны мобов, с какими мы еще не встречались. Самыми разными, от горбатых волков со щупальцами до маленьких, похожих на скунсов, фейри, сжимавших мясницкие ножи, втрое превосходившие размерами их самих. Пончик взорвала парочку таких, когда открылась дверь вагона. Я начертил спреем на боку вагона косой крест, и мы отступили, прежде чем поезд снова тронулся. Если наша задумка удалась, то Медоу Ларк и команда Баутисты получат предупреждение. Поезд с крестом последний перед значительным перерывом.
«Эй, друзья, готовы?» — окликнул я своих. Мне не хотелось дожидаться ответа. Катя, Пончик и Монго отошли на дальний конец платформы. Я достал из инвентаря первые два устройства, осторожно положил их на землю и подождал несколько секунд, опасаясь, что они разорвутся сами собой. Согласно данным мастерской уничтожения, они не должны были пострадать от каких бы то ни было внешних воздействий, кроме особенно сильных ударов. Тем не менее, я с замиранием сердца следил за показателем их статуса. Он не менялся. Я достал удочку, которую собрал перед экспедицией, надел на крючок устройство размером с автомобильную шину и мягко опустил его на пути, держа его как можно дальше от третьего рельса. Затем я переместился к дальнему краю платформы и установил второе взрывное устройство в туннеле на расстоянии примерно в пол вагона от выезда. При устройстве нашего первого крушения я счел правильным обойтись без затей. Сначала я предполагал уютно устроить взрывчатку между двумя рельсами, с тем, чтобы первый вагон взвился в воздух и завалился на бок, то есть сошел с рельсов чисто и мягко. Но у меня не было нужных метрических данных, поэтому я пошел традиционным путем. Фугасы. Устройства представляли собой поперечные пласты, срезанные с контактных мин, таких как те, что широко использовались в боевых действиях на море в начале 20 века. Идею использовать поршень мне подсказала кулинарная книга. Я модифицировал схему достаточно, чтобы она могла считаться моим собственным изобретением. Создание устройства не заняло много времени. Длинная металлическая трубка для увеличения длины, соединенная с единственной хопглобинской динамитной шашкой. Система назвала это сооружение «Пончик-бомбой», но я не получил награды за изобретение. Когда поезд наедет на эту бомбу, один шип сомнется и приведет в действие детонатор Хоблоббера, в результате чего мина разорвется. Металлическая верхняя крышка бомбы была поделена на треугольники, для того, чтобы при взрыве образовалась шрапнель. Я сделал поршни, использовав семейного помощника Гордона. До сих пор у нас не было случая испытать эту конструкцию, и мне не давала покоя мысль о возможности преждевременной детонации, в особенности в те минуты, когда я был занят сборкой. У меня были основания для уверенности в том, что двух таких бомб будет достаточно для того, чтобы поезд сошел с рельсов. И я очень надеялся, что не погибнет машинист или я сам. Установив две бомбы, я поднялся к остальным, устроившимся на платформе. Если что-то пойдет не так, скажем, мы случайно выпустим на свободу стаю фейри-скунсов, то мы или укроемся в зоне безопасности, или переберемся на другую линию, в зависимости от того, как будут развиваться события. Я оглянулся и осмотрел небольшую станцию. На ней имелись три сооружения: вьетнамский ресторан, универмаг и хорошо ухоженное здание церковной архитектуры, в котором находился вход в клуб «Покоритель». Дверь клуба распахнулась, и на пороге показался служитель в одеждах клирика и с головой барана. Он оглядел нас и снова скрылся внутри. «Элли, привет, студенты! Мы обшукали одну из 5 станций. Вы не поверите, что мы нашли. Нам пришлось столкнуться с 3 боссами местности. Тут есть и боссиха района, но с ней мы не связывались. Имани сказала, что это ваша милая знакомая, мисс Краккарен». «Карл, ух ты как! Надеюсь, у вас все в порядке. Сейчас не время. Пообщаемся чуть позже». «Элли, хорошо, большой шеф. Передавай привет Пончику». Я припомнил описание первой Краккарен. Там говорилось, что этих Краккарен много. Если перед нами босс района, значит, она должна быть намного крупнее. Первая Краккарен, с которой мы столкнулись, производила самогон повышенного градуса из собственного тела, добавляя в него пестрых личинок. Хотелось бы мне знать, на чем специализируется эта Краккарен.
Земля под ногами начала дрожать, что означало приближение поезда. Я сдержанно волнуюсь. Глава 11. Гагаблам! Хотя мы и находились над лестницей, взрыв почти оглушил нас. Землю тряхнуло, Монго в ужасе завизжал. С потолка посыпалась штукатурка. Платформа под нами заполнилась ужасающим стуком и скрежетом, и к нам поднялась очередная волна пыли и дыма. Катя вцепилась в мою руку, ища поддержки. Пончик прыгнула ко мне на плечо и впилась когтями. Крушение отозвалось вибрацией под нашими ногами. Секунду спустя хаос был прорезан вторым взрывом, как пушечным выстрелом. Уровень вверх. Вы получили 29 уровень. Выиграно 3 статистических пункта. Новое достижение. Дыхание локомотива. Пусть это не чудо, достойное премии королевы Елизаветы в области инженерии. Британская награда, присуждаемая раз в 2 года с 2013 года за яркие технические инновации, улучшающие жизнь человечества. Но вы наконец-то сумели произвести крушение поезда. Давайте надеяться, что оно не повлечет серию таких же вследствие непредвиденного эффекта домино. Не породит массовую панику и не станет причиной вашей смерти и смерти ваших товарищей-обходчиков. Награда. Вы получаете золотой ящик инженера. Зловещие слова. «Хорошо», — проговорил я, когда взрывы и стук утихли. «Идемте дальше. Пончик, ты видишь где-нибудь красные точки?» «Нет», — ответила кошка. «На платформе полно трупов. По-моему, один вагон развалился». «Значит, спускаемся. Катя, включите хронометр. У нас 8 минут. Если следующий поезд не остановится, нам необходимо убраться восвояси к моменту следующего крушения и того, что будет за следующим». Я не знал, как долго цепочка будет продолжаться, но прежде всего требовалось взглянуть на то, что мы сотворили. Пончик только ахнула, когда мы спустились по лестнице и оказались в задымленном зале. Локомотив лежал на боку, его крыша почти касалась боковой стены платформы. Мне не была видна нижняя часть поезда, но из-под вагонов поднимался дым. Большая его часть засасывалась в вентиляцию. Локомотив был все еще сцеплен с вагоном номер 2. Этот вагон был смят, скручен, как пустая жестяная банка. Мертвые волки-осьминоги и фейри-скунсы валялись по всей платформе. Половина второго вагона оставалась на пути. Крыши у него больше не было. Я не мог сказать, погибли ли мобы вследствие крушения или умерли автоматически, оказавшись под открытым небом на этой платформе. «В хвостовых вагонах еще есть живые мобы», — доложила Пончик. «Вижу белую точку кондуктора. И не вижу машиниста, но я его и раньше не видела». «Вот и хорошо», — сказал я. «Мне стало легче от того, что мы не убили машиниста. Поезд сошел с рельсов, но на локомотиве не видно повреждений», — заметила Катя. «Лежит на боку, но целый, а второй вагон разломался пополам, когда переворачивался. Должно быть, он сделан из более твердого материала», — отозвался я. При падении поезд столкнул магический знак, стоявший в центре платформы. Повсюду валялись листы металла. На всей платформе горели огоньки. Если бы не вентиляционная система, вся станция была бы уже наполнена удушливым черным дымом. Мы подобрались к более пострадавшей половине второго вагона. Трап оказался опущен, и за ним открывались рельсы. Куски мусора летели в образовавшийся проем и вышибали искры из рельсов при соприкосновении с металлом. Я увидел, что часть пути превратилась в искореженную массу металла. Эта колея будет восстановлена не скоро. Теперь нам была видна все еще закрытая дверь перехода к вагону номер 1. «Дверь не тронута», — сказала Катя. «А если он не выйдет? Что мы будем делать?» Ответить я не успел, потому что дверь отползла в бок, и за ней показался великан.
Частью под собственной тяжестью, частью от толчка двери он вывалился на трап и с рычанием поднялся. «Порядок!» – прошептал я. Этот мужчина выпрямился во весь рост и навис над нами, поскольку этот рост составлял футов 8. Помнится, кондуктор Вернон предполагал, что машинистами на поездах служат люди, судя по их голосам. Но он не был уверен, потому что ни одного машиниста не видел. Так вот, он угадал правильно, но лишь наполовину. Во всем, что находилось ниже плеч, это был нормальный мужчина. Крупный, мощный. Но там, где у обычного человека бывает шея, у этого начинался новый торс, верхняя половина другого человека. Эта верхняя половина была не такая массивная, как нижняя. Нижняя часть снабжена парой рук и парой ног. Верхняя – еще одной парой рук. Щербатый рот. Из-под фуражки машиниста свисают сальные черные патлы. Верхний торс прикрывала отвратная безрукавка, когда-то белая, с надписью «Добро пожаловать на пушечное шоу». «Welcome to the Gun Show» – новозеландская музыкальная телевизионная программа. Нижняя оставалась голой, за исключением меховой набедренной повязки. Лицо и обнаженный низ покрывали волосы синей краски, как у героя Мела Гибсона в «Храбром сердце». Бода-бода, Челотавр, уровень 40. Машинист поезда Охровой линии. Из всех местных тавров, от кентавров до бизон-тавров и носоро-тавров, Челотавр – один из самых тягостных для психики. Получеловек и человек генетически спроектирован ради силы и ловкости, и потому он идеально подходит для часто изнурительной и неблагодарной работы машиниста поездов клубка. К сожалению, акт творения этих ошеломляющих большеногих зверей часто приводит к появлению созданий с двойным содержанием тестостерона и чего-то еще такого, что делает людей жрецами мужланства и супер-пупер восторженными поклонниками избираемых ими божеств. «Такой концентрированной жути я никогда не видела», – пробормотала Катя. «Радуйтесь, братец и сестрица», – прогрохотал Бода-Бода. «И принцесса, прекрасная принцесса. Вы пережили крушение поезда. Мы должны бежать прочь из этого злосчастного места. Однако воззрите, удача на нашей стороне в этот темный час, ибо мы прибыли на пересадочную станцию, где найдем, может быть, хлеб насущный и мед животворящий». Челотавр изогнулся и двинулся дальше, опираясь на ноги и нижнюю пару рук. Не было сил смотреть на это зрелище. Он оттолкнулся от поезда, прошуршал мимо нас и выбрался на платформу. Он думает, что мы пассажиры, и не знает, что это мы устроили крушение. Я спросил, что с кондуктором? Я посмотрел в сторону хвоста состава. 3-й и 4-й вагоны смяли друг дружку. Сцепка между ними выдавилась почти под потолок зала. 5-й вагон выехал из туннеля только наполовину. «В обрез времени!» – проорала тварь, хотя не было необходимости орать. «Скоро грядущий поезд настигнет нас, и грядущий следом за ним. Все сойдут с рельсов. Домашняя база не быстро узнает о проблеме и вышлет команду на перехват. Мы должны мчаться из этого проклятого места. Бежим и будем жить, чтобы встретить новый день». Он повернулся и затрюхал к лестнице. «Наверное, мы должны помочь кондуктору», — предложила Катя. «Да, это было бы правильно», — согласился я. «Идемте. Но сначала надо поговорить вот с этим жеребцом, не то он пустится в галоп». Следующий поезд вмазался в хвост первого, вызвав новое землетрясение и великий грохот и скрежет. Звук был такой, как будто вагоны за вагонами заталкивались и заталкивались на платформу. Опять облака пыли и клубы дыма снизу.
Мы все остановились на верхней ступени лестницы. Бода-Бода, казалось, не знал, что ему делать теперь, когда он выпал из поезда. Я этого не предвидел и отправил Пончику через чат некоторые инструкции. «Увы, падшие братья!» — заголосил Бода-Бода без видимых причин. Он принялся колотить себя в грудь, и синее пятно краски расплылось по грязной безрукавке. «Эй, эй!» — позвала его Пончик. «Ты позволишь Карлу спросить у тебя кое-что?» «Конечно!» — громыхнул машинист. «Священный мой долг помогать пассажирам клубка. И долг вдвойне пред принцессами и их человечьими слугами». «Прекрати орать, пожалуйста», — попросила его Пончик. «Монго нервничает». Монго подтвердил сказанное пронзительной нотой. «Карл, теперь пойми, каково мне, когда ты печатаешь одними заглавными. Пончик, это другое, Карл. Все, что в моих силах, принцесса Пончик», — ответил гигант таким же криком. «Я не желаю расстраивать твоего преданного валета. Как я должен служить тебе? Хочется узнать кое-что о конечной станции этой линии», — сказал я. «Вы говорите о станции номер 435?» Бода-Бода утихомирил свой голос. Манера речи великана изменилась мгновенно, как будто я повернул рубильник. «Мы советуем всем пассажирам сходить на 433-й. Дальше небезопасно, даже для таких славных воинов, каковы есть вы». «Небезопасно?» — Катя усмехнулась. «А все станции перед этой безопасны. А 434-я, 435-я», — наседал я. «Станция 434 перекрыта», — сказал машинист. «На 435-й мои товарищи, служащие железной дороги, сходят с поезда и через портал возвращаются в депо». Я не отставал. «А вы сами? Мы разговаривали с кондуктором. Если ему верить, ваши коллеги никогда не покидают поезд. И сам он не запоминал, что происходило на 435-й». Бода-Бода ответил не сразу. На его размалеванном краской лице появилось непонятное выражение. Страх плюс что-то еще. Стыд? Ни к селу, ни к городу. Мы точно не доехали бы стоящей информации, если бы Пончик не смазывала наши колеса своей харизмой. Служащие клубка после выполнения священного своего долга высаживаются на станции номер 435 и направляются в туннель, который транспортирует их на базу. За возвращение работников отвечают кравяды. Кравят — воплощение ведийского бога Агни, как костра, на котором сжигают трупы. Они используют силу темной магии, чтобы подготовить работников ко входу в портал. А там возникает побочный эффект, влияющий на память. Человеческие ресурсы говорят, что кравяды смотрят туда. «А вы сами», — повторил я, — «что делаете вы?» Я перемещаю поезд, как всякий правильный машинист». «И что это значит?» «После станции 435 стоят ворота. Я въезжаю в них. Это огромный портал. Поезд просто проскакивает его. И я уже снова в депо вывожу машину на стоянку. Увы, вывожу только свой локомотив. Остальные 19 вагонов пропадают». «Пропадают?» — не понял я. «Да, вот так», — он щелкнул пальцами одной из нижних рук. «Только приближаешься к воротам бездны, и ты уже в депо. Это магия. Как она работает, я не знаю». Он огляделся по сторонам, оглянулся назад и подался вперед, переходя на шепот, словно боясь быть услышанным. «Такие, как я, не верят в магию и ее справедливость. Я не люблю проходить через ворота, но я честный служащий и делаю то, что мне велят. Я не теряю память, как дварфы или грэпплеры». Грэпплинг – захват, один из видов рукопашного боя, в котором допускается приведение противника
в бессознательное состояние. Происходит вспышка яркого света, и я телепортируюсь вместе с машиной. Дальше сплю 8 часов в кабине. Просыпаюсь, делаю обход машины, жду, когда прицепят вагоны, и еду в новый рейс. «Вы спите?» – переспросил я. Кондуктор сказал, что отключается после конечной станции и снова оказывается в поезде перед следующим рейсом. И он не упомянул, что остается время на сон. Верхняя половина Бода-Боды пожала плечами. Синяя полоса краски блестела на его лице. Когда они проходят через портал, какое-то время теряется. До следующей смены проходит часов 9-10. Что происходит с остальными вагонами? Говорят, они попадают во временную петлю и переносятся обратно обновленными. Гигант кивнул. Как и что, я, считай, не знаю. Пассажирские вагоны проходят глубокую чистку. Все поломки устраняются, все посторонние предметы исчезают. Большинство. Вернон излагал дело не в точности так. А ваш-то локомотив, с ним что? Он не проходит глубокую чистку? Нет, какое там. Что надо? Я перешел к важному вопросу. Значит, если мы будем с вами, когда вы будете проезжать через ворота, с нами не случится ничего плохого? Он помолчал. Я слышал про пассажиров, которые проехали через ворота. Ничего хорошего для них от глубокой чистки. Иногда остаются лишь кости. Я помотал головой. Я не имел в виду пассажирские вагоны. Если мы останемся в ходовом вагоне, с вами. Бода-Бода насупился. Я всегда хотел ездить с друзьями-воинами, особенно когда в неизвестное. Увы же мне, никто не ездит в первых вагонах. Машинисты только. Это закон клубка. Даже служащим нельзя в машину. Исключений нет. Но если бы мы были в первом вагоне, мы бы не пострадали. Вас не убили бы ворота бездны. Неожиданно он поднял в воздух все 4 руки, и металлические когти со звоном выскочили из верхней пары запястий, словно он был каким-нибудь бастардом Росомахи. Герой комиксов издательства Marvel Comics. Но меня честь обяжет вас убить. Исключений нет, друг воин. Раз так, то ладно. Я отступил на шаг. Это существо безумно. Они все безумны, до самой последней твари. Еще только один вопрос. Вы вышли из кабины из-за того, что поезд сошел с рельсов. Могла бы какая-то другая причина заставить вас покинуть кабину? Ну, если мы захотим поговорить с кем-нибудь из ваших товарищей-машинистов, как нам поступить? Бода-Бода опустил руки, металлические пластины втянулись обратно под кожу. Мы не оставляем локомотив, если поезд не поврежден. Это правило. А воины и друзья... Я вижу место отдохнуть. Я выпиваю сколько надо меда и жду команды реагирования на крушение, которое вызволит меня и доставит на базу. А теперь я приветствую вас. Он повернулся и двинулся к клубу «Покоритель». Мы не сводили с него глаз, пока он не нырнул внутрь и не скрылся в темноте. Выходит, он член этого клуба. Я перевел взгляд с Пончика на Катю. Издалека, снизу, донесся новый удар. Еще один поезд сошел с рельсов. Так что мы сейчас узнали? Как будто бы у нас есть возможность вернуться на старт. Надо только проникнуть в кабину машиниста, сказала Катя. Да, это верно. Но единственный способ туда проникнуть — авария. Ничего хорошего для нас в этом нет. Нужен ключ машиниста, вспомнила Катя. Может быть, ключ в его инвентаре? Тогда мы сможем проникнуть в первый вагон, пока поезд еще в движении. Я кивнул. Вот и я об этом подумал. Но ключи, мы это уже знаем, различаются цветовыми кодами. Значит, ключ этого парня подойдет к дверям локомотивов только охровой линии. Я думаю, если мы попробуем этот ключ на поезде желтой линии, у нас ничего не выйдет.
А когда мы спускаем поезд с рельсов, чтобы завладеть ключом, движение на линии останавливается. Насколько времени останавливается, мы не знаем. Но ключи не нужны, если поезда стоят. «Погоди, Карл», — вмешалась Пончик. «Разве останавливаются только те поезда, что сзади? А если мы возьмем ключ, ввинтимся в кошмарный экспресс или в какой-нибудь из тех суперскоростных поездов, что перепрыгивают временную петлю, и зацепим поезд, который сейчас впереди нас? А вот это грандиозно!» Я повернулся к Пончику и потрепал ее по голове. Кошка засветилась. Я и сам обдумывал такой план, но считал неуместным его обсуждать. Мне кажется, это чудище открыло перед нами два пути к колодцам. Мы сможем воспользоваться порталом для служащих. Есть такая вероятность. Похоже, что обходчики, избравшие этот путь, теряют время и страдают провалами в памяти. И им приходится противостоять кровяду, кем бы он ни был. Возможно, это босс, стерегущий портал. «Как-то сложно это все», — вздохнула Катя. «Интересно, сколько обходчиков из 300 тысяч узнают то, что узнали мы?» «Будем надеяться, что все 300 тысяч», — сказал я. «Мы начнем распространять информацию через свои контакты. Сомневаюсь, что отсюда есть всего один выход или два. Выходов много, просто мы о них не знаем. Смотрите, что за станция такая 436, что мы только там можем пересесть на кошмарный экспресс. И еще необходимо связаться с Элли и Имани по поводу «злые предатели», «саботажники». С такими криками из клуба «Покоритель» вырвался Бода-Бода. «Лицедеи! А я поверил, что вы настоящие! Я убью тебя во имя высочайшего Грулла! Пригвожу и зарежу!» Он вознес кверху руки и вновь выдвинул из них металлические когти. На лице застыл гнев, а его точка сделалась красной. Из-за двери высунулся бананоголовый клирик, всплеснул руками и скрылся. Заиграла музыка. А, мать-перемать. «Грул?» — спросила Пончик. «Это что?» «Да», — успел ответить я, перед тем, как мир застыл. Битва боссов. В воздухе поплыли наши аватары. Вы раздразнили одного из неигровых персонажей, но не просто одного из них. Это босс местности. Это Версус. Надпись вклинилась в плывущий текст, и словно брызги крови полетели во все стороны. На виртуальный экран выплеснулся вопящий портрет Бода-Боды. Челотавр Бода-Бода, машинист поезда, приверженец Грулла, бога войны, берсерк крайнего порядка, уровень 40. В мир вернулось движение. Бода-Бода галопом стартовал в нашу сторону, с воплями и пеной изо рта. «Сейчас будет весело», — предсказал я и скомандовал. «Стойка 3». Кулак сжат, рукавица сформирована. В этой стойке Катя располагалась рядом. Монго на значительном расстоянии слева от меня. Пончик оставалась на земле, между мной и Монго, не выдвигаясь вперед. «Карл, по-моему, этот попик сказал ему, что поезд спустили с рельсов мы. Что за ублюдок?» «Думаешь?» — отозвался я. «Тогда пли». Пончик выпустила в клирика 2 ракеты, но они отскочили от груди разъяренного челотавра, не причинив ему вреда. «Эй, магические ракеты бессильны!» — прокричала Пончик. «Хорошо, мармелад в сторону». Я поставил дымовую завесу. Катя отошла на 3 шага вправо. Пончик вызвала на земле на пути челотавра свою дыру. Я активировал страх. Ямка в земле получилась не больше 3 сантиметров глубиной, и чудище только споткнулось. Мое заклинание тоже произвело весьма слабый эффект. Еще несколько дней, и страх станет намного более действенным. Я навел жахнем бро на свою рукавицу, и она засверкала электрическим огнем. Запас маны уменьшился. «Предательство! Опять предательство!»
разорялся Бода-Бода. «Магия! Колдовство! Умрите во имя Грулла!» Он прыгнул, слепо размахивая своими лезвиями над местом, где я только что стоял. Потом развернулся и нацелился на Пончика. Я как раз этого и ожидал. Кошка метнулась прочь, а Монго яростно завизжал. Катя и я ринулись вперед. Я отклонился, изо всех сил саданул врага рукавицей и смял мошонку его нижнего торса. Он зарычал. Тело сделалось твердым и мощным, словно мешок с гравием. Босс заорал. Над ним появилась шкала здоровья. Показатель упал процентов, наверное, на 5. Из ниоткуда возникло извещение и повисло на моем интерфейсе. 1,5. Что оно означало, я понял, только не понимал, зачем оно оставалось на экране. Мне нужно соблюдать осмотрительность, действуя кулаками. Благодаря магической силе моей рукавицы, каждый удачно нанесенный ею удар составлял 1,5% воззвания к богу войны Груллу. Судя по всему, этот Грулл был более полнокровным, едва ли не бессмертным близнецом Дюжева, принца империи черепов. Вот в чем мы нуждались в самую последнюю очередь. С громким криком Монго взвился в воздух и обнажил когти. Бода-Бода среагировал с быстротой молнии, ударил динозавра тупыми концами лезвий и сшиб с копыт. Монго закричал от боли, грузно ударился о землю, и его здоровье упало так, что я встревожился, несмотря на боевой вид зверя. «Монго!» Пончик метнулась к своему питомцу, а Бода-Бода развернулся, чтобы напасть на меня. Я попробовал ослепить его дымовой завесой, но он оказался умелым бойцом, да и рефлексы у него были ураганные. С победной решимостью Челотавр набросился на меня. Катя рванулась вперед и рукой парировала наскок. И тут же отшатнулась, не сдержав крика. Я взглянул в ее сторону и с ужасом увидел, что часть ее руки отлетела прочь и звонко ударилась о землю. Это только металл, это не живое тело. Я прыгнул на противника и врезал 4 раза по его груди. 3, 4,5, 6, 7,5. Дерьмо дерьмовое. В описании ничего не говорилось о том, что эффект накапливается. Но был ли у меня выбор? Я стоял прямо перед монстром, слишком близко для удара ногой. Я ударил его шипастыми наколенниками, но силы удара не доставало. Нужен шаг назад. Пришлось нанести еще 2 удара, чтобы высвободиться. При втором ударе я ощутил, что грудь этого ужаса вдавилась. Он уже орал от боли и ярости. 9, 10,5. Только я отступил, как босс изготовился к новой атаке. Края лезвий царапнули меня по лицу. Я вскрикнул, когда 3 ножа резанули по-живому. Рука нижнего торса Бода-Боды захватила мое горло. Просто поймала. Я не успел вырваться. А потом мое горло сжали уже 2 руки. Я вскинул голову и увидел, что этот упырь занес верхнюю правую, чтобы звездануть меня сверху. И мысленно вызвал защитную оболочку. Челотавр завопил, когда его выбросило из зоны защиты, протащило справа от меня, утянуло на лестницу и вышибло на затянутые дымом горящие развалины, которые недавно были платформой охровой линии. К сожалению, статическая природа заклинания, оказавшегося столь эффективным, на этот раз сработала против меня. Когда сила заклинания потянула Боду-Боду прочь, 2 его руки твердо, крепко сжимали мое горло. Уволакиваясь, он утянул меня за собой, как собаку на поводке. Я хрипел, чувствуя, что лечу и вращаюсь в воздухе. Когда мы уже одолели приличное расстояние, хватка моего противника наконец ослабла. Мы свалились с лестницы. Сначала тело врага смягчило мое падение, но, оказавшись на земле, он подмял меня и нажал на грудь, не давая дышать. Я почувствовал жуткий треск внутри собственного тела. Извиваясь, Челотавр все еще двигался вперед. Я же припал к целебному зелью еще до того, как ударился
раскаленный до красна лист металла. Закричав, я отполз в сторону и закричал опять, когда мои переломанные ребра и рука начали срастаться. Ведь больно, дерьмо же ты святое. Я повернул голову как раз вовремя, чтобы успеть увидеть, как Бода-Бода полетел с края платформы и втиснулся в проем между 3-м и 4-м вагонами, которые смялись еще сильнее под новыми ударами и превратились в подобие громоздкого типи. Переносное жилище индейцев Великих Равнин, предгорного плато на территории США и Канады, расположенного к востоку от скалистых гор, вытянувшегося до потолка туннеля. Я кое-как поднялся на ноги, а мой противник, явно контуженный, выпрямился во весь рост в переходе между вагонами. Могло показаться, что он стоял в палатке. Его макушка терлась о смятые вагоны. Бода-Бода успел потерять свою фуражку машиниста, и теперь была видна его обширная лысина. Показатель его здоровья упал до отметки примерно 20%. Иисусе, вот живучий же парень. «Я чувствую у себя в груди», — проговорил он диковинным голосом. «Боги благословили меня». Цифры 10,5 замигали, и над Бода-Бодой возник хронометр. 10 секунд. Обратный отсчет. Святого же Бога я призвал. Оставалось несколько секунд на то, чтобы закончить схватку. Иначе мы все погибнем. «Карл, Карл, мы идем!» — прокричала Пончик с верхней ступени лестницы. «Кошмарная идея», — подумал я и ринулся вперед. На бегу, перепрыгивая через осколки камня, активировал свой удар пяткой, подскочил и врезал ногами по нижней груди врага, по солнечному сплетению. Бода-Бода снова повалился на рельсы, а я тем временем влетел в туннель, словно мешок с молотками. Ззззз. Звук не был громким. Я едва слышал его сквозь музыку, но я его чувствовал. Это ощущение знакомо всякому, кто когда-нибудь стоял вблизи высоковольтных проводов. Физическое ощущение. Смерть, проносящаяся мимо. Когда пропитанная электричеством туша Бода-Боды обмякла и рухнула на пути, я более чем ощутил, как ток проходит по 3-му рельсу. Боль пронзила все мое тело, как только падение чудовища вызвало короткое замыкание в рельсах. К счастью, заземление отвело заряд. Я отпрыгнул назад, ударился головой о край платформы и почувствовал, что Пончик вцепилась сзади в мое одеяние и тащит меня прочь. Она пустила в ход целебное заклинание, выкрикивая мое имя. Мир снова замер, и появилось известие. «Победитель!» Не очень весело было, буркнул я через минуту. Застонал и сел. Давай попробуем отправить тело в лут так, чтобы не получить удар током. А потом обработаем раны. Мне нужно отдохнуть перед новой развлекухой. Извещение админа. Примите поздравления, обходчик. У вас есть спонсор. Зрители, которые следили за вашими подвигами, теперь увидят рекламу, произведенную вашим спонсором. Имя спонсора – корпорация «Валтай». Дополнительные подробности вы найдете в таблице. Глава 12. Охровая линия. Станция 149. «Карл, у меня теперь 28 уровень и спонсор», — сообщила Пончик, когда я поднялся. Кошка ахнула. «Угадай, что за спонсор? Это принцесса Денадия из королевства Призмы. Я люблю ее». Я потряс головой. Ориентация еще не полностью вернулась. Внизу под нами Монгу на час осторожно тянул набедренную повязку Бода-Боды, стараясь стащить его с наэлектризованных путей. А нам следовало торопиться. Подойдет следующий поезд, врежется в хвост этого, и тогда не исключено, что эти 2 вагона окажутся совершенно расплющенными. К тому же в любом из подходящих поездов могут оказаться новые Боды-Боды. Меньше всего я нуждался в очередной драке с дрянью из этой породы. Денадия? И кто это? Пончик посмотрела на меня с негодованием.
Карл, возможно, она сейчас смотрит трансляцию. Попроси у нее прощения. Принцесса Денадия из королевства Призмы. Прошу меня простить. Так кто же она все-таки? Пончик вздохнула. Ты сидел рядом с ней на шоу китайского потрошителя. Она саккофианка из рас Исаков. Да что с тобой, Карл? Я, оказывается, не забыл. Было это всего несколько дней назад. Существо со щупальцами вокруг лица. Тогда нам сказали, что ее страна, планета, звездная система, да мало ли что, небольшая, но могущественная. Принцесса Денадия славится своей откровенностью и, похоже, посвящает все свое время кочевьям с одного шоу на другое. Я вспомнил, как она пробовала схватить мою виртуальную руку, когда империя черепов непреднамеренно убила Манасу, мозгом которой на самом деле управлял паразит из корпорации «Валтай». Желая уничтожить нас, Денадия страшно расстроилась. Итак, нашими спонсорами оказались две партии, представители которых присутствовали тогда у потрошителя. «А у тебя кто?» — поинтересовалась Пончик. «Корпорация «Валтай». «Карл, об этих ни слова вслух. Боран с ними на ножах. Это они стараются подгрести под себя систему Боранта. Из-за этого и шоу началось тогда, когда началось. Пончик, если они с Борантом враги, то почему Борант позволил им стать твоими спонсорами? Карл, возможно, у Боранта не было выбора. Пончик, это означает, что ты получишь что-то реально хорошее? Карл, я не знаю. Хотел бы надеяться. Возможно, это означает нечто противоположное. Это может означать, что теперь Борант постарается убить меня быстрее. Но за нас тот факт, что пока мы приносим им хорошую прибыль, нам нужно убедить их, что живые мы стоим дороже, чем мертвые. Меньше всего я хотел бы участвовать в межгалактической игре в роли пешки. У меня и так хватало проблем. Ты слышал, что говорили о рекламной поддержке от наших спонсоров? Спросила Пончик. Я надеюсь, у принцессы Денадии много разной рекламы. Нет ничего мерзее, чем когда все крутят и крутят одно и то же объявление. Кстати, ты уходил и оставлял телевизор на стариковском канале. Мне приходилось целыми днями смотреть Мэтлока. Американский юридический драматический телесериал 1986-1995 годы. И в каждой рекламной паузе было одно и то же. Я упал, не мог подняться. Когда мы спустимся на 5-й этаж, у нас будет другой спонсор. На 6-м опять новый. Так что давай думать о том, как пройти дальше с этого этажа. Тогда твоим фанатам разнообразие будет обеспечено. Я подумала, надо бы дать фанатам имя. Например, свита принцессы. Как тебе? Я хмыкнул. А если дырки от пончика? Не груби, Карл. Под нами взорвался один из временных Монго. Он случайно прикоснулся к листу металла, соединенному с третьим рельсом. Второй автомонго зарычал, потянул Боду-Боду сильнее и прислонил труп к стене туннеля. Тогда я отправил тело в лут, получил 498 золотых и 3 предмета. Ключ машиниста охровой линии, бутыль повышающего градус магического восстановителя волос и карту местности. Едва я получил карту, как она заполнила мой интерфейс. Причем не так, как это бывало обычно. На интерфейсе высветились не ближайшие окрестности, а полная схема охровой линии со всеми станциями и текущим местонахождением поездов. «Уху!» — воскликнул я, настроив масштаб карты и принявшись за ее изучение. Линия открывалась на станции 11 и заканчивалась на 435-й. Вот эта карта-то карта. Тут на порядок больше, чем нам доставалось до сих пор. Вся эта железнодорожная линия представляла собой волнистую черту. Движение поездов на ней продолжалось. В поездах нам были видны все точки, как белые, кондукторы, машинисты, так и красные, дзикининки, упыри-гули и другие монстры. Я так и не увидел голубых точек, наших товарищей-обходчиков. Последний поезд, прошедший через станцию 149, тот, который я пометил косым крестом, по всей видимости, продолжал свой путь по свободной колее и приближался к станции номер
160. Затем поездом, который мы сокрушили, образовалась пробка. Если и существовала команда перехвата, об отправке которой говорил Бода-Бода, никаких ее признаков я не видел. Зато на путях наблюдалось кое-что не совсем обыкновенное. Так как 151-я станция была пересадочная, то после нее на 152-й были монстры. На путях возле этой, как и у 153-й и у 154-й. Монстры прямо на путях. Я видел, как один моб, некая штука под названием «сука-утка», ударился об электрифицированный рельс и обратился косым крестом. В ту же минуту появились и другие монстры. Они спрыгивают на пути и движутся пешком к станции 155. Поезда перестали подъезжать, и их больше никто не ждал. Теперь перемещение чудищ должно было существенно замедлиться. Ни одна миля отделяла каждую станцию от соседней. За нашими спинами тоже должна была вот-вот начаться движуха. Красные точки монстров двигались позади нас, между пострадавшими вагонами, хотя мне показалось, что у них не было шансов перебраться через обломки поездов. Тем же, кто шел впереди нас, предстоял отнюдь не близкий путь. Расстояния между станциями были большими, в особенности впереди нас. Первые станции располагались значительно ближе, от одной до другой дойти можно было без труда. Так, станции с 11 по 72 разделяли расстояние примерно в один городской квартал. Такое расстояние мы смогли бы пройти за несколько часов, если бы нас ничто не задержало. Это было полезно узнать. Для сравнения, 300-ю станцию отделяли от 301-й 40 или 50 миль. Поднявшись по лестнице, мы нашли наверху Катю. Она сидела на земле и беззвучно плакала. К ней вернулся ее нормальный облик. Левой рукой она массировала правую. Я заметил, что она поднялась на 24 уровень. Я сам оставался на 29-м. «Вы в порядке?» – спросил я, приблизившись к ней. Она указала кивком на лежавшую рядом с ней груду металла. Это был кусок панциря, сброшенный Бода-Бодой, когда Катя кинулась защищать меня. Она подняла правую руку, которая выглядела здоровой, неповрежденной. Но вдруг ладонь на моих глазах изменилась. Исчезли 4 пальца. Он отрубил мне пальцы. Когда я себя вылечила, они не вернулись. «Нет», — выдохнул я и опустился на землю около нее. «Как жаль. Я думал, это только часть вашей амуниции. Мы бы возвратились скорее, если бы знали, что вы пострадали». Катя всхлипнула. «Глупости. Я могу сделать себе пальцы из других частей себя. Он даже не совсем отрубил их. Я как глина. Потеряла кусочек плоти, не больше. Мне пришлось снять кольцо с раненого пальца и надеть на один из новых. Но все-таки части меня нет. Я теряю себя». «Неправда». Я осторожно прикоснулся к ее лбу. «Вот видите, настоящая Катя здесь. Отрезать можно хоть все остальное, но вы остаетесь собой. Не дайте им вас сломать, чтобы они не делали. Хорошо?» Она поднялась. «Ну да». Судя по голосу, я не убедил ее. Она по-прежнему сжимала и разжимала кулак. Потом вздохнула и как будто начала успокаиваться. Нужно было добыть для Кати новое защитное снаряжение. Много снаряжения. Ее класс и раса в сочетании давали ей возможность быть идеальным орудием. Но мы не использовали это преимущество. Меня беспокоила возможная реакция Кати на предложение полностью заковать ее в металлические латы. Но это было необходимо. Ей нужно состоять на 90% из металла и на 10% из плоти. И никоим образом не наоборот. Вы когда-нибудь пробовали фо? Фо, пхо, вьетнамский суп-лапша с кусочками мяса или рыбы? Спросил я, указывая на зону безопасности на карте. Получив доступ к карте, я мог отслеживать перемещение монстров-боссов. Сейчас никто из них вроде не направлялся в нашу сторону. Передохнем немного, а потом пересядем на пурпурную линию и остаток дня проведем там. Когда мы двинулись дальше, Пончик спросила Катю: «А у тебя спонсор есть?» «Мой спонсор — прекрасная и ужасная принцесса Денадия из Призмы. Карлу досталась корпорация Валтай». «У меня тоже есть», —
сказала Катя, когда мы заходили в зону безопасности. И тоже принцесса. В сообщении говорилось «принцесса Громада из империи черепов». «Хотела бы я знать, кто такая эта принцесса», добавила она, когда мы принялись за суп. Катя достала схему Мордекая и теперь наносила на нее новые данные по охровой линии, а также сведения, которыми ее снабдили дочери. Пончик в это время нежилась в душе в подвале, а Монго остался с нами. Он сверлил меня взглядом, пока я не бросил ему кусок мяса. «Я от нее пока ничего не получила. А вам прислали что-нибудь?» «Тоже нет». Я подозревал, что это за принцесса. Зев однажды упомянула о ней, хотя и не называла имени. Империей черепов правил король Раст. Дюжий был кронпринцем, маэстро вторым в линии наследования. Потом Валтай низложил его и вскоре убил в отместку за покушение, в которое вместо меня погибла Манаса. Зев тогда сказала, что если Дюжева король тоже отстранит, то наследницей станет его сестра. Я понял, что это и была принцесса Громада. Но стала ли она первой наследницей? Действительно ли отстранен принц Дюжий? Хекла говорит, что ее спонсирует какая-то межзвездная ферма или что-то в этом роде. Их зрителям, наверное, показывают рекламу космических гамбургеров. Я вздохнул. Вкус этого фо заставил меня подумать о собачьем дерьме. Боб К, управлявший этим заведением, старался как мог, но было ясно, что своего дела он не знал. Я отодвинул свою миску на край стола. Монго немедленно обрадовался и ткнулся в нее головой. «Посмотрите, я вычислила кое-что», — снова заговорила Катя, пододвигая ко мне огромный лист. «Наша следующая задача — как можно скорее увидеть, что нас ждет в конце линии. Правильно? Если мы попадем сюда, она отметила точку на схеме, и переберемся на другую линию, то попадем на некий поезд расчленения Limited. По словам вашего друга Баутисты, он тоже останавливается здесь. Кошмарный экспресс в 2 станциях отсюда, на лиловой линии. А так как он проходит весь путь до 436-й, то есть на 1 прогон дальше конца линии, мы сможем доехать на нем до туда и увидеть, что там. Если мы поступим так, то истратим сколько-то часов, а не дней. Я тупо уставился на нее. Не понимаю, что вы мне сейчас сказали, но верю вам. Катя пожала плечами. Не представляете, что значит ездить в токийском метро, когда вы знаете только исландский язык, немецкий, русский и английский. Я была в Токио лишь 1 раз в детстве, и это был ужас. Все намного проще, когда есть карта. Я посмотрел на ее карту, и голова закружилась от путаницы линий. Я перевел взгляд на самостоятельно вычерченную схему. Там толку было больше. Плохо, что мы не знаем, безопасны ли эти именованные поезда, такие как Кошмарный экспресс и расчленение Limited. «Небезопасны, конечно», — сказала Катя. Она только сейчас заметила, что Монго уже тянется к ее миске с забытым фо и пододвинула еду к нему. Он радостно взвизгнул и принялся шумно лакать. «Ты вовремя», — сказал я Пончику, когда кошка поднялась к нам, отмытая и сверкающая. «Ящик босса — хрень», — заявила она. «Я получила только пару целебных заклинаний и комплект ловушек с отравленными копьями». «Жуть какая!» — буркнул я. «Так какие у нас планы?» — осведомилась кошка. Я взглянул на Катю. «Командуйте». Табличка на станции извещала нас, что поезд расчленения Limited прибывает раз в 48 минут. Когда приходил последний поезд, мы не знали, поэтому нам оставалось только ждать. Петля на этой линии была короткой, поэтому нужно было выходить на ближайшей станции. Движение поезда по всей петле занимало 48 минут, и я прикинул, что на следующей станции пересадки мы окажемся минут через 15 или 20. Вроде бы чересчур быстро. Однако, когда я взглянул на пути, то понял, в чем тут дело. Станция Кошмарного экспресса была вдвое длиннее обычных, и туннель был больше. А у этого поезда не так. Платформа оказалась заметно меньше других.
Высота туннеля как будто такая же, как на цветных линиях. Колея широкая. С обеих сторон платформы были установлены двойные металлические ограждения. Монорельсовый поезд на магнитной подушке. У нас в Сиэтле было нечто подобное. Правда, эта конструкция имела более футуристический вид. Пока мы ждали, Пончик практиковалась со своим заклинанием «Дыра». Я, наконец, сумел убедить ее в том, что это вовсе не бесполезная игрушка. Кошка даже добралась до 2-го уровня, то есть смогла проделывать дырки глубиной в 5 сантиметров. Собственно говоря, глубина дыр составляла 6 сантиметров, то есть один уровень соответствовал 3 сантиметрам или 2,3 дюйма. В подземелье использовалась метрическая система мер, но я никак не мог избавиться от привычки к английской системе. В работе мне постоянно приходилось иметь дело с единицами измерения, и я привык переводить их из одной системы в другую в уме. У меня имелась и таблица перевода мер, наклеенная на ящик для инструментов. В общем, 2-й уровень дыры был достаточен для того, чтобы вскрывать большинство небронированных дверей. Пончик могла запускать и отключать заклинания по желанию, пока ей по силам были углубления диаметром со стандартную крышку люка, которые существовали около 5 минут. Хотя можно было снять действие заклинания и раньше. Под моим взглядом она проделала отверстие в станционном информационном табло и заставила Монго просунуть в него голову и щелкнуть зубами. В этом состоял боевой прием, который мы назвали сюрпризом номер 1. Когда с этим было покончено, Пончик отключила дырку, и информационное табло приняло прежний вид, без следов повреждения. «Карл, это самое чудесное заклинание в мире. Я должна тренировать и тренировать его». «Работай, конечно». Пока кошка практиковалась, я вышел на связь с Элли и Имани. «Карл, приветствую, друзья. Вы свободны?» «Элли, к вашим услугам. Я уже начинала беспокоиться. Недисциплинированный мальчик. Некоторое время у меня ушло на рассказ о заключениях, к которым мы пришли. Имани, Карл, теперь нам придется прекратить останавливать поезда до тех пор, пока у нас не будет четкого плана ухода отсюда. Если ты остановишь поезд, а за тобой на линии будут другие обходчики, они могут оказаться в ловушке из-за тебя. А это плохой исход. Хуже, чем ты можешь подумать. Карл, а вас что заставило прекратить изыскание? Элли, лекарство. Эта леди-осьминог подсадила всех наших на опиаты. Обезболивающие, повышающие градус витаминные инъекции. Называются-то инъекциями, но их надо пить. Дальше Имани рассказала об их с Элли открытиях. После каждой 5-й остановки, номер, оканчивающийся 5 или 0, начиналась сеть туннелей. Все монстры, севшие в поезд на предыдущих остановках, выходили, разбивались на группы в соответствии с расами и расходились по туннелям. Каждый переход заканчивался дверью, в которой имелась щель. За дверью находился монстр, именуемый Пука. В кельтском фольклоре ловкий оборотень может причинять мелкие неприятности, но в целом доброжелателен к человеку. Имани описала Пук как покрытых мехом существ, похожих на гоблинов. Они – боссы местности. Каждый Пука обладает множеством сосудов для зелий. Он протягивает сосуд каждому монстру. Через щель в двери монстр с сосудом проходит через вращающуюся в одном направлении дверь и попадает на станцию, с которой отправился. По-видимому, зелья обладают мощными седативными свойствами и вызывают зависимость. Определенные зелья предназначаются определенным расам. Из-за приверженности к этим зельям монстры, которым случается проехать нужную станцию, впадают в панику. Каждому монстру полагается принимать только один сосуд за один раз, и приносимый зельем кайф длится ограниченное время. Имани сказала, что наркотическое действие, насколько она могла судить, начинается только после прохода через портал. Монстр получает сосуд, минует портал, принимает зелье, а когда действие наркотика ослабевает, он возвращается на станцию, чтобы принять новую порцию. Имани,
В описании сосудов сказано, что если моб не получает вовремя полагающуюся ему порцию, то с ним что-то происходит. Мобы изменяются физически. С ними происходит что-то вроде того, что происходило с пестрыми личинками. Но здесь изменения грозят всем мобам, находящимся на этом этаже. Поэтому каждый раз, когда мы нарушаем регулярное движение поездов, монстры лишаются своих сосудов, и у них происходит цепная реакция. Карл. А что Кракарин? Имани. Она и производит препараты. Я догадываюсь, что так как каждый сосуд предназначается представителю определенной расы, изготавливают зелья на разных станциях разные Кракарин, боссы разных местностей. Я не уверена, что мы в состоянии противостоять Кракарин, поэтому увела свою команду. Элли, мы не могли ее уговорить. Чересчур она робкая, наша Имани. А я бы всех льдом закидала. Имани. Монстры Пука превращаются в гигантских козлов, когда на них нападают. Так что если встретите кого-то из них, держите ухо востро. Серьезные создания. Мы договорились, что скоро снова увидимся в клубе Деспирадо, чтобы Имани и Элли сделали себе копию карты. Постоянно прибегать к чату стало утомительно. Женщины пожелали нам удачи на расчленении Limited. «Я не понимаю, в чем смысл всего этого?» – пожаловалась Катя, когда я пересказал им с Пончиком новости друзей. «У меня есть предположение», – сказал я. Мордекай говорил, что неигровые персонажи и монстры запускаются в игру каждый раз с новыми воспоминаниями. Ведь так? Но при этом они остаются независимыми действующими лицами. Не то что безмозглые мобы, каких мы встречаем в реальных видеоиграх. Заставить одного или двух мобов сделать то-то и то-то, пожалуй, не очень трудно. А вот управлять целой группой, думаю, не так просто, как сказать об этом. Эти живут своими эмоциями, стремлениями, живут своей жизнью. Чтобы что-то сделать, они должны этого захотеть. Хозяева шоу придумали этот этаж с поездами, но они хотят, чтобы монстры садились и выходили через каждые 5 станций. И тут начинаются трудности. Им требуется универсальный способ вызывать нужные им действия. Почему бы не приучать к наркотикам всех? Так монстры становятся покладистыми и петляют по одним и тем же маршрутам, ведут себя предсказуемо. Что же, хозяева набили целый этаж монстрами и развивают у них зависимость от препаратов, усомнилась Катя. Как-то это сложно. Я хмыкнул. Так ведь все происходящее безумно. Задумана идеальная самодостаточная экосистема, такая, которая могла бы надежно существовать хоть какое-то время. Я не знаю, когда эта публика питается, спит, что там еще. Но этаж предназначен для того, чтобы люди не могли мешать системе. Има не говорит, что монстры меняются, если не получают наркотик. Боюсь, скоро мы сами увидим, что она имеет в виду. Поезд идет. Приготовились. Поезд въехал на станцию почти бесшумно. Гладкий, белый первый вагон имел обтекаемую форму, идеальную с точки зрения аэродинамики. За ним следовали всего 2 вагона. Кабина машиниста была застеклена со всех сторон, как башня Боинга Б-17. Легендарный американский тяжелый бомбардировщик «Летающая крепость», участвовавший в боях над всеми театрами военных действий Второй мировой войны. Сквозь стекло был виден и сам машинист. Оригинальное это было создание. Мрачный жнец. Традиционное олицетворение смерти в культурах разных народов. В пончо и маске. Такова была моя первая мысль. Он увидел нас на платформе в то же мгновение, когда мы разглядели его. Хотя материальных глаз у него не было, я чувствовал на себе его взгляд, когда поезд замедлял ход. В отличие от цветных линий, здесь вход в головной вагон не был блокирован. Я вдруг осознал, что этот вход был единственным на весь поезд. Находился он возле машиниста. Похоже, что этот машинист был единственным живым существом в поезде. Во всяком случае, в первом вагоне. Он помещался не в огороженном отсеке, а просто в затемненной зоне. Перед ним находилась приборная доска, как перед водителем,
обыкновенного автобуса. Он устроился на низком надувном сиденье. Стеклянная передняя секция вагона была устроена таким образом, что во время движения машинист мог смотреть вниз и наблюдать за уходящими назад рельсами. «Пожалуйста, нет, пожалуйста, не входите», — проговорил он, когда дверь с шипением отползла вбок. «Пожалуйста, найдите другой путь. Мы закрыты для обходчиков». «О, мы вам не причиним вреда», — ответила Пончик и легко запрыгнула в кабину. За ней последовал Монго, затем вошла Катя, и я последним. «Пока вы не попробуете причинить вред нам». «Что за чертовщина?» — пробормотал я, пробираясь внутрь. Вагон был уже нормального, и сидений в нем не было. Он выглядел как открытое пространство, может быть, как товарный вагон. Заканчивался он отодвигающейся дверью, которая вела в следующий вагон. Каждый квадратный дюйм пола покрывали пятна засохшей крови. Ударил в нос смертный запах гнили. «Как отвратительно здесь!» — проворчала Пончик, забралась ко мне на плечо и тут же принялась вылизывать лапу. «Я только что была в душе». «Пожалуйста, еще не поздно!» — продолжал молить машинист. «Сейчас же уйдите!» Я повернулся так, чтобы рассмотреть его. Болезненно бледная фигура, полностью голая, если не считать фуражки машиниста. То, что я сначала принял за пончо, на самом деле было просто плотью какой-то неподходящей формы. У машиниста не было мышц. Все тело выглядело неопределенным. Отливающая зеленью плоть свисала, как свисала бы с маленькой кровати слишком большая простыня. Когда он говорил, нижняя губа свисала ниже челюсти, и слова звучали из ноздрей. Нос вроде бы казался крючковатым, но свешивался на сторону. Выглядело так, словно к лицу приклеился использованный презерватив. Глаза ввалились, открывая желтые кости. Клочья черных волос прилипли к голове. Левий. Имя родоначальника одного из 12 колен Израилевых, третьего сына библейского патриарха Иакова. Это имя носил и евангелист апостол Матфей. 7. Симбионты. Живые существа, могущие существовать только в симбиозе. Тролль мясоносный и хобгоблин-скелетик. Уровень 7. В сущности, это два создания. Только в сочетании они обладают разумом и даром речи. Скелетик – это привычный вам оживший скелет. Ничего особенного. В данном случае скелет хобгоблина. Один из тех немногих монстров, которые более приятны для глаза, когда они в виде скелетов. Среди всех заклинаний боевых магов, с которыми солдаты имеют дело во время жестоких массовых сражений, которые еще случаются на 9 этаже, заклинание «С тобою еще не покончено» одно из самых устрашающих. Павшие воины, в данном примере это душегуб-тролль, обречены заклинанием, и плоть их буквально сползает с тела. Эта пустая кожа становится разумным миньоном, именуемым мясоносной. Мясоносных часто бросают на полях битв, на земле врагов и в их траншеях. У мясоносных одна цель – найти новый набор костей. Отыскав жертву, шкура разворачивается и прыгает, накрывает тело, душит его и растапливает. После смерти остатки жертвы сгорают, и мясоносный прибегает к единственному заклинанию, что ему ведомо. Заклинанию «Костяк», которое оживляет оставшийся скелет. То, что формируется в результате, более не миньон начального мага. И он не есть не мертвый. Он нов для мира, часто бывает растерян и испуган. И слаб. Симбионта чрезвычайно легко убить. Проходит несколько часов, и новый симбионт становится цельным. Это двуединство готово стать жертвой других мясоносных, которых, говорят, влекут новые кости их недавних половин. Если мясоносный убивает симбионта, то новое существо становится умнее и сильнее прежнего. Ходят рассказы о часто воспроизводящихся симбионтах. После множества воспроизводств, как утверждают слухи, они многократно усиливаются. И вот же он, такой славный пустячок. Вот он, Левий 7.
Этот квест запускался 6 раз со времени открытия этажа. «Пожалуйста!» — тянул Леви седьмой, хотя было уже поздно. «Задняя дверь открывается только тогда, когда в поезде обходчики. Когда они добираются до меня, это так больно!» Поезд тронулся. Я успокаивался по мере того, как он набирал ход. На моем интерфейсе появился хронометр. До следующей остановки 19 минут. «Что за той дверью?» — спросил я Левия, хотя преотлично знал, что там. Новый квест. Левий в вашем меню. Пройдите квест или провалите его. Провал влечет последствия. Не допустите, чтобы Левия седьмого сожрали мясоносные. Этот квест продолжается столько времени, сколько вы находитесь в поезде. Награда. Вы получаете серебряный квестовый ящик. Провал. Каждый обходчик, находящийся в поезде, превращается в мясоносного. Тут я понял, почему мы не получали никакой информации от людей, ездивших по именованным маршрутам. Они умирали, когда садились в поезд. Я приступил к действиям рывком. «Помоги блокировать дверь! Быстро!» Я ринулся в сторону задних вагонов, выхватил из инвентаря трап с колодками для него. Теперь в моем распоряжении было несколько приспособлений для блокирования двери. Первое, которое я достал, оказалось чересчур велико. Тонкий, но тяжелый металлический прут ударился в потолок, когда я доставал его. Я споткнулся, покачнулся, и прут с диким грохотом упал на пол вагона. Я потянул из инвентаря предмет другого размера, широкую плоскую металлическую чушку. Она была полдюйма толщиной, а весила, должно быть, фунтов 800. Она предназначалась для поддержки трапов, но в этом поезде, похоже, между вагонами не было тамбуров. «Боги, боги, они идут! Я чую их! Не нужно опять! Они хотят мои кости!» — причитал в носовой части локомотива Левий. Я же сражался с металлической чушкой. Как это я до сих пор не приделал к этим штукам ручки? «Он унесет твою шкуру и мои кости!» — стенал Левий. «Все пропало! Боги отринули меня!» Катя подскочила ко мне и помогла перекрыть дверной проем металлической пластиной, которая с тяжелым гулом ударилась о стену. Я расслышал и скрежет двери, открывавшейся по другую сторону блока. «Нужно удержать эту дрянь на месте», — сказал я, наваливаясь всей тяжестью тела на пластину. Катя поддержала мои усилия, выставила плечо и прибавила объема своим ногам, превратив себя в нечто подобное распорке. «Карл, их здесь сотни!» — крикнула Пончик, подбегая к нам. «Только что возникли на карте, заполнили весь вагон». «Они ворвутся! Они всегда врываются!» — не успокаивался Левий. «Это конец! О боги! Это конец!» «Заткнись ты, наконец, нахрен!» — гаркнул я. «Тоц! Тоц! Тоц!» Звуки были такие, как если бы мокрая тряпка колотилась внутри кастрюли. В них не слышалось силы, пока что. «Дверь третьего вагона открылась!» — прокричала Пончик. «Карл, тут что-то другое! Оно больше!» Шварк! Теперь я почувствовал, как нечто очень мощное и колдовское ударилось о барьер. Я приготовил свое заклинание сияющей брони. «Что у тебя там еще?» — крикнул я, обращаясь через плечо к Левию. «Боевой маг!» — ответил мне машинист. «О боги! Он идет сюда!» Хвап! Новое заклинание ударило в барьер и отбросило нас назад. Мы с Катей установили металлическую пластину на прежнее место. Но до того, о ее края ударилась по меньшей мере дюжина ошметков розовой, зеленой, коричневой плоти. Мы с силой стукнули по пластине, и из щелей в стены полетели кожистые обрывки каких-то тел. Мне пришли на ум морские скаты. Наконец, и на моей мини-карте появились точки. Сотни точек, и все они сгрудились у двери. Я посмотрел на ближайший ко мне шмат органики, приклеившийся к потолку прямо над моей головой. Кусок кожи размером не больше 3 квадратных дюймов, коричневый и покрытый волосами, раскачивался как заведенный. Миньон боевого мага-расчленителя.
Орк болотный, мясоносный. Уровень 10. Хо-хо, класс ведь, верно. Он хочет вас обнять. Прижимая плечом металл к дверному проему, я дотянулся правой рукой до этого куска и сжал его. Дернул и оторвал от потолка с такой легкостью, как будто это был кусок оберточной ленты. Никакого звука при этом не было. Из места разрыва потекла кровь. Я не имел представления, испытывает ли боль основная часть организма. Пальцы горели. Я отбросил вялую, как вата, плоть и надавил на нее ногой. Кожа, на ощупь неотличимая от пластика, оказалась еще и едкой. Металлическая пластина в проеме опять качнулась, но теперь мы были готовы к обороне. И все-таки еще сколько-то кусков плоти зацепилось за края. Я почувствовал сильное давление и напряг ноги. «Пончик, Монго, счищайте мясо с краев, прикасайтесь только с той стороны, где кожа». Мне не пришлось призывать их дважды. Пончик прыгнула на мое плечо, тут же прыгнула еще раз и принялась скрести когтями край барьера в том месте, где металл соприкасался со стеной. Она отдирала плоть с таким усердием, что ее когти оставляли глубокие царапины на самой стене. Когда когти рвали куски плоти, органическая материя извивалась словно от боли и испускала запах крови. С другой стороны, Монго драл стену ногами, прыгал на нее, толкал и все-таки отрывал от нее целые листы кожи. Давление наших противников на дверь ослабло. Я услышал, что за ней кто-то яростно застонал. Красные точки стали пропадать одна за другой. На карте появился новый персонаж. Он без колебаний приблизился к листу металла. Я ощутил, как он прислонился к барьеру. Резко толкнул перегородку, будто испытывая нас на стойкость. Он был силен, но мы сильнее, тем более, что мы были едины в своих усилиях. 12 минут, и отсчет продолжался. «В самом деле думаете, что я не получу вашу шкуру?» Прогудел голос из-за импровизированного барьера. Я вообразил врага, прижавшегося лбом к металлу. «Твои друганы уже были в этом поезде? 6 раз, как есть. Одна группа была куда больше, чем твоя сегодня. Тоже пытались блокировать дверь, а такая хорошая кожа оказалась. Иди же сюда, открой, присоединяйся к нам. Больно будет, всего секунду». Я страшно пожалел, что мне уже пришлось использовать защитную оболочку. Если мы выберемся в этот раз, то ни за что не окажемся снова в этом поезде кошмара раньше, чем она восстановится. Металлическая заслонка загрохотала. Это было не заклинание, просто существо за ней двинуло по ней ручищами. «Пончик, сюрприз 1, сюрприз 2. «Что за скот этот маг?» — крикнул я, обращаясь к Левию, который не переставал хныкать. «Это боевой маг!» «Нахрен мне боевой маг? Какой он расы?» По другую сторону барьера захохотал боевой маг-расчленитель. «Боевые маги и есть боевые маги! Этот на эльфа похож!» — отозвался Левий. Я почувствовал, как 2 ладони шлепнули по барьеру. «Я не эльф, придурок! Мне нужно еще 8 воплощений. Тогда ты сам узнаешь, Левий. Ты узнаешь тогда, кто мы такие. И еще 8 воплощений. И еще 7, как расправлюсь с этими быдлами. Подальше от меня, расчленитель моржовых хренов. Ты мне больше не повелитель, прокричал Левий. Из-за загородки послышался странный хруст. Он нацеливает заклинание. Большое. Надо торопиться. Карл. Переходим к сюрпризу номер 3. Катя, мы его еще не тренировали. Карл, это не из тех приемов, которые возможно тренировать. По знаку 3 шепнул я, указывая точку на металлической плоскости. И, повысив голос, «Эй, расчленитель, хочу открыть тебе тайну». «Нет у нас времени на твои тайны, обходун ты тупой. Это я тебе тайну открою». «Валяй», — ответил я и поднял 1 палец. «Когда я сшибу эту железку, то зашлю к вам своих миньонов, и один из них воспроизведет Левия. А вот тебя они не побеспокоят. Я сделаю так, что они дадут тебе существовать».
«Продолжай», — сказал я и поднял второй палец. «А потом я выпущу такое заклинание, что оно сдерет из тебя шкуру, из друганов твоих. Но я тебя не буду убивать. У меня есть еще одно заклинание. Оно оставит тебе жизнь, даже освежеванному. Тебе предстоит такой путь боли, какого не знал этот мир. Я поднял третий палец. В листе металла образовалась дыра. Со всей мыслимой быстротой я засунул туда руку, схватил не ожидавшую нападения эльфовидную тварь за длинные серебристые волосы и потянул. И как только я протащил его голову в отверстие, Пончик ударила его своим заклинанием. И отпустил пленника, и его изуродованная башка со все еще раскрытым ртом полетела на землю. А что это глава 13? Время до крушения уровня 7 дней 12 часов. Лиловая линия. Станция 281. Как только расчленитель умер, все мясоносные, отныне отлученные миньоны ринулись роем. Мы продолжали удерживать дверь металлической пластиной, и противники были не в силах прорваться. Несколько секунд я видел косой крест, обозначавший тело расчленителя. Он быстро исчез. Вероятно, бывшие миньоны затоптали труп. Я не знал, требовался ли череп для успешного превращения мясоносного в симбионта, но как минимум один из них предпринял такую попытку. На протяжении оставшейся части поездки Левий вопил почти беспрерывно. «Вы это сделали! Боги мои, вы убили его! Сукины дети, вы это сделали!» «Не надо ему перевозбуждаться», — прошептала Пончик. «Я вижу в третьем вагоне еще с десяток силуэтов. Возможно, это тоже боевые маги. Вероятнее всего, это бывшие обходчики. Я думаю, он сколачивал армию. Он снимает с нас оболочки, а из наших костей делает скелеты для своих бойцов. Мне кажется, в нашем сюжете это такая дерьмовая глава, на которую нам некогда отвлекаться», — сказал я. Поезд подъехал к станции, и я почувствовал, что дверь вагона номер 2 открылась сама по себе. Я поднял голову боевого мага и забросил ее в свой инвентарь. Затем я подобрал 2 металлические чушки, и мы бросились вон ко всем чертям, пока дверь не закрылась. Мы проводили взглядами удалявшийся поезд. Прежде чем он скрылся, Левий помахал нам. «Зев! Привет, приятели!» «Пончик! Привет, Зев! Ты видала, что мы сотворили? Мы оторвали ему башку!» «Зев! Да, славная работа! Карл, фанатам понравилась та фраза, которой вы закончили. Они хотят, чтобы вы почаще ее повторяли. Только не переборщите, а то зрителям станет боязно». Я вздохнул. «Карл, Зев, что мы можем для вас сделать?» «Зев, я хотела, чтобы вы знали. Я включила вас двоих в программу шоу, которая будет через 2 дня». «Пончик, как это двоих? А Монго и Катя, как же?» «Зев, Катя остается в подземелье. Монго отправляется в клетку». «Карл, что это за шоу?» «Зев, оно суховато по сравнению с теми, к которым вы привыкли. Но я уверена, вы сумеете его приперчить. Эта программа называется «Планета прекрасная». Она в этом сезоне популярна как никогда. Это скорее не интервью, а рассказ. Вы отправляетесь в дикторскую кабину и читаете подготовленный текст. Это программа новостей планеты текущего сезона. Публика без ума от культуры Земли, и вы будете представлять какой-то ее пласт. Карл, как мы сумеем его приперчить, читая подготовленный текст? К тому же я отказываюсь читать пропагандистскую хрень против Земли. Категорически. Пончик, о чем мы должны говорить? Зев, ну, я не знаю. По поводу тематики я еще свяжусь с вами. Карл, Зев, вы просто беспардонно лжете. О чем будет наш пласт? Зев, о конкурсах красоты и о выставках животных. Пончик ахнула так, что мы все услышали. Пончик, мы в деле. Жду не дождусь. Я был готов протестовать, но тут же понял. Это будет райский отдых по сравнению с тем, что происходило раньше, когда мы появлялись на шоу. Да что может случиться страшного в дикторской кабине? Карл,
Договорились, мы согласны. Но я не буду читать текст, если в нем будет вранье. Пончик. Ей. Зев. Ей. Мы решили, что заберемся в этот кошмарный только после восстановления защитной оболочки. Это большой поезд, длинный, и лучше всего очистить его от мобов при помощи моего метода оболочки и не рисковать перед встречей с какой бы то ни было неизвестностью. Мы остались на станции 281 за 2 станции до той пересадки, где можно будет попасть в кошмарный. Следовательно, у нас была возможность посетить клуб «Деспирадо» после итогового новостного телевыпуска. Затем мы выспимся, потренируемся и возвратимся в мир. После краткого визита в туалет я вернулся в зону безопасности, которая угнездилась внутри целиком стеклянного магазина. Пончики и кофе. J.Co. Donuts and Coffee. Индонезийская сеть закусочных. Бабка по имени Нот, который там заправлял, был моложе тех, что встречали нас обычно. «Привет», — обратился я к Ноду. «Мне бы черного кофе, и еще я хотел бы меню для ремесленного стола». «Конечно», — отозвался он и вывел для меня меню. Оно состояло из длинного перечня таблиц, большинство из которых показались мне бесполезными. Большинство из них стоили 25 тысяч золотых или вроде того. И там было все, от общего стола ремесленника до сверхспецифической ремонтной станции пчеловода. Я долго изучал список, пока не отыскал то, что мне было нужно, и передал защитнику Бобка один из 2 своих бесплатных купонов. «Беру вот это», придвинул к нему еще 2 купона на обновление, хотя и сомневался, правильный ли ход я делаю. И я хотел бы поднять стол сапера до 3-го уровня. Моя книга подтвердила то, о чем я уже догадывался. Пока я использовал инженерный стол для создания любых видов брони, эта бронебелиберда оставалась малопригодной для защиты, для применения по назначению. Я мог преобразить что-нибудь в шлем, мог нахлобучить его себе на голову, но система не признавала его шлемом. Это не имело большого значения для большинства обходчиков, но только не для Кати и ее расы. То, что Катя могла носить, не увеличивало ее массу. Однако если я создавал предмет и придавал ему форму на инженерном столе, описание этого предмета менялось, и мне оставалось только вызывать таблицу своей новой мастерской оружейника, выбирать предметы и затем находить в списке их предназначения. Когда я сделал свой первый образец шлема, в списке нашелся единственный вариант для него – фиговый шлем. Зато сейчас он значился в списке как шлем. К тому же он приспосабливал слегка свой размер для моей головы или Катиной. Но самое важное, когда Катя надевала его, он увеличивал ее массу. Я пока не мог добавлять чары или использовать в качестве сырья большую часть металлов, но это не было великой проблемой. Я мог изготавливать из металлолома и кожи простые предметы, с тем, чтобы затем мы могли продавать их. Когда я читал свою книгу, мой глаз зацепился за один фрагмент в главе об изготовлении бомб. Комментарий обходчика Розетты, издание 9. Сотоварищи мои, ведомы вам суммы высокого сумасшествия, грузы безумия бронзового уровня и тяготы больших урожаев. Они не так бесполезны, как кажутся стороннему глазу. Ведь они нет-нет, да и падают в ямы быстрого распада и взрываются. Они страшно опасны, если, конечно, не покоятся в ваших инвентарях. Но через 15 секунд ожидания, после избавления от них, их уже почти невозможно использовать, так как они могли взрываться и взорвались уже в те 15 секунд. Я обнаружила выход. Если вы сумеете найти или сотворить пригодный для ношения рюкзак, ваши грузы не утратят стабильность, пока рюкзак будет на вас, и он будет прилажен к вам. Сказанное справедливо и для прочих участников вашей партии, если вы передадите им взрывчатку для использования. Пользуйтесь с осторожностью. Комментарий обходчика Алистера, издание 13. Нет больше 15-секундного ожидания перед извлечением предметов из инвентаря,
Так что данный комментарий по большей части чушь. Могу подтвердить, рюкзаки и сейчас поддерживают стабильность. Однако же они пригибают человека к земле и служат не так хорошо, как инвентари. Комментарий обходчика Форкита, издание 20. Сейчас рюкзаки лишь замедляют распад, а не предотвращают. Узнал об этом благодаря тяжелому случаю. Покойся с миром, моя сестричка. Молюсь, чтобы читающий эти слова сегодня в ее честь убил врага. Это ведь все, что можем сделать. Разве не так? Звали ее Баркет. Она была всем, что у меня оставалось. Я не забыл утрату, но выдержу. Вся эта информация была ценной для меня. Но пока что я собирался воспользоваться только тем, что узнал про рюкзаки. У меня появилась идея, и я нацелился сделать рюкзак. Работая, я раздумывал об обходчике Форките и его сестре. Он сделал приписку к 20-му изданию и сделал ее, насколько я мог определить, как минимум на 11-м этаже. Он оставил во всей книге пространные комментарии, подтверждая или опровергая многие ее утверждения. Он даже оставил инструкции о том, как вписывать дополнения, то есть о том, что было мне недоступно при использовании принципа блокнота. Изначально Форкит принадлежал к расе ургайлов, маленьких крылатых существ, своего рода демонов. При выборе он сохранил свою расу. Его класс – сапер. У меня еще не было времени прочитать его заметки в конце книги, но меня поразило, как некто, столь принципиально отличающийся от меня, столь чуждый, мог быть в то же время столь мне близким. Есть в мире, рассудил я, воистину универсальные вещи. Единственным, кто оставил больше записей, был Дракея. Он сделал дополнение к 22-му изданию. Этот обходчик участвовал в последнем сезоне, проходившем под управлением НАК. Во всей книге проявлялись его или ее эмоциональность и многословие. Тем не менее, во всех записях, прямо-таки сочившихся абсолютной ненавистью к нагам и синдикату, очень мало говорилось о самом обходчике. На страницах для записей в конце книги он оставил лишь краткий абзац. Уже горящий костер легче поддерживать, чем погасить. Помните об этом? Долой змей, долой крыс, долой их всех. Когда-то они все сгорят. И хотя я не сомневаюсь, что к тому времени я буду уже давно мертв, я буду смеяться. Я буду смеяться долго и искренне. И я буду поджидать их по другую сторону завесы, где даже огромные просторы звезд или времени не угасят мой гнев. Если вы читаете эти строчки, я молю вас присоединиться ко мне. Бок о бок мы осуществим нашу месть. Эти слова при всей их несдержанности успокаивали, и я понял, насколько нуждался в успокоении. Когда я внес в главную комнату большой металлический короб и водрузил его на специально сконструированную мной подставку, Катя спросила, что это? Я показал ей укрепленные лямки из шкуры динго. Я просматривал список возможностей мастерской оружейника и наткнулся на модель рюкзака. Так и было дело. Я искал правдоподобный способ изобразить, что просто споткнулся об эту информацию. Рюкзак? Похоже на чересчур большую корзину для белья. Или на великанский колчан. Сверху не застегивается. А вот и нет. Наденьте-ка, но не сдвигайте с подставки, чтобы он не растворился сразу, превратившись в вашу массу. Она осмотрела рюкзак, и морщина между глаз сделалась глубже. Я не сумел удержаться от смеха. Система назвала эту вещь дебильно уродливым рюкзаком с абсолютно бессмысленным дизайном только для слабоумных. Собственно, мне было все равно, раз присутствовало слово «рюкзак». Катя нерешительно просунула одну руку в лямку. У рюкзака имелись еще дополнительные завязки на уровне талии. Она связала их и надела вторую лямку. «Значит, вот что называется обременительно», — вздохнула она. «Я мог бы сделать его больше, намного больше, но мы же не знаем, в какой обстановке нам придется драться. Эта штука широка лишь настолько,
чтобы ее можно было оборудовать в узком проходе вагона, объяснил я. Если нам суждено когда-нибудь снова оказаться в просторной местности, скажем, на улицах последнего этажа, то я уже знаю, как сделать что-то более вместительное. Я достал из своего инвентаря длинный, похожий на стебель тростника, металлический шест. Длиной он был примерно 6 футов, но я сделал несколько десятков таких шестов разной длины. Этот я опустил в корзину. Наполняя рюкзак, я продолжал. Так вот, недавно я нашел в логове одного босса шкаф с картотекой. И там было полно всякой всячины. Я узнал кое-что интересное о том, как действует инвентарь. Металлические прутья громко звякали, когда я их укладывал в рюкзак. Когда мы помещаем что-то в контейнер, а затем убираем контейнер в свой инвентарь, то потом можно доставать пустой контейнер или контейнер вместе с содержимым. Можем даже выбирать что-то определенное. «Карл», — начала была Катя и умолкла. Я продолжал укладывать тяжелые металлические палки в рюкзак. При этом я бросал тревожные взгляды на подставку. Но она и не собиралась подводить. Лямки не выдержали бы и четверти веса. Но если усвоенный мной принцип действительно работал, прочность лямок не играла роли. Они были нужны только для того, чтобы система признала мое изделие рюкзаком. Тем не менее, я не был уверен как в них, так и в том, что Катя удержится на ногах, когда я уберу подставку. По совету Мордекая, она вложила большую часть своих баллов в силу, и сейчас, после всех усовершенствований, показатель ее силы составлял 49. Мордекай планировал, что она будет подводить свою силу к максимуму как можно быстрее, а когда она достигнет 50, остальное она вложит в телосложение, пока ее неукрепленная чарами основа не превысит уровня 100. С некоторой досадой я отметил, что она добавляла сколько-то пунктов и в харизму. По-видимому, на это ее подвигли советы Пончика и Зев быть интереснее. Мне следовало бы поговорить с ней на эту тему, но не с места в карьер. Я взял пучок прутьев покороче и тоже уложил их. Следом я всыпал в свободное пространство дебильно уродливого рюкзака слабоумных горсть шариков, младших братьев тех шаров, которые использовал для своей хиестры. Закончив с укладкой рюкзака, я отошел на шаг, чтобы оценить результат. Катя смотрела на меня с беспомощным видом, ведь теперь над ее плечами возвышался рюкзак, из которого торчали металлические прутья разной длины. Все это делало ее похожей на перегруженного осла. «Если вы уберете подпорку из-под моего рюкзака, он перетянет меня назад, и я упаду», — пожаловалась она. «Я теперь сильная, но не настолько же. А если я вберу его в себя, то моя масса увеличится на его массу, но без массы всех вещей, которые вы туда положили. Вы в этом уверены? А вот я не сомневаюсь, что здесь вы ошибаетесь». Я заблаговременно провел кое-какие эксперименты и пришел к тому, что сотворил открытый рюкзак, куда попадали предметы, которые я убирал в свой собственный инвентарь. Мне все-таки пришлось снабдить рюкзак легким клапаном, благодаря чему примерно 3/5 массы содержимого оставались внутри рюкзака и не высовывались наружу. Катины глаза округлились. «Хорошо, но я не смогу втянуть его, пока он на подпорке. А когда вы уберете подпорку, или лопнут лямки, или сломаются мои плечи. Да вы сильнее, чем сами думаете. И конструкция не предполагает, что груз повиснет на лямках. Мы поступаем так. Рюкзак оказывается на вас, вы переформатируете себя так, что у вас появляются 4 ноги, а в нижней части спины появляется полочка. Груз подталкивает вас назад, а полочка делает его легче, пояснил я и набросал грубую схему на обороте абонемента тренажерного зала. Катя побледнела, но приступила к перекраиванию своего тела, не возразив ни слова. В комнату вошла Пончик. Она в тренажерном зале обучала себя езде на Монго. И замерла, увидев нас. «Карл, что ты вытворяешь с Катей?» Катя охнула. Задняя часть ее туловища заметно увеличилась.
Теперь подставка чересчур высокая, простонала она. С появлением 2 дополнительных ног ее рост уменьшился. Я кивнул. Сейчас я это исправлю. А вы продолжайте. Сделайте спину плоской. А о ее новой части думайте, как о полке. Ее не нужно делать такой длинной. Отведите ноги подальше назад. Помните, они у вас должны быть цельнометаллическими. Да, вот так. Боже мой, вздохнула она. Я наблюдал за ее трансформациями. Ее руки исчезли, и образовалась 3-я пара ног. Всего их теперь было 6. Ее одежда растворялась в ее массе по мере того, как утолщалась спина, на которой росла полка для рюкзака. Когда я убрал подставку, наплечные лямки натянулись. «Ноги не действуют», — пожаловалась она. 6 ее ног запутались, и корпус опустился. Теперь она походила на слизня с безруким человеческим торсом. Я растянул рулетку и отметил расстояние от Катиной полки до пола. «У вас не такой тяжелый груз, как кажется», — соврал я. «Как только я оттолкну этот стол, он автоматически перейдет в вас». Подставка с грохотом отъехала назад. Я втянул голову в плечи, когда тяжелый рюкзак на спине Кати опустился на ее спинную полку вырост. Катя вскрикнула от боли, и тут же рюкзак исчез, то есть слился цветом с ее плотью. Весь тугой пузырь обратился в цельную округлую глыбу. Сработало, святое же дерьмо. Катя с визгом опрокинулась на спину, напомнив мне перевернутую черепаху. И опять вскрикнула. «Карл!» — завопила Пончик. «Ты делаешь Кате больно!» Я пропустил мимо ушей ее возглас. «Теперь у вас немаленькая масса. Переведите дух и переформатируйте себя. Распределите новый металл так, чтобы он поддерживал ваше равновесие». Катя перестала брыкаться и закрыла глаза. Ее корпус и голова как бы сплавились в один гладкий ком. Из его нижней части торчали 6 ног. Человеческий торс вернулся, увеличившись в середине нижней части. Верхняя половина сохранила привычный облик, но руки теперь были вдвое длиннее нормальных. Слоновьи ноги превратились в широкие шипы. Вся фигура поднялась с пола. Теперь передо мной стояла устрашающая, похожая на громадного жука, монструозность. «Сейчас меня вырвет», — предупредила она. «Ох, ко многому придется приспосабливаться». «Да», — подтвердил я, — «на вас теперь больше тонны дополнительной брони». «Тонны?» — она в ужасе закрылась рукой. «В прямом смысле тонна? 1000 кило?» Я усмехнулся. «Скорее, примерно тонна с четвертью. Хотите верьте, хотите нет. Здесь металл от дварфовских роботов, и он 2 типов. Один намного тяжелее обычного железа. Как вы себя чувствуете? Можете двигаться без усилий?» Катя опять преобразилась, приняла облик Хеклы, как при нашем возвращении на базу из казино. Она выпрямилась во весь рост, наверное, 3 с лишним метра, и возвышалась над нами, как башня. Потом сжала кулак и нанесла удар в воздух. Меня обдуло ветерком. Монгу завопил от ужаса и метнулся к Пончику, желая спрятаться за ней. В сообщении было сказано, что я получаю бонус к силе, когда на мне эта огромная масса, сообщила Катя. Ее голос сделался глубоким. А еще там говорилось, что моя ловкость снижается, хотя мне не кажется, что у меня сильно замедлилась реакция. Если я задам себе нормальную плотность тела, то рост получится, наверное, 6 метров. Как вы думаете, мне позволят остаться такой? Разве тут нет доли эксплуатации? «Думаю, нет», — ответил я. «Я бы сказал, именно это и ожидается от представителя вашего класса». «Это же нелепость», — возмутилась Пончик. «Она не поместится в вагоне при таких размерах». «Конечно, не поместится», — согласился я. Мой мозг уже решал очередную задачу. Как сделать ее еще крупнее? Дебаф в ловкости наверняка обернется потерями. Может сотворить для нее фундамент? Что-нибудь на колесах, чтобы она катилась? Но благодаря увеличению действует метод с рюкзаком.
Разгрузиться нетрудно. Ей нужно мысленно отправить рюкзак в инвентарь, и она тут же уменьшится. Рюкзак будет храниться в инвентаре, и, надевая его на себя, Катя сможет выбирать, какая часть металла ей потребуется. Можно будет варьировать массу. Нам нужно развить у нее способность быстро утяжелять себя, а также обновить ее макияжный стол, чтобы он вмещал больше вариантов внешности. Я приспособлю подставку так, чтобы можно было экипироваться быстрее. Кроме того, мне придется подыскать более тяжелый металл. Эти палки будут нам мешать там, где низкие потолки. Катя осела. Ее лицо менялось, принимая различные обличия. Она остановилась на росте около 2,5 метров, но ее туловище было теперь втрое толще, чем ему полагалось бы. Руки свисали до пола, отчего она сделалась похожа на гориллу. Я щелкнул ногтями по ее руке, и та отозвалась металлическим звоном. Вот это хорошо! Следите за тем, чтобы ваша телесная сердцевина была надежно запрятана внутри. Я поработаю над этим, пообещала Катя, сгибая руку. Но я не могу заменить глаза и рот металлическими деталями. Придется соорудить клетку вокруг головы. Отлично, одобрил я. Я поэкспериментирую с разными материалами в вашем рюкзаке, а вы потренируйтесь в установке в нем массы вещества. Можно держать там оружие и заколдованные предметы? Спросила Пончик. Монго неуверенно приблизился и принюхался. «Думаю, что нет», — ответил я. «Оружие не сделается частью ее массы, а магические предметы, кольца и так далее не проявляют своих свойств, если они не укреплены на человеке так, как предусмотрено. Я не могу ожидать свойств шлемов от наплечных лямок, даже если они сделаны из шлемов. Я уже давно спрашивал об этом Мордекая». Катя продолжала экспериментировать. Одна ее ладонь преобразовалась в изогнутый металлический щит размером с вокзальные часы. Другую руку она удлинила топором, который до сих пор редко использовала. Я заметил, что она приобрела ловкость в преобразованиях своего тела. Хотя, безусловно, эти действия все еще были для нее болезненны. Когда дочери об этом узнают, то попадают в обморок. Видел бы меня Фаннер, назвал бы он сейчас меня бесполезной. «Эх, был бы здесь Мордекай», — вздохнула Пончик. «Он знал бы, что на это сказать». «У него бы точно нашлось что-нибудь», — подтвердил я. Первая часть итогового телевыпуска состояла из съемок гибели людей в поездах. Я увидел, как группа вошла в поезд, с виду дизель-поезд современного типа, на одной из именованных линий. Ее почти немедленно атаковали мелкие крабовидные монстры со сверлами вместо клешней. Когда столкновение было в разгаре, я рассмотрел некую фигуру в хвостовой части вагона. Она наблюдала за происходящим и смеялась. Боевой маг. Этот походил на орка, но имел такие же длинные серебристые волосы, как у расчленителя. Катя возвратилась к своим обычным габаритам. Последний час она посвятила выработке новой формы, играя с различными массами. Она научилась убирать рюкзак, используя инвентарную систему, не особенно элегантную, заставлявшую ее тело падать и размазываться по полу, разливаться круглой, дрожащей, бесформенной лужей. Выяснилось, что если она разом отторгает от себя больше половины массы, ее тело собирается заново. Ничего страшного. Хотя смотреть было неприятно. Форму большой капли Катя сохраняла не больше, чем несколько секунд, после чего возвращалась к своему обычному человеческому облику. Чтобы вобрать дополнительную массу, ей требовалось сначала воспользоваться новой перекроенной подпоркой, то есть установить ее и уже после этого прочно утвердить на ней рюкзак. Затем она проскальзывала в его лямки и переходила к стадии слизня. Дальше она могла принимать любые формы, какие пожелает. И они зависели лишь от находившейся в рюкзаке трансформирующей массы. Надевала рюкзак она секунд за 30, то есть по-прежнему непозволительно долго. Над этой проблемой мы и трудились. Я показал товарищам существо на экране. Готов предположить,
что на всех именованных линиях есть боевые маги. Если и так, то каждый из них нападает по-своему, уточнила Катя. На экране еще один боевой маг уже раздирал в клочья пару обходчиков. Я не заметил, атаку какого типа он провел, но обходчики дергались так, как будто не могли дышать. Далее шоу перешло к показу некоторых обходчиков, которых обычно в кадрах не бывало. Среди таких я заметил Куан Че, обходчика, который заслужил небесный квестовый ящик под занавес нашего пребывания на 3-м этаже. Пончик что-то буркнула про себя, когда смотрела, как он пролетал по туннелю и выпускал голубые молнии из левой ладони. Он обрушился в лоб на поезд, и тот дернулся, замер, как будто умер на путях. Из дыры, возникшей на месте лобового стекла, разрушившейся кабины, выпал труп Челотавра. Это его призовая хламида дала ему способность летать и стрелять молниями, прокомментировал я. Классно вообще-то, но если он мечется туда-сюда и крушит поезда, то скоро это обернется бог знает какими проблемами. Хотел бы я знать, на какой он линии. Без понятия. Но одежа это наша, брякнула Пончик. Он вообще ничего не сделал, чтобы ее добыть. Это несправедливо. Я осадил кошку. А справедливости вообще на свете нет. Мы посмотрели, как Элли наткнулась на Клурикона, заморозила его голову, оторвала ее и перебросила кому-то из своей партии. Тот парень из класса качков сделал пируэт в воздухе и швырнул ледяной шар в гигантского козлобосса. Весь зверинец разнообразных пород, бывших обитателей Медоу-Ларк, ринулся на козлиного монстра и порвал его в клочья. Затем показали короткий клип о нас, о том, как мы при помощи заклинания «Дыра» лишили головы одного боевого мага. Свели воедино кадр с моим смехом, кадр из прошлой жизни и кадр, где я подбираю голову мага и сую ее в свой багаж. С задницей изобразили таки меня психом. «Карл, зачем ты забрал голову?» — спросила Пончик. «Это дикость какая-то». «Пончик, мы все складываем в лут. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Нам с самого начала следовало уносить с собой все трупы. Сейчас мы так и будем делать. Мы получили серебряный квестовый ящик за эту стычку. Впрочем, ничего стоящего там не было, только целительные заклинания и наборы ловушек. Мне достались 2 ловушки с сигналами тревоги и кое-какие приспособления для изготовления ловушек. Шоу закончилось сражением Люси и Мар с командой похожих на зомби созданий в большом зале. Я пришел к выводу, что в том зале находились сразу 5 ведущих вниз колодцев, расположенных кругом. Блин, горелый, как это маленькое дерьмецо сумело так быстро набрести на спуски? Шоу закончилось, и еще до ежевечернего послания произошли 2 события. Сменились лидеры, и мне пришло уведомление. Вы получаете бронзовый филантропический ящик от корпорации «Валтай». Я помедлил, желая сначала узнать, получили ли что-нибудь Пончик с Катей. Ни одна, ни другая ничего не сказали, из чего я заключил, что у них призов не прибавилось. Как мне было известно, в этом сезоне, чем больше за нас платили, тем дешевле обходились спонсорам бронзовые ящики. Но Мордекай говорил, что даже эти ящики будут предельно дорогими. А еще он сказал, что содержимое бронзового филантропического ящика обычно бывает лучше, чем то, что закладывают даже в платиновые, но более заурядные ящики. Пончик изучала таблицу лидеров. Состав первой 5 не изменился. Элли передвинулась на 8-е место. Уличный монах Ли Цзюнь из списка лучших выпал. Его сменил Куан Че, полуэльф 31 уровня. Кавалерист имперской безопасности. Меня эта перестановка не удивила. Обладатель такого магического одеяния и должен был взлететь ракетой к вершинам таблицы. «Лживый позер!» — проворчала Пончик. Добрый вечер, обходчики. Хочу вам напомнить предыдущее объявление. Только на этом этаже колодцы остаются закрытыми и откроются только за 6 часов до крушения. Горстка из вас сумела найти пути к местам нахождения колодцев.
Отличная работа. Но вас пока долгие дни отделяют до той минуты, когда откроется возможность воспользоваться находками. В силу некоторых непредвиденных технических осложнений, с которыми встретились наши хоб-гоблинские команды механических запретов, на очистку, ремонт и возвращение в эксплуатацию поездов, терпящих крушение на путях, уходит намного больше времени, чем предполагалось раньше. Такая ситуация приводит к необоснованному хаосу на некоторых железнодорожных ветках. Мы уверены, что вам по силам исправить положение. Наконец, сейчас у всех вас уже должны быть спонсоры. Каждый индивидуальный обходчик приобрел спонсора. Первого в мире обходчиков подземелий. В эти дни мы обрабатываем запросы на филантропические ящики, поэтому ожидаются незначительные запоздания в обработке лутбоксов. Мы рассылаем их со всей возможной оперативностью. Приносим извинения за задержки и благодарим вас за терпение. Мы считаем приоритетными чрезвычайные ящики, срочную доставку которых филантропы оплачивают в особом порядке. А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. «Карл, они дорожат нашими ящиками!» — воскликнула Пончик. «Я точно знаю, принцесса Денадия приготовила для меня что-то хорошее». «Не сомневаюсь», — отозвался я. «Я только что получил бронзовый филантропический ящик. Ребята, я думаю, вы свои тоже скоро получите». «Ты еще не открыл его? Открывай же! Открывай сейчас же! И не забудь написать, поблагодарить». «Ну-ну, хорошо, я согласен». Я пододвинул ящик к себе. Заплачено ли за срочную доставку? Я не знал. Вот он, ящик, сверкающий, бронзового оттенка. Он магически открывается, и искры слетают с него. На крышке символ, которого я никогда раньше не видел. Круг, и в нем закорючки. Под кругом выгравированы слова на синдикатском стандартном. «Корпорация Валтай хранит жизни лучших из вас». Я вздрогнул, вспомнив, что на самом деле это мозговые паразиты. В ящике лежала пилюля, капсула обычного размера, сине-желтая. На какую-то мертвящую долю секунды я поверил, что это и есть мозговой червь. Я вспомнил давнее видео, рассказывавшее, как люди поглощали ленточных червей, и те потом выходили из их организмов в виде вот таких капсул. Они хотят завладеть моим телом, и опять меня передернуло. Мысль бесконечно жуткая. Я обратился к описанию, которое пришло в виде голоса и шрифта, слегка отличавшихся от постоянных. Корпорация Валтай. Нейронный обогатитель номер 544. Вариант 32.S. Этот предмет совместим с вашей морфологией и вашим интерфейсом. Предупреждение. Эта пилюля будет вызывать неуклонные изменения вашего мозга. После установки вы не сможете отключить или уничтожить этот предмет. Предупреждение. У вас не установлен нейронный интерфейс корпорации Валтай. Поскольку ваше действующее сетевое оборудование совместимо с вашим нейронным обогатителем, вам рекомендуется посетить общественно-просветительский центр корпорации Валтай, чтобы обсудить возможности обновления. Ознакомьтесь с планами выплат и с наследием. Мы храним жизни лучших из вас. Действующее сетевое оборудование. Версия синдиката обходчика 47.002.человек. Приняв эту пилюлю, вы установите на свой интерфейс следующее обновление. Порталы идентификации и анализа подпространства. «Дьявольщина какая-то», — пробормотал я. «Да, вот она, эта пилюля. Но зачем они мне ее прислали? Что за портал подпространства? Почему они заплатили за то, чтобы пилюля была доставлена мне быстрее? Потому что достаточно богаты, чтобы заплатить? Или тут есть какая-то срочность? И еще, описание сделано не в стандартном формате. Следует ли отсюда, что ему можно доверять?
Чтобы увериться вдвойне, я убрал капсулу в инвентарь и посмотрел два показателя – редкость и ценность. Ценность – да, сразу после фигурки Кимариса. Редкость же была обозначена вполне непримечательной величиной. Я вытащил свой предмет. Теперь у меня были основания верить, что в нем не запрятан паразит. Если бы он был в пилюле, то не позволил бы мне так просто убрать себя. Хотелось бы надеяться. «Будь что будет», — сказал я себе, бросил пилюлю в рот и запил холодным кофе. Прошло мгновение, и ничего не случилось. На вашем интерфейсе доступна новая таблица. Таблица называлась «Обновление третьей стороны». Я кликнул по ней. Предупреждение. Все обновления, основанные на контактах, не действуют, пока вы находитесь в подземелье. Любая попытка обойти систему безопасности подземелья повлечет немедленную дисквалификацию. Перечень предметов состоял из одного пункта – нейронный обогатитель. Я кликнул по нему и получил сообщение. Обновление действует без перебоев. Более никакой информации, никаких меню. Я вызвал таблицу «Спонсорское содействие» и обратился к секции примечаний. Я мог посылать сообщения спонсорам, они мне нет. При этом я знал, что Пончик целый день писала и отправляла принцессе Денадии благодарственные письма. «Карл, благодарю за обновление. Не знаю, для чего оно и как оно действует, но я ценю вашу поддержку». Я не испытывал ничего, кроме отвращения ко всем и ко всему имеющему отношению к этому хренову шоу. Но приходилось изображать признательность, коль скоро они посылали мне благотворительные презенты. «Так что это за предмет?» – спросила Катя. Она увеличила массу и теперь направлялась в тренажерный зал, чтобы поупражняться с навыком «Ловец». Я собирался последовать за ней и поработать над мощным ударом. Я поставил своей целью развивать этот навык каждый день и довести его до 15 уровня. «Даже не знаю», — ответил я на заданный вопрос и отвел глаза. Взгляд упал на входную дверь, которая вела в кофейню. Теперь дверь светилась пурпуром, над ней появилась панель. Стандартный подпространственный портал. Анализировать? Да, нет. Я кликнул «да» и выскочил ряд чисел. Я представления не имел, что это такое. Впрочем, ниже следовали строчки, которые показались мне значимыми. Тип. Двусторонний портал. Направлен к пользователю. Можно пройти через этот портал? Да. Среда на другой стороне. Совместимая. Визуальный анализ. Да, нет. Я кликнул «да», и передо мной оказался неподвижный снимок интерьера. Посетителей в кофейне не было, но защитник Бобка, Нот, стоял за прилавком, ковыряя в носу. Теперь я вижу сквозь дверь. Глава 14. Время до крушения уровня 6 дней 23 часа. Просмотры 123,8 квадриллиона. Последователи 1,5 квадриллиона. Любят 372,4 триллиона. Место в группе лидеров 6. Премия 100 тысяч золотых. Кошмарный экспресс. Посадка, станция 283. Мы во второй раз дожидались кошмарного экспресса. Я наблюдал за тренировкой Пончика через отверстие, проделанное заклинанием дыра, которое кошка подняла на 3 уровень. Сейчас она упражнялась в создании отверстий малого диаметра. Она разобралась с тем, как активировать заклинание, и теперь, когда Монго стоял рядом с ней, могла запустить часовое утроение так, чтобы 2 дополнительных Монго появились по другую сторону отверстия. Теперь мы могли очищать помещение, не открывая дверей. Одновременно я пытался читать последнюю книгу Луиса Ламура, но сосредоточиться не удавалось. Я возвращался мыслями ко всем событиям последних часов. К тому же меня отвлекали многословные восклицания Пончика. Я глянул на свой хронометр. Поезд вернется через полчаса. У меня оставалось 10 минут до того, как мы приступим
к необходимой подготовке. Мы максимально сократили свой визит в клуб «Деспирадо». Имани и Элли прислали сообщение о том, что не смогут прийти. Не смог и Баутиста, но он на своем поезде приближался к концу линии, так что мы решили, что заглянем совсем ненадолго. Когда мы проходили по клубу, Кувалда окружил нас магической защитой. В прошлый раз он этого не делал. Вся наша группа двигалась в темноте, сверкая голубым светом. «Купить за клин свои деньги», — сообщил нам Хлам. Это было самое длинное предложение из всех, что я слышал от кретина. «Купить, защищать принцесса». «А спасибо тебе, Кувалда», — сказала Пончик и погладила каменного монстра по голове. Она ехала на его плече, когда мы подошли к клубу. Кувалда издал довольное бурчание. Меня гильдия уклонения не впустила, зато Кувалде было разрешено сопровождать Пончика. Оказавшись внутри, кошка прислала сообщение о том, что пробудет в гильдии час. «Пончик, тут совсем как у нас, в тренажерном зале. Но тут дорого. Первый сеанс бесплатный, потом они поднимут цену до полного уровня. Если я захочу дойти до 9, это обойдется в 20 тысяч золотых. 10 – это 250 тысяч. Катастрофа. Карл, ладно, я буду в баре». Я обнаружил, что моя новая способность видеть сквозь преграды распространяется не на все двери. Она действовала только на порталы, магические перекрытия, созданные специально для телепортации людей. Например, для того, чтобы входить в свое личное пространство и выходить из него. Она не сработала на главном входе клуба «Деспирадо», но помогла преодолеть дверь между местным баром и маленьким кабинетиком, где дежурила Кларабель. Мгновенное фотографирование было мне как недопущенному в гильдию недоступно. Облом, одним словом. Я даже не представлял природу этой способности. Ни магия, ни навык, некая обновляющая технология, взаимодействующая с подземельем. Очень много в этом мире и в управляющей им механике было такого, в чем я не разобрался до сих пор. Я долго сидел в баре и уныло таращился в стакан. 5 или 6 раз другие посетители подходили ко мне, но Хлам добросовестно их отгонял. Когда час был почти на исходе, мне пришла в голову новая мысль, и я подошел к танцполу. Я взмахнул рукой так, чтобы над головами всех присутствующих образовались речевые пузыри. Смотрите М. Диннеман, сценарий судного дня, Прим 51. В зале находилось около 20 других обходчиков. По большей части это были люди, по большей части зависшие в районе 20 уровня. «Приветствую вас, друзья», — заговорил я, призывая ко всеобщему вниманию. «Я прошу вас о доступе к вашим чатам. Думаю, у нас теперь должно войти в привычку собирать в чатах сведения, полученные при контактах со всеми, кого мы встречаем. Когда у нас накопится достаточно информации, мы сможем создать свою сеть, в которой будет гораздо легче передавать друг другу все, что нам становится известно. Настоящая сеть, такая, в которой каждый участник связан с каждым, у нас не получится. Создать ее в наших условиях нереально. Но обмен информацией совершенно необходим, чтобы мы действовали разумнее. Мы думаем, что представляем себе, как покинуть этот этаж. Причем, наверное, существуют самые разные пути к успеху. Важно, чтобы знали о них мы все. Многие присутствующие сначала пожали плечами, но тут же принялись бить друг друга кулак в кулак, скрепляя новые контакты. Я подумал, что у Хлама случится удар, потому что сам я ударил по кулакам всех, кто был в зале, и добавил 22 имени в реестр своих контактов. Когда Пончик присоединилась ко мне, я заставил ее последовать моему примеру. Сейчас, когда мы ждали кошмарный экспресс, я наконец оставил попытки читать и принялся просматривать сообщения. Некий человек, воин из Японии по имени Коки, открыл способ массовой рассылки сообщений по всем адресам из списка одновременно. И теперь у меня накопилась куча призывов о помощи и предложений обмена предметами. Сообщений набралось так много,
что я предпочел создать отдельную папку, чтобы они не вылетали поминутно на мой интерфейс. Однако люди продолжали обращаться ко мне напрямую. Я истратил уйму времени на разъяснение того, как мало мы разбираемся в поездах. Важно было, чтобы как можно больше людей владели всей информацией. Я хотел им помочь, но меня поразило, как мало узнали люди за 3 полных суток, проведенных на этаже. Карл: нет, на цветной линии все поезда из подземки. Они приходят и больше не возвращаются. На именованных ветках можно встретить и другое. Скажем, монорельсы, дизель-поезда, паровозы. Их маршруты всегда представляют собой петли. Именованные поезда – единственные из всех, на которых можно возвращаться на станции, которые ты уже проехал. Мы пока не встречали поезда, который возвращался бы на станцию с номером ниже 83. Данита Грейс: я совсем не понимаю. На Фульвус линии поезда подземки. Они не возвращаются, кругов не делают. Карл: значит, Фульвус – это цвет. Фульвус – желтовато-коричневый, тускло-оранжевый оттенок. Английский. Латинский корень фульвус используется в научных названиях некоторых биологических видов. Тут используются диковатые названия цветов. Данита Грейс: я о таком никогда не слышала. На этом я перестал отвечать. Что я мог здесь добавить? Сердце было не на месте из-за нашего плана. Потому что это тупой долбанный план. Но другого у нас нет. Кошмарный экспресс проходил свою петлю за 1,5 часа. Он выходил со станции 83, первой станции, на которой мы побывали и где познакомились с книжником. Проезжал 283-ю, где мы ждали его сейчас. Отправлялся в сторону станции 436, возвращался на 283-ю, другую 83-ю. И ехал назад, на первоначальную 83-ю. Мы были готовы запрыгнуть в него при его предыдущем появлении, но я удержал свою группу в последнюю минуту, когда мне вдруг стало ясно, как надо действовать. Если бы мы вошли в поезд тогда, то испортили бы все, что можно. Когда кошмарный экспресс под шипение и визг тормозов въехал на станцию, земля под нами задрожала. Тащил его старомодный паровоз, выкрашенный в угольно-черный цвет. Работал он на угле, а может и на магии, чем и объяснялось отсутствие 3-го рельса. Спереди к нему был приделан клиновидный метельник, схожее с отвалом бульдозера приспособление, предназначенное для очистки железнодорожных путей от любых посторонних предметов. Низкой посадки. Этот паровоз тащил за собой штук 40 вагонов, оборудованных для перевозки скота. Когда он подвалил ближе, я услышал какой-то шум и увидел беспорядочное движение в некоторых из решетчатых вагонов. Там ехали непонятные громоздкие создания, и все они скребли стены своих узилищ, стараясь выбраться на свободу. Из одной клетки тянулись 2 щупальца, поэтому я с ужасом понял, что эти вагоны не имели крыш. Верх вагонов от потолка туннеля отделяли добрые 1,5 метра. При этом на каждом вагоне была установлена сплетенная из цепей клетка, почти достававшая до потолка. Я предположил, что такая конструкция должна была помешать кому бы то ни было запрыгнуть в вагон с платформы. Из какой-то клетки высовывались клешни и вырывались языки огня. Следующая была даже не клеткой, а цельным контейнером с водой, и оттуда торчали бивни, словно там перевозили нарвалов. Из вагона на платформу с шумом выплескивались целые водопады. Запахло морем. По всей видимости, не весь поезд был набит гигантскими монстрами. Я быстро сосчитал. Чудовища, несомненно, были в 14 вагонах. Большинство же остальных представляли собой убогие и пустые скелеты товарных вагонов. Ни в одном не было дверей, во всяком случае, со стороны платформы. Во всем поезде я заметил только 2 вагона, в которые мы могли бы пробраться. Последний вагон, тормозной вагон «Кабус» для технической поездной бригады, и первый из пассажирских вагонов, прицепленный непосредственно к паровозу. Паровоз при этом перед остановкой заехал в туннель, как это было,
и с локомотивами цветных линий. Так что иных способов попасть в поезд у нас не было. Мы устроились возле зоны остановки переднего вагона. Я расположился так, чтобы запрыгнуть в пассажирскую дверь. И я уже взялся за ручку, когда вылетело сообщение. Здесь только выход. Вход в хвосте состава. Я мог только выругаться, охватывая взглядом весь поезд. Взгляд тут же зацепился за узкие трапы над открытым верхом грузовых вагонов. И меня немедленно осенило в отношении ближайших действий. Моя защитная оболочка выручить не могла. Нам предстояло влезть в кабус, на задней стенке которого крепилась лестница, которая поднималась с открытой площадки к верхней части вагона. Оттуда ползти на четвереньках по богом проклятым вагонным верхам при скорости движения 100 с хвостом миль в час по 38 вагонам, в том числе тем, которые служили темницами бешеным тварям. А если где-то в поезде обретался боевой маг, то он не упустит случая выпрыгнуть, как из засады, когда мы меньше всего будем готовы к отражению нападения. Поскольку двигаться предстояло от хвоста поезда к голове, то защитная оболочка не сработала бы. Ограда из цепочек, тянувшаяся сверху над вагонами, не позволяла нам запрыгнуть на вагоны, и я не доверял Пончикову заклинанию «прыгун через лужи», поскольку наша цель трап казалась чересчур хилой. Да, заклинание могло не сработать, хотя бы из-за того, что поезд двигался. «Да уж, мать твою!» — проговорил я, отступая на шаг. Прошла еще минута, и паровоз зашипел, начиная набирать ход. «Ну, план!» — пробормотала Пончик, не отрывая взгляда от отходящего поезда. «А теперь-то что делать?» Я принялся высчитывать, сколько времени понадобится поезду на то, чтобы миновать станцию. Получалось целых 1,5 минуты. Моя защитная оболочка действует в течение всего 20 секунд. Твою же, слишком долго. Я посмотрел на Пончика с Катей и нервно рассмеялся. Знаете, есть идея. «Признаюсь», — заговорила Катя, когда я начал готовиться к прыжку на поезд. «Хекла предостерегала меня, говорила, что вы сумасшедший, что я должна быть очень осторожной, потому что вы можете привести меня к гибели». Я улыбнулся и спрыгнул на гравий, к рельсам. «Во-первых, вы мне уже об этом говорили. Во-вторых, в этот раз рискую только я. И еще Пончик». «Карл, мне это не нравится!» — возмущенно воскликнула Пончик. Она устроилась у меня на плече. Монгу сидел в своей клетке-переноске. Катя осталась на платформе одна. «Все пройдет нормально», — сказал я, вложив в голос больше оптимизма, чем ощущал сам. «Готовьтесь, но держитесь в стороне на тот случай, если мы случайно сведем вагон с рельсов». Я повернулся и затрусил навстречу следующему поезду. Он должен был прибыть на станцию через 15 минут. 5 минут уйдет у нас на легкую пробежку к тому месту, которое я наметил. Туннель был темным и стылым. Мои голые ступни скрипели, ступая по гравию. Пончик беспокойно урчал у меня на плече. Я запретил ей пускать в ход факел. По моему мнению, включив свет, она предупредила бы машиниста, и тот мог замедлить ход поезда. Надо было мне оставить Монгу с Катей. Она бы не чувствовала себя такой брошенной. Мы добрались до места. Станция теперь сделалась для нас дальним световым пятнышком. Я ощущал вибрацию рельсов от приближения поезда. Вибрация была слабой, но мало-помалу она усиливалась. Она уже большая девочка и способна о себе позаботиться. А если так, то почему ты постоянно распоряжаешься, указываешь, что она должна делать? Ты даже не спросил ее, согласна ли она превращаться в великаншу. Просто навязал ей рюкзак и отдал приказ. Ей это нравится, не согласился я. А если бы не нравилось? Я усмехнулся. Это кто бы говорил? Не ты делала из нее карикатуру? Вспомни сапоги и мохок. Тут совсем другой вопрос. Мода одно, а изменение самой личности другое. Ты твердишь ей, что она должна быть собой, а сам меняешь ее сильнее, чем кто-нибудь еще. Пончик права, возразить было нечего. С другой стороны, ИИ предупредил, что мы не должны строить из себя доктора Фила. Мы не имеем права на такую роскошь,
как истратить целый день зря, лишь бы не растревожить чувства друг друга. Я не хотел быть скотиной, но не хотел и дать Кате погибнуть. Знаешь, Пончик, а ты права. В следующий раз я спрошу Катю. Пончик погладила меня по макушке. Карл, хороший мальчик. Дрожь в рельсах нарастала. Я посмотрел на хронометр. Тютелька в тютельку. По расписанию. Ладно, нам пора. Беги вперед и выпускай заклинание. Дай сигнал, когда будет готово. По-моему, мы слишком далеко зашли, проговорила Пончик после паузы. Я могу выдать заклинание не дальше, чем в 300 или 400 футах от платформы. Что? Во мне мгновенно поднялся ужас. Ты же говорила в пределах видимости. Карл, так и было сказано, и я не виновата, что описание соврало. Мы забрались в туннель чересчур глубоко, и было уже слишком поздно. Она не сможет запустить заклинание, даже если мы опрометью побежим назад. Ничего, все получится. Будь готова рвать когти изо всех сил, когда мы телепортируемся. Вот сейчас нам пригодился бы наш старый мотоцикл. В туннеле стало светлее. Я слышал громыхание поезда по рельсам. Он ехал быстро, хотя машинист уже пустил в ход тормоза. Их скрежет отдавался явственным эхом в узком пространстве. Раздался режущий уши свисток. Отдаленный свет превратился в сердитый круглый глаз. Поезд был все ближе. Хотя он уже замедлял ход, скорость его была пока ужасающей. Пончиков прыгун через лужи требовал 3 секунд ожидания после активации. Поэтому рассчитывать время нужно было исключительно четко. Поезд был уже рядом. Метельник нацелился на нас, словно копье. Мать-перемать, он мчится быстрее, чем я себе представлял. Бей, бей сейчас же. Я нажал на защитную оболочку. Прошло мгновение, и мы моргнули. Нет, я рассчитал чуточку слишком точно. Мы прыгнули и пролетели вдоль путей с четверть мили. Нас закидало извещениями. Поезд прогрохотал сквозь защитную оболочку. Все монстры с красными бирками навалились лапами на стену заклинания, и их отбросило назад. Я надеялся, что они вылетели из поезда и разбились вдребезги. А поезд все надвигался. Его хвостовой вагон оглушительно скрежетал. Искры летели фейерверком. Он не сбавляет ход, набирает. Отчего он ускоряется? А, мать, бежим, бежим! Мы развернулись к станции. До нее было всего 100 метров. Так близко. Пончик просвистела мимо меня. В беге она вообще была сильнее. «Карл, поднажми!» — крикнула она, не оглядываясь. Я как будто попал в один из тех снов, когда хочешь бежать со всех ног и застреваешь в чем-то липком. Я знал, что бегу быстрее, чем кто-либо из смертных в естественных условиях. Но я потерял несколько бесценных секунд, когда растерялся, утратил ориентацию при виде мчащегося на меня поезда. А теперь упустил еще целую секунду в досаде на совершенную глупость. Казалось, поезд покрыл дистанцию в четверть мили за считанные мгновения. Какая у него скорость? Это же паровоз, а не поезд-пуля. Иначе Синкансен, по названию японской высокоскоростной сети железных дорог, где мировой рекорд скорости уже превысил 600 км в час. Он неуправляем, сойдет с рельсов на первом повороте. Похоже, мы убили машиниста. Впереди меня Пончик подпрыгнула и спикировала на платформу. Она неслась так быстро, что, приземлившись, покатилась вперед. Я разглядел стоявшую на платформе Катю, которая огромными глазами следила за моим приближением. Я чувствовал поезд у себя за спиной. Земля тряслась, как при землетрясении. Не справлюсь. Я прыгнул и не справился. Споткнулся, свалился и сломался. Часть меня отметила, что если бы мое тело не было укреплено до сверхъестественного уровня телосложения, я взорвался бы как воздушный шар, набитый кровавыми потрохами. В ту секунду, когда метельник смял меня. Это клиновидное приспособление спроектировано специально для того, чтобы отбрасывать в сторону все, что в него попадает. Пусть даже в узком туннеле нет обочин. Значит, приходится выбрасывать на платформы.
Вылет на платформу следовало бы предпочесть тому, что произошло со мной на самом деле. Я подпрыгнул, когда поезд меня настиг. Почувствовал, как все твердое ломается и крошится внутри меня. Я летел и перестал лететь, шлепнулся на горячий металл. Еще находясь в воздухе, я инстинктивно прибег к заклинанию исцеления. Так как здоровье продолжало лететь под откос, я принял целебное зелье. Потом посмотрел вбок и успел увидеть испуганные глаза Пончика и Кати, когда мы с поездом пролетели мимо станции и ввинчивались опять в туннель на все возрастающей скорости. Я получил удар от метельника и взмыл в воздух. Передняя часть паровоза саданула по телу. Мое телосложение, импульс поступательного движения, упомянутое заклинание исцеления и неуязвимость ступней — вот что в совокупности одолело натиск паровоза и прицепило меня к жизни. Я лежал ничком на узкой плоскости сверху метельника, прямо перед паровым котлом. Стоявший на платформе фонарь оказался как раз над моей головой. Его свет лился в непроглядную черноту туннеля. Передняя часть поезда уже горела. Чак, чак, чак паровоза, намного более громкая и ускоренная, чем должно было быть, наполняла меня ужасом. На передней стенке черного котла я увидел красные цифры — 666. Я принял второе целебное зелье. В хвостовой части поезда поднялся дичайший скрежет. Не знаю, что там происходило, но оно не замедлило ход адовой машины. Пончик. Карл, Карл. Карл, я в порядке. Я должен остановить поезд. Оставайся на месте. Пончик. Поезд сзади полностью разбит. Торопись, Карл. К узкой огражденной полосе, идущей вдоль левого бока паровоза, куда я переполз, снизу вела коротенькая лесенка. На правом боку локомотива, повернутом к платформе, такой полосы не было. Передо мной неслась с убийственной скоростью неровная каменная стена туннеля. Все мое тело болело. Я различал на стене отметины в тех местах, где с ней соприкасались поезда, проходившие по этому участку раньше. Если бы я вытянул руку, ее, вероятно, оторвало бы напрочь. Я осторожно подобрался к лесенке, приподнялся, тщательно стараясь не прикоснуться к массивному котлу, который разогревался все сильнее. Котел был окружен поручнем, который тянулся и дальше, к кабине, к окошку, откуда машинист мог смотреть на пути. В кабине горел красный свет, но никакого движения я не различал. Ниже ходили взад и вперед вдоль колес поршни, открывались через неравномерные промежутки времени автоматические клапаны, и пар с шумом вырывался из них в туннель, заполняя его черное пространство туманом и влагой. Все вокруг было мокрым и горячим, как в сауне. Я скользил к кабине. Стена время от времени дотрагивалась сзади до моего плаща. Он задирался, грозя зацепиться и отодрать меня от паровоза. Я добрался до окна кабины, которая в ширине почти не уступала платформе, но высота ее составляла не больше метра. Всмотревшись внутрь, я сглотнул слюну при виде хаоса клапанов, рычагов, датчиков. На задней стенке кабины я различил пятно запекшейся крови. Машинист должно быть из тех, кто с красными бирками. К какому бы виду он ни принадлежал раньше, теперь он был мертв. Совсем мертв. На повороте поезд затрясся. Хреново, ох, хреново. Я сформировал рукавицу на кулаке. Ударил. Удар прошел, как сквозь бумагу. Пришлось ударить еще несколько раз, чтобы удалить осколки. Поезд угрожающе подпрыгивал на ходу, рельсы под ним как будто икали. Я протиснулся в узкое окошко и грузно свалился на пол. Входим в кошмарный экспресс. Кабина была наполнена кровавой слизью, воняла горючим, огнем и кровью. Там был и второй мертвый машинист, который сидел у дальней стенки. «Очаровательно», — подумал я. Пара машинистов означала, что данный механизм вдвое сложнее нормального. Я повернулся к приборам, увидел панель управления целиком, то есть еще больше втулок, датчиков и рычагов. Повсюду трубы. В нижней части одной из стен дверца, подобная каминной.
В дверце имелось застекленное оконце, позволявшее видеть бушующий внутри огонь. Именно сюда кочегар должен был подбрасывать уголь для котла. Еще мой взгляд выхватил ряд манометров, протянувшийся над приборной доской. Точнее, их было 5 штук, и все показывали давление, очень близкое к критическому. Поезд трясся и громыхал. И с правой стороны приборной доски торчал большой красный рычаг, предположительно дроссель. Я взялся за рукоятку и опустил ее, и тогда поезд начал замедлять ход. Я расслабился, но тут же заметил, что показания всех манометров начали расти. Стрелка одного из них уже доползла до максимального значения. К моему ужасу над приборной доской повисло новое информационное поле. Разрушающая бомба поезд. Тип. Паровой котел, сделанный с убойным пренебрежением к безопасности. Видимо, его нарочно делали так, чтобы он взорвался. Эффект. Граната размером с локомотив, готовая разорваться от чрезмерного давления. Как, по-вашему, каким может быть эффект? Статус. Испепеляющий. 75 тысячных. Если вы не удалите эту хрень в течение 2 минут, вас ожидает нечто чрезвычайно зрелищное. С потолка свисала цепочка. Я рванул ее, заорал свисток. Я тянул цепочку вниз и смотрел, не отрываясь, не началось ли снижение давления. Показатель одного из манометров начал падать. Я дернул другой рычаг и отпустил. Тормоза. Они пришли в действие всего на секунду. Пришлось поработать рычагом, как насосом. Но результат моих усилий был исчезающе мал. Под этим рычагом обнаружился другой, идентичный. Я понятия не имел, какую чертовщину выделывал, и боялся, что вреда от моих действий больше, чем пользы. Но было уже слишком поздно бежать в хвост поезда, чтобы выпрыгнуть. Я уже был готов отправить сообщение Имани и Элли и спросить, не знает ли кто-нибудь из команды Meadow Lark, как надо управлять поездом, но вдруг заметил, что на меня из маленького окошка топки смотрит какое-то лицо. Я в изумлении отпрыгнул и увидел, что на моей миникарте возникла точка. Белая, неигровой персонаж, внутри пламени. Я не мог позволить себе тратить время на раздумья. Я повернул раскаленную ручку, открывая дверцу. Горячая волна ворвалась в кабину. Из отверстия высунулась демоническая женская голова. Краснокожая, черноволосая женская головка. Образ красной дьяволицы в стиле 1950-х. По крайней мере, выше шеи. Только голова пролезала в проем. Волосы женщины были подняты в стиле рокобилли. Стиль одежды и музыки. Его расцвет пришелся на 1950-е годы и закреплены красной повязкой. Из волос выглядывали черные рога. От головы исходил пар. Глаза выглядели как вращающиеся черные шары. Тяжелые круги под глазами придавали лицу измученный вид. Зачинщица. Малый демон Милф. Милф. Mother I'd love to fuck. Женщина, которую я хочу иметь. Вульгарная аббревиатура, означающая привлекательную женщину достаточно зрелого возраста, годящуюся в матери мужчине, характеризующему ее таким образом. Уровень 75. Пожарная кошмарного экспресса. Ни мирный, ни игровой персонаж. Мать-одиночка должна есть. Вы нашли печку, которую требуется топить? Скорее всего, вы попали под власть малого демона. Но если этот огонь обязан быть необыкновенно горячим, то его, наверное, поддерживают намного более редкие милфы Шеола. Смотрите Диннеман, сценарий «Судного дня», Прим 120. Когда беременная малая демоница приступает к дарению жизни, ее роды обычно длятся около 60 дней. За эти 2 месяца она приносит в Подоле от 15 до 18 тысяч новых жителей, выдавая безостановочно по одному в 5 минут. Выживает только 1 из 10 тысяч, остальные живут не дольше нескольких секунд. Их трупы высыхают, твердеют и становятся сырьем для производства ценных продуктов, именуемых
кирпичами Шиола. Они будут кишмя кишеть на 15 этаже. При возгорании они горят долго, пепла выделяют в избытке. Малые демоны Милф, которые изучили магию воды, могут рассчитывать на высокодоходную работу истопниц, паровых котлов. Запечатывая себя в котлах, они создают почти самодостаточную систему, благодаря которой не умолкает гул в котлах большего размера. К тому же так удобно компенсировать свою неудавшуюся молодость. Этот поезд ездит на мертвых младенцах. Из всей херни это самая херня. «Детка, а ты вовремя появился!» — громко произнесла зачинщица, перекрывая грохот поезда. Она говорила с редкостным акцентом, который можно было счесть близким к немецкому, что контрастировало с ее обликом. «Что-то произошло с машинистом и Коцброкен». Грубое немецкое ругательство. Боевым магам. Они сдулись. Видишь клапан? Вон там, вверху, левее. Повернешь его ради меня. Тот идиот не открыл клапан. А я не могу управлять им отсюда. «Где? Вот этот?» — переспросил я. «Точно. Поверни его влево. До упора давай. Да. Худ. Хорошо. Немецкий». Показатель одного из манометров вернулся в зеленое поле. Поезд содрогнулся. Не дать не взять от удовольствия. Новое достижение. Продолжаем кататься. Вы ведете поезд. Вот это дерьмо святое так святое. Награда. Я верю, что управлять поездом уже награда для какахи. После сделанного зачинщица принялась обучать меня управлять поездом при помощи четких команд, лишенных эмоций. Когда я открыл один клапан на 10 секунд, а другой на 5, информационное поле, разрушающая бомба, исчезло. Сразу стало легче дышать. Мы с моей наставницей прошлись по всем рукояткам, и я добился полной остановки поезда. Затем заставил его снова поехать, только медленно, со скоростью 30 миль в час. Небольшая доля типичной скорости этого поезда. Демоница научила меня управлять дросселем и двойной тормозной системой, в которой один рычаг контролировал тормоза самого паровоза, другой — тормоза вагонов. Оказалось, что я чуть не погубил поезд и всех нас, когда дергал рычаги наобум и не подозревал, как близко к гибели провел поезд. За время общения зачинщица родила 3 раза. Она морщилась, я слышал короткий вскрик, который почти мгновенно обрывался. «Теперь ты умеешь вести поезд», — наконец сказала она. «Не развивай большую скорость, не нагнетай давление чересчур сильно, и проблем не будет, а? А теперь закрой мою дверь и дай мне жить дальше». Она показала на небольшой ящик в дальней части кабины. «Если что-нибудь со мной случится, забери этот ящик. Ты не сможешь долго его использовать, потому что у тебя нет запасов воды или нефти. Закрой же мою дверь». Она начала втягивать голову обратно в топку. «Погоди», — заволновался я. «Как отсюда вернуться на станцию? На 10-ю я имею в виду, на вокзал. Переведи стрелки перед следующей станцией. У тебя будет несколько возможностей. Выбери ремонтная станция. Ты попадешь туда, и поезд восстановится». Она указала жестом на правый борт паровоза, противоположный тому, с которого я забирался внутрь, и втянула голову. Сквозь стук колес и гул пламени я расслышал крик нового ребенка, затем еще одного. У нее 2 детей там, внутри, 2 жизнеспособных ребенка. Я закрыл дверцу, заложив ее тяжелой тряпкой, которую показала зачинщица. Перевести стрелки? Как же я это сделаю? Я осмотрел правое место машиниста. Там была рукоятка, соединенная с шестом, который в свою очередь был прикреплен к боку котла. Я понял, что передо мной нечто вроде комбинации рычагов. Перемещая вверх-вниз рукоятку, я сдвигаю шест в бок, а он, надо полагать, нажимает на стрелки на путях. Если я попытаюсь это сделать прямо сейчас, то добьюсь только того, что шест ударится о стену. Значит, надо двигаться вперед на малой скорости и дожидаться момента, подходящего для перевода стрелок. Я взглянул на тот скромный ящик, который показала демоница.
Он стоял в углу кабины возле входа и был залит кровавой слизью в том месте, на которое натолкнулся, падая машинист, а может быть и боевой маг. Я поднял крышку и достал из ящика черный брусок. Кирпич Шеола. Если Санта дарит уголь тем детям, которые постоянно плохо себя ведут, возможно, такие вот штуки он дарит величайшим негодяям, каких знала история. Гансу Груберу. Один из самых знаменитых злодеев мирового кино. Террорист из фильма «Крепкий орешек» Die Hard 1988 года в исполнении Алана Рикмана. Этот фильм принес мировую славу исполнителю роли главного героя Брюсу Уиллису. Также в фильме снимался танцовщик Александр Годунов. Например, или тому гаду, который изобрел испанский сапог. Горит такая штуковина намного жарче и намного дольше, чем простой уголь. А когда я говорю намного дольше, это означает до конца вашей жизни, то есть неделю или больше. Чтобы не огорчать вас, мы не скажем вам, откуда берется такой материал. Мы вас только что обманули. Это труп ребенка. Я с отвращением выпустил брусок и обтер ладонь о плащ. Ящик вмещал штук 50 таких кирпичей. Я сделал глубокий вдох, поднял весь этот ящик и переместил в свой инвентарь. Меня била дрожь. В лужах, размазанной повсюду слизи, я нашел два интересных предмета. Небольшой ранец с золотыми монетами, числом 350 штук, и большой бронзовый ключ. Я поднял этот ключ и быстро осмотрел его. Ключ машиниста паровоза открывает доступ во все зоны со статусом только для сотрудников железного клубка и в локомотивы паровой тяги. 400 машин. Вот теперь я смог окончательно расслабиться и осмотреться в новой обстановке. Я был жив. И не только жив, я еще и угнал этот, мать его, поезд. Лишь осознав этот факт, я увидел свои статы и выдал вслух парочку неприличных слов. Я поднялся на целых 3 уровня. Теперь у меня был 32-й, плюс 3 новых ящика боссов местности. Очевидно, я уничтожил всех монстров, что ехали в поезде, и 3 из них были боссами местности. Я посмотрел на карту и не увидел у поезда ни единого косого креста. Когда я брал в руки карту в последний раз, я еще не поднял свой уровень даже на единицу. А сейчас таки выиграл суперкубок. К тому же, кажется, на меня свалилась гора опыта, когда я взялся за управление поездом. Несмотря на все, в активе оставалось только одно новое достижение, с которым я еще не ознакомился. Новое достижение. 3 привета за побоище. Вы убили 3 монстров-боссов одним ударом. Я начинаю думать, что ваша дикая живучесть с чем-то да связана. Или вы до жути хороши в каком-то мастерстве, или вы просто удачливый пижон. Святое дерьмо – это в любом случае отличная работа. Награда. Вы получаете платиновый ящик Большого Папы. Я разглядел в задней стенке локомотива небольшую дверку. Выйдя из лужи слизи, я открыл люк, чтобы увидеть хвост своего поезда, медленно и с пыхтением катившегося по рельсам. Меня разобрал смех при виде тотальных разрушений, которые я вызвал своим защитным заклинанием. Первый за локомотивом пассажирский вагон внешне как будто не пострадал, хотя пятна крови внутри я все-таки заметил. По всей видимости, это был единственный вагон во всем поезде, избежавший повреждений. Все прочие вагоны, в том числе те, что были набиты гигантскими монстрами, оставались на рельсах и тянулись вперед, но их стенки были сметены или разломаны. Теперь их было бы уместнее назвать не вагонами, а платформами. То, что еще оставалось от вагонов, свободно болталось и высекало искры из стен туннеля, когда соприкасалось с ними. На моих глазах от поезда отвалился какой-то деревянный чурбан и, покачавшись, полетел куда-то в бок. Кабус все еще тащился сзади, но его верхняя часть была сметена напрочь. Я не мог поверить, что махина не была уничтожена полностью. Разрушения предыдущего поезда
теперь задним числом представлялось довольно легким делом. Я подумал, не замешана ли какая-нибудь магия в том, что мой нынешний поезд удержался на рельсах. Да что уж там, ведь я чуть-чуть не взорвал его к чертовой матери. Может быть, вагоны изначально были сконструированы так, чтобы разломаться при подходящем случае. Или авторы сценария предусматривали, что гигантские монстры вырвутся на свободу, и специально ради этого стенки вагонов были сделаны хрупкими. Карл. Привет, Пончик. Ты можешь спуститься на рельсы и посмотреть, есть ли среди трупов боссы местности? Я ни хрена не представляю, где я сейчас, и было бы просто отлично, если бы ты стащила с трупа босса дорожную схему и дала мне знать, когда я буду приближаться к станции. Только не подходи к телам, пока не убедишься, что они мертвые. Пончик. Хорошо, только не наедь на меня. Прошло не больше 40 минут. Скорость поезда упала до скорости улитки, если сравнивать ее с нормальной скоростью движения. Возможно, я уже проехал станцию и не заметил этого. Я подозревал, что ненадолго отключился. Карл, времени у тебя достаточно. Хочу поглазеть на станцию 436. Потом по петле вернусь к вам. Я надеялся, что груды мусора на железнодорожном полотне не застопорят поезд. Буду на 436-й, и там многое выяснится. У меня уже родилась некая мысль. Я снова взялся за чат. Карл, но если ты боишься за Монго, то сейчас было бы самое время устроить ему испытательную скачку. Прокатись вдоль путей и узнай, какую скорость он разовьет с тобой на спине. Пончик, Карл, ты гений. Карл, ты это всегда знала. Пончик, Карл. Карл, что? Пончик, не поступай так со мной никак. Глава 15. Меньше чем через 5 минут кошмарный экспресс проехал пересадочную станцию. Туннель сделался шире и влился в просторный, хорошо освещенный грот. Сюда вели и другие железнодорожные пути, но других поездов видно не было, только десятки въездов и выездов. Первый стрелочный узел был обозначен большим красным кругом, собственно, видавшей виды металлической пластиной на воткнутом в землю шесте. Вся конструкция отчетливо напоминала дородный знак «Стоп». Чтобы направить поезд по выбранной ветке, нужно было использовать шест, укрепленный на котле. Первое направление было обозначено табличкой «Вспомогательные пути», предупреждение. Следующее – ремонтная станция. Дальше третье – переработка. Путей на земле было столько, что было крайне трудно сориентироваться, какой из них куда ведет. Я попробовал на глаз определить, в какой стороне переработка. Путь к ней уходил под массивную арку в дальней части грота. В центре зала царил внушительный сверкающий портал. Я попытался испытать его при помощи навыка анализа подпространства, но оказалось, что для включения навыка нужно было находиться ближе к объекту. Поэтому с ремонтной станцией у меня ничего не вышло. Я попробовал проследить курс на вспомогательные пути, но он безнадежно терялся в хитросплетении рельсов. Я не сказал бы с уверенностью, но мне показалось, что он выводил к другому стрелочному узлу, где также открывались десятки направлений. Мне показалось, что я смог бы вывести кошмарный экспресс на другую линию, хотя не исключаю, что мой мозг уже был парализован этой головоломкой. Большой поезд, сопровождаемый клубами дыма и жизнерадостным пыхтением, пересек грот. Этот поезд явился с противоположной стороны. Вел его также паровоз, только несколько более современного дизайна, и метельник у него был поменьше. Он тянул 6 вагонов. Я бросил взгляд на хвостовой вагон. Кабус вроде того, что был еще недавно у моего поезда. 2 копья торчат с задней площадки. На них насажены 2 человеческие головы. Машинист дал 2 приветственных гудка, прежде чем поезд скрылся в другом туннеле. Через минуту и я возвратил свой поезд в туннель. «Пончик, я забрала карту и кучу золота в придачу. Ты вот-вот попадешь на станцию 436. Там на путях много частей тел.
дерева, металла. А Монго бегает очень-очень быстро. Карл, отлично, спасибо. Я заеду за вами. Надеюсь, поезд проберется через завалы на путях. Но на случай, если вдруг не удастся, я предварительно осмотрюсь на этой станции, пока это возможно. Я увидел впереди станционные огни и уменьшил скорость. Платформа со стороны выглядела так же, как все прочие. Над ней парило название «Станция Бездна, 436». Я отключил машину, поставил паровоз на тормоза, перевел котел в режим ожидания и вылез из кабины. Предварительно я, после секундного колебания, задвинул засов на дверце топки. Просто на всякий случай. Кто-то мог бы забраться в кабину, лобовое стекло мне теперь отсутствовало. Маловероятно, но на свете существуют и крайне отчаянные грабители поездов. Входим на станцию Бездна. Я посмотрел на карту. Не возникли ли на ней признаки какой-нибудь жизни? Ничего не увидел. Почувствовал вибрацию земли, услышал стук колес поезда, проходившего где-то поблизости. Или, судя по звуку, даже непосредственно над моей головой. Издалека донесся гудок другого поезда. Вслед за ним глуховатый грохот крушения. Еще минута, и еще крушение, и еще одно. И другой поезд дал свисток, теперь уж где-то подо мной. Мне вспомнилось, как я стоял в парке развлечений в очереди на американские горки. Смотрите, Диннеман, Карл, обходчик подземелий. Страница 135. И в меня со всех сторон летели всевозможные предметы. Платформа была пуста. Ни указателей, ни скамеек. Лишь единственная лестница. Металлическая, фабричного типа, посередине платформы. Ступеньки необычно крутые, как на пожарной лестнице. Они вели вверх и исчезали в черноте потолка. Я постоял в нерешительности, затем достал из инвентаря факел и начал подниматься. Я только взглянул. Подъем занял у меня почти час, и все это время меня сопровождал шум поездов, которые летели навстречу друг другу, затем под откос. Стены непрерывно тряслись. Пончик и Катя просили меня, чтобы я постоянно находился на связи. И, наконец, в то время, как Пончик угощала Катю рассказом о том, как она, Пончик, победила в последний момент на каком-то кошачьем конкурсе шоу, благодаря тому, что ее величайшая конкурентка из Сингапура была дисквалифицирована после долгих споров и апелляций, над лестницей я увидел красный свет. 10 минут спустя я ввинтился на круглую железную площадку, под которой в огромной яме бушевал огонь. Горячий воздух опалил лицо. Входим в бездну. Я беззвучно выдохнул что-то вроде «так вот оно». Подо мной, надо мной, вокруг колоссальной ямы с огнем торчали сотни, сотни и сотни, а может быть и тысячи огромных сверкающих порталов. Площадки, такие же, как та, на которой стоял я, располагались без всякого порядка. На них возникали чудовищные фигуры, но вблизи меня ни одного монстра не было. У меня сохранилось одно воспоминание. Я стоял рядом с мамой на краю Большого каньона. Один из глубочайших каньонов мира в штате Аризона. Входит в состав национального парка Гранд-Каньон, признанного объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы стояли одни и смотрели в пропасть. Наша семья возвращалась тогда из Техаса. Отец ждал нас в машине. Его присутствие, его терпеливое ожидание где-то сзади ощущалось более громадным, чем сам каньон, развершийся перед нами. Я запомнил ту секунду у барьера, когда мать сильно до боли стиснула мое запястье. Ты помнишь цирк? Там было хорошо, правда? Мне больно. Я знаю, милый. Прости меня. Прости меня. Этот провал был не таким грандиозным, как Большой каньон, но я удивился, насколько потрясло меня внезапное воспоминание. Этот провал был почти идеально круглым, не меньше мили в диаметре. В глубину он уходил, наверное, не на 1000 метров. Пока я смотрел, в одном из порталов взорвался поезд. Вагоны взмыли в воздух и полетели в яму.
Они перекручивались и переворачивались, падали и падали, а потом со дна доносился отдаленный стук. Я напряг зрение, вглядываясь вниз. Гигантская дыра была наполнена тысячами искореженных вагонов. Среди них пылали сотни костров. Крохотные живые точки шныряли среди обломков. Я узнал их походку. Дикининки, гули-санитары. Они ползали в кучах мусора, как муравьи. Еще один поезд проехал через другой портал. Еще один. Локомотивов нет. Я вспомнил свой разговор с Челотавром. Он проезжал через портал, оказывался на другой стороне, и с ним был только его локомотив. Это все, что оставалось от поездов в конце цветных линий. Поезда проходили через порталы, и только локомотив телепортировался обратно на базу. Остальные вагоны летели в эту яму, как мусор. Кондукторы и носильщики покидали поезд на последней станции. Когда они возвращались, поезд был уже обновлен. Первоначальный состав не проходил временную петлю. Вместо него строился новый, полностью, за исключением локомотива. Дерьмо святое. Новый поезд взорвался в портале в точности над моей головой. Моя площадка затряслась, и я присел на корточки. Поезд с грохотом низринулся в яму, нырнул неуправляемый, бессмысленно вращая колесами в воздухе. Я посмотрел вверх на портал. Корпорация «Ультима». Производственный подпространственный портал имени Подземелья. Анализировать? Да, нет. Я кликнул «Да» и выскочил ряд чисел, значительно более длинный, чем в предыдущий раз, на целую страницу. Я пробежал его взглядом снизу доверху. Предупреждение. Вы смотрите на этот портал с неправильной стороны. Проход с этой стороны не произведет никакого воздействия. С этой стороны можно проходить, ничего не опасаясь. Опасно лишь передумать на полпути. Тип – односторонний портал для транспортировки. Только для обладателей ключей. Можно пройти через этот портал? Да. Предупреждение. Вы должны иметь в вашем инвентаре или вне его, в зависимости от типа, транспортируемые объекты или ключ. Совместимые ключи должны быть отмечены в вашем инвентаре. Среда на другой стороне. Совместимая. Визуальный анализ. Да, нет. Я кликнул «Да», и меня встретил скриншот внушительного вокзала. 1000 локомотивов на всех направлениях. Все они стояли в локомотивном депо за высоким забором. По огороженной территории слонялись тысячи созданий, похожих на гулей. Их движения наводили на мысль о зомби, хотя все они были разных рас и моб-типов. Я перебрался к тому порталу, что находился подо мной. Нашел там другой скриншот. То же место, только показанное с другого угла. Так что можно было смотреть сквозь забор. Я увидел как будто очередь пассажиров, дожидавшихся поезда. Скорее всего, это были дварфы. Зомби остались только в локомотивном депо. Я не видел, сколько было машин в огражденной зоне и как там вели себя зомби. Но и тут взгляд выхватил нечто интересное. Вращающаяся дверь в углу ремонтной зоны. Слишком маленькая для локомотивов. С этого ракурса мне была видна только половина той двери. Зато я со своей позиции ясно различил клетки на колесах. Точные копии той, которую я забрал как добычу из комнаты с роботами. Отдаленный гул заставил меня поднять голову. Крупный монстр, похожий на разросшуюся ящерицу, обнаружил меня и пополз по стене к моему трапу. В этом же направлении двинулись еще несколько мобов. Но до встречи с ними в моем распоряжении оставалось несколько минут. Мне хотелось принять бой на этом месте, но беспокоило, что они могли сделать какую-нибудь пакость с дорожкой и лишить меня возможности спуститься обратно к кошмарному экспрессу. Я швырнул гоблинскую дымовую бомбу, чтобы противники не видели, в каком направлении я скрываюсь. Вернулся к лестнице и начал быстро спускаться. Прошло несколько минут. По-видимому, никто меня не преследовал. Спускаясь, я обследовал свой инвентарь
и обнаружил, что стал обладателем опции сортировки, то есть получил возможность сортировать предметы, имеющие гриф. И у меня имелись предметы, дающие право прохода через портал. Охровый ключ, ключ машиниста паровоза и дурацкая сувенирная кепи, которая была мне прислана в наши первые минуты на этом этаже. Да уж, дерьмо точно святое. И это все? Оказывается, нам нужна была только кондукторская шапка. Карл, посылаю это сообщение всем, кто занесен в мой список адресатов в чате. Эх, друзья, не поверить вам в эту херь. Если вы вдруг не слышали, колодцы есть на станциях 12, 24, 36, 48 и 72. Проблема в том, что все мы стартовали на станциях с номерами больше 80, и обратного пути, кажется, не существует. Вот что удалось собрать. На эту минуту нам наверняка известны два способа попасть на станции с меньшими номерами, и в отношении двух других мы достаточно уверены. Передавайте дальше. Первое. Если надеть глупую кепочку и просто доехать на поезде до конца линии, то можно идти через портал. Проблема. Вагону, в котором вы едете, пути нет. Это значит, что вы телепортируетесь на станцию, где зомби кишат буквально тысячами. Второе. Можно убить машиниста и получить ключ машиниста. Вы телепортируетесь на тот же вокзал, но уже в пассажирском вагоне. Проблема. Вам придется добиться результата без крушения поезда. Можно запрыгнуть вперед, воспользовавшись какой-нибудь именованной линией. Но не при дамах будь сказано, именованные линии – самое что ни на есть говно. И более того, неизвестно, что делать, когда вы попадете на станцию. Если вы управляете поездом, то, может быть, сумеете увести его оттуда, но в этом мы не уверены. Возможное решение третье. Служители поезда выходят на станции 435. Можно предположить, что там находится портал, который перенесет вас в центральный штаб. Я полагаю, что он находится за забором господ зомби. Проблема. Похоже, что монстры, выполняющие функции боссов на этих станциях, из рода кровядов. Вероятно также, что проход через такой портал отнимет у вас время и воспоминания. И еще, мы не уверены, что вы сможете пройти через портал. Если кто-нибудь попытается, расскажите о результатах. Возможное решение четвертое. Если вы попадете на именованную линию, где есть станция номер 436, и вы будете вести поезд, то у вас будет шанс вернуться на базу через стрелочный узел. Я толком не понимаю, как он действует, но мы намерены разобраться. Я знаю, есть и другие решения. Если вы найдете какие-нибудь из них, пожалуйста, сообщите мне. Все, берегите себя. Портер Т. Спасибо, товарищ. Ты и близко не такой ненормальный, каким тебя выставляют в шоу. Мэй В. Мы продали наши кепки. Всем нашей партии продали. Нам предложили по 5000 золотых за штуку. Я продолжал спуск, одновременно отвечая на волну сообщений. Оказывается, распространялись слухи о секретном поезде, который ездит в обратном направлении и только в одну сторону. Однако, чтобы попасть в него, придется прорваться через стену. Отчасти я был готов к тому, что не найду своего поезда там, где оставил. Но он был на месте, и котел чуть-чуть пыхтел в режиме ожидания. Влез в кабину, стукнул в дверцу топки, давая зачинщице знать о своем возвращении, и покатил со станции. Мало-помалу я увеличивал скорость поезда, пока не довел ее до 50 миль в час. За моей спиной вагоны по-прежнему высекали искры из стен и угрожающе грохотали, но оставались на рельсах. Я отцепил бы их, но мне негде было их разместить. Если бы по дороге попался другой стрелочный узел, я бы знал, как избавиться от лишних вагонов. Пончик. Карл, поторопись, скорее возвращайся. Я получила свой первый филантропический ящик. Это самый сногсшибательный приз в истории. Принцесса Денадия создала его специально для меня.
Мне надо, чтобы ты его увидел. Это сюрприз. Катя. Да, это точно сюрприз. Пончик. Катя, не испорти. Карл. Жду не дождусь. Пончик. И еще я забыла тебе сказать. Я поднялась на 2 уровня. До 30-ки. Моя харизма дошла до 100, и у меня теперь новая специальная способность. Карл. Вот это хорошая новость. Расскажешь все, когда я вернусь. Пончик. Это называется любовь вампира. Чудо. Карл. Перед возвращением я сделаю еще одну короткую остановку. Поезд идет несколько медленнее, чем обычно. Так что я у вас буду через пару часов. Пончик. Что за остановка? Карл. Попробую заключить одну сделку на 83-й станции. Сообщи, когда я буду близко. А ты пока что посмотри, что делается на других платформах, и пощелкай монстров, прибывающих со стороны номера 282. Катя, мы этим и занимаемся. Но по пурпурной линии поезда больше не приходят. Движение по лиловой линии продолжается, как и было. Да, я еще позанималась расчисткой путей. В увеличенном виде мне намного проще подбирать крупные предметы. На путях еще много мусора. Сейчас, по-моему, уже не столько, чтобы помешать. Примерно через 2 часа кошмарный экспресс вернулся на станцию 283. Катя очень добросовестно расчистила пути. Большую часть мусора подхватил и разбросал по сторонам от колеи метельник, а крупные куски раскололись на мелкие обломки и щепки. Поезд временами потряхивало, но он держался на рельсах. Я остановил машину, когда паровоз доехал до середины платформы. Катя уже стояла там. Она прислонилась к колонне, поддерживавшей потолок. Она добавила себе примерно половину приобретенной массы и выглядела как женское воплощение невероятного Халка с розовой кожей, правда с шипами на голове. Себя она одела в кожаный костюм и обула в черные сапоги. На голову вернулся бордовый мохок. Пончик тоже была там, восседала на спине Монго. Я в первую же секунду заметил на ней обнову. «Солнечные очки?» — уточнил я, спускаясь с паровоза. «За них же стоит умереть! Ты согласен?» — выкрикнула кошка и подпрыгнула на хребте Монго. Динозавр и сам запрыгал при виде меня. Я погладил его по голове, а Пончик перепрыгнула на мое плечо. «Это не просто солнечные очки, это само солнце!» Очки были большие, круглые, они делали Пончика похожей на жука. Примерно такие очки в стиле кинозвезд были на макушке Беа, на той фотографии, которую прислали Пончику в качестве награды. Вероятно, они были магически подогнаны под параметры головы Пончика. У них не было дужек, и форма кошачьего носа не позволила бы удержать обычные очки. Тем не менее, эти очки прочно сидели на Пончике. Она сняла их, чтобы я ознакомился с их свойствами. Защитные, всеобъемлющие и фокусирующие очки произведены в призме. Специальное издание высокой моды «Принцесса Пончик». Это уникальный предмет. Этот предмет единственный в своем роде. Есть дар принцессы Денадии из королевства Призмы, принцессе Пончик из султаната Крови. Он лично подписан принцессой Денадией. Защищает глаза от разнообразных случайностей, в том числе атак магического рода, грозящих пользователю слепотой. Усиливает все эффекты темного зрения, допускает тепловое зрение и другие виды восприятия видимого света. Кроме того, эти очки улавливают и фокусируют всякое заклинание энергетической природы, исходящее из приглазной зоны, расширяя тем самым спектр способов ведения боя и выбора целей. «Святое дерьмо!» – пробормотал я, перечитав текст. «Они превращают мои магические ракеты в лазерные лучи», – не унималась Пончик. «Я могу выпускать 4 штуки разом. Я стою в конце лиловой платформы, а когда двери открываются, расстреливаю сразу 4 двери.
Очки могут даже сохранить энергию одного выстрела и вдвое усилить другой. А еще они прекрасные. Я похожа на мисс Беатрису. Разве они тебе не нравятся? Они очень хороши, признал я. Хотел бы я узнать, во что обошелся Денаде этот ящик для пончика. Я перевел взгляд на Катю. А вы получили что-нибудь? Нет, призналась та. И никому из дочерей пока ничего не дали. Я все еще не знал особенностей отношения Катиного спонсора к ней. Я бы не удивился, если бы Катя вообще ничего не получила. «Я буквально умираю от голода», — сказал я, меняя тему. «Давайте поедим, поспим и перезапустим наши баффы. Неизвестно, когда мы найдем следующую зону безопасности». «Мы отправимся через портал?» — спросила Катя. «Я хочу увидеть, возможно ли пройти его и вернуться именно на Кошмарном экспрессе. Если невозможно, у нас останется время, чтобы разработать ближайшую тактику. Было бы идеально устроиться вблизи колодца и просто убивать оставшееся время. А если окажется, что вернуться можно, мы вернемся?» — захотела уточнить Катя. Я поднял руку, прося дать мне возможность прочитать только что пришедшее сообщение. «Элли, привет, Карл. Под нами что-то земля, не ахти какая твердая. Это я тебя заранее оповещаю». «Карл, что случилось?» «Элли, мы убрали станцию 275 на Кэмеловой». Кэмел, верблюд, английский. Оттенок бежевого цвета, приближающийся к песочному. Естественный цвет верблюжьей шерсти. Линии. Убили одну прошмандовку, Кракарин. В общем, вычистили участок и вернулись на станцию, чтобы дожидаться поезда на 277-ю. Это пересадочная станция. Поезд не пришел, и мы застряли здесь. Наверное, пойдем пешком. Имани. По-моему, это дело рук Куан-Че. У меня во входящих есть сообщение, что кто-то видел, как он готовил взрывы поездов. Он целит в машинистов, но в результате на трассах застревают все. Если он будет продолжать в этом же духе, встанет вся железнодорожная сеть. Карл, 277-я далеко от вас? Имани, далеко. 276-я примерно в 20 или 30 милях. К тому времени, как мы туда доползем, все монстры там уже начнут преображаться и будут на путях. До 277-й еще 30 миль. Элли, вот поэтому мы двинемся через наркопортал обратно в 272-й, а оттуда ножками на 271-ю. Все равно далеко, но не настолько. Все равно придется чесать по шпалам. Поэтому я вас и предупреждаю. Мы будем вне игры сутки, если не больше. На 271-й есть пересадка в именованный поезд. И если кобальтовая линия тоже парализована, мы будем вынуждены штурмовать его. Поезд называется эвисцератор, то есть потрошитель. В компьютерных играх огромный двуручный цепной меч. Я несколько раз встречал это название в перечнях. Мысленно я назвал этого Куана ублюдком. Он должен был ведать, что творит. Гребаный эгоист. Карл. Что за монстры на станции? Имани. Горние фрагментаторы. Летучие газовые мешки. Их легко убивать, но они используют ядовитые облака. Нам они по силам. К тому же мы получим шанс посмотреть на роботов, о которых ты говорил. Карл. Понятно. Удачи вам. Дай-то Бог вам найти тайный выход из той комнаты роботов. А мы попробуем провести Кошмарный через портал. Берегитесь третьего рельса. Элли. Да, ты сам знаешь. Убивайте, убивайте, убивайте. Я рассмеялся. А теперь расскажите мне о вашем новом вампирском навыке, попросил я Катю, вгрызаясь в корн-дог. Сосиска в тесте из кукурузной муки, кляри, почти всегда подается на палочке. Эта зона безопасности была больше, чем все предыдущие, где мы были. Изолированный ресторанный дворик торгового центра, единственный работающий среди множества закрытых. Хот-дог на палочке. Бабка щеголял в еще более нелепой шляпе, чем те,
которое полагалось обслуживающему персоналу. Катю предложенное меню ошеломило. Она настояла на том, чтобы ей дали какое-нибудь рыбное блюдо из исландской кухни. Пончика тоже потянула на рыбу. Она выложила на стол осколок разбитого зеркала и старательно приводила себя в модный вид. Когда она подняла глаза на меня, я увидел, что защитные очки забавно подчеркивают ее унылый вид. Это не просто вампир, это вампир любви. Я выбирала из 3 вариантов и выбрала вот этот. Скажите честно, вы сначала прочитали описание? Конечно, Карл, я всегда их читаю. К тому же как раз об этом мне рассказывал Мордекай. Я успокоился. Вот и хорошо. Что же вам этот навык дает? Он заставляет соперника, чей уровень равен моему или ниже, отдать мне сердце. Так там говорилось. Это значит, что если меня ранят, ущерб достанется противнику, а не мне. Так-так, тут я по-настоящему заинтересовался. Как часто вы можете его применять? Долго оно действует? Действует, пока враг не умрет. Активировать можно раз в 2 часа. А теперь простите, Карл, мы скоро отправляемся на шоу. Я должна поработать со своим обликом. Я вздохнул. Зев говорила, что от нас потребуется только начитывать текст. Но я не считал, что было бы разумно привлекать Катина внимание к этому нюансу. Я обратился к своим лутбоксам. Ящики боссов содержали типичные для боссов местности предметы. Лучшим из призов стал свиток обновлений. До сих пор он хорошо служил мне, но стоило мне прибегнуть к нему, он прибавлял всего лишь 3 балла ловкости к тому, что приносила рубаха из шкуры тролля, и ничего больше. Достойное обновление, особенно если учесть, что я предполагал вложить парочку свободных баллов в ловкость. Достойное, но не блестящее. Платиновый ящик Большого Папы содержал обыкновенную немагическую зубную щетку в комплекте с маленьким походного размера тюбиком зубной пасты. На тюбике был нарисован черный череп с надписью «Carpe Diem» — «Лови день», латинский. «Пользуйся днем меньше всего, веря грядущему». Гораций, Оды, 1, 11, 8. Перевод С.В. Шервинского. Выполненный, по-моему, шрифтом Comic Sans. Шрифт, имитирующий написанные от руки буквы в комиксах. Пользуйся днем зубной пасты. 5 применений. Вам знакомо чувство, которое охватывает вас, когда вы входите в мир с мятно-чистым дыханием. С таким чувством вы готовы достойно встретить любую неожиданность, которая, может быть, обрушится на вас в этот день. Ваша уверенность в себе взлетела. Вы уже оседлали этот никчемный мир. Да, не эта штучка изменила вас. И все же, если вы почистите зубы этой заколдованной пастой со вкусом вишни, на ближайшие 30 часов вам обеспечены следующие бафы. Плюс утроенный ущерб для всех монстров-боссов. Или плюс 4-кратный ущерб для всех монстров-боссов провинции, страны и этажа. Этот баф можно применять только на территории зоны безопасности. Приз совершенно фантастический, но толк от него будет только в том случае, если я буду знать точно, что мне в этот день предстоит встреча с боссом. Так как мне отпущено всего 5 применений, я буду предельно экономным. Я забросил пасту в инвентарь. Проверка статистических пунктов. 6 к силе и 3 к телосложению. Мне было необходимо выспаться. Я поймал себя на том, что слишком много времени уделяю чату. Я давно нашел коммерческое применение всем книжкам Луиса Ламура, хотя настолько пристрастился к чтению, что принимался читать, даже несмотря на то, что уже через считанные минуты засыпал. И вот переключил свою привязанность с книг на чат. Теперь я замечал, когда в моей маленькой группе собеседников начинала крутиться общая тема. Поезда выходили из строя пугающими темпами. Накатывала растерянность, и она становилась заразной. У нас оставалось еще почти 6 суток, но этого времени могло не хватить.
Ведь приходилось одолевать пешком не 1 десяток миль за день. В моем мозгу зазвучал давний-давний совет Мордекая. Я хочу, чтобы он проник сквозь твой толстый череп. Ты не сможешь спасти всех. Я не смог избавиться от ощущения, что проезд на поезде через портал будет предательством товарищей. Глупое ощущение. Я понимал это. Люди разбрелись кто куда. Я даже не знал их. Я рассказал им, что надо делать, чтобы освободиться. Это все, что было в моих силах. И на этом следовало остановиться. А если не останавливаться? Не так давно я прочитал строчки, которые глубоко врезались в меня. Строчки из моей кулинарной книги. Их вписал некий обходчик по имени Йорк. Вписал в 10-е издание. Он заполнил множество страниц философскими размышлениями, которые почти не доходили до моего сознания. И все-таки одно рассуждение не выходило у меня из головы. Я не знал, полностью ли понял то, что хотел донести до читателя писавший, но написанное сбило меня с толку. Я подозревал, что эти слова были последними перед тем, как он погиб или потерял книгу. Читая слова, написанные до меня, я узнавал тех, кто пришел раньше меня. И вас, читающих написанное мною, я знаю. Вы — это я. Я говорю о каждом, кто найдет эту книгу. Я одиноким прожил всю жизнь. В улье и притом в одиночестве. В этом нет ничего плохого. Теперь-то я знаю. Это нормально — иметь собственные мысли, собственный разум и не зависеть от того, что говорят вокруг. Нормально также жить в одиночестве и желать собрать в себе всю силу улья. В этом нет греха и нет противоречия. Вот что старается внушить нам эта книга. Она предназначена для того, чтобы собрать в улье тех, чьи пути не пересекутся никогда. Пересекутся лишь на сих страницах. Но бывает так, что этой книги мало. Иногда приходит желание чего-то большего. Ты хочешь быть частью других. Нет и в этом греха. Не грех желать одиночества и притом разделять радости и силу собратьей. А еще важнее, что не грех желать принести защиту тем, кто в улье с тобой, хоть ты и не знаешь этих людей. Они твои, и их уводят от тебя. Есть мы или они. Есть утешение в том, чтобы умереть в поиске справедливости, и не имеет значения, великой будет смерть или малой. Я не был уверен, что эти слова вполне убедили меня, но, закрывая глаза, отдался необходимости сделать что-то большее для тех, кто застрялся. Глава 16. Когда я проснулся, меня поджидало сообщение от Элли и Имани. Элли. Здравствуй, огненная головушка. Не обманули тебя твои инстинкты. Есть потайной выход из комнаты роботов. Длинный туннель, ведущий вниз. Похоже, для того, чтобы он открылся, нужно, чтобы роботы проснулись. А роботы просыпаются тогда, когда у монстров начинается ломка. К счастью, нам не нужно избавляться от механической сволочи. Не верится, что вы двух из них взорвали. Сейчас мы идем по туннелю, чтобы узнать, куда он нас приведет. Слышим звук поезда. Он далеко. До связи. Имани, осторожнее с монстрами. Они становятся намного мощнее, когда проходят трансформацию. Наши знакомые вошли в туннель всего минут 10 назад, поэтому я пока не ожидал новых сообщений. И надеялся, что они совершат полезные открытия. Если этот потайной подуровневый проход существует, то людям, застрявшим на путях, можно посоветовать искать ближайшие к ним комнаты роботов и цепляться за проходящие поезда. «Карл, знаешь, что я поняла?» — взволнованно выкрикнула Пончик. Я сел на кровати, зевнул, так как еще не привык к ощущению такой полной свежести после всего 2 часов сна. «И что такое?» «Помнишь, мне когда-то прислали книгу заклинаний «Армия миньонов»? Она не позволяла мне читать ее, потому что чтение стоило 50 магических баллов». «Помню», — сказал я. Она получила эту книгу в ящике обманщика еще на 1-м этаже. Я занялся арифметической задачей. Изначальный интеллект Пончика был отнесен к 40-му уровню.
Затем она получила балл с ожерельем бабочки и 3 с новой тиарой, так что теперь ее интеллект составлял 44 пункта. В общем, учитывая баф «Хороший отдых» и бонус «За душ», наша статистика выросла на 20%. Правда, этот результат не включал бонусов от брони и не учитывался в списке. Мордекай упоминал о стабильном баге, имевшем место на протяжении целого ряда сезонов. Тем не менее, мы знали, что наши бафы активны. Зафиксированный уровень интеллекта – это одно, а баллы заклинаний – реальность. Подытоживая, с 20% бафом к изначальному интеллекту Пончика в 44 пункта мы имеем 52 балла для заклинания. Насколько я понимаю, теперь у тебя есть возможность прочитать эту книжку? Ну да, перед сном я думала, что ничего не получится из-за этого бага. А когда проснулась, то вспомнила и проверила. Так ты уже прочитала эту книжку? Мордекай говорил, что нам нужно обсудить это заклинание, как только ты наберешь достаточно баллов. Ну конечно, Карл, я прочитала, поэтому и заговорила об этом. Мордекая сейчас тут нет, а мы давай обсудим. Я вздохнул. Хорошо, только не пускай его в ход, пока не будешь знать точно, чего хочешь добиться. Помнишь, что Мордекай говорил? Для активирования требуется 5 минут, и на это время ты застреваешь на месте. Армия миньонов – внешне простенькое заклинание, но его эффекты причудливы. Его можно было обратить против группы врагов, и тогда кто-то из них встанет на вашу сторону, превратится в боевого союзника. Мордекай считал это заклинание мощным, но только при определенных обстоятельствах. Практиковаться в его использовании было практически невозможно, так как редко складывались условия, подходящие для его применения. Заклинание массовых чар требовало немыслимо долгих 5 минут для активации. На первом уровне его перезагрузка занимала 5 часов. Первоначально оно действовало в зоне 30 метров, хотя позже это пространство увеличилось, и значительно, благодаря пончиковой харизме. Действовало оно только на умных мобов. Это ограничение, вкупе с 5-минутным периодом активации, делали его почти бесполезным. На первом уровне заклинания после его активации возникала вероятность в 2%, что любой моб переметнется к нам и обратит свои возможности против сотоварищей. Все эти помехи ради 2% шанса на союзника. Мне такой метод казался никчемным. Однако Мордекай настаивал, что это заклинание может оказаться превосходным. Что ж, я положился на его оценку. Мне не терпится его испытать, не стало таиться Пончик. Мать твою, Пончик, рявкнул я, не запускай его, пока я не скажу. Ты застынешь на месте на 5 минут. Когда нам нельзя упускать хоть 2% шанс получить помощника, это означает, что мы убегаем, и 5 минут у нас нет. Карл, не будь пессимистом. Мы решили отправиться в путь, не мешкая, хотя наши навыки еще не перезагрузились после тренировок. Оставив личное пространство, мы зашли в ресторанный дворик, где я сцапал корн-дог, затем двинулись дальше. «Стоп!» — задержала меня Пончик, когда я собирался открыть дверь выхода на пересадочную станцию. «Там мобы, целая толпа». «Что?» Мой навык-портал на этой двери не сработал. На своей карте я ничего не видел. А монстрам не полагалось быть на станциях пересадок. Они большие. «С человека», — сказала Пончик. «Может, чуть меньше. Их там не 1 десяток. Шастают по всей станции. По-моему, они очень проворные». «Вот так новость», — вздохнул я. Внутри зоны безопасности Пончиково заклинание «Дыра» не активировалось. Зато внутри мы сами были вне опасности. Шаг назад. Посмотрим, что там нас ждет. Я открыл дверь, но наружу не вышел. Да что за черт? Небольшая пересадочная станция визжала и пенилась. Царил полный бедлам. И вдруг все звуки прекратились. Около 40 пар глаз обратились на меня. «Парни, привет!» — крикнул я. Это были бабуины с обескураживающими человеческими лицами. Отдельные черты, глаза, носы, рты казались несоразмерно маленькими на широких мясистых физиономиях. В остальном их тела были совершенно обезьяньими.
Я стал смотреть в упор на ближайшего из них. На нем была рваная футболка с изображением кобры. На голове бейсболка козырьком назад. Еще один был в столь же изодранной рубахе с искаженным в крике лицом актера Николаса Кейджа. У третьего на майке была надпись «Не сосать себя» со стрелой, направленной вниз. У всех до единого мобов над головами носились восклицательные знаки. Такой странности я до сих пор не встречал. Что-то вроде обозначения баффа. Баба-бабуин. Уровень 17. Предупреждение. Этот моб подвержен белой горячке второй стадии из 3. На второй стадии сила этого моба удваивается. Умные мобы утрачивают речь и рассудок. Они нападают на всякого, кто не находится в том же состоянии, в каком они. Я замечу, что именно в этом мобе можно не рассмотреть существенных отличий нормального от находящегося во власти белой горячки. Эти пацаны другие, и даже тогда, когда не страдают от абсистентного синдрома. Баба-бабуин – король этого хаотического идиотизма. Этот взрывоопасный моб был создан путем скрещивания обычного земного бабуина с завсегдатаем вытрезвителя во Флориде. Без обмана. Я горжусь этим парнем. Эти деятели уничтожают почти все там, куда мы их помещаем. Если это вторая стадия, какая тогда первая? Пробормотал я. Господи, да они все как фигуры Ботеро. Ботеро Ангуло Фернандо родился в 1932-м. Колумбийский художник и скульптор. Его стиль, для которого был придуман даже особый термин «ботеризм», характеризуется изображением людей в слишком большом преувеличенном объеме. Поразилась Катя. Несколько мобов пытались вломиться в витрину небольшого универсального магазина. Я видел панический взгляд человекоподобного владельца магазина с лицом крота за заколоченным окном. Монстры обливали и загадили всю платформу. Один из них неподвижно лежал на спине. Другой скреб собственное лицо и одновременно совал своему товарищу сигарету с травкой, стараясь привести его в чувство. Только половина мобов передвигалась на 2 ногах. Остальные сновали на четвереньках. Время от времени они подпрыгивали, и тогда их красные зады сверкали в свете фонарей. Разглядев меня как следует, они снова принялись визжать. Первый из них, тот, что с коброй на майке, ринулся на меня и врезался в зону безопасности. Зарычал, качнулся. Крак, телепортировался. Второй, за ним третий, врубались в зону безопасности и телепортировались в момент удара. Кажется, они не замечали, что их соплеменникам не удавалось причинить нам ущерб. Или же им было безразлично? «Откуда они появились?» — спросила Катя. «Скорее всего, с пурпурной линии», — предположил я. «Вы сами сказали, что поезда оттуда перестали приходить. Вот не знаю, почему у них появился доступ на пересадочную станцию. Может, блокировка не годится против тех, кто в белочке. А может быть, дело в том, что они пришли, а не приехали». Еще 3 штуки один за другим ломались в дверной проем, вопили и исчезали. Бабка сзади начал призывать нас закрыть дверь. «Подходите», — пригласил я монстров, сформировав рукавицу. «Нужно побить их, пока они все не телепортировались. Не позволим им прилипнуть к кошмарному». Дверь паровоза я запер, но мобы могли подняться по передней решетке и влезть в кабину через разбитое окно. Одного я ударил кулаком по голове, когда он тыкался в дверь. Он рыкнул и опрокинулся на спину. Он был мертв еще до того, как ударился о землю. «Вот и хрен тебе», — подумал я. Мой обновленный мощный удар напрочь стер еще 3 с лица земли. К Кате вернулся облик невероятной шипастой халкини. Размер она взяла себе самый большой, на какой только могла осмелиться, и при этом проходить с трудом в большинство дверей. Пончик запрыгнула на спину Монго. Я размял шею и зарядил в рукавицу «Жахнем, бро». Рукавица зашипела, наполнившись энергией. «Готовы, ребята? За работу!» Пончик выпустила в мертвого баба-бабуина 2-й шанс. По каким-то неподдающимся объяснению причинам эта тварь носила на голове цилиндр.
И вот зомби-создание с ревом вернулось к жизни, принялось рвать на куски недавних собратьев, которые пытались залезть на борт кошмарного. Кажется, ни один из них в паровоз не попал, все шныряли снаружи. Несколько штук свалились вниз на рельсы и растворились в темноте. На вершине лестницы последний оставшийся, Монгу на час, прыгнул на визжащего моба. Пончик засветилась, приняв зелье маны, и выпустила 3 лазерных луча в кучку мобов, столпившихся в конце платформы. Все они с воплями опрокинулись навзничь. Показатели их здоровья упали, но только на треть. Когда Пончик делила силу магической ракеты на 3 или больше лучей, их действенность ослабевала. Я отпустил рукавицу и сформировал Хиестру. Я еще не использовал ее на этом этаже, так как схватки в поездах предполагают близкое расстояние между противниками. Я вызвал себе в руку пару бьющих шаров и зарядил ими свою изогнутую метательную машину. Развернулся, и металлический шар, словно ракета, устремился вдоль длинной платформы и ударил одного из приходящих в себя баба-бабуинов в шею. Послышался явственный треск. Блин! Я-то целился между глаз. Мое оружие представляло собой всего лишь набор шаров, сделанных из металлолома дварфовского робота. Но я провел немало времени у инженерного стола и изготовил несколько сотен таких. Они были разных размеров, но в итоге я остановился на размере бейсбольного мяча. Диаметр бейсбольного мяча от 7,3 до 7,6 сантиметра, от 2,7 до 3 дюймов. Система автоматически назвала их бьющими шарами, но относилось это название только к тем из них, которые я сделал в названном размере. Я подумывал также о некоторых модификациях, в частности, о шарах с шипами, но пока не имел случая реализовать эти замыслы. Монго с Пончиком на спине прыгнул на мостик к паровой машине и врезался в еще одного моба. Пончик зашипела, спрыгнула с динозавра, опустилась на платформу, оттолкнулась и приземлилась на моем плече. Катя тем временем заключила в медвежье объятия другого бабуина, который ринулся на нее. Ее глаза были плотно зажмурены. Я видел, что она охвачена ужасом, но как-никак боролась изо всех сил. Монстры эти обладали исключительной силой, двигались быстро, при этом их скорость не была характеристикой каких-то отдельных движений. Этот баф или дебаф, смотря с какой позиции его оценивать, действовал аналогично фенциклидину. Синтетический препарат, применявшийся для внутривенного наркоза, впоследствии отнесен к наркотикам и запрещен в 1971 году. Я помедлил, чтобы увидеть в подробностях, как Катя расправится со своим противником. На миг показалось, что моб сумеет преодолеть ее хватку. Но корпус Кати дернулся в сторону, изогнулся под неестественным углом и увлек баба-бабуина с собой. Его тело издало треск и перестало шевелиться. Пропитанная кровью бейсболка свалилась с его головы. С удовлетворением я переключился на другой конец платформы, где поднимались с земли 2 оставшихся в живых оглушенных моба. Я швырнул в них 2 бьющих шара и убил обоих. Через минуту битва была окончена. Монго присоединился к нам и издал торжествующий пронзительный крик. «Я думаю, тебе стоит потренироваться в верховом бое», — сказал я Пончику. Если бы она была всадником человеческих габаритов, то стукнулась бы макушкой о потолок, когда Монго запрыгнул на паровоз сверху. Катя смотрела на свои окровавленные ладони и тяжело дышала. Ее лицо приняло необычное выражение, которое я не мог истолковать. «Вы в порядке?» — поинтересовался я у нее. «Он сильно ударил меня», — призналась она. «То есть со страшной силой, я хочу сказать. Но, думаю, я сообразила, каким образом могу передвигать металлические части внутри моего тела. Пока я делаю это слишком медленно, хотя, кажется, сделала ему больнее, чем он мне. Я думаю, я смогу сделать мобильные шипы, чтобы монстры накалывались на них, когда протянут ко мне руки. Когда я стараюсь управляться с металлом во мне быстро, у меня возникает чувство,
что я сама себе ломаю кости. Трудно выразить словами. Они еще остались в центральной зоне, проинформировала нас Пончик. Я трусцой побежал к дальнему концу, где лежала мертвая троица, чтобы присоединить трупы к добыче. Пока ни у одного из убитых монстров не находилось ничего ценного, кроме горстки золотых монет. Они продолжают подтягиваться. Некоторые и на пути Кошмарного тоже. Не знаю, куда они намерены податься. «Давайте выбираться отсюда», — предложил я, закончив возню с телами. Я забрал их кепки, но не майки, которые стащил с них физически. Разумеется, несколько тел я тоже оприходовал. Что-то подсказывает мне, что в будущем нам еще встретятся мобы такого типа. «Вот и еще один», — сказал я, когда мы уже трюхали по рельсам. Далеконько он забрался. В следующую секунду метельник паровоза с едва слышным стуком столкнул лежавшего на рельсах баба-бабуина в бок, и тот оказался зажат между поездом и стеной туннеля, как лист бумаги в измельчителе. Как я и предполагал, в моем устройстве приема сообщений скопилась гора известий о встречах обходчиков с мобами в белой горячке. И у всех вторая стадия. Неизвестно по какой причине, как только им делалось плохо, вокзалы утрачивали статус зон безопасности. Сведений от Элли и Имани пока не поступало. Баутиста должен был вот-вот прибыть на станцию 433, последнюю пересадочную. Она называлась станция Терминус. Теперь, когда мне была лучше знакома система управления паровозом, мы доехали до ближайшей станции пересадки меньше, чем за 20 минут. Кате пришлось удалить всю свою дополнительную массу, чтобы поместиться в кабине. В последнюю очередь мы разместили Монго. У меня имелся ключ от непосредственно следовавшего за паровозом пассажирского вагона. Но этот вагон был заполнен слизью каких-то неизвестных мобов, которые погибли при взрыве поезда. Поэтому мы сочли за благо тесниться в кабине. Зачинщица оставалась в котле и вообще не показывалась наружу. Я решил, что это к лучшему. Чем меньше мои спутники будут знать о ее природе, тем лучше. Я подвел поезд к платформе, непосредственно предшествовавшей ремонтной станции. Хотел убедиться, что массивный портал являл собой именно то, что о нем сообщалось. Я сошел с паровоза и приблизился к порталу вплотную, чтобы осмотреть его. Описание было по существу идентичным описаниям порталов, которые вели в бездну, при одном отличии. Тип. Сквозной двусторонний портал. Для транспортировки и для обладателей ключей. Можно пройти через этот портал? Да. Предупреждение. Вы должны иметь в вашем инвентаре или вне его, в зависимости от типа, транспортируемые объекты или ключ. Совместимые ключи должны быть отмечены в вашем инвентаре. Среда на другой стороне совместимая. Визуальный анализ? Да, нет. Предыдущее описание представляло односторонний портал. Я рассматривал это сооружение, стараясь разгадать, что скрывается за определением «сквозной двусторонний портал», когда с другой стороны прохода до меня донеслось громкое клацанье. Я отступил в сторону, чтобы увидеть порог с более удобного угла. И вдруг понял, что рельсы действительно идут через неприветливый портал. Передо мной лежало нечто, напоминающее корневую систему дерева. От главного пути отходят десятки других. Клац-клац-клац, которое я услышал, исходил от переводимых стрелок. Кто-то управлял ими с другой стороны портала, и они переводились в ту самую минуту, когда я стоял там. А это означало, я отскочил, и через портал с грохотом проехал паровоз. На большей скорости, чем я мог ожидать. Он был почти копией паровоза Кошмарного, но окрашен в красный цвет. Он тянул только 6 вагонов плюс кабус. Колеса паровоза громко стучали, когда махина перестраивалась с главного пути на другой, затем на третий. В конце концов она растворилась в одном из многочисленных туннелей. Я пятился, тараща глаза на табличку «Вспомогательные пути. Предупреждения». Рельсы представляли собой длинный путь, вливающийся в корневую систему. Следовательно, при желании
можно было съехать на другой путь, не минуя портал. Впрочем, раз пункт управления стрелками находился по другую сторону портала, мы были приговорены к тому пути, на который вышел последний поезд. Иначе говоря, оказались бы на том пути, на котором находился поезд с красным локомотивом. Путь, обозначенный табличкой «Переработка», вел в бездну. Значит, у нас не было выбора. Только ремонтная станция. Я сделал скриншот портала. На нем отразилось все то же обширное локомотивное депо, где все так же суетилась толпа зомби. Я вгляделся в того из них, кто был ближе всех ко мне. На картинку не выводились его свойства, но я определил его как обращенного в зомби Корнета, одного из кроликовидных монстров, владеющих мастерством слуховой атаки. Лишенный шкуры монстр был покрыт язвами, из которых выглядывали голые кости, как будто поселившиеся внутри тела черви прогрызли в нем дыры. Это зрелище напомнило мне о червях-паразитах, кишевших в цирке Гримальди. Меня передернуло. Я вернулся к паровозу и нашел в кабине свою знакомую зачинщицу. Высунув голову из-за своей дверцы, она болтала с Пончиком и Катей. «Я тоже мама», — сообщала ей Пончик, когда я уходил. «Моего мальчика зовут Монго». «Это хорошее имя», — одобрила демоница. «На сегодняшний день у меня 2 детей. Мы не даем имена нашим маленьким, пока они не предстанут перед алтарем. А ты что скажешь?» — обратилась она к Кате, которая отступила в заднюю часть кабины, чтобы быть подальше от жара. «Детей нет», — сказала она. «Я собиралась взять приемного, но пришельцы уничтожили мою планету». «Ох, моя милая, это очень должно быть тяжело». В голосе зачинщицы мне послышалось неподдельное сочувствие. Тут она увидела меня и сморщилась, как будто от боли, как если бы рожала нового ребенка. «Мы уезжаем отсюда?» «Возвращаемся на станцию», — ответил я. «Ты, наверное, не знаешь, будет ли нам позволено вывести паровоз из депо». «Не знаю. Обычно мы ездим по кругу целыми днями напролет. Ты уж постарайся не взорвать поезд, хорошо? У меня 2 маленьких, о них надо заботиться». Глава 17. Через портал проехали все вагоны нашего поезда. Мир осветился вспышкой, поезд громыхнул, и мы въехали в широкий двор локомотивного депо. Появилось извещение. Входим на станцию и ремонтный узел Е. «Станция Е?» – переспросила Катя. «Получается, есть и другие, такие же гиганты?» «Возможно», – ответил я, окидывая взглядом огромный двор. Он не заканчивался нигде. Вспомните, здесь 9 с чем-то тысяч колодцев. Когда мы смотрели клип с Люсией Мар, то видели несколько штук на одном только участке. А из этого следует, что спусков должно быть сотни вблизи каждого локомотивного депо. Совершенно немыслимо поместить в одном депо все поезда. Вот эта станция. Большая, но не настолько же она велика. Готов спорить, что таких депо не меньше 20. Наверное, ни одно такое находится вблизи всех тех районов бездны, где я побывал. «Ты думаешь, во всех собираются зомби?» — подала голос Пончик. «Не исключено, кто же знает. Мы все еще находились в системе подземки, но потолок здесь был очень высокий. Выше даже, чем ложное небо над городом. Разбросанные там и сям прожекторы освещали привокзальную зону с разных сторон, придавая ей нереальный размытый облик. Поезд отмечал глухим стуком каждую проходимую им стрелку, и мы наклонялись вперед при поворотах, мысленно подталкивая поезд, и выпрямлялись, когда вагоны выстраивались в ровную линию вслед за паровозом. Меня поражал колоссальный размер огражденной территории. От портала до дальней каменной стены было никак не меньше мили. За нашими спинами протянулась каменная стена, и невозможно было даже увидеть ее края. Прикинуть, как далеко она протянулась влево и вправо. Тысячи всяческих зомби копошились тут и там. Они не проявили никакого внимания к нашему внезапному появлению. Большинство из них находилось вдалеке, у высокой стены, отделявшей территорию депо от всего внешнего мира. И я не сразу заметил, что все ограждение депо сотрясалось. Какая-то сила расшатывала его. Оно могло рухнуть в любое мгновение.
Вдоль железнодорожных путей на одинаковых расстояниях, одна от другой, выстроились одиночные башни, напоминавшие караульные вышки у ограды тюремного двора. Издалека я не мог разглядеть, кто был в этих башнях и был ли кто-то. Но в самой ближней, той, от которой меня отделяло примерно четверть мили, определенно происходило какое-то движение. «Ах ты черт!» — невольно пробормотал я, когда мы выехали на очередную колею. Эта колея упиралась в тупик. Табличка над путями гласила «Отдел техобслуживания 32». Мы въехали под гофрированный навес, и на кабину упала тень. Я был вынужден сбросить скорость, затем окончательно остановить машину. Я знал, что паровоз может отправиться обратно, но надеялся найти способ отцепить изувеченные вагоны и выехать без них с территории депо на свободный открытый путь. Как видно, дорога здесь закончилась. Совсем не обязательно, вдруг возразила Катя. Она вглядывалась в боковое окно, тоже лишившееся стекла. Здесь тупик, а вон там кольцо. Она указала направление, и я увидел то, что она заметила первой. Широкий, с бейсбольное поле, круг, который, кажется, мог вращаться, как грампластинка на проигрывателе. По-видимому, участки рельсов, разделявшие секторы круга, должны были соединяться, чтобы поезда проходили по ним куда-то дальше. Значит, можно было поставить паровоз на круглую площадку, и она бы повернулась, соединяя нас с другой колеей. На краю этого диска тоже расположилась караульная вышка. Я понял, что в ней находится пункт управления дорожным механизмом. «Глядите, а вот эти не зомби!» — воскликнула Пончик. Она прижалась мордой к стеклу и осматривала территорию. Я последовал за ее взглядом и увидел проходящую мимо нашего паровоза пару монстров. Пончик была права. Один из монстров что-то втолковывал другому. Зомби не разговаривают. Они еще не заметили нас. Оба были покрыты замшелой корой и такими же язвами, как и все здешние работники. Хотя их язвы, благодаря древесному окружению, скорее походили на пулевые отверстия. Гнойный гуль. Уровень 18. Укол повышающего градус, изумляющего всеисцеляющего иммуновитамина, может вызвать привыкание. Это один из несчастных побочных эффектов препарата. Если потребитель приобретает зависимость от витаминных уколов и вдруг не получает свою дозу, то с большой вероятностью у него начнутся страдания. Зависимое тело, лишенное препарата, разрушается, и если его не вылечить вовремя, оно впадает в ужасающее состояние, известное как делириум тременс или белая горячка. Если белая горячка началась, то излечения от нее нет. Ко всем приходит смерть или нечто похуже. На первой стадии страдальца одолевает сильнейшая дрожь. Он едва способен мыслить и двигаться. Его ум начинает гнить изнутри. Только 50% больных переживает эту стадию. Итак, половина переходит на вторую стадию, где возвращается подвижность. Другая половина цепенеет навсегда. Впрочем, их смерть длится недолго. Весьма скоро они трансформируются в то, что вы сейчас видите перед собой. В гнойных гулей. Важное замечание. Гнойный гуль не есть настоящий гуль. Не есть не мертвый. Он есть новая жизнеформа, зарождающаяся в старой оболочке. А потому на него не действуют удары, предназначенные для немертвых. Хотя и в этом случае контрольный выстрел лишним не будет. У гнойного гуля две цели. Первая – переварить как можно больше органической материи. Вторая – найти сородичей. Эти гули с рождения знают, как попасть на подобные участки. Сейчас им нужно, чтобы как можно больше представителей их рода добралось сюда, прежде чем прояснится цель. «Угрожающе звучит, хотя и мутно», — заметил я. «Значит, все эти бабабуины, с которыми мы дрались, пережили стадию 1 и готовятся перейти стадию гулей? Не превратились бы они во что-нибудь еще похуже к концу второй стадии?» — вставила Пончик. «Как они сюда попадают?» — спросила Катя. «Пусть эти мобы и умеют говорить, все прочие их черты просто-таки вопят о том, что они безмозглые зомби. Там сотни разных типов, но у всех одинаковые движения.
размеренные и бесцельные. Мне вспомнились роботы и их потайной туннель. Кажется, я догадываюсь, а скоро Имани и Элли выяснят в точности. Спрашивать нужно о другом. Что происходит, когда достаточно их число объединяется? «Карл, ясно же, что происходит что-то ужасное», — отрезала Пончик. «Выбираться отсюда. Вот что нам сейчас нужно». До нас донесся отзвук дальнего взрыва, как будто выпалила пушка. И тут же опять грохот сходящего с рельсов поезда. Что-то ударило сверху по гофрированному навесу над путями. Что-то вдруг энергично затрещало в стороне. «Кажется, в нас стреляют», — заметил я. «Смотрите», — сказала Катя. «Это же цепь. Вон, из той башни». И точно, ближайшая наблюдательная вышка, стоявшая на краю вращающегося диска, выбросила цепь, которая зацепилась за что-то над нашими головами, натянулась и теперь немилосердно трещала. «Вам не кажется, что они хотят стянуть навес?» — спросила Катя. «Нет», — сказал я. «Смотрите, там в башне какой-то маленький чувачок. Он собирается добраться до нас по цепи». В самом деле, мохнатый гномик из башни прикрепил к натянутой цепи небольшую корзинку, которая повисла на лямках на манер дамской сумочки, и запрыгнул в нее. Корзинка, немилосердно раскачиваясь, начала скользить по цепи в нашу сторону. На моей карте появилась белая точка этого визитера и пропала, оказавшись над нашими головами, в то время как он сам спрыгнул с гофрированной крыши и ловко приземлился перед паровозом. Громко звякнула какая-то большая металлическая блямба, укрепленная на его поясе. Он подобрался к окну в правом борту локомотива. Мы, сгрудившись, наблюдали за ним, не сводя глаз с него. Обликом, пропорциями он напоминал гоблина, но не имел одежды, а был покрыт жесткой черной щетиной. Он был намного меньше среднего гоблина, примерно такого же роста, как Зев. На голове у него была фуражка железнодорожника, на поясе висел гаечный ключ размером втрое больше его самого. Эта громада шуршала по полу и со звоном ударялась о бок паровоза. Приблизившись, гость прыгнул, причем гаечный ключ ему как будто совершенно не помешал. Виджет. Небольшое информационное приложение на рабочем столе компьютера, смартфона, на страницах сайта. Смазочный гремлин. Уровень 19. Техник паровоза железного клубка. Гремлины бывают не только хорошими или плохими. Не все они ликуют, разрывая плоть врага и глодая его кости. Некоторым нравятся более тихие занятия, такие области, как паровозостроение и тяжелое машиностроение. Смазочные гремлины склонны совмещать обе сферы деятельности. От нападения на вас, этого смельчака, удерживает только класс чувственного мастера, который управление кадров навязало ему при приеме на работу. Если вы не будете оскорблять его или его возлюбленные паровозы, то, вероятно, не пострадаете. «Прошлый раз шо грил вам? Станции закрыт тут», — изрекло существо. «Воронов крыл сперва, а сейчас кошмарный. Потеряешь зверьков своих? Мне дело шо? Не вишь, все заразились. Критич массы скоро. Жизнь мой рискну, чтоб ваши попы тупые вывести отсюда нах. Снабжать вас кто ни хер». Я почти не понимал, что он пытался высказать. По интонациям точь-в-точь креол, старающийся изобразить выговор кокни. Просторечие средних и особенно низших слоев населения Лондона XIX – начала XX веков. Его голова всунулась в проем на месте лобового стекла прямо напротив Кати. Всунулась и на сколько-то мгновений застыла. «Блин, бог свят», — наконец проговорил он. «Обходчики, шолы. Поезд ваш, ломщик где? Пришили, да? Боевой маг, гнида. Отпущу, други, коль зачиншу не убили». Я не видел оснований врать малышу. Если ломщик — это машинист, то да, мы его убили. Зачинщица жива и здорова. Мы просто стараемся добраться до одного из колодцев. Внизу парочка гулей наконец-то заметила нас. Один взвизгнул и указал на что-то. И все, кто был в депо, повернулись в нашу сторону.
Колодцев? Виджет засмеялся, не то не заметив внезапного интереса Гулей к нам, не то не придав ему значения. Так какого вы все сюда претесь? Чё не драпай поезд? Ко всем колодцам провезет. Он постучал по металлической раме окна. Блин, тудыть, у этого поезда станция 83 есть. Мандарин и слива. На мандарин и дуете до 89-й. Там хоп, надрапай. Привез бы прям на куст колодцев. Он расхохотался вовсю. Придурки эти обходки. Придумывают на свой же зад. Ладно, ничего вам не сделаю, если с зачиншей хорошо все. Она мамой будет, сами знаете. Ломщик на букву Ё. Он ёмщик. Виджет опять засмеялся, на этот раз своей тупой шутке. А этих-то бой-магов никто не любит тоже. Не вы только. Ага, выезжаем сейчас. Все в депо А. Гулей нема в депо А. На 12-ю тут сколько хошь линий. А, аль 24-я вам и шо лучше. На 12-й они в санитарах. Но все поезда с этого депо нах. Ворота никому не открывают. Выбираться по цепям надо. Один гуль, какое-то многорукое чудище, уже влезал по боку паровоза. Виджет повернулся к нему и заорал. «Брысь! Лапы отсель!» Он сорвал с рабочего пояса гигантский гаечный ключ и угрожающе замахнулся им, как алебардой, сжимая его обеими руками. Хвап! Пончик выпустила через разбитое окно магическую стрелу в гуля. В упор. Страшилище не умерло сразу, но брякнулось на спину. Ноги подогнулись под туловище, и над ним появилась надпись «Без сознания». Уже через секунду буквы пропали, и на их месте возник косой крест. «Что надо стрельнуто, Любушка?» — одобрил Виджет, облизал губы и с симпатией посмотрел на кошку. «Люблю таких, у кого мясо на костях, и дерутся когда». «Прошу прощения», — вскинулась Пончик. «Это ты меня жирной назвал». «Зачем здесь гули?» — спросил я. «Херь какая-то набагила систему. Хотели дешевле. Склеить системы. Найти, где гикнулась. Не вышла шиша. Гули эти, чтоб все позапирать и вывести по прямой линии к терминусу. Коли знать хотите, как я думаю, так надо строить другую систему конвеев, чтоб прямо в бездну. Они спросят Виджета, что старый думает. Сразу много их привозят. Иногда в клетках гули гнева, так и клетки ломают, как только тут. Или прыскают. Система квак, и не остановить. Он указал на нового гуля. «Любушка!» Пончик послушалась, выпустила ракету. Гуль отлетел от паровоза. «Ух ты, девшоношка! Что ж такая Любушка с такой их массой сделает? Я схожу через час-два. На 60-й живу. Моя жена рагу стушит». «Твоя жена?» — недоверчиво переспросила Пончик. «Знай, не откажется. Ты ей понравишься тоже. Повариха. У нас рыбка свежая в продящиках есть». «Господи, что еще за рыбка?» — не поняла Пончик. «Хорош», — оборвал ее я. «Внимание! Как нам отсюда выбраться?» «С корабля прочь. Цепь мне наверх. И в башню. Потом играем в классики. Есть система. Та работает». Он осклабился. «Коли вылазить, мастера!» Я с сомнением поглядел на цепи. Под нами еще одна кучка гулей собралась штурмовать бок паровоза. Один из них обнаружил лестницу за кабиной и уже царапался в дверь. Виджет высунулся из разбитого окна и направил свой инструмент на красную втулку. Кате пришлось отпрыгнуть от громоздкой штуковины. «Быстро поверни вот эту пакость направо, так? И обратно поверни». Зачинщица велела мне не прикасаться к этому клапану. Я повернул втулку, и паровая машина зашипела. Пар вырвался из бокового и окутал всех нас. Внизу завопили гули. Я быстро возвратил втулку в прежнее положение. «Вот будете знать!» — крикнул Виджет монстром. Несколько штук их слезли с паровоза, но тут же вернулись. «Я лучше открою крышку в потолке, чтоб вы тут не одурели. Мне полезно будет!» Он не договорил. Всю площадку накрыл прилетевший откуда-то издалека мощный грохот очередного крушения. Кусок колоссальной стены, отделявший депо от зоны ожидания кондукторов, рухнул на землю устрашающей кучей. Толпа гулей вырвалась из укрытия, а те гули под нами, что старались наскочить на нас,
повернулись ко вновь образовавшемуся проходу. Несколько из них рыпнулись туда, но большинство осталось у площадки паровоза. «Ой, нехорошо», — сказал Виджет. «План меняем. Стены нет, так и ворота к дьяволу. Я цепляю вас, лезу в башню. Вы на кружалку, вас на линию для обслуги. Один прогон до 60-й. Там петля. Фиг вам 72-я. Да она вам и нафиг не сдалась. На каждой станции служебный вход есть. Угу. Отсюда и обратно. Двигай медленно и увидишь их. Быстро едут. От одной до одной тут близко. Дорога домой на замке покрепше, чем девок запирают. Так все рельсы ваши». Он вылез из кабины и скрылся на ее крыше. И упал в щель между кабиной и следующим вагоном. Один из гулей еще оставался у двери, и Виджет врезал ему гаечным ключом по башке. Не прошло и 10 секунд, как весь поезд тряхнул могучий толчок. Еще через 2-3 секунды Виджет вернулся к окну. За его спиной 3 новых гуля отыскали маленькую лестницу, по которой можно было влезть в кабину сзади. Они повисли на закрытой двери. «Хе-хе, да, грузовых тут пруди. Неважно теперь, отцеплены же. Во, я теперь залазю по цепи и в башню. Сразу запускаю кружалку и на всю катушку. Я остановлю у тех рельсов, что для вас, хоть пока не слезу. Валяйте, дальше едем вместе. Лады?» «Звучит, что надо», — согласился я. Мы, конечно, не знали, действительно ли он хотел принять нас у себя, или то действовала наша харизма. В любом случае, я не собирался жаловаться. «Даже лучше, чем я рассчитывал. Благодарю тебя за помощь». «Ай, да будьте любезны», — он подмигнул Пончику. «Я вернусь, и мы половим рыбку. Да, Любка?» Он отвернулся и направился к краю машины. Правда, остановился, чтобы помахать. Он помахал, и тут гуль-паук, тот, которого Пончик убила из косого креста, превратился в красную точку. Он метнулся вперед и ухватил маленького косматого гремлина. Одним легким движением открутил голову нашего механика и принялся грызть его тело. Все это не заняло и секунды. «Проблемы наши только начинаются», — пробормотал я. И когда Пончик новым выстрелом убрала воскрешенного паука-гуля с машины, обратился к ней. «У нас несколько вариантов. Можем сойти с поезда. Тогда придется продираться через толпу гулей. Или можно попробовать вернуться на пересадочную станцию через тот же портал. И тоже пешком по рельсам». «Ни в том, ни в другом не вижу ничего страшного», — сказала Катя. Я выглянул в окно, оглядел цепь, прикрепленную к навесу над входом в башню. «Я могу попробовать подняться в башню. Там поищу рычаги управления этой каруселью». «Карл, так не пойдет», — возразила мне Пончик. «Управлять паровозом умеешь только ты. А я заберусь по цепи и посмотрю, что там в башне найдется». Я переглянулся с Катей. «Ох, Пончик, не знаю. Не хочется мне отпускать тебя одну. Чтобы справиться с приборами, наверное, понадобятся руки». «Если этот недоросток управляется, управлюсь и я», — не сдавалась Пончик. «Кроме того, ты в самом деле считаешь, что заберешься по этой цепочке? Это долго, между прочим. Монго успеет окончить колледж, пока ты долезешь. А быстро там окажусь я. Применю прыгуна через лужи, если понадобится. Хотя лучше бы приберечь его для спуска». «Ладно», — сказал я, помолчав. «Только будь осторожна». «Карл, я всегда осторожна». Пончик выпустила еще одну ракету. «Ну, я пошла». «Подожди». Я вынул из инвентаря шашку хоб-гоблинской дымовой завесы и швырнул ее в окно. Она рикошетом отлетела от бока паровой машины и грохнулась на землю между двумя гулями. Вокруг паровоза тут же сгустился дым. Пончик выпрыгнула в окно, приземлилась прямо перед паровозом и легко взмыла на навес над входом. Еще доля секунды, и она уже проворно карабкалась по цепи. 20 секунд, и она скрылась внутри башни. «Пончик! Ха-ха! Я очень далеко вижу. Там на другом конце двора куча вагонов подземки. Вижу ворота. Это через них должны проходить поезда. Здание горит. Гули прошли за ограду и гоняют дварфов. Высокие парни раздают призовые чемоданчики. Карл, мы не добыли чемодан для Кати.
Поверить не могу, что мы забыли. Карл, мы не забыли. Мы решили, что овчинка не стоит выделки. Ты в порядке? Видишь, что надо делать? Пончик. Честно сказать, Карл, дай мне минутку. Тут много приборных панелей. И запах тут ужасный. Просто ужасный. Виджет был совсем без царя в голове. Не думаю, что его жена хорошая кухарка, если учесть, сколько времени он тут ошивался. Карл, не забудь забрать в добычу все. Никогда не знаешь, что вдруг пригодится. Пончик, это ты остришь так? Карл, давай шевелись. Пончик, не дави на меня, Карл. Снова по всему ремонтному двору разнесся грохот. Завалился на бок товарный вагон, стоявший отдельно от других. Пончик, опля, не та панель. Карл, да на кой же? Перед паровозом громыхнула круглая площадка и тронулась. Гули, что толпились на ней, попадали с ног. Одна колея рельсов, поравнявшись с нашим паровозом, остановилась. Карл, великолепно, Пончик. Только перемести еще на одну секцию. Эта колея не подходит по ширине. Платформа чуть сдвинулась, замерла опять. Теперь колеса правильно совместились с рельсами. Я снял паровоз с тормоза, стукнул в дверцу котла, давая зачинщице знать, что мы сейчас поедем, и привел паровоз в движение. По его боку лезла чуть ли не дюжина гулей. Если они подбирались к окошку, Катя рукой сшибала их. Когда паровоз тронулся, некоторые из них попадали. Двинувшись, паровоз отделился от вагонов. Слава тебе, Господи! Я проехал как можно дальше, настолько, чтобы увериться, что паровоз полностью встал на круглую платформу. Пончик, ничто не подписано. Не знаю, какой рычаг нужно дергать. Я выбрал ту колею, которая подходила ко входу под навесом. На ремонтном дворе было не так уж много паровозов. В основном там содержались разрозненные вагоны. Я выделил один локомотив на пути, примыкавшем к башне. К нему был присоединен единственный пассажирский вагон. Причем спереди, а не сзади. Я же выбрал ту колею, что сворачивала к дальнему выезду. Большинство путей, подходивших по размерам для паровоза, вели к порталу. Карл, кажется, я понимаю, который из путей нам нужен. Скажу тебе, когда остановить круг. А теперь посмотри, есть ли рычаг, который открывает ворота. Пончик, я уже их открыла, случайно, и из них повалили наружу гули. Я ничего тебе не сказала, чтобы тебя не злить. Чтобы возвратиться в кошмарный, Пончик применила прыгун через лужи. Я открыл заднюю дверь паровоза и пошибал со стенки гулей, чтобы они не помешали Пончику, когда она вернется. Эти пацаны были далеко не такими реактивными и сильными, как те, что с белой горячкой. Как и зомби, они были опасны только многочисленностью. К счастью, интерес к нам остался разве что у нескольких десятков. Арка при выезде напомнила мне огромный вход в фильмах про парк юрского периода. Паровоз двигался медленно, гули по большей части уходили с колеи, но некоторые попадали в метельник и отлетали в сторону, вертясь в воздухе. Иногда они умирали, но, по-моему, если их сшибал удар не в голову, они приходили в себя и поднимались через считанные минуты. За воротами стояло приземистое бетонное трехэтажное строение, в те минуты уже полностью охваченное пламенем. Надпись над ним извещала: «Железный клубок, подстанция Е». Мне на ум пришла архитектура правительственных зданий советского периода. Это сооружение излучало такую же бесхитростную, давящую жестокость. Я не удивился бы, если бы узнал, что его действительно перенесли в подземелье из России той эпохи. Десятки мертвых дварфов и грэплеров валялись на земле. Смерть настигла их на месте их сборищ. Кондукторы и носильщики бездельничали в ожидании поездов, которым уже не суждено было появиться. Пока я смотрел на них, материализовались, вылупились из кирпичной стены еще два носильщика и один дварф. Они дико, как ошарашенные, озирались. Через секунду гули смяли их. Почти все рельсы подходили к фасаду горящего здания мимо погрузочной зоны. Выбранная же нами линия проходила мимо задней стены строения, огибая место пожара по широкой дуге.
Перед нами открылась площадка более скромных размеров. Дальше рельсы вели к широкому въезду в туннель. Когда мы проезжали вдоль горящего сооружения, из его задней стены выскочила одинокая фигурка и помчалась прямо в нашу сторону. Человек, женщина. Она отчаянно размахивала руками. Я еще больше сбавил скорость. Женщина была отмечена на карте белой точкой, что означало, она не обходчица, а не игровой персонаж. Она завопила, когда из здания выбрался пылающий волкогуль. На женщине было белое платье строгого покроя, покрытое сажей. Туфля была только на одной ноге, черная, на высоком каблуке. Она споткнулась, подбегая к нам и не переставая кричать. Ей было где-то лет 45. Выглядела она как ничем не примечательная футбольная мама. Смотрите, Диннеман Карл, обходчик подземелий. Прим 127. С какой-нибудь городской окраины. Да нельзя неуместная фигура на фоне окружающего пейзажа. «Я впущу ее», — сказал я своим. «Вы уверены, что это разумно?» — засомневалась Катя. «Это наверняка какая-нибудь ловушка или что-то в этом роде. Да вы посмотрите на нее». «Я так не думаю», — возразил я. «Посмотрим ее описание». Мэдисон. Человек. Уровень 10. Железный клубок. Отдел человеческих ресурсов. Это мирный неигровой персонаж. Вероятно, настоящее имя Мэдисон. Дженнифер, Руфь или что-нибудь в этом роде. Но она сменила его в законном порядке на более модное, примерно в то же время, когда разводилась. После множества сеансов наращивания груди, пилатеса. Система физических упражнений, разработанная в начале 20 века Йозефом Пилатесом для реабилитации после травм. И лобиопластики. Изменение формы половых губ хирургическим путем. Мэдисон возникла как новая женщина. Мужчина ей не нужен совсем. Будучи только ассистентом отдела человеческих ресурсов, а профессиональную карьеру она начала поздно, она идет по миру с вновь обретенной уверенностью. Она об этом не расскажет ни одной из подруг по книжному клубу, но она наслаждается своей властью над служащими железного клубка и испытывает почти сексуальный подъем, когда говорит дварфам, что от них требуется сверхнормативная работа. «Почему они твердят о человеческих ресурсах?» — возмутилась Пончик. «Это расизм». Мэдисон опять завопила, когда волк-огуль прыгнул и зацепил своей хищной пастью концы ее волос. Она шатнулась назад. «Пончик!» — скомандовал я. Кошка выпрыгнула из разбитого окна, взлетела на крышу кабины и выстрелила в гуля 2 магическими ракетами подряд. Только что бывший волком, монстр зашипел и осел на землю. Женщина поднялась, подбежала к паровозу, ухватилась за лестницу и подтянулась на нее. Я снял машину с тормоза, и паровоз тронулся. В то же мгновение из задней стены дома вышли другие, охваченные огнем гули. Они бросились было вдогонку, но сразу же отстали. «Спасибо вам, спасибо!» — говорила женщина. Катя открыла дверь для нее. Паровоз въехал в туннель. Уже через пару секунд я увидел светящуюся надпись «Транзитная станция 11» на дверце в потолке туннеля. Я подумал, имеется ли на этой станции клуб «Деспирадо». Светящееся наименование 12-й станции поджидало нас всего в нескольких сотнях метрах от 11-й. Я вспомнил, как Виджет говорил, что на этой станции кучкуются гули-санитары. Ну, конечно, надпись сообщала. Пик Дзикининки, станция 12. Эту пока пропускаем. «Подождите-ка, я не узнаю вас», — вновь заговорила женщина. «Как вы здесь оказались? Какие у вас рабочие номера?» «Не скажем. Разве я похожа на тех, кто служит в железнодорожном депо?» — съязвила Пончик. Наша гостья пребывала в плачевном состоянии. Видно было, что утром она посвятила немало времени укладке волос, собрала их в аккуратный пучок. Теперь они свисали кудряшками там, где за них потянул гнойный волк. Громадный пучок спас женщине жизнь. Теперь она выглядела полностью растерянной и внезапно напомнила мне мать Беа.
Даже ее лицо блестело так же, в стиле «мне чересчур натянули кожу». «Клиенты не допускаются в локомотивы. Я буду вынуждена подать рапорт руководству транзитных перевозок. Это вопиющее нарушение». Осталась позади станция номер 13, тоже транзитная. Я рассмеялся. «Мадам, мы спасли вашу шкуру. Если вы этим недовольны, я остановлю паровоз и выпущу вас прямо здесь. Я не сомневаюсь, что гули позаботятся о вас по-своему». «Куда мы ее повезем?» — осведомилась Катя. «Вы повезете меня в депо А», — сообщила ей женщина. «Там главный офис, и там вы сможете сдаться». «Даже так?» — хмыкнул я. «И как нам туда добраться?» «Не знаю», — сказала она. «Я не машинист. Здесь разве нет карты или схемы?» Мимо пронеслись станции 14 и 15. «Мы остановимся у служебного подъезда на станции 24, чтобы посмотреть, что там к чему и нуждается ли станция в очистке», — ответил я. «После чего довезем ее до 60-й и отпустим с Богом. Виджет сказал, что после этой станции петля, паровоз сможет развернуться. Если так есть, то мы сможем побыть там и дождаться подходящего времени». «Отпустите меня?» — Мэдисон не поверил своим ушам. «Вы хотите сказать, что я заложница? На станции 60 низший персонал всегда остается». «Угу», — подумал я. «Точно, матушка Беа. Где же вы живете?» «У меня квартира в административном квартале, рядом с депо А». «И вы не знаете, как туда доехать?» Станция 17 тоже была транзитной. 18-я — бесплодная станция. Я подумал, что там могли обитать монстры, подобные тем, что заполонили станции с более высокими номерами. Возможно, на 20-й притаилась босс Кракарен. Женщина не ответила. Я повернул голову, чтобы рассмотреть ее. Она пялилась в окно. Выражение ее лица показалось мне странно растерянным. «Я не часто там бываю. Много часов переработки». Я уже начал подозревать, что никакого депо А вообще не существует. И меня вдруг разобрало острое любопытство. Что же мы все-таки обнаружим на станции 60 в этом предполагаемом спальном районе для служащих? Когда Вернон, кондуктор-дварф, говорил нам о своей жене, я допустил, что эта жена живет только в его воображении. Виджет угостил нас похожей сказкой, но не было сомнений, что он действительно жил в той башне. «Значит, вы никогда не бывали в вашей квартире, верно?» «Разумеется, я в своей квартире бывала. Только это было... прошло несколько дней». Я кивнул. Когда авторы сюжета программировали этот этаж, они снабдили каждого из неигровых персонажей комплектом ложных воспоминаний, под которые, однако, не подвели прочный фундамент. Все их истории были тонкими, как бумага. Возможно, Мэдисон покинула свое рабочее место впервые за все время существования этажа. Мне вспомнилась зачинщица и 2 ее недавно родившихся ребенка. Останутся эти дети с ней после того, как этажу придет конец. Обходчица по имени Хирот написала в 16-м издании кулинарной книги большой очерк о природе неигровых персонажей. Она создала теорию, которую назвала методом торной дороги. Этот метод обещал успешное прохождение квестов и более легкое решение загадок. Что-то вроде намеренного устранения 4-й стены. Воображаемая стена между традиционной трехстенной сценой реалистического театра и зрительным залом. Термин был предложен Дени Дидро, 1713-1784. В более широком смысле граница между условным, вымышленным миром и реальными его наблюдателями. Хирот считала неигровых слабейшим звеном в этом мире из-за их биологической природы и неспособности к автономии. Пока что я прочитал только первые абзацы. Автор утверждала, что разбить преграду – жестокий, но единственно возможный способ выживания. Задавайте им вопросы, бросайте им вызовы, если они не знают того, что им полагается знать. Держите себя по-доброму, но твердо. Кулинарная книга содержала очень много информации, которую мне только предстояло усвоить, а время на чтение
еще нужно было выкроить. Я сделал мысленную зарубку. Вернуться к этому месту и дочитать очерк до конца. Или вы бывали в своей квартире, или никогда не видели депо А. То и другое не может быть правдой. Так что из двух вариантов правда, напирал я. Я не знаю, выговорила она наконец. Наверное, у меня сотрясение мозга после того гуля. Я увидел знак станции 24 и сбавил скорость паровоза. Когда мы остановились, я поставил машину на тормоз и повернулся к Мэдисон. Послушайте, у меня есть к вам несколько вопросов. Ответьте на них, и мы отвезем вас на станцию 60. Если там кто-нибудь подскажет, как оттуда можно добраться до депо. А мы вас отвезем. Хорошо, произнесла она после паузы и откинула голову на стенку. Теперь она выглядела совершенно измученной. Что вы хотите узнать? Если насчет поездов, то я о них знаю совсем мало. Моя ответственность – указание служащим насчет переработки в дополнительные часы. Они уходят к дороге домой, а я велю им возвращаться к работе. Ах да, еще я отвечаю за льготы краведов и 6 имитирующих станций. 6 чего? Терминус. Имитирующая станция. Всего их 6. И какое же безумие поднимается, когда мы не проводим через них достаточное число пассажиров. Как же они прожорливы. Мы инструктируем служащих, чтобы они требовали от пассажиров выходить на 433-й. Но вы не поверите, как безобразно дварфы относятся к инструкциям. И не заставляйте меня вспоминать о челотаврах. Они не в состоянии держать при себе свои лапы. Карл, Баутиста,